Глава 18. Сегодня я ходил на вечернюю программу. Меня транспортировали на корабль, который курсирует над планетой по низкой орбите. На корабле открытое окно без стекла. Оно защищено только силовым полем. Удивительно. Я могу смотреть сверху на свою планету, на свою прекрасную, утраченную планету. Если мне суждено умереть здесь, то я хочу, чтобы последним для меня был именно этот вид. Примечание обходчика Кули. Издание 19. Карл, у меня кое-какие вещи готовятся на столе сапера. Позвольте управиться с ними перед тем, как вы меня перенесете. Это быстро. Лойта, у вас 10 минут и ни секундой больше. Поторопитесь, Карл. Верелюкскс оплачивает аренду трейлера. Я метнулся через улицу в ближайший паб и вошел в наше личное пространство. Честно говоря, у меня имелись два набора дымовых завес, перемешанных с зельями. С того дня, когда я вычитал эту идею в кулинарной книге, я продолжал экспериментировать с разными сочетаниями. Пока что эффект давал единственный вариант – сочетание дымовой бомбы с целебным зельем. Однако оно считается великим оскорблением немертвым. У меня еще не было шанса применить его. На моем столе стояли две инфузионные станции. В первой я как раз смешал дымовую завесу с небольшой дозой повышающего иммунитет смузи, который я готовил на втором этаже. Зелье давало временный иммунитет от болезней, но от него и пьянеешь, просто в задницу. Прямо скажем, это был провал. Дымовая завеса быстро теряла эффективность и получала статус недействующая. Вторая серия экспериментов вышла более успешной. Я заранее знал, что все получится, потому что стянул рецепт из кулинарной книги. Но приходилось делать вид, что я сам на него наткнулся. Многие из недавних ящиков содержали по меньшей мере одно зелье невидимости. Эти зелья были чрезвычайно ценными. Собрав 5 штук, я решил, что пришла пора истратить хотя бы одно на эксперимент. «Эй!» — обратился я к пончику-роботу. «Похоже, кое-что у нас получилось». Ваш навык смешивания поднялся до 3-го уровня. Подождите и научитесь делать то же самое с водкой. Я выбрал круглую дымовую завесу. В норме она была красной, а теперь приобрела радужный отлив. Хоб-гоблинский дискошар. Диско-шар – зеркальный шар. Элемент оформления танцплощадок и дискотек. Сфера, покрытая множеством плоских зеркал. Тип. На магической смеси легко воспламеняющийся, не боится бросков. Эффект. Улетный. Статус 25. Нестабилен. Молли. Вид аквариумных рыбок. Смотрите глава 10, примечание 102. Не содержит. Возьмите хоб-гоблинскую дымовую завесу, пропитайте ее зельем невидимости, и что вы получите? Праздник. Вот что вы получите. Тяжелые разноцветные клубы дыма, чувствительные и к свету, и к чистоте. А если вы не знаете, что это означает, то установите ее у себя и узнаете. Дым скроет все движения, а перья будут подрагивать в такт. Предупреждение. В отличие от того, кто устанавливает традиционную дымовую завесу, владелец этого предмета не защищен от его эффектов. Иначе говоря, вы будете так же слепы, как и монстры. Так что вы вряд ли захотите бросить этот предмет под свои ноги. Если, конечно, не собираетесь как следует выпендриться. Смешивание дымовых завес делало их нестабильными. Потому я не хотел пробовать этот метод с настоящими взрывчатыми веществами. Но я знал, что как только мой навык немного подрастет, это ограничение исчезнет. Я поставил дымовую завесу на край стола и сдвинул смешиваемые элементы. «Отличная работа, Карл!» — воскликнула пончик-робот. «Да, я заработал уровень навыка», — отозвался я. Пончик-робот подпрыгнула и отправила дискошар в полет на пол. «Ура! Обожаю уровни навыков!» «Черт тебя подери, робот-пончик!» — рявкнул я. Когда предмет находился на столе, он был безопасен, но точно не после удара о пол. И если взрывчатка никогда не взорвется в зоне безопасности, то о дымовых бомбах этого сказать нельзя, в чем мне случалось убедиться несколько раз.
Я шагнул назад и наступил на смешанную дымовую завесу, чем, естественно, привел ее в действие. Мастерскую наполнила дымная радуга. Мордекай, склонившийся над алхимическим столом на другом конце комнаты, поднял голову и немедленно принялся меня бранить. «Шел бы ты ко всем чертям», — сказал я ему, подхватил пончика робота и крепко прижал к себе. Нас полностью закрыли смерчи густого дыма. «Мордекай, не двигайся. Я ухожу через минуту». «Красивые цвета», — отметила пончик робот. Я почувствовал, как повернулась голова робота, чтобы посмотреть на меня в непроглядной многоцветной буре. Голос на октаву ниже произнес: «Вот что мы всегда видим в конце. И я всегда с тобой, Карл». «Лойта, вы полностью готовы? Пора отправляться». «Карл, мы готовы». Пончик приняла душ и уговорила Катю причесать ее, пока я страдал фигней в мастерской. Катя смеялась до упаду, слушая о недоразумении с дискошаром, особенно о том, как Мордекай метал громы и молнии по поводу того, что я отнял у него час работы. Я крепко сжимал робота. Торнадо цветов продолжалось минуту, однако оставило песочный, оттенка пригоревшей сахарной ваты, осадок на всем вокруг. Бот-уборщик издал сердитый гудок в мой адрес и с жужжанием двинулся в наступление на пыль. «Нет, правда, Карл», — заговорила Пончик, когда я стряхнул с волос цветную пыль. «Вы оба выглядите так, как будто перебили всю яркую радугу». Rainbow Bright. Серия мультфильмов 1984-1986 годов, где каждый персонаж олицетворяет какой-либо цвет. И это после всех наших стараний удержать Монгу, чтобы он не повредил пончика робота. Она же могла пострадать. Ты только посмотри на нее. Лойта, начинаем перемещение. Да мне никогда не было так хорошо, подружка, выкрикнула пончик робот. Прежде чем настоящая пончик успела откликнуться, мы исчезли и воплотились в трейлере вещательной станции. Я осмотрелся, оценивая обстановку. Ноги утопали в роскошном ковре. Оттенок освещения сразу подсказал, что мы находились под водой, а не на поверхности. Хотя материализовались мы внизу, наше меню все равно исчезли. Я лишился доступа к инвентарю. Мы оказались в симпатичном среднего качества трейлере. Но это была подводная лодка, а не корабль, как было в последний раз, когда мы участвовали в шоу «Не у Одетты». Однако и этот трейлер был устроен на сходный манер, с зеленой комнатой и дверью в студию. Модель трейлера та же, хотя интерьер несколько отличался и включал большое венецианское окно. Двойное окно с колонкой посередине и двумя арочками, перекрытыми общей аркой, выходившее в темный океан. «И закусок нет», — пробурчала Пончик. Лойта растянулась на кушетке. На ее шее был укреплен ребризер. Английский rebreather. Дыхательный аппарат, перерабатывающий выдыхаемый воздух, а не удаляющий его во внешнюю среду. Она не использовала скафандр, от которого не желала отказываться Зев. Этот небольшой прибор периодически выплевывал фонтанчики воды. Вокруг нее образовалось обширное мокрое пятно. Я приблизился, наклонился над ней и, постучав по стеклу, вгляделся в холодную глубину и почувствовал, как вода из ребризера Лойты плеснула мне на ногу. Снаружи царила полная темнота. Я физически ощущал давление окружавшей нас воды. Стекло, по ощущению, скорее походило на пластик. Я заметил едва различимый оттенок силового поля снаружи. «Такие трейлеры запускаются в космос, как обычные космические корабли?» — поинтересовался я. «Или они только для разгрузки более крупных?» Лойта нахмурилась. Вопрос как будто ее удивил. «Каким образом это может вас касаться?» «Некоторое время назад мы пережили нападение с орбиты, и те, кто это сделал, недавно повторили попытку убить нас. Поэтому я интересуюсь, насколько надежна эта конструкция». «Вы в совершенной безопасности, обходчик. Это судно оборудовано системой подводной защиты». Я постучал по стене. «В совершенной безопасности? Мы только что были телепортированы сюда так, как будто никаких препятствий не существует. Если бы я был ассасином...»
Ассасины религиозно-вооруженное формирование Низаритско-Исмаилитского государства. 11-12 века. Территория современных Сирии и Ирана. В переносном значении таинственные убийцы или террористы. С другой планеты. Наверное, я бы сумел узнать, как можно сюда телепортироваться. У нас был сериал «Звездный путь». «Стартрек» – научно-фантастическая медиафраншиза, включающая ряд телесериалов и полнометражных фильмов. Так там плохие ребята вечно вторгались на вражеские корабли и творили насилие. Для такого знаменитого обходчика вы весьма трусливы. Как только вы появились, заработал защитный механизм. Никто не войдет сюда и не выйдет отсюда, пока не закончится программа. Повторяю, здесь вы в большей безопасности, чем в подземелье. Что ж, надеюсь, вздохнул я. И не забудьте, вы тоже здесь с нами. Ее глаза расширились, но всего на мгновение. Она наконец заметила покрытую пылью пончика робота у меня под мышкой и как-то обреченно вздохнула. Ох, какой же вы идиот! Что вы сделали с образцом продукта? Приветствую вас, я принцесса Пончик, королева Анна Тушка, объявила пончик-робот Лойте. А как зовут вас? Мы занимались ручным ремеслом. Хотите последить за моей лентой? Мы убиваем стильно. Боги правые, я же знала, что вы все извратите. Лойта драматически вздохнула. Она вошла в свое меню, и ее глаза засверкали. Ладно, ладно, все уладится. У производителей все равно есть другая модель. Настоящая, не приспособленная для подземелья. Вот как, настоящая. Я повернулся к двери. Мы сможем забрать ее с собой, когда будем уходить? Нет, конечно же нет. Это голограмма. Что-то не смешно, сказал я. Голографическая кукла Пончик с голографической куклой Монго. Вы можете контактировать с игрушками, но не прикасайтесь к ним физически. Иначе мы разрушим иллюзию. Пончик, до сих пор мрачно сидевшая на полу, она не хотела ни устраиваться на кушетке рядом с Лойтой, ни прыгать на мое плечо, потому что я все еще был засыпан разноцветной пылью, слегка подпрыгнула при упоминании о кукле Монго. «Можно я выпущу Монго? Разве это не чудесно получится? Он будет на 7-м небе от счастья, если встретится с игрушечной версией себя». «Нет», — ответила Лойта. «Просто идите и расскажите о ваших впечатлениях от продукта. Прочитайте сценарий, если вам не под силу сообразить, о чем следует говорить. Не настраивайтесь негативно. Это не прямой эфир, так что не надейтесь изменить мир своей бравадой. Любая ваша глупость будет вырезана, и мы лишь дольше просидим в этой банке». Лойта взмахнула рукой, и перед ее кушеткой в воздухе поплыл виртуальный квадрат. «Я буду смотреть трансляцию отсюда. Не заставляйте меня вставать и идти туда. Клянусь богами, вы не будете счастливы, если я туда войду». Пончик что-то пробормотала, выдыхая воздух. Что-то связанное с говорящим шикарным пиром. Fancy Feast. Американская марка изысканного корма для кошек. «Лойта, вы всегда такая злая?» – спросил я. Крохотная рыба-женщина воззрилась на меня. Сначала я решил, что она не намерена отвечать, но она все-таки ответила. «Вы, ваша кошка, ваш народ, ваша уродливая культура, раковая опухоль на нашем цветении, и мы не будем этим заниматься». Я почувствовал, что у меня поднимаются брови. Заниматься чем? Нам не нужно славить вашу культуру, распространять вашу грязь, чтобы ее видела всякая мелюзга. Я горько рассмеялся. Славить? Вы это называете прославлением нашей культуры? Вы только истребляете нас и пляшете на наших костях. Моя бы воля, мы бы вас просто истребили и делу конец. Вы мерзкие, вы сухие, вы гниль на цветении. Пончик рассекла хвостом воздух. Вам, наверное, не стоило становиться агентом по внешним связям, если у вас такое мнение, милочка. Честное слово, я не могу не чувствовать, что ваше сердце не лежит к нашим интересам. Вот поэтому нам намного лучше работала Зев. Она понимала, как использовать нашу звездную силу. Эти слова, похоже, задели Лойту за живое. Зев? То, что вы сотворили с Зев, и есть настоящая причина того, что вы опасны. Она молода,
Она впечатлительна. Она будущее Куатин и цветения. Ее поколение восхищается всем новым, что блестит. Оно не верит в идею силы системы, или истинного единства, или великого согласия. Вы же не знаете, на что нам пришлось пойти, чтобы вернуть заблудшую дочь в наше лоно. На немыслимые дела с ее матерью и тетками. Только после этого она встала на путь истинный. Нам нужно также поступить с целым поколением. И это из-за вас. Из-за вашей гнусной культуры. Я почти не понимал, из-за чего она бесится. И почувствовал себя униженным. Держи себя в руках. Я проговорил сквозь зубы. Хорошо, Лойта, если бы вы сейчас, как бы это сказать, оставили нас, вам не пришлось бы беспокоиться. Она перебила меня и указала на Пончика, явно пораженную. Ваша культура, ваши необъединяющие, пораженческие, сухие, несогласованные разнообразные попытки в культуре – это смертоносная зараза. Вот так к ней и нужно относиться. После этого поиска, когда каждый из вас, сухих червей, будет мертв, система Борант закроет границы, и только тогда наступит пробуждение. Только тогда мы избавимся от гнили. Пончик посмотрела на меня снизу. «Мама моя! Кто из нас необратимый псих? Я или она?» Я постарался не рассмеяться. Лойта зарычала и, кажется, хотела сказать что-то еще. Но тут ее глаза вспыхнули. Она сделала глубокий вдох, залив водой кушетку. «Пора, проходите в дверь. Не заставляйте меня подниматься». Я кивнул, говорить не хотелось. Я не понимал ничего из той злобной тарабарщины, что она изрыгала насчет своей политической партии. Но сказанное насчет Зев я понял. Вы же не знаете, на что нам пришлось пойти, чтобы вернуть заблудшую дочь в наше лоно. Я сглотнул, у меня тряслись руки. Я опустил Пончика-робота на кушетку рядом с Лойтой. Итак, Пончик-робот, ты остаешься рядом с Лойтой. Ты понимаешь? «Оставаться рядом с Лойтой», — повторила механическая кошка. «Понято». Она повернулась к Лойте. «Тебе когда-нибудь было по-настоящему холодно? Скоро холод придет за всеми нами. Он всегда ждет в потемках». Я отвернулся и укусил кончик ногтя. «Идем, Пончик, займемся рекламой. Сегодня вечером я пойду на другую программу. Я выдавил людоедский крем в свои ботинки. И я взорву их, когда буду на орбите. На борту будут 2 админа. Мой навык щит от взрывов должен защитить меня и от этого взрыва. Если только он вообще подействует в том месте. Я даже не знаю. Но это не будет иметь значения, если я взорву корабль. Думайте обо мне, братья. Это немного, но это все, что у меня есть. Примечание обходчика Кули, издание 19. Вела шоу «Витрина новых игрушек Верилюкскс». Пара высоких инопланетных утешителей с громадными глазами. Воистину утешители. Мужчина по имени Граво, женщина по имени Лидди. Я уже начал понимать, что эти симпатичные утешители являются собой один из самых распространенных типов пришельцев во Вселенной. Граво, пришелец, по необъяснимой причине был одет ковбоем. И на голове у него красовалась ковбойская шляпа. Правда, из пенопласта. На нем также был оружейный пояс с 6-зарядным револьвером, а на груди шерифская бляха. Слово «шериф» на ней было написано с ошибкой, не знаю, намеренно или нет. Куртка его напоминала о коровах в черных и белых пятнах. На ногах он носил ковбойские сапоги со шпорами, и шпоры звякали при каждом шаге. Лидди примерила на себя образ некой супергероини, который совершенно ей не соответствовал. Синий и красный цвета костюма должны были напомнить о Супермене, а по груди у нее, там где у Супермена полагалось присутствовать букве «С», шла надпись «Верилюкскс». Плащ был выдержан в том же коровьем черно-бело-пятнистом стиле, что и у партнера. Ее глаза прикрывала простая маска оранжевого цвета, вопиюще контрастировавшего с тонами остальных частей костюма. «Что за черт, блин?» – пробормотал я, когда мы вошли в студию. «В таких случаях я жалею, что кошки не бывают дальтониками», – отозвалась Пончик. Студия была оборудована с расчетом на отсутствие аудитории. Простой стол, за которым встали мы, все 4.
Высокий стул для Пончика и ящичек для меня, чтобы компенсировать разницу в росте с утешителями. Предполагалось, что игрушки будут появляться на столе, а мы обсуждать, какие они потрясающие. Лидди приблизилась и помахала рукой. «Здравствуйте, здравствуйте. Я пожал бы вам руку, но сами понимаете, не могу». Супергероиня улыбнулась нам сверху вниз. «Принцесса Пончик, я должна вам сказать, что вы один из моих фаворитов. Я предпочитаю смотреть в новостных лентах только на двоих персонажей. И вы одна из них». «Оу!» — Пончик, просияв, вспрыгнула на стул. «Всегда приятно встретить поклонника». У утешительницы на груди было несколько маленьких пуговиц кнопок. Все они изображали разных животных, которых я не опознал. Хотя внизу была булавочная головка из серии фильмов «Восставший из ада». Голова этого героя, Пинхеда. Пинхед – булавочная голова, покрыта разрезами, в которые воткнуты булавки. «Это я придумал оживить кукольную принцессу Пончик». «Отдать ей слова Гарфилда тоже ваша идея?» – спросил я. Пончик не дала Лидди ответить. «А кто ваш второй фаворит? Вы сказали, что их у вас два?» «О, конечно же, Люси Ямар. Она всеобщая любимица». «А это что?» – я указал рукой на прикид инопланетянки. «Вы всегда так одеваетесь?» – ответил мне утешитель-ковбой. «Нет, не всегда». Он выглядел крайне сурово. «Наши одежды таковы, чтобы привлекать внимание детей. Мы собираемся снять рекламный ролик для фальшивой программы «Витрина новых игрушек Верилюкскс». Ролик должен пойти на экранах всех кораблей, которые встают в доки для заправки и ремонта, если на их борту есть молодежь, неравнодушная к проблемам демографии. Или тот, кто захочет купить игрушку для малыша. Товар будет физически доступен для немедленного приобретения в магазине станций, или его можно будет заказать по сети синдиката. Это недорогая игрушка с желанными качествами для семей с низкими доходами. Поэтому мы предсказываем очень активную маркетинговую кампанию. «Подождите, то есть эта реклама предназначена только для заправочных станций?» – уточнил я. «Для топливных складов и промежуточных станций. Все так», – подтвердил Граво. «Она будет адресована детям, которые тоже смотрят ролики Пончика». Я прокрутил в голове рекламы игрушек, привлекавшие меня в детстве. «Так что же, мы так и будем стоять и толковать о глупом роботе?» «Таков план, и давайте начинать эту тему. Только не называйте ее предмет глупым, когда идет съемка». «Подождите», – запротестовал я. «Эта реклама действенна для ваших ребят, а не лучше, если реальные дети будут играть вашими игрушками. Реклама с громкой музыкой, игрой цвета, детьми и игрушками». Граво насмешливо хмыкнул. «Исследования показывают, что детям больше нравится, когда пользующийся их доверием взрослый снисходит на их уровень и предоставляет им лучшие из возможных альтернатив. А так как чаще всего игрушки покупают родители, то логический подход предполагает и учет интереса ребенка, и доверие к родителям». Я переглянулся с Пончиком. Я был почти согласен с Граво, но не дал бы ломаного гроша за успех глупого робота. И все-таки я чувствовал себя чересчур напряженным, чересчур возбужденным, чтобы представить адекватные аргументы, тем более, что твердо знал, головная компания Верилюкскс так же чудовищна, как и все прочие в этой проклятой вселенной. Я вспомнил про самодовольную Лойту в соседней комнате. Хорошо, давайте действовать так. У меня не получилось. Я взорвал корабль, мой навык меня защитил, но силовое поле вокруг корабля не позволило ему развалиться окончательно. Админы лишь сделали вид, что они со мной. Это были голограммы. Сегодня меня обвели вокруг пальца, и мне стыдно, братья. Гравитация исчезла, температура падает, становится трудно дышать. Я не думаю, что им удастся подобрать меня, если силовое поле сохранится. Но я вижу мою планету, мой возлюбленный Курукс. Ее свет согревает меня в этом холоде. Молюсь за то, чтобы кто-нибудь отомстил за нее, потому что я не смог. Примечание обходчика Кули, издание 19. «Это точно гудок», — сказала Пончик, читая строчку, которая поплыла в воздухе перед нашими глазами.
Она очень старалась держаться естественно. Я знал, что кошка тоже уничтожена репликой Лойты о родных Зев. Она страшно расстроена из-за необходимости участвовать именно в этом шоу. Кажется, ни один из утешителей ничего не заметил. «Да!» – протянул Граво. Он был похож на лишенного всякой индивидуальности налогового инспектора, которого заставили развлекать детей. Он вытащил свой шестизарядник и выстрелил в воздух. «Похоже, эта игрушка характеризуется большой неустойчивостью». Я был уверен, что выражение «высокой неустойчивостью» он употребил неправильно. Игрушечный Монго повизгивал на столе и подпрыгивал вокруг игрушечной принцессы Пончик. Этот Монго имитировал настоящего в начале его жизни и оказался чертовски очаровательным. Ростом он уступал Пончику-роботу примерно вдвое. На наших глазах он прыгнул и укусил Пончика-робота в нос. Та взвыла от боли и произнесла: «Плохой Монго! Плохо!» «Так вот, Карл», — заговорила Лидди, утешительница в образе супергероини в рекламном ролике должна была предстать как профессор Лидди. Почему, не знаю. «Что вам больше всего нравится у Верилюкс, друзей истинных любимцев?» Передо мной поплыл абзац текста. Я проигнорировал его. «Прежде всего, — сказал я, — мне нравится, насколько они обучаемы. Пончик-робот с нами всего несколько дней, но я научил ее некоторым трюкам». Граво выглядел недовольным и уже был готов остановить запись с тем, чтобы я вернулся к сценарию. Но профессор Лидди ему не позволила. «Вот как?» «Да, так», — подтвердил я. «Она несет жутчайшую ахинею, но когда я прошу ее сидеть, она сидит. Если я велю ей идти за мной, она идет. Она намного более послушна, чем Пончик настоящая». «Эй, Карл!» — возмутилась Пончик. «Не обижай меня!» Мы с Лидди рассмеялись. «Так разве мы все не этого добиваемся? Разве не послушания?» «Что вы имеете в виду?» — спросила Лидди. «Напомните, как называется ваша материнская компания? Связь Веритон? Это не их производство?» Несколько секунд все молчали. «Остановите запись!» Граво повернулся ко мне. «Я не знаю, где вы это могли слышать, но это абсолютная неправда. Да, Веритон — наша материнская компания, но мы функционируем независимо от них». Я пожал плечами. «Я не это слышал. Кто-то говорил, что ваша материнская компания выступает в поддержку рабства. Люди говорят, что в ваших игрушках спрятана следящая аппаратура». Пончик вскинула голову. Свои темные очки она сняла и теперь смотрела на меня округлившимися глазами. «Карл, что ты делаешь?» «Придерживайтесь сценария, хорошо?» — сказал Граво. «Не будьте ослом. Ничто из сказанного вами в эфир не пойдет. Так зачем напрягаться?» «Ничто из сказанного мной здесь», — уточнил я. «А подземелье — это другое дело. Вы согласны?» «Что?» — вскинулся Граво. «Что вы пытаетесь сказать? Пытаетесь шантажировать нас ради ящика с лутом? Это шутка? Или вы действительно думаете, что у вас что-то выйдет?» Я не имел понятия, стоят ли за производством игрушек Верилюкс какие-то злые мотивы. Мордекай, как я предполагаю, думал, что здесь имело место отмывание денег или что-нибудь в этом роде. Если честно, мне было по барабану, что на самом деле. То, что происходило, было опасно. Тупо опасно. Я поставил бы на то, что все, что передо мной разворачивалось, скоро забудется. Мне лишь нужно было стащить Лойту с ее поганой кушетки. «Послушайте меня, обходчик!» — начал Граво. Мигнули лампы, двое утешителей пропали. Пол тряхнуло, в студии стало темно, затем она осветилась красными огнями. Помещение наполнил ужасающий скрежет. «Предупреждение! Активируется система подавления огня!» Голос исходил из громкоговорителя. Пончик спрыгнула на мое плечо. «Карл, нас атаковали, Карл!» «Держись!» — ответил я. «Будь готова ко всему!» «Здесь я не могу использовать заклинания!» Я кинулся к двери зеленой комнаты. Она открылась передо мной. Кушетка у дальней стены была уничтожена взрывом. Я с глубоким облегчением выдохнул, увидев, что венецианское окно не пострадало. Но тут же понял, что оно таки пострадало.
по нему прошла громадная трещина, как от удара молнии. Теперь воду удерживало только силовое поле. Дерьмо! Вот это дерьмо! Силовое поле держалось. Слава богу! Слава вашему хренову богу! Нет, подумал я, не богу. Кули! Спасибо тебе, Кули, за информацию. «Карл, по-моему, это Пончик-робот взорвалась», — сказала Пончик, оглядываясь. «А где Лойта? Или она?» Пончик ахнула. Она увидела впечатанное в стену тело админа подземелья. Подбежала. У маленькой Куатин не было левой руки и обеих нижних ног. Ее ребризер неведомым чудом еще работал. Все тело почернело. Она выглядела так, как будто ее тушили в горшке с нефтью. Но она не была мертва. Мое сердце забилось быстрее. Она не могла телепортироваться. Для этого ее хозяевам нужно было сначала снизить уровень защиты. А если они это сделают, окно лопнет, и мы с Пончиком умрем. Я понял. Борон стоит перед выбором. Там Лойту вылечили бы в секунды, но только после телепортации. Спасать админа низшего звена или двух обходчиков высших уровней. Я глянул вниз на изувеченную женщину и улыбнулся. «Ты! Это сделал ты!» — выдохнула она. «О чем ты говоришь?» — отозвался я. «Это несчастный случай. Взорвался робот. Ведь это ты настояла на применении самоуничтожения. Я был в другом помещении. Не имею представления, почему он взорвался. Сама видишь, какую ошибку вы совершили». Снаружи, за разбитым окном, появились многочисленные огни. Они мчались в сторону подлодки. Это были корабли, которые торопились к трейлеру для ремонта. Но у них не было шансов успеть. «Вы не выиграете», — прошептала Лойта, булькая пеной. Бесцветная жидкость лилась из ее рта и жабр. «Цветение победит. Вас забудут». «Лойта, мелодраму никто не любит», — сказал я, когда Куатин умерла. «Кули, я знаю, что ты не сможешь это прочитать, но хочу, чтобы и ты, и всякий будущий читатель знали, что я использовал информацию из абзаца, написанного тобой, чтобы запланировать первый шаг. Если бы не твои слова, мне не хватило бы знания и уверенности, чтобы действовать. То, что я сегодня сделал, я сделал ради тебя и ради маленькой девочки по имени Бонни. Жалею я только об одном. О том, что мой первый шаг был маленьким, и я еще не знаю, проживу ли достаточно долго для того, чтобы сделать второй. Но если мне удастся этот второй шаг, пожалуйста, прости меня. То, что я буду делать с этой минуты, я буду делать исключительно ради себя и моих людей. Пока я жив, я буду делать все, что в моих силах, чтобы эти твари сгорели в аду. Им меня хрен сломать. Примечание, обходчик, глава 19. У ремонтной бригады ушло всего около 30 секунд на то, чтобы устранить поломки. Как только субмарина была приведена в порядок, мы с Пончиком телепортировались с нее. Но не вернулись в наше личное пространство, что меня не удивило. А удивило место назначения. Входим в клуб Деспирадо. Мы попали в маленький захламленный кабинет. За покрытым бумагой столом сидел высокий мужчина. Скрытая тенью фигура была одета в темный плащ с капюшоном, который сверхъестественным образом скрывал мрачное, наводившее на мысль о жнеце. В картах Таро мрачный жнец означает смерть. Лицо. Его руки, единственные открытые части тела, были темными, темно-пурпурными, почти черными. Удлиненные пальцы можно было бы счесть почти эльфийскими, хотя его рост показывал, что с эльфами он отнюдь не в родстве. Стены кабинета были обиты деревянными планками, пол покрыт плиткой, как и во всех остальных помещениях клуба Деспирадо. На одной стене висел гобелен, выглядевший почти как турецкий ковер. Других украшений в помещении не было. Через стену я явственно слышал, как пульсирует пол ночного танцклуба. Наши индикаторы состояния не вернулись, но свойства этого человека изучить было можно. Как бы. Оррин, координатор связи синдиката. Перед столом стояла пара старых деревянных стульев. Человек за столом указал на них. «Садитесь, Карл и Пончик.
У него был голос британского профессора. Властный, но не агрессивный. Мы оба без слов сели. Я пожевал кончик ногтя. Для Пончика стул оказался настолько низким, что у нее не было возможности смотреть поверх стола. И она неожиданно показалась мне очень маленькой. Я погладил кошку. Она дрожала. Мужчина напротив отложил ручку и сложил ладони. Он смотрел на нас. В темноте под его капюшоном было заметно движение. «Мое имя Оррен. Я не работаю на Борант. Я независимый консультант, нанятый синдикатом. Нейтральная третья сторона. Наблюдатель. Я работаю по договоренности с производителями шоу нынешнего сезона, руководством синдиката и контролирующим ИИ. Вы не встретились бы со мной или кем-то из моих коллег, иначе как при определенных чрезвычайных обстоятельствах. А сегодняшние обстоятельства, как вы сами понимаете, чрезвычайные. Так что же, вы вроде заместителя директора средней школы. Вызываете шебутных мальчиков и девочек и сообщаете им, какое наказание они заслужили. Оррен обозначил пожатие плеч. Я не дознаватель ИИ, не вполне шериф, не вполне адвокат. Он помолчал и добавил. Не вполне судья. Он повернулся, и стул под ним скрипнул так, как если бы его тело было тяжелее, чем кажется. Если синдикат видит что-то, что требует дополнительной информации, он просит Куатин и ИИ представить доклады о случившемся. Иногда эти доклады противоречат друг другу. В таких случаях за расследование берется координатор связи, например, я. Если факты подтверждаются, я даю рекомендации, что делать в связи со случившимся. Мы оба были в крайней опасности в этом месте, и оба это понимали. Я сочувствовал бедняжке Пончику, ведь она не имела никакого отношения к тому, что произошло в трейлере. Но я о случившемся не сожалел, ни капли. Сидевшее напротив нас существо соединило кончики пальцев. Вам известно, сколько покушений на убийство админов произошло в подземелье за все время? Вероятно, много, предположил я. Да, больше, чем нам хотелось бы признать, сказал мужчина, то есть Оррен. И достаточно много было успешных. 2 сезона назад один крокодилин оторвал голову своему помощнику по пиару. Он вытолкал админа в проулок и буквально сшиб ему голову. Вместо того, чтобы телепортировать его в расположение обходчиков, кретин-админ Форген послал 2 своих агентов безопасности с тем, чтобы они принудили обходчика к повиновению, и он убил обоих, прежде чем вмешался, наконец, ИИ. 3 админа за один раз. Но это были единственные админы, убитые в тот сезон. Оррен вальяжно откинулся на спинку стула, и тот снова угрожающе застонал и заскрипел. Я чувствовал, что Оррен хотел что-то мне сказать, совсем как настоящий замдиректора школы, когда тот старается вытянуть у вышедшего из повиновения школьника признание вины. Я же не собирался говорить ничего, пока не будет прямого вопроса. Это, конечно, далеко не рекорд, но 3 считается много. В прошлом сезоне конгломерат Сквим не имел смертельных случаев по вине обходчиков. Я попрошу вас угадать, сколько админов погибло от рук ваших товарищей в этом сезоне. Если есть на этом свете заковыристые вопросы, то это такой. 0, сказал я. Мужчина довольно хрюкнул. Если не считать недавно погибшей админа Лойты, то пока ответ 15 за сезон. Люсия Мар убила 2, 3, если считать ее первого игрового наставника. Но мы не считаем. Остальные одиночные смерти. Я испытал искренний интерес к этой информации и больше, чем скромную гордость за своих товарищей по человечеству. Я считал, что ИИ немедленно наказывает за всякое насилие против админов. Так говорилось в предупреждении. Оррен не отреагировал. 15 мы уже считаем катастрофой. И знаете, почему это число в этом сезоне так велико? Я пожал плечами. Вероятно, тут 2 причины. Моим людям не нравится, когда рыбы указывают им, что делать. А Куатин управляют этим шоу так, чтобы оно обходилось как можно дешевле. Я не знаю подробностей насчет этой системы с зонами, но знаю, что удешевление приводит к опасности для работающих там. Вы дважды правы, он хлопнул ладонью по столу. И тем не менее,
Все из этих 15 смертей, собственно говоря, все убийства админов, начиная с самого первого обхода и вплоть до этой минуты, имеют одну общую черту. Оррин наклонился вперед. Его голос слегка исказился, как будто он начал говорить в микрофон. Мы знаем точно, каким образом обходчик сделал то, что сделал. Это подземелье наиболее изученное, наиболее наблюдаемое место во Вселенной. Но при этом мы не знаем, как это сделали вы. Она умерла из-за того, что взорвалась та глупая кошка, сказал я. Тут Пончик в первый раз подала голос. Карл, я начинаю подозревать, что этот Оррин винит в смерти Ллойд и нас. Нет, вы неправильно поняли, обходчик Карл. Как она умерла, мы знаем точно. У нас ушло больше времени, чем мне бы хотелось на уточнение фактов. Сначала нас отбросила ударная волна. Дополнительная взрывчатка в трейлер вещательной станции не проносилась. Тем не менее, взрыв оказался сильнее, чем должен был быть. Это первая загадка. ИИИ требовал быстрого объяснения. Вы знаете, в чем здесь дело? Кошка находилась на моем столе, когда я смешивал жидкости, готовя взрывчатку, и видела все мои действия. Оррин хлопнул ладонью по столу и указал на меня с таким видом, как будто я дал ему решение уравнения. Этот неожиданный звук прозвучал, как хлопок в ладоши. Я возненавидел себя за то, что невольно вздрогнул. Вот! Механизм пуска саморазрушения игрушки был ускорен ИИ в силу того, что кошка сидела на вашем столе сапера, когда вы готовили взрывчатку. Как вам известно, такое ускорение – одно из преимуществ вашего стола сапера и ваших навыков работы со взрывчатыми веществами. А тут ускорение произошло само собой. Записи показывают, что вы не осуществляли прямого вмешательства во взрывной механизм игрушки. Взрыв вызвали ваши дальнейшие действия. Пончик фыркнула. Боже правый, да он верит, что мы это сделали нарочно. Она издала возмущенный звук и прыгнула ко мне на плечо, чтобы прямо смотреть на Оррина. Если бы Карл собирался убить Ллойду, он не стал бы засовывать динамитную шашку в ее жабры и затем бить ее по голове. Карл знает толк в способах убивать. Но он иногда бывает очень изобретательным в этом деле. Но он не убивает в стиле тайного азиата. Агента, поправил я. Что? Не поняла Пончик. Я говорил о секретном агенте, а не о тайном азиате. Ты уверен? Уверен. Тайный азиат — это разве имеет смысл? Да, я думала, тут особый смысл. В общем, это не стиль Карла. А кроме того, во всех своих планах он что-нибудь допортит. Когда он жил с мисс Беатрисой и хотел быть утонченным, он спускал трусы и говорил, что его дрючит. Без обид, Карл. Что? Я никогда так не делал. А, правда, это был Брэд, так ведь? В общем, вы меня поняли? То, что случилось, не работа моего Карла. Это совершенно невозможно. И скажу, пока вы не спросили. Это и не моя работа. У вас есть запись взрыва? Мне бы очень хотелось посмотреть. А вы уверены, что это не орк из Империи Черепов? А может, Верилюкскс сделали это удаленным взрывателем из-за того, что Карл разгадал их тайный злодейский план? Оррин кивнул. У нас есть материалы видеонаблюдений из студии Мэкскс в трейлере. Так что все не так. Раз вас в комнате не было, запись не такая полная, как нам бы того хотелось. Но это не важно. Что произошло, теперь понятно. Администратор Ллойда спрыгнула с кушетки. Игрушка тоже спрыгнула, чтобы следовать за ней. И через несколько секунд взорвалась. Убила Ллойду и едва не убила вас обоих. Панель на ее голове раскрылась, когда она прыгала, и включился механизм самоуничтожения. Так как блокирующий интерфейс не работал из-за присутствия админа Ллойды, ни один из вас не получил предупреждения о самоуничтожении. Я хрюкнул. Так эта фигулька на ее голове развалилась? Послушайте, не секрет, что мы с ней не ладили. Но ведь эта панель пластмассовая. Эта игрушка дешевая подделка и барахло. Я не раз замечал, что панель вот-вот отвалится. Он кивнул. Знаю, я просмотрел запись не один раз. Панель не пластмассовая, во всяком случае в вашем понимании.
Она сделана из химически реактивного, защищенного от подделок полимера под названием Zentix. Он очень распространен в галактике, особенно детские игрушки из него. Он разработан так, что должен разрушаться при определенных обстоятельствах. Разумеется, взрыв редко является свойством игрушки, но панель должна ломаться при попытке подделать материал или незаконно модифицировать внутреннюю структуру игрушки. «Тогда для чего панель?» – удивилась Пончик. «Зачем она, если с игрушкой нельзя играть?» «Все зависит от игрушки. У многих моделей свойства варьируются в зависимости от лицензии пользователя. Некоторые панели доступны только авторизированным пользователям. Некоторые сконструированы так, что установить их могут только квалифицированные специалисты. Zentix – умный полимер. Материал, реагирующий на изменения температуры, влажности, кислотности, освещенности и других характеристик среды. С рядом степеней защиты. Впрочем, это не важно. Мы уходим от темы. Какая же у нас тема? Не понял я. Что вы хотите нам сказать? Что полевой осадок, который остался на вас после диска шара с дымовой завесой, начал медленно въедаться в панель. Этот процесс радикально активизировался, когда вы поместили игрушку в зоне действия ребризера админа Лойты. Жидкость стимулировала пыль двигаться по панели и вдоль ее краев. Затем вы создали ситуацию, которая побудила админа встать с кушетки. А поскольку игрушка была запрограммирована на то, чтобы следовать за Лойтой, прыжок игрушки разрядил панель и последовал взрыв. Попросту говоря, это было одним из самых изобретательных убийств, совершенных обходчиком, о которых я знаю. И я аплодирую вам за это. «Похоже на конец эпизода в Перри Мейсоне», — вставила Пончик. «Я почти разочарована тем, что в жизни Карлу не придется плакать на свидетельской трибуне и признаваться в убийстве». Пончик выдала эту шутку, но я видел, что она необыкновенно напряжена и обеспокоена. «Но», — продолжал Оррен, проигнорировав Пончика, «как бы впечатляюще ни было осуществлено это убийство, мы не можем позволить обходчикам убивать админов. Даже админов низшего звена, таких как Лойта». Он снял с лежавшей на столе кипы бумаги один лист и развернул его ко мне. Это был почти совершенно чистый лист со строкой для подписей внизу и написанным от руки на синдикатском стандартном языке. Признание в несанкционированном насилии обходчика номер 4122. Карл. «Вы хотите, чтобы я подписал чистый лист?» — спросил я, слегка обидевшись, что они надеются таким образом провести меня. «Ну нет». Он пожал плечами. «Вы можете выжить, если признаетесь. Люсия Мар охотно подписала признание оба раза, и она до сих пор в подземелье. Мы предлагаем вам такую же сделку. Если бы вы действительно думали, что это сделал я, мы не вели бы сейчас этот разговор, и вы не предлагали бы мне что-либо подписывать». Оррен ответил не сразу. «Вы знали, что силовое поле предохранит корпус трейлера от взрыва. Вы об этом спрашивали. Вы знали о химической реакции, которая должна разъесть панель. Вы создали химическое соединение, оставляющее пылевой осадок». Он убрал чистый лист и пододвинул ко мне другой, покрытый множеством абзацев текста. Внизу тоже была чистая строка для подписей. «Нет сомнений, что вы получаете информацию из внешнего источника. Мы знаем, что этот источник не Агата и не кто-то из тех, кто ей помогает. Никого из них в этом пузыре нет. Также мы не думаем, что это Адепта». Я содрогнулся при упоминании о бездомной, толкающей тележку Агате. Что она сказала мне на втором этаже? Эти создания уже знают, что я иду, но не знают, что с этим делать. Сообщите нам, кто ваш источник. Как вы с ним сообщаетесь, и вас вернут в подземелье без наказаний. И пришлют легендарный ящик, содержащий предмет, который почти гарантирует вам выживание до 9-го этажа. Это предложение ошарашило меня, но только на мгновение. Контракт ли, что другое, я не собирался доверять им ни в чем. Кроме того, моим источником была кулинарная книга, а выдавать ее нельзя.
Если я упомяну о ней, она исчезнет. Игра не стоит свеч. Хрена им. Мало того, этот тип изложил мне более сложную и технически изощренную версию, чем то, что случилось на самом деле. Я не имел ни малейшего представления ни о полимерах, ни об остатках диска шара и их реакциях с чуждым мне космическим пластиком. Эта хренотень лежала за пределами всего, с чем я был бы согласен познакомиться. Пончик верно сказала, что мои планы обычно летели под откос. В этот раз мой план обернулся для меня благом. Вся эта химическая реакция была небольшим, удачным сбоем. Я знал о силовом поле. Спасибо записи Кули в кулинарной книге. Знал, что диско-шар покроет все вокруг разноцветной пылью. И тоже благодаря кулинарной книге. Моя цель состояла в том, чтобы обсыпать игрушку этой дрянью так, чтобы меня не заставили тащить ее в студию. Вот и все. Я не знал, что панель сделана из пластмассы какого-то непонятного сорта. Впрочем, знал. Дерьмо это пластмасса. Я с самого начала беспокоился, что дурацкая панель отвалится. Я изощрялся с клейкой лентой, чтобы заставить ее держаться. А потом решил, пусть она упадет в тот момент, когда это будет нужно мне. Если мне придется идти ва-банк, то для этого потребуются идеальные условия. А когда они наступят, я узнаю только в последнюю минуту. Только тогда я рискну сделать ставку на игрушку. Я не знал, что пыль от дискошара уже делала для меня свое дело. Всякий ребенок, у кого есть игрушки, работающие на батарейках, и всякий взрослый, у кого есть пульт дистанционного управления для телевизора, знает, что происходит, когда крышка отделения для батареек трескается или выходит из строя. Все покрытие прибора перестает быть цельным, и любой маломальски ощутимый толчок выбрасывает батарейки с надлежащих мест. Я не мог просто взять и разбить панельку, это было бы заметно, но незачем было раскалывать ее вдребезги. Поэтому я приоткрыл ее стратегически надкушенным ногтем большого пальца левой руки. В последние дни я собирал обломки пончиков-роботов всякий раз, когда Монго уничтожал игрушки. И в моем инвентаре сохранилась совершенно целая панель, оставшаяся после истребления самой первой модели. Закрывшись в туалете, я практиковал открывание панели разными пальцами и, наконец, нащупал нужное движение. Панель была хрупкой, настолько на грани рассыпания, настолько очевидным хламом, что я заподозрил. Игрушка сделана так, чтобы покончить с нами без особых затрат. Когда я наклонился над кушеткой, постучал по окну и спросил Лойту, летает ли трейлер в космос, я это сделал, чтобы убедиться, настоящая ли Лойта передо мной. И убедился, увидев влагу на кушетке. При стуке по стеклу я невольно сдвинул надкушенный край ногтя, и мне пришлось наклоняться еще раз, чтобы незаметно его поправить. И я сделал нужное движение левой рукой, крепко прижимая игрушку к груди. Дальше все было просто. Я придержал панель, когда клал игрушку на кушетку около админа, и подтолкнул крышку. Я, можно сказать, облажался, когда пончик-робот повернула голову, чтобы сказать Лойте какую-то пакость. Но панелька удержалась. Со стороны не было видно, насколько неплотно она закрыта. Но я знал. Крышка слетит, когда механическая кошка спрыгнет на пол. Когда я велел пончику-роботу оставаться с админом, то гарантировал этим то, что тяжелый робот спрыгнет с кушетки, когда Лойта с нее встанет. Лойта же настолько отвлеклась на перепалку со мной, что не заметила, как с кошки на ковер упала пластмассовая штучка, что ее и убило. Я ничего не подпишу, так как у меня нет ничего такого, от чего я бы отказался. И мне некого выдавать, сказал я. Поверьте, я был бы рад даром получить легендарный ящик, но мне нечего дать вам взамен. Произошла случайность. Совершенно очевидно, что вы не недоумок, поэтому я вам не лгу. Я жалею, что не думал об этом. Жалею, что у меня не было поддержки извне. Потому что если бы я подумал, и меня бы кто-то поддерживал, я не стал бы бездействовать. Я бы это сделал без колебаний. Но я точно не стал бы тратить свой шанс на такую дешевку, как Лойта. Пончик на моем плече стала жесткой, как будто деревянной.
Человек без лица некоторое время молчал. Если так, на кого бы вы истратили ваш шанс? Я не ответил. Тут можно было сказать многое. Я вспомнил Брэндона, вспомнил Иоланду, вспомнил всех, кого знал. Все они умерли, и никому не было до них дела. Но вот умирает что-то вроде Лойты, и нам приходится проходить через вот это. Вам меня не сломать. Пошли вы все. Это я вас сломаю. Я вас всех сломаю. Орин вздохнул и убрал бумагу. Очень хорошо, так как мы не можем определить, что именно произошло, и единого мнения о случившемся нет. Единственное, что я могу сделать, это рекомендовать синдикату закрыть дело. Тем не менее, вам следует знать, что к Боранту применены ограничительные меры на весь срок до окончания прохождения этого этажа, поскольку ваш случай не единичный. Отныне обходчики не будут телепортироваться третьими сторонами, пока не откроется следующий этаж. Помимо прочего, это означает, что ваше появление на шоу «Одетты» отменяется. Она уже подала апелляцию. У меня в голове крутилась масса вопросов. Люсия Мар убила 2 админов и вышла сухой из воды. Как так? Почему она еще жива? Вы можете выйти через дверь, сказал Оррен, жестом отпуская нас. За ней вас ждут ваши телохранители. Как, кувалдочка здесь? Я! Воскликнула Пончик. И вы должны помнить. Карл, вам повезло. Я восхищаюсь вашей изобретательностью. Она хороша для развлечения. Но я не стал бы чрезмерно полагаться на удачу. Кто бы ни помогал вам, он это делает не ради вас. Если бы Куатин не вмешались на вашей стороне, дело закончилось бы совершенно иначе. Я встал и задержался. Что вы имеете в виду? Каким образом они вмешались? Орин не поднял взгляда. Некоторые обходчики слишком ценны, чтобы можно было запросто удалить их из шоу, как бы строптивы они ни были. В конце концов, они сами делают свой выбор. Но даже при том, что я не нахожу законных оснований, чтобы обвинить вас в гибели администратора Лойты, я удалил бы вас в любом случае, если бы решение зависело от меня. Мы обсудили ваш вопрос коллегиально, и было решено оставить мою рекомендацию без внимания. Пока. Грязевики не отличаются способностью распознавать угрозы. Если верны расходящиеся слухи, и мы минуем следующий этаж, дальше, я думаю, моя собственная команда будет намного больше склонна прислушаться к моим персональным заключениям. Мой интерфейс все еще был выключен. Поэтому я не видел хронометра, однако ощутил холодок. Насколько я мог сориентироваться, Лойта была убита взрывом минут 45 назад. Но все, о чем говорил Оррен, коллегиальные обсуждения, судебные апелляции, письменные признания, я спросил, как долго нас не было? Всего 5 суток? Благодарите судьбу, что не больше. У вас остается еще 5 суток на то, чтобы пройти ваш пузырь. Ваша партнерша Катя прошла через некоторые интересные приключения во время вашего отсутствия. Она вернулась в первую десятку. Между прочим, она теперь выше вас. Вы оба соскользнули вниз, так что, вероятно, захотите вернуться к работе. Будь оно все проклято. В ярости я шлепнул ладонью по его столу. Бумаги разлетелись в стороны. Я не расстроился из-за выпадения из десятки. Я взбесился из-за того, что потеряна такая уйма времени. Нечего злиться, пока что самый удачливый дебил в подземелье. Ты справился, ты свободен, но в следующий раз будет сложнее. Орин поднял голову, его капюшон соскользнул. Подвижная чернота собралась в похожую на лицо чашу с темной кипящей жидкостью. И в этой жидкости я различил огоньки. Мордекай описывал мне эту картинку, и я понял, что вижу за поверхностью жидкости. Червь. Червь Валтая. Мордекай был покрыт перьями, но я все равно знал, что он бледен, как полотно. Пончик совершенно потеряла голову. Она скакала вверх-вниз так, как будто приняла 2 лишние дозы эспрессо. Она выпустила Монго, и тот, подпитываясь ее энергией, тоже весело прыгал вокруг.
Пончик уже рассказала Мордекаю и Кате о гибели Лойты, и теперь, задыхаясь, пыталась повествовать о том, что было дальше. Ее монолог был похож на единый, нескончаемый, нечитабельный, бессвязный абзац текста. Они подумали, это Карл сделал химическую дрянь вроде «разбей зло». А я им говорю, это невозможно, потому что Карл обычно стягивал трусы, когда хотел побыть с мисс Беатрисой. И тогда до того мужика дошло, что, наверное, это сделал не Карл. Хоть я ошиблась, потому что да, Брэд, с которым она улетела на Багамы. А вы знаете, это был агент, а не азиат. Я понятия даже не имела. В общем, я думаю, и подсказал им, что виноват, наверное, Карл. Не знаю, мне было так странно. Потому что еще Куатин сказали, что не Карл. А значит, ИИ должен был думать, что Карл, потому что он говорил, мол, факты не сходятся. А потом тот парень, который как мрачный жнец, сказал, что Агата, это леди с магазинной тележкой, и одета, нам помогали. Хотя их даже в пузыре не было. А Карл стал совсем мрачный и говорит, я жалею, что это сделал. Я думала, мы совсем серьезно вляпались, а мужику и ничего. Но она правда умерла, потому что ударилась спиной и взорвалась. И она сама виновата, ведь правда? Это она настояла, чтобы заложили взрывчатку в игрушку. Они так и сделали, как она велела. Вот ее и убило. Реклама была фигня все равно, потому что ее будут показывать только на заправках. Нет, вот зуб даю, стыдоба. А нам больше нельзя ходить на шоу, пока этаж не кончится. А где-то так злится, что пошла в суд. Катя, ох. Катя, твое шоу отменили? Жалко как. Мое шоу не отменили, сказала Катя. Мне показалось, что она не слишком счастлива по этому поводу. Я там продолжаю, потому что шоу записывается. Зев рассказала мне о том, что там с вами троими происходило. Пончик ахнула. Зев? Да что ты? Ты разговаривала с ней. Она сказала, что теперь будет нашим временным агентом по связям, пока не назначит постоянного. Еще сказала, что попозже пришлет сообщение. Пончик слегка подпрыгнула. Мордекай кивнул. Я не думал, что снова вас увижу. Я получил сообщение, что к Пончику прикреплен координатор связи. И вот через 5 дней, неожиданно... Погодите, вы тоже отсутствовали? Я переключился на Катю. Она теперь находилась внизу, в секторе земли, в своем личном пространстве в пабе. У нее теперь был 41 уровень. На 3 пункта выше, чем тогда, когда мы виделись в последний раз. Мы с Пончиком еще оставались в горбатом городе. Вы наверняка считали нас погибшими. Я не представляла, что за чертовщина происходит, пока Зев не сказала. В чате вы были недоступны, Мордекай исчез, но карта не показывала вас мертвыми, и все обновления личного пространства сохранились. Однажды мне сообщили, что мы узнаем о вашей судьбе только через несколько дней. Поэтому мне пришлось взять развитие событий под свой контроль. Я попробовал направить летающий дом в сектор Земли. Но сначала у нас не получалось. Между прочим, если бы ты не оставил пульт управления Луису, мы бы так и не смогли поднять дом в воздух. Последние 5 дней я занималась истреблением людей-скорпионов и спорила с Гвен. Здесь внизу нам нужна была ваша помощь. Луис и Фирос уже летят за вами. Они стали настоящими пилотами. Как только вы прилетите, я вас встречу. Мордекай был явно не в духе. Только 5-й этаж и уже координатор связи. Мать же его за ногу. Следующим шагом законники будут здесь, а при них положение всегда осложняется. Я не обратил на него внимания. Ты не в курсе? Крис и Мэгги по-прежнему парализованы. По-прежнему, ответила Катя. Лэнгли и его парни остались у вас наверху. Он там у руля. Почему вы не можете опустить дом в сектор земли? Спросил я. Катя махнула рукой. Это долгая история. Мы чуть не умерли, пока ее распутывали. Дело в том, что колодец в главной спальне... Ты не забыл, что Луис сделал с фургоном своей матери? Ему пришлось поступить так же и с домом. Сам увидишь, не самое изящное решение, но эффективное. Иисусе, пробормотал я, нам нужно скорее воссоединиться. Мордекай никак не успокаивался по поводу того, через что мы прошли. Гром и молния, связильщик синдикатский.
И он вас так просто оттуда выпустил? Я поверить не могу. Да, сказал я, улыбаясь. Он и слова не сказал. Я поднял над головой ребризер Лойты, который снял с нее уже мертвой. Доступа к инвентарю у меня тогда не было, поэтому я засунул его за резинку трусов. Приборчик был маленький, размером примерно с кошачий ошейник. Теперь я забросил его в инвентарь. Он не имел особенной ценности, и использовать по назначению его могли только существа с жабрами, ростом мне по колено. Но нельзя же угадать, что может оказаться важным. Мордекай только глазел на меня, опустив клюв. «Ты еще не слышал, что Карл сказал моему спонсору?» — добавила Пончик. Глава 20. Время до крушения уровня 4 дня 22 часа. Верхней половины дома не было. Выглядел он так, как если бы его реконструкцию взяла на себя стая слепых и пьяных бобров. Они срезали верхний этаж с чердаком и небрежно обезглавили дом на уровне примерно 6 дюймов ниже потолка первого этажа. Что означало, что все помещения открыты всем ветрам. Верхние части стен остались зазубренными и посеченными. Камин и верх дымовой трубы тоже исчезли, хотя нижняя часть трубы возвышалась над остатками стен футов на 5. Пока я наблюдал за приближающимся воздушным шаром, из груды кирпичей вывалился один и упал в пространство, когда-то бывшее жилой комнатой. В процессе своей варварской работы ремонтники оборвали электропроводку и сломали водопровод. На наших с Пончиком глазах воздушный шар опустился перед стеной горбатого города. Мощная струя воды дугой взлетела в небо из недр дома, как будто там снесли пожарный гидрант. «Что там с водой?» — спросил я. Фирос спрыгнул на песчаную дюну, счистил пыль с сапог, выпрямился во весь свой высоченный рост и улыбнулся нам. Поза у него была уверенной, и я сразу отметил перемену в нем. Когда я впервые встретил этого парня, у него был 22 уровень, сейчас 30-й. Все еще ниже середины, но продвинулся он здорово. Вода продолжала хлестать, рождая в небе радугу. Монго радостно заверещал, кинулся под брызги и пустился в пляс. Песок под его ногами быстро превращался в жидкое месиво. Один этот стервятник с бензопилой сорвал крышку с водопроводной трубы. Вот вода и саданула в небеса. Стервятники — это как микрокопии того здоровенного босса, от которого Кате досталась ее бензопила. Хрен тебе, вот это был смех. Я так и не знаю, откуда вода берется. Хотел бы я, чтобы у меня в старом доме такой напор был. Ума не приложу. Электричество тоже работает. А эти штуки как шило в заднице. Стервятники, то есть. Но их что-то мало в последние дни. Он указал на водную арку. Тот, который это сделал, удивил нас. А тебе Катя рассказывала, как убирала дом к себе в инвентарь? Что? Изумился я. Она в состоянии убрать в инвентарь целый дом? С воздушным шаром и всем прочим? То есть всю конструкцию? Как? Эх, парень, долго ты гулял. Тут много чего было. Это Луис придумал. Махина наша только оторвалась от земли. Катя проделала то, что всегда проделывает, когда надевает рюкзак. И у нее получилось. А вечером после итогового выпуска вся эта хреновина вдруг выпала из ее инвентаря и поплыла у нас над головами. Чуть всех нас не расплющила. Мы сидели все в пабе. Он называется «У Каракатицы». Так этому пабу мало не показалось. Там заправляет один парень, Пазузу. В ассирийской и вавилонской мифологии повелитель ветров изображался в виде человека с головой льва или собаки, с львиными лапами и когтями, 2 парами крыльев, жалом скорпиона и змеевидным пенисом. Так он офигел совсем. Тогда мы все прыгнули на эту хрень и улетели. Я уж думал, он точно нас прикончит. Уж как боязно было. Потом Луис поссал на парня сверху. Я уж думал, Гвен перережет ему шланг. Катя ее удержала, но сама ржала, а от этого Гвен еще сильнее взбесилась. Я пялился на Фироса и клял себя за то, что пропустил так много. Где колодец? Ах да, значит, нам пришлось спилить верх дома, чтобы добраться до шкафа в главной спальне. И мы не могли вылететь за сектор, когда колодец привязан к дому.
Сейчас он в полумиле к востоку от города, рядом с тем местом, где вы приземлились в первый раз. Лэнгли с парой ребят там расчищают колодец от песка. Будет туго с завтрашнего дня, когда придет красное равноденствие. Они должны построить какое-то укрытие для колодца. «Дерьмо!» — только и сказал я. Вот о чем я напрочь забыл. В последние несколько суток в пузыре погода и чередование дня и ночи начали меняться. Теперь темнота стояла около 16 часов в сутки, а песчаные бури сделались вдвое дольше и мощнее. «Точно!» — согласился Фирос. «Там внизу песчаные бури другие. Не то что ветер в любых направлениях. Там он дует вокруг острова да по кругу. И молний дофига. И темнеет внизу раньше. Так что во время бури уже темно». На пороге дома показался пухлый Луис. Он тоже поднялся до 30 уровня. «К слову о буре», — сказал он. «Надо двигаться. Нужно приземлиться, пока она не началась». Гвен сказала, что разработала план эвакуации при наводнении на случай, если мы не вернемся вовремя. Да еще эти одичавшие Пазузу выходят по ночам. А я хочу, чтобы зона приземления была свободна. Ой, Пончик, привет. «Привет, Луис!» — крикнула Пончик с моего плеча. «Стоп! Еще одичавшие монстры?» — переспросил я. «Да». Луис с предельно деловым видом повернулся и скрылся в доме. «В этих одичавших зверях виноват волшебный субъект», — сказал Фирос. «Любое существо слетает с катушек, если застрянет в ничто больше, чем на несколько минут. Я не понимаю, какой тут механизм. Вы будете штурмовать замок, когда окажетесь внизу. Конечно, если леди Гвендолин до того момента не прибьет Катю». «Ты не чувствуешь себя сбоку припекой?» — шепотом спросила меня Пончик. «Потому что я именно так». Часть меня гордилась тем, что Катя справилась со всеми задачами в наше отсутствие. Она сумела опустить весь дом в сектор земли и понять, как взломать магическую дверь, охранявшую фасад замка земного сектора. Все это без нас. Фирос сказал, что они бы уже расправились с замком, если бы Зев не попросила Катю дождаться нас. В то же время другая часть меня испытывала досаду от осознания, что она справилась бы и без меня. Это было глупо. Конечно, я не без некоторой доли нарциссизма думал, что без меня и Пончика, Катя и прочее все равно, что без головы. Но такое чувство у меня присутствовало, и я немедленно почувствовал облегчение, когда выяснилось, как я ошибался. Одновременно я ужаснулся, когда понял, что подспудно думал именно так. Я все еще не был уверен, что мы уложимся в срок, но действия Кати и остальных в наше отсутствие доказали, что я не настолько незаменим, как считал сам. И, наконец, я понял, что это было необходимое чувство. «Ты умрешь в канаве, если не будет меня. Я нужен тебе. Думаешь, с тобой все будет гладко? Да что ты сделаешь, ты, дерзкое дерьмецо? Ты сломаешься в один день, а потом умрешь. Вот что с тобой будет. Ты как твоя гребаная сучка-мамаша». Я сделал глубокий вдох, отгоняя воспоминания, и нырнул в чат, чтобы узнать, как дела у друзей. Баутиста уже очистил все 4 замка в своем секторе, хотя большинству его людей уже не выйти из пузыря живыми. Не в характере Баутисты было открывать свои истинные чувства в чате, но у меня сложилось впечатление, что пройденный путь дался ему нелегко. Ли Цзюнь, Лина и их команда готовились штурмовать некий подводный замок, последний в их пузыре. Медоу Ларк сооружали пушку, чтобы выстрелить в небо маслом, которое, как они надеялись, позволит им спустить с неба их последний замок. Если этот план не сработает, Элли пустит в ход свое новое заклинание — «Снежная крупа», чтобы сокрушить этот замок. Пока мы спускались, Луис и Фирос познакомили меня с новостями других популярных обходчиков. Один из ротвейлеров, Люси и Мар, Густаво, тот, что поменьше, каким-то образом случайно убил группу обходчиков после боя. Это событие вызвало у Люси своего рода психический надлом, более сильный, чем обычно. В итоговом выпуске показали, как эта странная обходчица сидела в комнате в одиночестве и всхлипывала. В первый раз была показана ее подлинная эмоция, а не ярость или абсолютное безумие.
Флорин-крокодилин, стрелок, наконец-то вошел в пузырь и нашел всех своих спутников мертвыми. Он отчаянно пытался разобраться с ситуацией, но пока сумел освободить только один замок, и всеобщее мнение склонялось к тому, что он погиб. Козлиная команда почти преодолела свой пузырь, но Мириам Дом, леди-пастушка, стала жертвой какого-то проклятия, которое превратило ее в вампира. По всей вероятности, до этого момента она была веганом, и каким-то кретинам показалось, что превратить ее в вампира будет прикольно. Я слушал это все, а между тем мимо нас проплывала боковая стена некрополя. Массивная гробница под новым углом показалась еще громаднее. Ее внешняя стена была покрыта прихотливыми барельефами, изображавшими птеродактилей и другие летучие создания. Все это было исполнено в угловатом стиле искусства ацтеков. Я искал повторяющиеся рисунки, но не увидел двух одинаковых камней. Возможно, эти рисунки складывались в некую историю. Стена была усажена гнездами. Фира сказал, что в этих гнездах живут те самые стервятники. Но когда мы пролетали, птиц в гнездах не было. Спускаясь на землю, мобов мы тоже не видели. Что до несчастных полудурков, застрявших в подземном секторе, они до сих пор отсиживались в зонах безопасности на самом верху. Двое из них, Майк, тот, что в костюме банана, и Бобби, искатель ловушек, собрали несколько свитков подводного дыхания и отважились выглянуть наружу. В итоге они попали в ловушку в виде затопленного туннеля. Господин Банан был убит, когда стена туннеля выстрелила в него трубкой, которая пробила ему живот и выпустила в его внутренности массу хорьков с пальчик. Хорьки сгрызли бедолагу изнутри. После этого Бобби поспешно ретировался. Их товарищи были парализованы страхом и поджидали нас, чтобы совместными усилиями очистить зону и двигаться дальше. Я рассматривал песчаный замок, к которому мы приближались. Темное сооружение громоздилось у стены некрополя и напомнило мне испуганную собаку. Замок выглядел так, как будто в самом деле был построен из песка. Он не был таким огромным, как я представлял себе по описанию Гвен, но все равно смотрелся как средневековая крепость. Или же как небольшое казино, оформленное в средневековом стиле. Высотой он был примерно с трехэтажный дом с тонкими смотровыми башнями по обе стороны фасада. Казалось, что замок стоит на страже громоздкой усыпальницы, и я подумал, что как раз за ним может скрываться вход. И пришел к выводу, возможно и так. «Что-нибудь выходит из воды?» – спросил я у Фироса. «Мы видели плавники акулы, купол гигантской голубой медузы. Но из моря не выходит ничего. Уже не выходит. Некоторое время нас донимали змеи. Здоровые такие. То в воду они, то из воды. Гвен убила босса, и они пропали. Здесь еще двое, кто выжил в водном секторе. Они не хотят заходить в воду. Вадим и Бритни. Они говорят, под дном океана живут ужасы. Я и забыл, что Крис проходил этот уровень не в одиночку. Ты говорил им про Криса? «Да», — ответил Фирос, и они не удивились. Пончик насторожилась, когда разговор зашел о секторе воды. В свое время она как будто ожила, когда мы узнали, что сектор захвачен. Я знал, что бедную кошку приводила в ужас мысль о том, чтобы намокнуть, и надеялся, что нам удастся избежать этой неприятности. Мы приземлились в круге из красных камней на песчаном пляже. Вблизи круга нас ожидали два обходчика. Одним из них была Катя, в этот раз в облике семифутовой воительницы с арбалетом на плече. Она приветствовала нас улыбкой, пока мы выгружались. Монго заметил ее и весело завизжал. Он соскочил с еще не опустившейся платформы и принялся скакать вокруг нее, а она гладила его по голове. Луис и Фирос занялись починкой водопровода. Мы с Пончиком спрыгнули на песок. «Значит, вы решили устроить себе каникулы?» – спросила Катя. «Пожалуйста, в следующий раз, когда захотите исчезнуть, предупредите меня». Я погладил Катю по плечу. Собственно говоря, мы буквально только что разговаривали с ней в зоне безопасности. Но Монго визжал и выделывал кульбиты, так словно не видел Катю месяц. Я спросил, «Как у тебя дела на шоу? Напарники в подземелье, так?» «И не спрашивай», – вздохнула она. «Меня заставили участвовать в караоке с Мириам Дом». Фира сказал мне, что она стала вампиршей. Катя серьезно кивнула. «Это так.
Но это произошло позже. А когда она была на шоу, у непреодолимого случился приступ паники. Он взбесился и выбежал из студии. Когда Мириам вернулась после шоу, она отправилась его искать. Вот тогда кто-то напал на нее и навел проклятие. Да уж, этот козел безбашенный, известно. Мне он нравился, вставила Пончик. Я считала, что он джентльмен. Катя улыбнулась. Как все-таки хорошо, что вы вернулись. Вы нам очень нужны для следующего этапа. Повернув голову, я взглянул на невысокую женщину в кольчуге, стоявшую рядом с Катей. «Привет, Гвен!» «Привет, бомбист!» «Привет, принцесса Пончик!» «Значит, вы, наконец, все расхреначили», — констатировала Гвен. Теперь, когда мы стояли лицом к лицу, я смутно припомнил, что мы встречались на предыдущем этаже. Мы обменялись приветствием кулак в кулак, когда Пончик собирала бесполезные теперь фуражки машинистов. Гвен оказалась крепко сбитой женщиной лет 45, около 5 футов роста. Она сохранила человеческую расу. Из предыдущих контактов я знал, что она уроженка Канады, а теперь понял, что ее предки из коренных народов. Ее макушку прикрывала сверкающая металлическая шапочка, позволявшая видеть, что волосы женщины коротко подстрижены. На плече у нее висело отнюдь не игрушечное металлическое копье. Ее особой приметой была татуировка на лбу. Старая, полустершаяся, выцветшая, нанесенная явно задолго до того, как Гвен попала в подземелье. Она представляла собой племенной знак в виде буквы W. На тыльных сторонах ладоней и на пальцах красовались прямые линии с наконечниками стрел. Они чем-то напоминали детские каракули. Проницательные темные глаза Гвен рассматривали меня. В первые секунды я подумал, что она пухлая, но затем понял, что ошибся. Этот ее облик был мне знаком по годам работы в корабельных доках. Тело этой женщины укрепилось тяжелым трудом, и нос, похоже, был столько раз переломан, что стал приплюснутым. Исцарапанные кулаки с покрытыми шрамами костяшками, по-видимому, завершали драки столько раз, сколько начинали их. Я предположил, что ей довелось работать или на верфях, или на ферме, или в строительстве. Большая часть ее дней проходила в физическом труде, а вечера в барах, где можно было пить и растрачивать заработки. Мне был очень хорошо знаком этот тип. Я ознакомился с ее описанием. Гвендолин, дуэт, обходчик номер 1, 293-776, уровень 34, раса человек, класс старый зануда воин. «О, какие классные татушки!» — воскликнула Пончик. «Что они означают?» Гвен рассмеялась. «Они означают, маленькая принцесса, что мы теряем время. Теперь готовьтесь к бою, оба. Твой партнер задерживал меня весь день, а часы тикают». Внизу было еще тепло, но гораздо прохладнее, чем наверху. Здесь стоял запах пляжа, и он странным образом умиротворял. Во время последней бури в песке образовались глубокие каналы, которые обвели сектор земли концентрическими кругами. Они напоминали полосы движения на трассе. Мы двинулись вдоль одного из каналов по направлению к замку. «Извини, бомбист, мы не успели приготовить для тебя хлеб-соль», — говорила Гвен, пока мы шли. «Нам нужно было разгрести то дерьмо, которое навалил на нас твой друг. Ближайшая буря будет последней перед переменой погоды, и мы не знаем, зашибет ли она нас окончательно. Можем только повозиться с Катиной электрической дверью во время бури». Перед нами открылась стена высотой футов 20. Она была полуразрушена, и в ней имелся проход. Мы миновали руины, которые, по-видимому, когда-то были осадной башней, сооруженной из дерева и велосипедных частей. Меня бесила необходимость таких полезных материалов. «Этот хлам остался от механической птицы босса», — пояснила Гвен, видя мой интерес. «Убив ее, ты спас наши задницы. Стены — это была особая головная боль. Каждую нужно было восстанавливать по отдельному плану. И мы это сделали. Конечно, до того, как появились вы с вашим летучим домом. А теперь вы оба и ваша подружка Арнаалук, женское имя, встречающееся у инуитов, автохтонных народов Канады и Гренландии. Пойдете внутрь и постараетесь убить волшебника». «И Монго», — добавила Пончик.
Я почувствовал, как мои брови поползли вверх. Только мы? Я оглянулся через плечо на Катю. Она застенчиво улыбнулась. «А, так она не рассказала вам про уговор». Гвен прищелкнула языком. «И почему меня это не удивляет?» «Сейчас она мне расскажет», — пообещал я. Я решил, что обсуждение лучше провести в чате. «Карл, во что мы впутываемся? И, кстати, что между вами с Гвен происходит?» Пончик. «Она мне нравится. Она как Хекла в миниатюре». Карл. «Да, тогда мы отлично выпутались». Катя. «Она превосходный боец и к тому же быстрая. Ее класс позволяет наращивать боевые навыки вообще без всякой магии. Я видела, как она своим копьем ударила по Зузу в спину, навалилась на него и использовала энергию движения, чтобы швырнуть его тело на другого монстра. Проблема в том, что она настоящая стерва. Она и есть как Хекла в некоторых отношениях. Только вместо того, чтобы вынашивать планы в голове, она все их произносит вслух. И если ты ей не нравишься, она тебе это высказывает. А чтобы убедиться, что ты обращаешь на сказанное внимание, она повторяет их, но в другой форме. Хекла, по крайней мере, притворялась своей. Карл, я был просто ошарашен, когда Фирос сказал, что вы постоянно собачитесь. Я считал, что ты можешь поладить с кем угодно. Катя, я не так давно пообещала себе, больше глотать всякую дрянь не буду. Когда Гвен вбивает что-нибудь себе в голову, ее невозможно переубедить. А потом она встает на дыбы. Мне это не по душе. Пончик. В этом она больше похожа на Карла, чем на Хеклу, хотя он не встает на дыбы. Катя. Согласна. Карл не оскорбляет того, у кого другое мнение. Карл. Значит, она тип, приспособленный для выживания здесь. Так что за уговор по поводу замка? Катя. Да, вот тут проблема. Мы поняли, что есть два пути к взятию замка. Легкий путь и трудный. Гвен хочет, чтобы мы выбрали легкий путь. Но если мы последуем ее советам, то, я думаю, лишимся шансов получить у волшебника ящик для завода. Если честно, я бы тоже выбрала ее путь. Но Зев настаивала, что для нее необычно, на том, чтобы мы дождались вас с Пончиком. Карл, значит, ты сказала Гвен, что нужно ждать нас, и теперь вы на ножах. Катя. Бинго! Карл. Ладно, выкладывай. Катя. Замок выстроен из песка. Внутри нет ни туннелей, ни комнат, ничего похожего. Только песок и посреди него колодец. Карл. Подожди-ка, а как же волшебник? Как его имя? Да, Гази. В письме, которое я нашел в воздушном замке, он говорит, что скорее разрушит все и вся, чем позволит призраку в последнем секторе вырваться на свободу. Значит, мы знаем, что в последнем секторе происходит что-то важное. Катя. Да, и информация у нас по большей части от пьяного тарантула. Он, как вариант коробки сока в этом секторе. Сумасшедший волшебник с дюн, Гази, превратил себя в песочного элементаля в процессе поисков ворот одичавших богов. Благодаря этому он добыл свою часть, ящик для завода. Сейчас он полностью смешался с песком. Внутрь замка ведет магическая дверь, но за ней придется копать. Сначала я думала, что это портал. Оказалось, что нет. Карл, значит, это просто дверь, прислоненная к куче песка? Катя, вроде того. Сейчас я объясню. После того, как команда Гвен сломала последнюю стену, они обнаружили дренажную панель на стене некрополя. Если ее повернуть, вся вода из некрополя хлынет в океан через главный дренажный туннель, вокруг которого и выстроен песчаный замок. Нам даже не нужно проходить в магическую дверь. Мы только разрушим песчаный замок, если заденем водопроводную трубу. К тому же это осушит некрополь только наполовину, так как вода продолжает накачиваться. Система представляет собой круговорот воды. Чтобы полностью осушить некрополь, требуется отключить насос на субмарине. Наша дрожайшая Мэгги этого не сделала, из чего следует, что нам нужно спуститься под воду, чтобы не случилось. Пончик, этому не бывать. Я вздохнул. Я видел планировку игры и руки создателя пузыря над планом. Не знаю никаких расчетов, но не могло не быть по меньшей мере 2 дюжин вариантов развития событий, в зависимости от очередности взятия замков. Поскольку первым был покорен сектор воды,
Подземный сектор оказался затоплен. А поскольку он оказался затоплен, облегчилось крушение сектора Земли. Но наше положение оставалось тяжелым, даже если мы сумеем взять замок легким путем. Карл, значит, если мы сломаем водопровод, чтобы взять замок, то волшебный чувак смешается с грязью, и ящик для завода нам не найти. Каков же трудный путь? Катя, видишь те башни по обе стороны песчаного замка? В основании каждой лежит скрученный электрический провод с зажимами на концах. Если подвести провод к башне и затем к двери во время песчаной бури, то когда молния ударит в башни, они сыграют роль громоотводов. Электричество перейдет на дверь и откроется стеклянный зал. Если смотреть на дверь, когда она открывается, появляется сообщение, что она открывается один раз в течение одной бури. Но дверь очень быстро закрывается. Времени хватит на то, чтобы вошли только 2-3 обходчиков. Я договорилась с Гвен, что мы поступим именно так. Она считает нас идиотами за то, что мы выбрали этот путь, тогда как существует более простое решение. Пончик, нам нужна молния. Это как в фильме «Машина времени», когда герой выбегает со своей мамой. Карл, Пончик, Господи Иисусе, сколько же ты смотришь телевизор? Что произойдет после того, как дверь закроется? Замок не рассыплется кучей песка. И что будет с Луисом и Фиросом? Катя, а я тоже об этом думала. Я связалась с Мордекаем в то время, когда ты спускался сюда. Он считает, что замок, вероятнее всего, сохранится, но только на время бури. Теперь вот еще что. Бури будут длиться дольше, начиная с завтрашнего дня. Но мы не знаем, будет ли действовать все остальное после начала перемен. Так что приступать нужно прямо сейчас. Я сказала Луису и Фиросу, чтобы они оставались снаружи, на случай, если Гвен окончательно станет как Хекла и решит затопить замок, пока мы будем внутри. Карл, значит, мы вбегаем в замок и деремся там с волшебным типом, который в силах запустить нас в другое измерение? Другого плана у нас нет? Катя, это ты хочешь получить коробку? Дверь песчаного замка сумасшедшего волшебника с дюн выглядела так же, как всякая другая дверь в подземелье. Как и сказала Катя, она не была порталом. Магическая дверь, и все. Перед замком имелся небольшой ров, но моста через него не было, и сам ров был пуст. Как и все остальное, он был лишь массой спрессованного песка. Я знал, что если мы проследуем вдоль него к стене некрополя, то найдем панель, при помощи которой можно открыть большую трубу и превратить замок в массу жидкой грязи. Небольшая группа закаленных в битвах обходчиков следила за тем, как мы подходили к двери замка. Электрические провода, змеившиеся у подножия обеих башен, были соединены с дверными косяками. Один кабель был туго натянут, другой лежал на земле свободно. Едва я увидел второй провод, как в голове зазвучал гулкий, сопровождаемый щелканием зубов голос моего инструктора из профессионального училища, где я изучал азы ремонта электроприборов. Ненатянутый провод – причина пожара. Ненатянутый провод – причина пожара. Тут были высоковольтные перемычки, покрытые пластиковой изоляцией. Каждый кабель был толщиной с мою ногу. При этом они были легкими и сделаны из какого-то инопланетного проводника. Линия северной башни была туго натянута и присоединялась к контакту над левой частью дверного косяка. Линия южной башни была неоправданно длинной и со стороны походила на змею. Я взглянул на небо. Ветер начинал выть. Молний пока не было, но было заметно, что буря начнется с минуты на минуту. Также я заметил еще пару кабелей вверху на большой высоте. Они соединяли две башни. Гвен, Катя, вы где-нибудь находили другие контакты, такие, к которым могли бы подойти эти клеммы? «Нет», — ответила Гвен, — «а искали мы добросовестно, и вчера все сработало, когда ударила молния». «Черт, а мы сделали что-нибудь не так?» — спросила Катя, нервозно глянув на небо. «Даже не знаю», — ответил я. «Эти башни уже соединены, так что второй кабель длинный, лишний. Надо или забрать его с собой, или присоединить к чему-то, чего мы пока не видим». «Тут нет ничего металлического, чтобы присоединить», — сказала Гвен и указала на одного из обходчиков. Человек 28 уровня,
Головорез. Усталый человек азиатской наружности. Тот же класс, что у Баутисты. У Трена есть способность металлоискателя. «Нет ничего?» – поинтересовался я у мужчины. Тот пожал плечами. «Ничего, кроме колеса, открывающего дренажную трубу. А знаете что? Под колесом есть какое-то кольцо. Я подумал, это поручень». Я задумался. «Хорошо. Отключите кабель от башни, чтобы вас током не ударило. А потом попрошу вас взяться за ближний конец и дотянуть кабель до колеса. Дайте мне знать, хватило ли длины». Мужчина неуверенно посмотрел на Гвен. Так кивнула, и он побежал. Мы наблюдали за тем, как он отсоединяет кабель южной башни, тянет его за собой и скрывается за углом замка. Я снова переключился на вход. Дверь должна оставаться открытой, даже если присоединен только один кабель. И я хотел бы знать, какое именно напряжение требуется для активации. Возможно, мы сможем прикрепить его к дварфовой батарее или даже к летучему дому и посмотреть, будет ли реакция. Даже если молния даст большой бам, я почувствовал, что волоски на моих руках встали дыбом. Мне вспомнилась минута, когда Челотавр Бода-Бода встретил свою казнь на 3-м рельсе. Смотрите Диннеман, кулинарная книга анархиста подземелий, глава 11. Земля вокруг нас заплясала, так как песок моментально наэлектризовался. Меня пронзил болезненный укол. Молния ударила совсем близко. Монго взвыл. Следующий разряд низко разрезал воздух, и 2 башни засияли. Меня отделяли от двери только 5 футов. Проем осветился синим, двери не стало. Раздался такой треск, как будто ломались все льдины мира, и открылся холл, дальний конец которого скрывался в темноте. «Идем!» — воскликнула Катя, метнулась глава 21. Пончик, Монго и я протащились следом за Катей через наэлектризованный дверной проем в холл, полностью стеклянный. Входим в песчаный замок сумасшедшего волшебника с дюн. Зззз. Я съежился, когда дверной проем за моей спиной исчез. Стены не рухнули, но двери больше не было. Теперь мы были замурованы в замке. Нас окутала тьма. «Свет!» – прошептал я, и Пончик активировала свое заклинание «Факел». Мы все вскрикнули, потому что яркость света была непереносима. Свет факела отражался от стен, менял оттенки, ослеплял нас калейдоскопом цветов. «Убавь свет. Это низший уровень», — после паузы отозвалась Пончик. Источник света стал теперь маленьким угольком. Он плавал в воздухе и заставлял стены холла ярко сверкать и вспыхивать радугой при каждом движении огонька. Я сделал шаг вперед, и стеклянный пол заскрипел под моими ногами. Он не разбился, не дал видимых трещин, но возникло ощущение, что он лег на неровную гравиевую поверхность. Стены и пол были теплыми на ощупь. Перед нами открылась длинная и узкая прихожая, сделанная из мутного белого и синего стекла, покрытого трещинами и буграми, зигзагообразными черными полосами. Все это сверкало в свете Пончикова факела. Пол и стены были неровными, как будто были естественного происхождения. В конце перехода виднелся перекресток. Катя была вынуждена сбросить часть массы, чтобы держаться прямо. «Что на карте?» Я задал вопрос шепотом, потому что шепот казался уместным. Стеклянная прихожая казалась жутковато заброшенной и в то же время живой. Это восприятие трудно передать. Как будто мы вошли в фотографию, а не в дышащее реальное пространство. «Дальше куча комнат и несколько лестниц. Они ведут и вверх, и вниз», — ответила Катя. «Вижу колодец. Он под нами, в подвале. Монстров не вижу никаких». Пончик спрыгнула со спины Монго на пол. «Смотрите, смотрите, я что-то нашла!» Она показала лапой на какой-то небольшой бугор. Стеклянная мышь, маленькое существо, замороженное во времени на бегу в конце прихожей. Его лапки слиплись с полом. Пончик тронула это существо, и оно рассыпалось в пыль. «Угу», произнесла Пончик, обернулась к Монго и обтерла лапу о его перья. «Она взорвалась». «Мне кажется, когда-то это место было настоящим», — пробормотал я. «Настоящим замком, я имею в виду. И наш волшебный тип сделал что-то такое, что все предметы здесь превратились в песок или в стекло.
Не берусь точно определить, что тут произошло. Прихожая была чересчур узкой для того, чтобы мы могли стоять бок о бок. Катя встала первой, Монго за ней, я замыкающим. Если нас атакуют в лоб, Пончик запрыгнет мне на плечо. У нас оставалось меньше 2 часов, но и замок был не очень велик. Мы решили сначала прочесать этот этаж и верхние этажи. И уже затем спуститься в подвал к тронному залу. Мы добрались до первой развилки. Направо открывался путь к лестнице, ведущей и вверх, и вниз, налево в просторную комнату с фонтаном и статуей. Все в этой комнате было сделано из стекла и застыло во времени, включая фонтан. Я сделал шаг, чтобы осмотреться повнимательнее. Я помнил о возможных ловушках и возможном присутствии монстров. Но нигде не было ни движения, ни звука, не считая шороха под нашими ногами и скрежета когтей Монго по стеклу. Статуя в человеческий рост изображала закутанную в плащ женщину. Она стояла в центре круглого фонтана. Полукружья сверкающего, кристально чистого стекла поднимались от ее ног на высоту талии, дальше снова опускались. Стекло создавало ощущение движения. Эта статуя, до того, как обратиться в стекло и застыть, точно была женщиной. Она стояла в чаше с открытым ртом, словно читала молитву, и широко расставив ноги. Вода из фонтана обливала ее ступни. Могло показаться, что она противостоит сокрушительному валу или стоит над гейзером. По ближайшем рассмотрении я понял, что стеклянная статуя изображает не человека. Большие глаза и крошечный нос показались мне знакомыми, хотя я не сразу вспомнил почему. Над нижней губой торчала пара острых зубов. А когда я увидел жабры, то узнал эту женщину. Повелительницу печатей я встречал на 3-м этаже. Смотрите Диннеман. Сценарий судного дня Карла. Глава 6. Полуэльфиня, полунаяда, элитка, активная участница циркового квеста. Когда, если я попаду на следующий этаж, мне будет нужно исполнить контрактные обязательства. Эта женщина была частью драмы для 3 актеров, в которой использовались обстоятельства поиска. Драма называлась «Месть дочери. История высших эльфов, наяд и геноцида». Я обязан поучаствовать в программе, когда, если мы доберемся до соответствующего уровня. Это закутанное в плащ сказочное создание было еще и полунаядой, водной нимфой. Но казалось не полуэльфом, а наполовину человеком. У нее не было рогов, как у повелительницы, но даже и в стеклянном облике я видел близкое сходство. «Смотри», — сказала мне Катя. Она наклонилась и отломила кусочек прозрачного хрусталя, открыв небольшую стеклянную пластину на основании фонтана. Слова на стекле казались практически нечитаемыми, но когда я вгляделся в них, система смилостивилась и позволила мне их прочесть. Ага, старая кристаллизованная фигура с шифрованной надписью. Как удобно для тех, кому интересно, как развивается эта сюжетная линия. Когда исследовательская лаборатория стекловолшебника мутировала, изменилось и все, что было внутри, включая то, что перед вами. На основании демонстрационного стенда есть маленькая табличка. Если вы не пожалеете глаз, то различите выцветшие слова. Лика – моя любовь, мое солнце и звезды, моя жена. Мадонна, я сверну небеса, чтобы мы могли быть вместе. Я сожгу, зарою и разорву всех, кто попробует встать на пути нашей любви. Как это страшно, проговорила Катя. Монго склонил башку и понюхал статую. То, что было когда-то водой, теперь стало чистым, незамутненным стеклом. Сама статуя была сделана из того же мутного, на вид разноцветного стекла, что и все остальное в этом замке. Стекло дрогнуло, когда Монго принюхивался, и испугало его. Он заверещал на статую и отпрыгнул. Мы все отскочили назад, когда статуя опрокинулась и раскололась. Удар был похож на звук ружейного выстрела. «Хух!» — произнес я. Разбитое стекло по большей части превратилось в крошку. Однако стеклянная голова наяды осталась почти нетронутой. Только отлетела часть подбородка.
Я убрал голову и крупные осколки стекла в свой инвентарь, где они получили обозначение «фульгатит», спекшийся от удара молнии кремнезем. У головы появилось описание. Отсеченная голова, изображающая лику из награды Трубадура. Липкая. Я не успел понять, что могла означать эта чепуха, как пришло сообщение. «Гвен, привет, бомбист. Я верю, что ты еще не умер. Трен сообщил, что твое предсказание оправдалось. Электрическая проводка идеально соединила колесо с контактом внизу башни. Карл, отлично. Попроси его присоединить кабель к колесу, но не к башне. А потом пусть будет рядом на случай, если понадобится соединение с башней. Гвен, если ударит молния, ты сам понимаешь, электрический разряд откроет выпускной клапан. Тебе, думаю, не понравится, если это произойдет тогда, когда ты сам там находишься. Это все равно, что встать на пути поезда. Помнишь предыдущий этаж? Карл, да, я в курсе. Так что не надо присоединять, пока я не скажу. Клапан открывался только при непосредственном прикосновении к нему. Я подозревал, что электризация металлического клапана вызовет какое-то другое последствие, но пока не был ни в чем уверен. И надеялся, что нам не придется испытать это последствие, когда мы сами находимся внутри замка. Гвен, хорошо, сумасшедшая ты сволочь, я обеспечу. Но вы, ребята, торопитесь. Вперед, сказал я своим, шевелимся. Мы обследовали оставшиеся комнаты первого этажа замка. Все они оказались пустыми. Там были картины и мебель из стекла. Не могу сказать, чем все это было раньше, так как стулья превращались в пыль или раскалывались на куски, стоило приподнять их с пола. Картины представляли собой квадраты на стенах и только. Мы поднялись на второй этаж и обнаружили там тоже зрелище. Стол, заставленный зельями. Я прикоснулся к одному, и оно тоже рассыпалось пылью, которая вихрем поднялась в воздух. Я прикрыл рот и попятился, опасаясь вдохнуть мелкие частицы. До меня постепенно доходило, что, вероятно, существует способ восстанавливать эти предметы. Тогда мы могли бы собрать их в лут. Снаружи доносился громкий рев песчаной бури. Молнии продолжали лупить. «Прекращаем трогать дерьмо и занимаемся делом», — скомандовал я. «Согласна», — отозвалась Катя. Мы переместились в подвал. Потолок там был низкий, оставалось всего несколько дюймов до моей головы, что усиливало клаустрофобию. Катя была вынуждена расширить бедра и убавить рост, чтобы поместиться. У основания лестницы располагалась маленькая круглая комната с широкой и высокой до самого потолка деревянной дверью в дальней стене. Дверь не была сделана из стекла или песка и не магической природы. Обычная дверь. Первый увиденный нами в замке предмет не из стекла. Из-под нее нас слепил мигающий свет. Несомненно, это была дверь в комнату босса замка. «Похоже, на другой стороне тоже есть большая комната», — сказала Катя. «За ней маленькая комната и лестница на другой этаж». «И я вижу лестницу», — согласился я. Теперь, когда я находился на одном уровне с выходом, эта лестница высветилась на моей карте. «Я не вижу монстров», — объявила Пончик. «Никаких, но я слышу голоса». Любопытный Том. «Пиппинг Том». Английский фильм 1960 года о маньяке-убийце. Другой перевод названия «Подглядывающий», — прошептал я. «Мы же договорились называть этот сценарий «Любопытный Монго». Или ты забыл?» «Просто действуй», — сказал я. «И сначала выключи свет». Факел погас, и в двери образовалась махонькая дырочка. Я выждал пару секунд и заглянул внутрь комнаты. Увидел я немного. Потолок не выше, чем там, где мы находились. Стопки книг и журналов на полу, несколько миниатюрных статуэток в витрине. И ничего стеклянного, кроме стен и потолка. Правда, я видел, что пол засыпан песком, как будто сама комната стояла на песчаном пляже. Были там еще какие-то кучи, в основном горки одежды. Странное смешение черных и розовых тканей, причем на столах. Бардак был не таким устрашающим, как в жилище скряги на первом этаже. Смотрите Диннеман, Карл, обходчик подземелий, глава 10.
но в дырку просачивалось зловоние. Я не видел источника мигающего света. Если бы я не знал вообще ничего о том, где нахожусь, то решил бы, что мигает телевизор или видеоигра. Тоже бы подумал и о звуках. Я отступил от двери на шаг и шепнул: «Отставить!» «Что не так?» — отозвалась Пончик тоже шепотом. Она уже была готова пустить в ход часовое утроение, которое вызвало бы появление в комнате 2 динозавров. Но я не мог избавиться от ощущения, что если мы сразу атакуем то, что находится внутри, то лишимся возможности узнать, что же там происходит. Планы меняются. Запусти заклинание «Астральная лапа». Перенеси сюда пачку журналов или что-нибудь в этом роде. Я хочу заглянуть в отверстие и посмотреть, отреагирует ли на это что-нибудь внутри. Иногда можно заставить босса показаться прежде, чем залезть к нему в ловушку. «Карл, не нужно лишний раз шевелиться, если мы не хотим проблем», — проворчала Пончик. «Для того-то в первую очередь у нас и есть система, так что нам ни к чему об этом думать». Кошка прыгнула на мое плечо, чтобы посмотреть в дырку. Я погладил ее по голове. Мы назвали наш сценарий «Любопытный том». Значит, мне надо заглянуть в комнату и решить, нужны ли нам Монго на час. Вот в чем смысл названия. «Любопытный Монго? Серьезно, Карл? Если ты будешь неправильно использовать название, нам придется тратить лишние полчаса в день, чтобы практиковать систему перемещения. А это собьет мой график причесывания. Не так уж трудно запомнить. Катя всегда помнит название». Прежде чем я успел ответить, Пончик припала к дырке и скорчила гримасу. «О боже, этот волшебник просто неряха. Воняет тухлой курицей и гнилыми овощами. Песок на полу просто холодный. Он смотрит телевизор. Я не узнаю программу, но похоже на мультик. Хорошо, сейчас я сделаю пачку журналов». Она оторвалась от дырки. «Сделано. Если честно, не знаю, что это нам даст. Ты никогда не замечаешь, если я перемещаю предметы». Я замечал, просто привык. Я вернулся к магическому отверстию. Невидимая для меня программа прекратилась, и комнату наполнила тишина. Я не видел, что сделала Пончик. На песчаном полу тоже не было видно ничего. «Там кто-то есть?» — окликнул голос. И как только он прозвучал, на моей мини-карте возникла единственная белая точка. В том месте, которое с моей позиции просматривалось. Там появилась фигура. Шаркая, она шла через просторную комнату. Мужчина, одетый в то, что показалось мне купальным халатом. На секунду я в растерянности подумал, что передо мной Луис, что, конечно, было абсурдом. Это был неопрятный грузный парень 20 с чем-то лет с длинными волокнистыми волосами. Он добрел до центра комнаты и посмотрел вниз на песок. Пробормотал что-то, чего я не расслышал, и вновь повернулся к телевизору. Я смотрел на него, пока он не пропал из поля зрения. Гази, человек, уровень 43, стеклянный волшебник. Гази, известный практически всей округе, как сумасшедший волшебник с дюн, прибыл в эти места с той же целью, что и капитан колоссальной субмарины Шеймас Цепной. Найти спрятанное сокровище, которое, как рассказывали, захоронено в некрополе Ансера. Будучи магом, чьей специализацией была трансформация и телепортация энергетически заряженных частиц, Гази сказал коллегам в Ларакосском колледже волшебства, что он разыскивает ворота одичавших богов, чтобы изучить их потенциальную пользу для надежной телепортации на дальнее расстояние. В сущности, это была ложь. Истинная цель поисков баснословного артефакта состояла в том, чтобы вступить в контакт с Ярило. У славян, преимущественно западных и южных, персонификация весеннего плодородия. Запретным богом похоти. Он стремился получить простейшую награду в обмен на освобождение бога. Гази хотел, чтобы Ярило заставил прославленную Лику влюбиться в него. Лика – это трубадурка, полунаяда. Она приняла обет безбрачия. Кроме того, она вымышленный центральный персонаж популярной серии пьес,
часто представлявшихся в театральном районе Ларракуса. Она никогда не существовала в реальности и связана, хотя и слабо, с малым божеством. Ее на протяжении многих лет десятки раз изображали драматурги из числа полунаяд. Другими словами, Гази пытался вызвать Бога, чтобы обратить в реальность свою вайфу. Термин из области аниме. Недостижимый идеал, к которому персонаж испытывает чувства, в том числе сексуального характера. Любопытное обстоятельство, касающееся вызова существ из ничто. Все они сумасшедшие, все хотят исчезнуть. Некоторые очень успешно притворяются теми, кем не являются. Бла-бла-бла. Сущность, вызванная Гази, не Ярила. Сейчас стеклянный волшебник заключен в преображенном замке и проклят знанием того, что именно он выпустил в мир. У него есть выход, но он слишком труслив, чтобы этим выходом воспользоваться. И есть кое-что такое, что выбросит его отсюда. Вероятно, вы не захотите, чтобы это произошло. Черт, буркнул я шепотом. Это же просто парень. Он сделан не из песка или чего-то такого. Он говорит, что его жена нереальна. Бессмыслица. Он как бродяга, что попытался использовать заклинание, которое должно заставить несуществующую цыпу влюбиться в него. Примерно то же, что Луис и коробка сока, подхватила Пончик. Но уж хотя бы коробка сока реальна, ну в каком-то смысле. Она изображала чудо-женщину. Wonder Woman, добрая принцесса, супергероиня комиксов издательства DC Comics. До того, как наше время истекло, и хочешь верь, хочешь не верь, я подумала. «Оболочка!» — выкрикнула Катя, когда я вылетел из двери замка. Пончик отскочила и велела Монго следовать за нами. Я шлепнулся спиной на лестницу. Что происходило, я не знал, но ударился о защитную оболочку, в то время как внутрь комнаты ворвалась стена огня. Дверь взорвалась, когда я активировал свое заклинание, в чем не было особого смысла. Диаметр защитной оболочки увеличился, и она проникла глубоко в комнату, далеко за ее дверь, которая не должна была взрываться. Пламя огненного заклинания немедленно охватило кучи книг и столы. Из комнаты раздался крик. «Эй, эй!» Показался Гази. Он проскочил сквозь защитную оболочку и нервно огляделся. Стена огня отрезала его, оставив на нашей стороне. Его глаза сделались огромными, когда он увидел, что мы смотрим на него. Его точка осталась белой. Заклинание нас не защитит. Это Катя оттащила меня от двери. Но почему? Что произошло? А затем я увидел. Песок на земле отполз, открыв стеклянный пол, как будто я смел его. Защитная оболочка отшвырнула его, когда я применил заклинание. Внезапно на моей карте вся комната окрасилась в красный цвет. Песок — это моб. Весь пол — монстр. «Не отключайте заклинание!» — взревел Гази, бросаясь к нам. Я поднялся. Монго завизжал и приготовился атаковать. «Придержи, Монго!» — крикнул я Пончику и добавил для волшебника. «Заклинание перестанет действовать через несколько секунд». Тот оглянулся через плечо на пламя, заметил что-то на столе в комнате у самого края защитной оболочки. Сам стол тоже полыхал. Человек в халате выругался, вбежал в комнату, схватил предмет, кожаный портфель, и вернулся к нам. До исхода действия заклинания оставалось 5 секунд. Портфель Гази горел. Маг отбросил его, сбил пламя, снова поднял и прижал к груди. Рявкнул. «Вверх по лестнице, оно туда не последует». Я быстро принял решение. «Ящик для завода у вас? Он нужен колледжу, чтобы спасти мир». Мужчина глядел на меня с недоверием. Заклинание было исчерпано. Песок быстро пополз в нашу сторону, булькая, словно серая лава. Я понял, что это слизь. Пол комнаты не был засыпан обыкновенным песком. Его полностью покрывала слизь, а волшебник по какой-то необъяснимой причине на ней жил. «Отвечай ему, придурок!» — потребовала Пончик. «Он здесь!» — сказал Гази, хлопая по портфелю. «Я знаю, совет меня не оставит. Я ударил его кулаком в лицо и забрал портфель. Мужчина рухнул, но Катя подхватила его и швырнула через плечо.
Мы повернулись и рванулись вверх по лестнице. Шипение песковидной слизи приближалось. «Это было неожиданно», — констатировала Пончик. Монго неуверенно заверещал и принюхался к темноте. Несмотря на заявление Гази, я видел, что слизь, тина или что это там было, медленно по дюйму ползет за нами по лестнице. Этому веществу потребуется время, чтобы до нас добраться. Но оно тащится к нам. Мы стояли на верхней лестничной площадке. Катя опустила тело на землю. Тело потерявшего сознание волшебника. Он придет в себя через 90 секунд. Я не формировал в этот раз рукавицу, но удар четко выбил из него всю прыть. И индикатор его здоровья опустился на 2/3. Но его точка оставалась белой. «Колледж? Это ты о чем?» — спросила Катя. «Изучи его данные». Сказала она через несколько секунд. «Он из Ларракоса? Это большой город на 9-м этаже?» Я кивнул. «Правильно. Этот парень явился сюда, чтобы сделать реальной свою выдуманную подругу». Пончик хмыкнула. «Только представь, ты знаменитый красивый авантюрист. Вдруг оказываешься в подвале у какого-то вонючего испытателя. Но просто вводить их в жизнь мало. Нужно еще сделать так, чтобы нравиться им. И вот что я скажу. Если ты из породы тех, кто живет в гнилых подвалах и пытается оживить выдуманные персоны, чтобы сделать их такими, как ты сам, это трудная задача. Это жутко, мерзко. «Так что произошло там, внизу?» — спросил я Катю, открывая кожаный портфель. «Пока ты смотрел в свою скважину, песок начал подтекать под дверь. Он уже лез вверх, когда я это заметила. Ты активировал заклинание и отогнал эту пакость, когда разломал дверь. Если бы мы прямо вошли в комнату, то, наверное, запустили битву с боссом», — сказал я. «Там было почти то же, что в воздушном замке. Один босс и один неигровой персонаж». Я заглянул в портфель. Там обнаружились 2 предмета. Письмо от совета и таинственный ящик. Я рассмотрел ящик для завода, изучил коробку для завода. Толстый деревянный футляр со стеклянным окошком. Он оказался тяжелее, чем можно было подумать, а темное дерево на ощупь казалось старым. Этот предмет напоминал мне хьюмидор. Плотно закрывающийся ящик для хранения сигар. Основной его частью является увлажнитель, поддерживающий влажность на таком уровне, чтобы сигары не теряли качество. Или большую музыкальную шкатулку. Внутри я увидел 2 небольшие рукоятки и 2 выключателя, по одному для каждых часов. Я не мог с уверенностью определить, как эта машинка работает. Нужно было положить часы в шкатулку, включить ее, и часы начинали вращаться. Или еще как-то. Таинственный ящик для завода. Эта загадочная коробочка жужжит, питаясь непонятной энергией. В ней есть место для 2 часов. Что будет, если положить в нее часы и запустить? Надо попробовать, и тогда узнаете. Понятно, что этот тип догадался, как заставить шкатулку работать в полсилы без часов внутри. Поэтому мне не хотелось с ней возиться. Я убрал ее в свой инвентарь. Последние часы оставались в Некрополе, во владении Хенрика, брата коробки сока. Надо забрать их у него, как только представится шанс. Я взял письмо. Пончик читала его с моего плеча и ахнула, когда добралась до последней части. Закончив чтение, я передал письмо Кате. «Гази, мы получили вашу корреспонденцию без малейшей тревоги. Взглянув на описанное вами существо, мы решили, что это изгнанное низшее божество по имени Псамата. В греческой мифологии одна из 50 нереид, дочерей морского бога Нерея и океаниды Дариды. Мифы о ней смотрите в частности в Теогонии Гесиода и в метаморфозах Овидия. Она единственная из известных изгнанных, которую сопровождает упомянутая вами Тина. К счастью, ваша неловкость при призвании этого существа, вероятно, стала нашим спасением. Ученые считают, что ваша неудача привела к тому, что она единственная сохраняла телесную форму достаточно долго, чтобы обрести точку опоры. А ее поведение, о котором вы рассказали, предполагает, что она не полностью воплотилась. Она будет искать самое мощное, бессознательное существо в окрестностях, чтобы вселиться в его тело.
По милости богов и благодаря ее нефизическому устройству, Псамата сможет занять тело какого-либо существа между любыми мирами. И ясно, что она будет держаться ближе к месту вашего пребывания. Подводя итоги, скажем, совет полагает, что Псамата обманула вас. Она притворилась богом Ярило, которого вы столь неразумно пытались оживить. Вероятно, что она овладела призраком, который тревожит некрополь царицей Кецалькоатль. Перед вами только один путь. Вы должны воспользоваться ящиком для завода и изгнать себя и весь некрополь в ничто. Это оживит Псамату полностью, и истинные боги будут вынуждены отреагировать. Тогда воцарится такой уровень хаоса и смерти, какой не видали веками. Ваша неудача стала причиной того, что ваше имя удалено из книги ученых. Да пребудет милость богов с вашей душой. Письмо было подписано 12 разными именами. Внизу другим шрифтом было дописано дополнение. Гази, хренов идиот. Я говорила тебе, что это случится. В ту секунду, когда я увидела тебя с этой тварью, то уже знала, что тебя не спасти. Ты все разрушил. Я надеюсь, ты это заслужил. Скалопендра теперь никогда не будет побеждена. Нам был нужен этот артефакт, а ты был способен думать только о том, что у тебя между ног висит. Я тебя никогда не прощу. Я была здесь все время, но я думаю, меня тебе оказалось мало. Пшел ты! Надеюсь, ты умрешь мучительно. Действуй же правильно. Тишь. Иисусе, подумал я, если перевертышам удалось превратить это привидение в физическое существо, игра так или иначе закончится. Или призрака уведут из некрополя, или Гази отправит на свалку весь этот пузырь. Это неприятно, вздохнула Пончик. Тишь все время была с ним, и он оставил ее, чтобы преследовать выдуманную женщину. Мне просто страшно. Чудовищно это. Я хмыкнул. Пончик, мы ничего не знаем об этой истории, кроме того, о чем говорится в описании и в письме. Ты пытаешься вычитать больше, чем там написано. А важно вот что. Если Кетцель, произносите как хотите, выберется из некрополя, то, возможно, явится и еще один проклятый бог и размажет в лепешку всех, кто завис в этом районе. А еще важнее то, что мы можем использовать эту коробку для завода как оружие. А артефакт можно каким-то образом использовать против последнего босса. Может быть, согласилась Катя. Или они хотели использовать ее только для того, чтобы сбежать. Вы не члены совета, сказал Гази, садясь. Его халат распахнулся, открыв на груди внушительную татуировку, изображающую лику. Он приложил ладонь к голове. А ты мощно мне врезал. «Как ты мог?» — воскликнула Пончик. Она прыгнула на грудь НПС. Гази начал было подниматься, но его ошарашила агрессивность кошки. «Что? Как я мог что?» «Тишь все время была с тобой, а ты оставил ее ради Лики, хотя Лика даже не настоящая. Погляди, что случилось». Глаза парня округлились. «Тишь, так вы все-таки из колледжа. Как вы туда попали?» До окончания песчаной бури оставалось около часа, а случилось то, что стеклянные стены могли рухнуть и похоронить нас под осколками. У нас не было времени для драматической трепотни. Я ухватил потрясенного волшебника за полу халата. «Ладно, я задаю тебе несколько вопросов, и ты на них отвечаешь. Ты понял?» «Да что происходит? Что вам нужно?» «Что это за существо и как его убить?» Убивать нет смысла. Я его с дюжину раз убивал. Оно возвращается. Что оно такое? Она песчаная тина. Фамильяр. Фамильяр в фэнтези магический помощник волшебника. Предстает в образе животного, кота. Может вселяться в неодушевленный объект. Псаматы. Псамата не богиня, просто низшее божество. Она сбежала во время моих исследований. А пока Псамата находится в этом мире, Тину можно воссоздать одной песчинкой, так что полностью ее не убить. Сжигайте ее, замораживайте, растворяйте, бейте электричеством. Она скукоживается, но не умирает. Чтобы от нее избавиться, нужно избавиться от всего песка в этом мире. Блин же горелый, подумал я. Нужно было принести сюда электрическую цепь. Хорошо, но что она делала у тебя в комнате? Послушайте, вы наконец скажете, кто вы такие? Нет, отвечай на вопросы.
Если я замечу хоть намек на заклинание с твоей стороны, вон тот динозавр, что за твоей спиной, откусит тебе голову. Я видел, как он это делает. Ты меня понял? Так почему с тобой в комнате слизь? Она моя жена, и я думаю, она меня любит. Твоя жена? Слизь? Это твоя жена? Это не слизь. Тина. Разные вещи. Ну да, Тина, моя жена. Пончик издала звук, будто ее стошнило. Видела бы тебя сейчас, Тиш. Ну, вам придется пояснить, только быстрее. Гази переводил взгляд с меня на Пончика. Было видно, что он озадачен. Потом он уставился на Катю, которая стояла у края колодца и наблюдала за надвигающейся Тиной. Взглянув на Гази, она мотнула головой, давая понять, что не намерена помогать ему. «Послушай», — заговорил я, — «давай-ка ускорим процесс. Нам известно, что ты явился сюда, чтобы вызвать бога похоти. Ты рассчитывал, что он превратит некую героиню пьесы в твою сексуальную рабыню, но тебя обманом заставили вызвать вместо него Псамату. Сейчас Псамата в некрополе, в теле призрачного птеродактиля, как в транспорте. Кажется, это и есть главная тема данного гребаного пузыря. Мы знаем, что если она выберется, дежурные боги могут устранить проблему. Мы также знаем, что ящик для завода, который я только что у тебя отобрал, можно использовать, чтобы покончить с этим бардаком. Но ты этого еще не сделал. В эту минуту меня ничто такое не интересует. Мне только нужно знать все, что возможно о Тине, которая сейчас ползет по лестнице. Потому что я слишком давно хочу от нее избавиться и убраться из твоей психушки. И я должен это сделать до того, как закончится песчаная буря. Парень смотрел на меня с раскрытым ртом. «Так что пора тебе говорить», — поддержала меня Пончик. «Оно уже на середине лестницы», — крикнула Катя. «Хорошо, хорошо. Лика не героиня пьесы. Она настоящая. Я не собирался превращать ее в сексуальную рабыню. Я привел ее с собой. Все не так, как говорят. Она заключена, заморожена в своем теле. Она разговаривает со мной. Это она просила меня привести ее сюда и сделать то, что я сделал. Я стараюсь спасти ее. Тиш не понимала, и никто не понимает. Ярило сделал Лику реальной. Он сказал мне, что я должен жениться на ней магическим способом, чтобы она ожила. Что я и сделал. Немедленно. Он провел церемонию на месте в то же время. Только после обряда я вышел из комнаты и обнаружил, что Лика осталась в своем коконе. Весь замок кристаллизовался, когда я применил заклинание, чтобы вызвать Ярилу. Но оно оказалось недостаточно сильным. Гази внезапно помрачнел. Я испортил это дело, как порчу все вокруг. Я понял, что меня обманули. Лика не была спасена. Она оставалась в замке, оледеневшая, как и все вокруг. А то, что не попало в зону моего защитного заклинания, превратилось в песок. Божество, которое я вызвал, сотворило мне жену, но это была жена из песка. Вот поэтому Тина и остается здесь. После обряда она полюбила меня. «Скажи, Карл, обряд означает то, что я думаю?» — спросила Пончик. Мы снова сбились с прямого пути, причем теперь вопросов было даже больше, чем в начале. «Ты видел Тину?» — спросил я. «И что, не заметил, что это не та красотка, которую ты нарисовал у себя на груди? Черт бы тебя побрал!» «Я был пьян», — смущенно признался он, — «и очень возбужден. Да еще было темно. Оно разговаривает?» — продолжал я. «Да нет же, она принимает образ Лики, когда за стенами нет бури. А когда буря начинается, она опять превращается в Тину, а я превращаюсь в песок. Понимаешь, нужна большая сила, чтобы... неважно. Я превращаюсь обратно в человека только во время бури, а она остается в виде Лики все остальное время. Поэтому мы были вместе только после заключения брака. Она остается в замке и пожирает меня каждый день. Она ест меня, когда я становлюсь песком. Так Тина дает мне знать, что любит меня». Его передернуло. «Что за мерзость?» – прошептал я. «И поэтому ты постоянно пытаешься убить ее?» – уточнила Пончик. «Брак, основанный на лжи, долго не длится», – ответил он. «Но я давно оставил попытки сжечь ее. И сейчас с этим живу. Пока ее хозяин в некрополе, у нас ничего плохого не происходит. Я не старею. У меня есть изумительный магический планшет с программами на 1000 часов,
хотя я и не знаю, откуда он у меня. Но он меня развлекает. Я могу смотреть программы только 2 часа в сутки, кроме дней красного равноденствия. Оно наступит уже скоро. Там есть программа, которая называется «Инуяся». Японский манго-сериал. И я собираюсь закончить... Вообще-то Тина не позволяет мне часто отлучаться из комнаты. Она ревнует к настоящей Лике. «К настоящей Лике?» – пробормотала Пончик сквозь зубы. «Подождите-ка секунду», – вмешалась Катя. «Когда вы сказали «Лика осталась в своем коконе», что вы имели в виду?» Гази кивнул в сторону большой комнаты за нашими спинами. «Она там, в том зале, но комната появляется только во время бури. Это единственное время, когда я могу выходить. Но моя жена обычно меня не пускает. Я работаю над заклинанием, которое обратило бы вспять то, что произошло. Замок кристаллизовался. Я создал защитное заклинание, но оно не действует. Оно недостаточно сильное. Большая часть замка – песок, но некоторые помещения кристаллизуются во время бури. Моя комната и я сам возвращаемся к обычному облику во время песчаной бури, но и только. Как только я сниму заклинание, Лика снова будет со мной, и мы попробуем снова». «Как ты собираешься снять заклинание, когда проводишь все свободное время за тупыми мультиками?» — спросила Пончик. «Так это она в фонтане», — догадался я и переглянулся с Катей. «Мы ее там видели, решили, что это статуя. Это сопутствующее устройство, сделанное по подобию Лики, но она настоящая. В ней заключена душа. Так я и попал сюда». Концы с концами наконец-то сошлись, но Пончик первой высказалась вслух. «Боже ты мой, она кукла для секса. И кукла для секса велела тебе перебраться сюда, и ты поставил ее в фонтан, чтобы ее очистить. Да это же...» Я перебил кошку. «Она и сейчас в фонтане». Куски этой очевидно одержимой Лики были разбросаны по всему полу соседней комнаты, хотя голова находилась в моем инвентаре. Нельзя пускать этого мужика в ту комнату, пока мы не закончим свое дело. «Мы снова углубились в какие-то дебри», — сказал я. «Ответь, каким способом ты убил свою жену в последний раз? Она нужна мне мертвой всего на несколько минут». Глава 22. Я глядел вниз лестницы, наблюдая за медленно ползущей Тиной. Чем ближе она подбиралась к верхним ступеням, тем медленнее шевелилась. Я видел, чем тоньше становился ее слой, тем труднее ей было двигаться. Выглядело это так, будто бы некий бог чихнул на лестницу и выплюнул слизистый ком в кучу кошачьего помета. Некоторые журналы из тех, что Пончик сшибла со стола вместе с другим хламом из лаборатории, теперь смешались с тварью, отправившейся в путешествие вверх по лестнице. Голос ИИ, зачитывавший описание Тины, был в этот раз другим. Исчезли идиотские шуточки, и звучал голос более мрачно, чем обычно. Возможно, это и было шуткой, только я юмора не уловил. «Миссис Гази, песчаная Тина, уровень 52, босс района. Это миньон Псаматы. Все живые существа добиваются одного и того же. Чувство удовлетворения. Неважно, с чего начинались их истории. Неважно, из чего они состояли, появившись на этом свете. Неважно, насколько они тупы, насколько умны, насколько растеряны. Все они ищут комфорта. Представления о том, как этот комфорт выглядит, могут существенно различаться, даже среди представителей одного вида. Часто бывает, что именно путешествие к счастью определяет весь жизненный цикл. Если пути двух странников пересекутся, такая встреча неизбежно заканчивается тем, что слабейший из них окажется дальше от их общей цели. Примерно такая картина могла сложиться в уме миссис Гази, целыми днями стерегущей мужчину. И любовь эта родилась по велениям того, кто сильнее его самого. Знать, что мужчина не отвечает взаимностью, для нее словно кинжал в сердце, если предположить, что такое создание вообще имеет сердце. Миссис Гази ежедневно борется с этим сознанием, балансируя на краю нерешительности. Я потому защищаю его, что люблю? Я потому убиваю его, что он не любит меня? Или я повинуюсь долгу?
Что станет со мной, если я откажусь повиноваться? Тяжелое бремя для создания, которое не привыкло иметь хоть какие-то эмоции. Почти неподъемное. Но даже если это создание пожелает покончить с таким положением дел, оно не сможет это сделать, ибо его хозяин обладает способностью возвращать его снова и снова. «Я думаю, ИИ курит траву», — заметила Катя. «Мы не узнали решительно ничего нового», — отозвался я, раздраженный описанием. «Кроме того, что это босс района. Но музыка не играла. Наверное, мы сломали механизм, когда не зашли в комнату», — предположила Катя. «А мы уверены, что нам рассказали именно о Тине», — засомневалась Пончик. «Убить песчаную Тину даже временно в нашем положении было невозможно. У нас не было источника электрического разряда достаточной мощности, поэтому я не видел, как сжечь эту тварь. Хотя у меня было достаточно материалов, которые позволили бы нанести Тине серьезный урон, чтобы она скукожилась и убралась прочь, мы сами себя подвели, когда помчались вверх по лестнице. Гази говорил, что достаточно было поднести электрический провод к стеблю Тины. Он всегда находился на одном месте, под глубоким креслом, которое стояло перед плоскоэкранным телевизором в углу комнаты. Не могли мы применить и обычный открытый огонь. Тина погасила остатки огня от пончикового заклинания, а значит полностью неуязвимой. Она все же не была. Нам требовалось нечто такое, что горело бы по-настоящему жарко. У меня еще оставались 2 огневые бутыли, но я боялся, что они дадут чересчур высокую температуру. У меня появилась идея получше. Раньше я приготовил на столе сапера некоторое количество жгущего геля. Рецепт нашелся в моей кулинарной книге. За несколько дней до того я рассказал Мордекаю, как подносил огонь к дезинфицирующему составу для рук. В ответ Мордекай познакомил меня со способом готовить воспламеняющийся гель, который будет гореть лучше, дольше и более горячим пламенем. Используя самогон клуриконов в сочетании с некой пастой, которую Мордекай клепал без всякого труда, мы сотворили гель, который давал горячее, яркое и мало дымящее пламя. От этого геля было мало толку в схватках. Его консистенция напоминала зубную пасту, отчего требовалось время, чтобы привести гель в действие. Но в случае с этим созданием он мог и пригодиться. У меня в инвентаре имелся пластиковый пакет, который я заблаговременно наполнил гелем и вложил в воронку. Теперь его можно было использовать как огромный шприц, наподобие тех, которые применяют оформители тортов. Песчаная Тина растянулась почти по всей лестнице. Если бы я до нее дотронулся, она окутала бы меня, стащила вниз и задушила. Значит, нужно каким-то образом спуститься, свернуть за угол, проникнуть в комнату и подобраться к стеблю, не прикасаясь к Тине. Пончиков прыгун через лужи не помог бы, так как отсутствовал выход или подходящее место для приземления. Тоже и с применением коктейлей Молотова. Самым очевидным решением было просто прожечь себе путь. Если у нас будет достаточно горячий огонь, чтобы причинить Тине урон, мы сможем расчистить себе дорогу и добраться до стебля. Но на это у нас не было времени. Другая заковыка состояла в том, что Гази сказал, категорически нельзя использовать взрывчатые вещества, особенно в цокольном этаже и особенно в его, Гази, лаборатории. Он утверждал, что большой взрыв разрушит стены, стеклянное сооружение рухнет, и мы окажемся погребены под осколками. Оставался только один быстрый и доступный выход. При помощи пончикового заклинания «Дыра» мы сбрасываем огонь на стебель с верхнего этажа. Стеклянный пол и потолок цокольного этажа разделяли примерно 4 фута песка. Заклинание пончика распространится на такое расстояние благодаря ее классу «стеклянная пушка», но распространится едва-едва. Проблема была в том, что мастерская Гази располагалась не в точности под стеклянным полом. Нам нужно было проникнуть в большую комнату, где мы случайно разрушили кристаллизированную сексуальную куклу, преодолеть все расстояние до угла и оказаться над краем подвала. Тогда мы проделали бы дыру между полом и комнатой, но все равно находились бы в 30 футах от нужной точки. Мы устроили мозговой штурм, перебрали разные решения.
Кате не доставало массы. Я, наверное, мог бы заглянуть в дыру и бросить в стебель что-нибудь с помощью хиестры. Например, несколько молотовых. Но опасался, что этого не хватит. Нужно было отодвинуть кресло, обильно полить стебель жгущим гелем, поджечь его и проделать все это так, чтобы Тина не коснулась меня и не задушила. Мордекай необыкновенно встревожился, когда узнал, с каким монстром мы имеем дело. Мордекай, не давай ему до тебя дотронуться. Если оно до тебя доберется, то ты как будто попадешь в зыбучие пески, не освободиться. А раз ты уже использовал свою защитную оболочку, то ты пропал. Оно тебя не просто задушит, оно будет изо всех сил сыпать песок во все имеющиеся отверстия, пока ты не умрешь. А поскольку на тебе только трусы, значит твой южный вход относительно доступен. Вот так, не дай им тебя достать. Карл, Господи Иисусе, Мордекай, ты вечно делаешь все жуткое еще более жутким. Мордекай, это моя работа, мальчик. У тебя все еще короткие волосы. Карл, да, меня Катя на днях подстригла. Вряд ли они отросли за время нашего отсутствия. В итоге мы остановились на варианте, который мне нравился меньше всего. Я уже думал о нем, но приберегал как последний ресурс. И Пончик высказала его вслух. При всех плюшках от экипировки, но до получения ежедневных бафов, мой показатель ловкости достигал 32. По большей части я вкладывал очки в статы силы и телосложения, увеличивая ловкость лишь постольку-поскольку. Сейчас я пожалел, что не добавил больше. Благодаря новому ножному кольцу у меня появилась способность под названием «липкие ступни», что давало возможность ходить по потолку в течение 2 секунд раз в 6 часов. Я немного с ними попрактиковался, но в стычках использовать пока не случалось. Теперь положение должно было измениться. Карл, как эти создания воспринимают людей? Будет оно знать, что я завис над ним вниз головой? Мордекай, безусловно, будет знать, если ты его не отвлечешь. Тина охотится, ориентируясь на вибрацию и звуки. Не по тепловым волнам, как слизь, и это хорошо. Но если ты появишься на потолке, этого будет достаточно, чтобы привлечь ее внимание. Так что придется использовать какие-то из тех приемов, которые ты тренировал раньше. Пончик, а запахи они чуют? Карл начал потеть, когда решил, что полезет в ту комнату вниз головой. Мордекай, обычная песчаная Тина лишена обоняния. Но это может оказаться необычной, поэтому нужно быть осторожным. Карл, эту штуку зовут миссис Гази, и она влюблена в человека. Я вполне уверен, что эта Тина необычная. Мордекай, возможно. Что касается волшебника, я не стал бы доверять мужику, который трахался с Тиной. Катя, присматривайте за Карлом, особенно когда он будет в той комнате. Карл, я и сам ему не доверяю. Мне не показалось, что он сильно расстроился, когда я спер у него ящик для завода. Катя, моя способность разгон толпы заряжена и взведена. Если он попробует что-нибудь выкинуть, то будет разможжен, как насекомое на ветровом стекле. Мы с Пончиком заняли пост в углу фонтанного зала. Катя осталась на лестничной площадке вместе с Гази. Тина уже вплотную приблизилась к верхней ступеньке. И Катя была готова начать медленное отступление. Я снабдил Катю нужным устройством. Я заранее сделал их 5 штук на своем столе сапера, приклеил ярлычки с обозначением разных назначений и разложил рядышком на столе. Следовательно, я мог выбирать. На том, что я передал Кате, значилось «тяжелый бас для отвлечения». Это был полный шар с сигнальной ловушкой ударно-взрывного типа. На изготовление всего комплекта у меня ушло меньше 3 минут. Я быстро зарядил их выбранными по памяти песнями. «Ты первая!» — крикнул я Кате из соседней комнаты. «Мы идем!» — отозвалась она. Прошла пара секунд, и прилетело извещение. Кульминация в номере 2, 10 октября 1992 года. Прыгать вокруг. Музыка была не такой гулкой, как обычно, поскольку сигнальный модуль находился внутри металлической сферы. Но даже при этом от немыслимо громкой басовой мелодии, заглушившей все прочие звуки, задрожали стены. Катя пустила шар вниз по лестнице. Я опасался,
что пена немедленно погасит его, но оболочка, похоже, защищала механизм ловушки. «Катя, ура! Шар подскакивает сам по себе при толчках. Пена старается захватить его, но он выскальзывает. Пончик, это единственная мелодия тяжелого баса, о которой ты мог подумать. А как же Лил Памп?» Лил Памп, настоящее имя Гази Гарсия, родился в 2000 году. Американский рэпер и автор песен. «Карл, черт возьми, делай же дыру!» Пончик, да и бас не такой уж тяжелый, скорее задорный. Карл, мать твою, Пончик, время поджимает. Кошка, как мне показалось, вздохнула и запустила заклинание. Мы уставились в дыру. Перед нами лежала развороченная комната. Тело Тины натянулось, как пузырь из песчаной жвачки. Поставленный на паузу телевизор внезапно включился сам собой. В нем возникла сцена из какого-то аниме и наполнила комнату бешеным мельканием всех цветов радуги. Для меня это было невыносимо. Тина распространилась во все углы. Телевизор стоял рядом с небольшой сверкающей дверью. За ней был колодец. Если бы дверь не сверкала, она выглядела бы просто как дверь подсобного помещения или чего-то столь же безобидного. Мы позаботимся о боссе, и тогда нам откроется доступ. Я видел приготовление к битве с боссом, которая не состоялась. В комнате было много столов разной высоты. Большинство оказались разломаны. Войди я туда раньше, мне пришлось бы прыгать со стола на стол и высматривать стебель. Мордекай советовал искать на Тине вздутие, и я его увидел. Именно там, где оно и было, по словам Гази. Желтый свет лился из-под кресла возле двери, ведущей к колодцу. Я спустился в дыру. Прикоснуться ногами к голому потолку не самая легкая задача, когда ты проникаешь в помещение сверху. Я попросил, чтобы Катя оставалась у колодца и быстро соорудил веревочную лестницу. «Карл, не дай этой фигне соскользнуть!» Я не думал, что в этой стеклянной комнате найдется надежная опора, поэтому извлек из инвентаря кусок металла, самый тяжелый из всех, что там были, и осторожно установил его на полу. Это был обломок гномовского агрегата. И хотя металл гномов легче стали, эта махина должна была весить по меньшей мере полтонны. Размером она была примерно с бульдозер и покрыта множеством зазубренных, неровных и острых металлических осколков. Я сохранил ее на случай, если придется швырнуть во что-нибудь или выбросить, когда будет нужно быстро смыться. Такие предметы я в прежней жизни и с места не сдвинул бы. А сейчас, когда уровень моей силы добрался до 80, поднял без труда. Я привязал веревку к прочной гнутой решетке. Такая конструкция запросто выдержит мой вес. Я опустился вниз головой и на манер Человека-паука влез в комнату Тины. Музыки не было и сообщения. Потолок у комнаты был низким, так что моя голова оказалась в 1 дюйме или в 2 от поверхности миссис Гази. Если оно меня почует, то выгнется и стащит вниз лицом в песок. Я приложил босую ногу к потолку и пустил в ход липкие ступни. Для активации способности требовалось чуть больше 70 секунд. Песня в Катином аппарате закончилась и зазвучала снова. Будет крутиться вечно. «Карл, я активирую свое заклинание через 5 секунд и ждем твоих дружочков. Пончик, тебе бы лучше убрать Монго после того, как сотворишь клонов. Не стоит ему вляпываться в песок. Катя, вот и они». Я активировал свою способность, и мои ступни приклеились к потолку. Я опустил веревку, и хронометр начал обратный отсчет. Ощущение было совсем другое, чем от заклинания «Обратная гравитация». Смотрите Диннеман, Карл, обходчик подземелий, глава 12. Тогда мне казалось, что мир на самом деле перевернулся вверх тормашками. Сейчас я просто был приклеен к потолку, и на мне были какие-то чудные ботинки. При ходьбе я должен был шаркать. Если обе подошвы потеряют контакт с потолком одновременно, то я упаду. За дверью я услышал даже сквозь музыку 2 отчетливых взвизга. Это 2 Монго на час спрыгнули с лестницы навстречу неминуемой смерти. Катя тоже уже бросала всякий хлам из своего инвентаря в монстра, только бы отвлечь его.
Я повернулся к креслу в углу и осторожно направился туда. Я обладал многочисленными, но не отработанными способностями подкрадываться, которыми никогда не пользовался, поскольку странствовал с динозавром и говорящей кошкой. И теперь надеялся, что сейчас эти способности позволят мне добраться до нужного места. Быстро и без неприятностей я прокрался по потолку, уклоняясь от столов и прочего хлама, и, наконец, оказался возле кресла. Пришлось наклониться, чтобы зависнуть четко над ним. Теперь предстоял выбор. Можно было схватить кресло и отправить его в инвентарь, что не пройдет незаметно для Тины. А можно было полить гелем само кресло. Гель выделял сильный жар, и потушить его было почти невозможно. У меня оставалось 30 секунд. Я выбрал вариант «сжечь кресло». Достал из инвентаря распылитель и начал выдавливать густой жирный гель на сиденье. «Пончик, оно шевелится. Карл, оно шевелится. Я не знаю, как его остановить». «Карл, что шевелится?» «Пончик, металлическая громадина». Я посмотрел через плечо и увидел, что пучок Тины каким-то образом обнаружил свисавшую из дыры веревку, качавшуюся в футе над полом. Оно потянулось и принялось дергать веревку. Металлический куб был значительно больше диаметра пролома, так что проблема заключалась не собственно в усилиях Тины, а в том, что веревка была моим единственным способом покинуть комнату. К тому же мне стало ясно, насколько адски сильна эта тварь. «Карл, не страшно. Отключи заклинание «Дыра» и сооруди новый пролом рядом с этим, чтобы я удрал после того, как сейчас подожгу кресло». Я извлек из инвентаря факел, зажег его и бросил на кресло так, чтобы он оказался прямо над стеблем. Затем поковылял прочь от оргии языков пламени, которые сразу наполнили комнату новыми очагами огня и таким жаром, какого я не ожидал. Дерьмово, блин! Я подавил крик боли, но даже пока ковылял, пострадал. Затылок как будто облили лавой. Живот вспыхнул резью от усилий, которые я прикладывал, когда полз, как краб, вниз головой. Не дать не взять гребаный фильм ужасов. Тина отреагировала незамедлительно. Вся комната задрожала, песок начал пульсировать, охваченное пламенем кресло взмыло вверх, словно ракета, и врезалось в низкий потолок в том месте, где я только что стоял. Потом оно разлетелось на горящие обломки и свалилось на открывшееся теперь вздутие, разбрызгивая гель во все стороны. «Да-с», — подумал я. Пол комнаты поднялся, как будто его наполнили песком, и сложился, стараясь потушить пламя. Но оно не сдалось. Даже засыпанный мусором я видел яркий сверкающий огонь. «Катя, оно сжимается». Над вздутием поплыл индикатор здоровья. Показатель начал падать. Существо отпустило веревку, и та упала, когда Пончик закрыла дыру. Чудовище продолжало скукоживаться. Сжавшись в кучу, оно забилось в угол и завалило собой дверь, ведущую к колодцу, похоронило под собой телевизор, который быстро плавился в горячем воздухе. Комната погрузилась в полумрак. Босс осветился, когда жар разрушал его. Тина начала вращаться и выбрасывать песчаные нити, которые заблестели в тусклом свете. Оно должно было погибнуть в считанные секунды. И тут потолок рухнул, и комнату начал засыпать песок. Не могу сказать точно, почему так случилось. Возможно, причиной был жар или конструкция этажа. Пол был устроен так, чтобы разломаться, когда Тина станет умирать. Я уже бежал к новому пролому в потолке. У меня оставалось 5 секунд, и тут меня засыпало песком и парализовало. «Пончик! Карл, помоги! Я упала! Вокруг меня один песок!» Вот так, блин же ты горелый. Я силился освободиться, но шевельнуться не мог. Тяжесть песка надо мной нарастала, давила вниз, как будто я попал внутрь песочных часов. Рот наполнился песком, я не мог дышать. Продолжал дергаться, но шевелить удавалось только пальцами ног. Быстро мелькнуло извещение. «Босс побежден. Сектор теперь свободен». «Катя, Карл, Пончик, вы где? Колодец полностью засыпан песком. Стены начали скрипеть и трескаться. По-моему, все это сооружение вот-вот развалится. Вы в порядке?» Внезапно я почувствовал, что двигаюсь куда-то и бесцеремонно толкаю дверь.
Я судорожно вдохнул воздух и закашлялся. Пончик. Кошка вцепилась зубами в мою ступню, проволокла до двери и вытащила наружу. «Спасибо!» – прокашлял я, выплевывая песок. Горящий факел Пончика осветил узкую каплю пространства. Мне едва хватило места, чтобы встать. Мы находились в заднем углу подвала. Потолок здесь упал под углом, образовав наклонную плоскость, по которой мы смогли подняться на первый этаж замка. То, что раньше было потолком первого этажа, теперь дрожало и скрипело над нашими головами. Справа от нас стоял здоровенный куб из гномовского металла. Этот куб поддержал потолок, когда он провалился вместе с Пончиком. Если я сейчас уберу куб обратно в инвентарь, потолок похоронит нас. Теперь над нами были 3 этажа песка, готовые обрушиться на нас в любое мгновение. Мы находились в ловушке. «Пол провалился, как только я запустила свое священное заклинание», — проговорила, задыхаясь, Пончик. «Карл, что мы будем делать? Отсюда идти некуда». Думаю, это из-за жара. Я нерешительно дотронулся до потолка. Гель дал больше жара, чем я предполагал. Я отправил Кате сообщение о том, где мы находимся. «Катя, я не знаю, что делать. Вся конструкция готова обрушиться. Помещение, в котором была Пончик, провалилось. Гази бесится, силится спасти свою возлюбленную куклу. Я не знаю, плачет он или смеется. Гвен, мои поздравы, теперь вылезайте оттуда. Буря почти закончилась. Дверь только что вернулась на место. Но я не думаю, что она долго продержится. Она мерцает. Карл, Катя, беги к двери, пока еще можешь. Приведи Гази. Надо выяснить, если изгнать его из замка, поправит ли это положение с кристаллизацией. Пончик. «Убей его! Это исправит ситуацию. Мордекай говорит, что большинство проблем можно решить, если убивать волшебников». Предупреждение. У вас низкий уровень кислорода. Если вам интересно, да, вам нужно это вещество. Черт. Нам не хватило времени. Карл, нужно, чтобы он объяснил действие ящика для завода. «Карл, через пару секунд нам уже ничего не будет нужно». Я отправил сообщение Гвен. «Катя, святое дерьмо. Ребята, я вас не оставлю. Держитесь, я буду раскапывать. Карл, слушай меня. Ты нам нужна, чтобы вывести его из замка. Так ты исправишь положение. Скорее. А когда будешь здесь, делай все, что скажет Гвен. Катя, хорошо. Я сообщу, когда выйду». Слева от нас разрушилась стена, и внутрь хлынула новая волна песка. Пончик прыгнула ко мне на плечо. Она дрожала. До нас все еще доносилась музыка из ловушки. Только теперь она была далеко, погребенная под песком. Подпрыгивающий шар нам, скорее всего, не поможет. Полный провал. Вот что это такое. «Я не думаю, что мы чего-то добьемся, если уберем его отсюда», — сказала Пончик с нарастающей паникой. «Правильно», — отозвался я. «Я только хотел, чтобы Катя ушла». «Карл, я не хочу быть похороненной заживо». «Гвен, ты хочешь пропустить тут электричество, да?» «Карл, нет, торопитесь». «Пончик, все будет нормально. Сколько у тебя свитков для подводного дыхания?» «Карл, там речь о дыхании под водой, а не под песком», — ответила Пончик. «Я даже не попрощалась с Монго. Что будет с ним? Он же навечно останется в своей переноске». «Твою же мать, свитков сколько?» 8. У меня тоже было 8. Хорошо, этого должно хватить. Катя, я вышла. Ничего не случилось. Да я ничего и не ожидал. Наверное, я уже знал, как провести декристаллизацию замка. Только было поздно. Мы все просрали. Я просрал. Мы должны были взять с собой нашу электрическую цепь. Проклятие. Пончик. «Убей Гази, быстро!» Карл. Нет, погоди, это не будет... Катя. Эй, я это уже сделала. Мы сцепились. Я убрала в лут его записку, в которой он объясняет действие ящика для завода. Но с замком никаких изменений. Я думаю, что он умер. По крайней мере, в сообщении говорилось, что умер. Он рассыпался песком, когда я отправила его в инвентарь. Я такого раньше не видела. Я сглотнул. Надо мной по потолку прошла трещина. Металлический куб дернулся. Черт. Гвен, готовность номер 1. Трен открывает клапан. Частично. Но этого хватит,
чтобы у вас снесло крышу. «Бери водный свиток», — скомандовал я Пончику. «Остальные в горячий список. Быстро. Если твое здоровье начнет падать, не принимай целебное зелье. Прими особое варево Мордекая». «Карл, я передумала. Пусть меня лучше похоронят заживо, чем...» Я стянул кошку со своего плеча и прижал к себе так, чтобы заглушить ее, чтобы она не намеревалась сказать еще. Потолок над нами окончательно развалился, посыпался песок. Комната наполнилась отдаленным ревущим звуком, который напомнил мне гудок приближающегося поезда. И мир рухнул. Я почувствовал себя так, как будто меня ударил поезд. Даже не поезд, а дюжина бейсбольных бит разом. Индикатор здоровья упал, пока я защищал хрупкое тело Пончика. Полная тьма окутала нас. Я закружился, как мяч, подскакивая и натыкаясь на предметы. То с силой, то мягко, то болезненно. Все вместе. Я закрыл глаза. Пусть это произойдет. Пусть это произойдет. Будь спокоен. Я следил за индикатором здоровья, и когда он показал около 25%, принял зелье. Здоровье подросло, и я судорожно глотнул воздух. Боль была такая, словно я врезался в стену из колючей проволоки. В ногу вонзился кусок металла. Осколок стекла пробил мою ладонь и врезался в Пончика. Она, должно быть, сразу охромела. Кошка не приняла зелье неуязвимости, как я ей предлагал. Твою мать, Пончик! Я дал ей целебное зелье. Вращение, между тем, продолжалось. Все не так плохо. Он приоткрыл клапан лишь чуть-чуть. Получилось вроде водной горки. Популярный аттракцион в аквапарках. В верхнюю часть горки подается вода, и ее напор ускоряет скольжение посетителя. Горка заканчивается бассейном. Я прочитал на себя свиток исцеления и понял, что вонзилось мне в ногу. Шип из гномьего металла. И снова закричал, когда металл вырвался наружу. Металлический куб, крутясь, ушел во мрак. Температура упала, и я наконец понял, что мы под водой в секторе воды и находимся там уже некоторое время. Мимо пролетали уведомления, а я продолжал крутиться. Я прижимал к себе кошку, заматывал ее в себя, как мог. Мое здоровье снова оказалось в красной зоне. Уровень здоровья Пончика тоже был угрожающе низок. Она была без сознания. Я чувствовал вкус вытекающей из нее крови. Мы уже выбрались из зоны прямого давления водного потока и теперь тонули. С момента первого удара водной струи прошло, может быть, секунды 3, но по ощущениям куда больше. Факел Пончика, как верный спутник, следовал за нами, едва поспевая, и слабо освещал мутную воду. «Мордекай, что у вас происходит? Здоровье Пончика идет ко дну!» «Карл, не сейчас!» Я использовал для Пончика второй целительный свиток, но она не приходила в себя еще секунд 30. К счастью, она успела использовать свиток подводного дыхания, и он в соответствии с уровнем ее интеллекта должен был сохранять активность более 2,5 минут. Для меня самого лимит всего 54 секунды, и я уже был близок к тому, чтобы прибегнуть ко второму свитку. Пока погружение продолжалось, я осмотрел Пончика. Вокруг нас плавали разного рода обломки из замка и из подводного некрополя. Я видел множество частей тел разных созданий, но каких именно, не мог разглядеть в темноте. За каждым из них тянулся кровавый след, и они напоминали дымящиеся самолеты, медленно спускающиеся с неба. Пончик выглядела нормально. Длинная шерсть облаком окружала кошку, отчего она напоминала актинию. После последнего исцеления ее кровотечение прекратилось. Я повернул кошку в поисках ран. Какой-то осколок впился ей в живот, но в целом выглядела она хорошо. Я не знал, был ли активирован ее навык «Таракан». Как бы то ни было, опасность прошла слишком близко. Нет сомнений, что Пончик была бы уже мертва, если бы я не защищал ее. Давление воды нарастало. Начиналась паника из-за того, что я не мог определить, в какой стороне поверхность. Я поболтал ногами и не почувствовал, что мы движемся в верном направлении, из-за чего паника усилилась. На поверхности было темно, так что зрительных ориентиров тоже не было. Спокойно, спокойно. Я вспомнил о датчике глубины.
Мы находились в 150 метрах от поверхности. Это глубоко, очень глубоко. И все-таки намного менее глубоко, чем я предполагал. Я поблагодарил судьбу за Пончиков факел и за то, что он продолжал действовать, пока она была без сознания. Я еще несколько раз поболтал ногами, и мы начали быстро подниматься. Мне стало легче. Непонятно, насколько далеко мы от берега, но ничего страшного. Сектор не слишком широкий, он только глубокий. Вдох. Мне показалось, что я вдохнул нормальный воздух. У меня не выросли жабры или еще какая-нибудь чертовщина. По-видимому, вода растворялась, попадая мне в рот. Вот такая магия. Я попробовал заговорить, и у меня получилось. Слова в моих ушах звучали непривычно, но я слышал себя. Над головой слышался громкий шум воды. Она вытекала из некрополя, пересекала берег и вливалась в океан. И я расслышал кое-что еще, не очень издалека, но звук становился все тише. Это была все та же мелодия из музыкального аппарата, который уплыл из замка вместе с прочими обломками. Получив ряд все более панических сообщений от Кати и Мордекая, я быстро ответил на них, сообщив, что мы в порядке. Замок был смыт, как настоящий замок из песка, под напором струи из шланга. Но поскольку мы находились в подвале, то спаслись благодаря тому, что попали в сектор воды, и песок не накрыл нас. Не такая уж удача, но мы, по крайней мере, живы. Я активировал второй свиток подводного дыхания. «Гвен, привет, бомбист. Вот что я хочу тебе сказать. Если бы ты позволил мне с самого начала открыть клапан, ничего бы не произошло, что бы это ни было. Карл, а я хочу тебе вот что сказать. Тебе бы заткнуться нахрен». Я хотел добавить что-то еще, но уловил под собой движение. Какая-то тварь вгрызлась в какое-то тело. Глухой хруст пережевываемых костей в темноте казался особенно зловещим, как будто массивную лодку тащили по корке замерзшего снега. Не знаю, что это было за чудовище, но оно было большое, длинное и с легкостью разрезало воду. На моей карте появилась точка. Она быстро двигалась зигзагами среди массы тонущих мертвых тел. Святое дерьмо, пора наверх. Я опять поболтал ногами и вытолкнул себя на поверхность. По-видимому, чудовище привлек вкус крови. Нельзя привлекать его внимание. И нужно, необходимо, убраться нафиг как можно быстрее и тише. Кошка очнулась в моих руках. Глава 23. Фаза 4 из 4. Некрополь Ансера. В те времена, когда мы с Беа только начинали жить вместе, как-то утром я решил испечь блины. Беа еще спала, и я подумал, что было бы неплохо это сделать, так как готовила у нас по большей части она. Я еще только привыкал к жизни в одном доме с женщиной и кошкой, и многого пока не знал. Да, я знал Пончика еще котенком, но раньше никогда с кошками не жил, и для меня новостью были такие трудности, как очищать лоток, не оставлять окно открытым или находить у себя на подушке кошачью рвоту. Так вот, я взял миску муки, чашку молока и яйцо, лежавшее на краю кухонного стола. Порылся в холодильнике в поисках недостающего соуса, и вдруг за моей спиной раздался грохот. Из ниоткуда материализовалась Пончик, сшибла на пол муку, молоко и яйцо, бросилась бежать, тронула лапой край горячей конфорки, ракетой взвелась в воздух, приземлилась на пол, сделала омлет в стиле Скуби-Ду. Пес – один из главных персонажей одноименной серии мультфильмов и сериалов 1969-2010 годы. Покрыла себя смесью всего, что там оказалось при ее появлении. Пустила в свободный полет все, что можно, и, наконец, удрала. С криком «Мать твою, Пончик!» я бросился вслед за кошкой. Она скрылась в жилой комнате, оставляя следы на полу. Влезла на кошачье дерево и, рыча, принялась яростно вылизываться. Понимая, что Беа изойдет желчью, когда увидит свою кошку, я решил загладить ущерб. А загладить, по моему разумению, означало вымыть кошку. Быстро прибрав беспорядок в кухне, я пошел в ванную, набрал в ванну на несколько дюймов теплой мыльной воды, после чего отправился за кошкой. Я взял ее двумя руками, а она извивалась и корчилась. Отнес ее в ванную, закрыл дверь
и, держа ее осторожно и при этом крепко, опустил в воду. Несколько часов спустя в отделении неотложной помощи, дожидаясь, пока мне на руку, на тыльную сторону ладони, на, дьявол бы его побрал, ухо наложат швы, я рассказывал безучастному медику о Содоме, который подняла Пончик, когда я погрузил ее в воду. Дружище, она была как увеличенный визжащий новорожденный младенец, плюс подвесной мотор огромной мощности. Я не преувеличу, если скажу, что это был один из самых громких и самых жутких концертов, какие я когда-либо слышал. Дерьмо святое. Это воспоминание пришло ко мне, когда Пончик очнулась и обнаружила, что целиком погружена в воду. В этот раз ее крик был намного более убийственным, чем в то давнее утро. Зора!» — визжала Пончик, дергаясь и корчась, как если бы ее закинули в посудомоечную машину. Я отпустил ее после того, как она едва прокусила мне руку. И кошка камнем пошла ко дну, продолжая извиваться, словно безумная. «Пончик!» — закричал я. «Пончик! Да нормально все!» А тень под нами, которая сладострастно жевала трупы, вдруг остановила свою деятельность и, двигаясь кругами, стала подниматься. Моб санитар сектора. «Пончик!» — позвал я снова. «Успокойся же ты, твою мать!» «Карл! Пончик! Охолони! Ты тонешь, и к нам приближается моб! Пончик!» «Я!» «Карл, ты нужна Монго!» Пончик перестала извиваться. Шерсть колыхалась вокруг нее. Она поспешно огляделась, все еще в панике. Под ее солнечными очками, теми, что стали неотъемлемой чертой ее внешности, когда она находится вне зоны безопасности, мелькнули странные огоньки. Кошка попыталась дернуться, но с ее пухлыми персидскими лапами сколько-нибудь толкового движения у нее не вышло. Она не умела плавать. Пончик снова начала было вопить, но я опустился к ней, подхватил, усадил на сгиб руки и поплыл вверх. Она же вонзила когти мне в грудь. Ее уши прижались к голове, словно пришпиленные. Она тяжело дышала, голова вращалась, как на шарнире, и кошка в ужасе озиралась по сторонам. «Карл, Монго в своей переноске! Ты мне солгал! Мы тонем! На помощь! На помощь!» «Спокойно, мы не одни. Ты должна вести себя тихо. Дыши глубже». «Карл, как я могу дышать глубже, когда я тону?» «Свиток подводного дыхания? Или ты забыла? Посматривай на хронометр. Тебе скоро обновлять дыхание». Мимо нас проплыла пара раздутых трупов. Розово-кожие, голые, похожие на людей, но покрытые складками. И головы, как у кротов. Глаза белые, выпученные, словно луковицы. Рты открыты и видны большие, желтые, гниющие зубы. Труп Туко. Голый глабр. Уровень 30. Причина смерти – утопление. Голые глабры – это не игровые персонажи. Они жили в поселениях внутри некрополя. Я никогда их не видел, но один из рейдеров гробниц описывал их. Наверняка все эти трупы вынесло в океан из одного из селений некрополя, после того, как замок заполнила вода. Они обозначались как немертвые, но я не предполагал, что существо из немертвых может утонуть. Возможно, описания не вполне точно отражали действительность. Многие из этих милых обитателей некрополя и не знали, чем занимались. Пончик заерзал в моих объятиях. «Там внизу акула! Акула! А вон там и другие! Они везде! Так не годится! Я тебе говорила, что меня нельзя бросать в воду! Это предательство похуже, чем тогда, когда ты отдал мое печенье для животных тем опасным динго!» Ее голос звучал глухо и как бы издалека, хотя она была совсем рядом. «Ты принимаешь душ каждые 5 минут», — проворчал я, продолжая плыть. «Это почти то же самое». «Совершенно очевидно, что это не то же самое, Карл. Вытащи меня отсюда, сию же секунду!» Я яростно толкался ногами, чтобы плыть вверх. Шум бурлящей воды, вытекающей из некрополя, усиливался. Я был уверен, что нам нельзя запросто вплывать в этот поток. Мы бы оказались словно в центре торнадо. Но что мы могли сделать? Монстр, с виду акула, по-прежнему кружил около нас. Мы были зажаты между водным потоком и мобом. Существо вгрызалось в труп Туко и в другие останки. Когда оно разинуло пасть, я услышал мелодию «Прыгать вокруг».
Страшилище сожрало Катин сигнальный модуль, выброшенный в океан. Пожалуйста, Карл, прости, мне это не нравится. Можно нам подальше отсюда? Пожалуйста. Ни одно из моих взрывных приспособлений с открытыми фитилями в воде не сработало бы. Я был вполне уверен, что сработал бы динамит, но чтобы привести его в действие, требовалась внутренняя нестабильность взрывчатки, а не фитиль. В свое время я видел достаточно видеозаписей глушения рыбы, и потому знал, что при таком взрыве отнюдь не годится находиться поблизости, и не верил в нашу способность вовремя отплыть на достаточное расстояние. Когда-то я участвовал в проектировании глубинных бомб, но сейчас тот опыт был бесполезен. Возможно, против этой твари были бы эффективны мои хоблобберы ударно-взрывного типа, но вокруг плавало достаточно всякого мусора, и я опять-таки не мог гарантировать, что мы отплывем своевременно. Мимо проплыл труп еще одного создания, на сей раз похожего на дельфина. Из его головы торчал осколок стекла. Труп для лута. Пузырь белуга. Уровень 29. Убита ударом острого стекла в голову. Ей было очень больно. Ты успокоилась? Пончик, послушай меня. Ты мне будешь нужна. Ты хорошо себя чувствуешь? Нет, совершенно точно нехорошо. Очень далеко от хорошего, Карл. Слушай, Хекла, я указал на мертвую белугу. Нашли их на акулу. Прямо сейчас. Я имел в виду один из любимых фильмов Пончика. Первоначально он назывался «Время слизи», но потом каким-то образом переименовался в Хеклу. Катя считала этот каламбур безвкусным. Гнусно, мол, так называть, и она была права. Но это было еще и дьявольски забавно. Пончик, спасибо ей, не стала колебаться. Она активировала второй шанс на мертвой белуге и немедленно запустила часовое утроение, создав 3 экземпляра белуг. Появились 2 копии со стеклянными шипами в головах, милый штрих. Пончик наслала их на монстра, я же приблизился к хлещущему потоку. При этом пришлось использовать еще один свиток подводного дыхания. Почти немедленно одна из белуг-дублеров взорвалась в воде. Для меня этот взрыв прозвучал так, будто произошел прямо у меня в ушах. Моб взревел, как лев, раненый шрапнелью. Прежде чем я успел собраться, второй клон взорвался в аккурат сзади нас. «Карл, берегись!» — выкрикнула Пончик. «Святое дерьмо!» — выдохнул я. Еще 2 акулы помчались мимо нас и проскочили быстрый поток. На нас они не обратили внимания и направились прямиком к раненой товарке. Иисусе, как же близко! Обе футов 15 в длину, угольно-черные. Если не считать цвета и глаз, они выглядели точь-в-точь, как типичные тигровые акулы. Я бросил взгляд на описание. Консьерж-акула. Уровень 41. Эти психи принадлежат к школе подводной дипломатии «Сначала кусай, вопросы потом». Консьерж-акулы, также известные как акулы-привет смерти, одни из самых быстрых и прожорливых хищников океана. Они едят что угодно, даже цирковые арахисовые сласти. Они воистину величественны. Их привлекает запах крови, что делает их главными носителями смерти в любом водоеме подземелья. 2 новенькие врезались в первую акулу, раненую взрывом. Все 3 принялись терзать друг друга. Под нами образовалось кровавое облако. «Другие подплывают», — прошипела Пончик. «Дай мне знать, если поплывут за нами». Поскольку я знал, что мне не пересечь быстрый поток, я погрузился ниже, чтобы проплыть под ним. Я активно работал ногами и только одной рукой, так как второй прижимал к себе Пончика, а она жалась ко мне и хныкала. Мимо промчалась стайка небольших рыб, не причинив нам вреда. Только Пончик отплюнулась, когда одна рыбешка задела ее морду. Шум бурлящей воды стал стихать. Я увеличил расстояние между нами и схваткой акул. Пончик сказала, что подплывают новые акулы. Очевидно, их привлекали кровавые струи. Я выплыл на поверхность, поднял голову над водой. Пончик высунула голову рядом с моей и принялась судорожно дышать без всякой необходимости. Она дрожала всем телом. Мне пришлось поддержать ее, чтобы она снова не ушла под воду. Я оглянулся на водный поток.
хлещущий из боковой стены некрополя. Над водой царила непроглядная темень, но около остатков замка виднелись многочисленные огоньки. По-видимому, это другие обходчики освещали местность. Замка просто не было. Исчезли окружавшие его стены. Не осталось ничего, кроме башен с громоотводами, стоявших по бокам у бывшего входа. Их верхушки блестели при свете фонарей, как обелиски-близнецы. Мы находились примерно в четверти мили от берега. Я осторожно огляделся. Не поблизости ли мобы? Далеко справа что-то плеснуло. Там происходила какая-то активность. Вот еще в 3 местах. Вскоре уже десятки акул дрались у поверхности. Я прикинул дальнейшие действия. Нам нужно было добраться до подлодки «Акула» и отключить насос. Но лодка находится на другой стороне кольцеобразного сектора воды. А туда мы, безусловно, не доплывем. Я решил поднять Пончику настроение и временно выпустить кошку на берег. У меня в инвентаре хранился каяк из гаража летучего дома. Я извлек его, поставил на поверхность воды, и он закачался, как пробка. Поднял Пончика и опустил ее в каяк. Потом забрался туда сам и достал двустороннее весло, рассудив, что так мы доберемся до подлодки быстрее, чем вплавь. Срок действия свитка подводного дыхания был исчерпан, и меня неожиданно вырвало. Из легких хлынула темно-коричневая вода. Я даже не знал, что она туда набралась. Я почувствовал себя так, как если бы меня пнули в живот. Вспомнился тот день, когда Мордекай дал Луису и Фиросу антиалкогольное зелье. Секунду спустя начало рвать и Пончика. Ее рвало громко и долго. Спина ходила синусоидальными волнами. Количество воды, которую она извергла, показалось мне несуразно большим. Когда спазмы наконец закончились, она тихонько хныкнула и ее снова вырвало. На этот раз из ее рта вылетела маленькая рыбка и забилась в каяке. Я принялся грести к берегу. Пончик сидела насупленная, обессиленная и промокшая. К ее тиаре прилип кусочек водорослей. Если под водой она была похожа на царевну и фею, то теперь напоминала мертвую крысу, которую воскресили, после чего ее сбил мусоровоз. «Это было потрясающе», — сказал я, когда стало ясно, что акулы нам больше не опасны. «Докатился бы ты, Карл», — отозвалась Пончик. «Это издевательство», — воскликнула Пончик, когда мы вернулись на свою домашнюю базу. Кошка приняла душ и теперь снова стала сухой и чистой. «Меня заживо похоронили, выстрелили мной из водной пушки. Я утонула. Меня чуть не сожрала акула, и после этого я не заслужила ящика босса. Мы выиграли этаж. Тенистая гадина мертва, и мы ничего не получаем. Карл, хозяева игры, опять жульничают». Монго издал чирикающий звук в знак солидарности с гневом Пончика. «Тина не мертва, мы растопили ее, но затем ее смыло в океан. Нам пришлось пройти четверть периметра земного сектора, прежде чем мы подошли к городу, куда нас пустили. Мы — это я, Пончик, Катя, Луис и Фирос. Город носил название Пандинус, вид крупных скорпионов. И его обитателями были наполовину люди, наполовину скорпионы. Они назывались Пазузу. Внешность у них была в стиле панк-рока. Кожаные куртки, кисточки, защитные очки, цепочки и дреды. Не дать не взять посетители клуба Безумного Макса. Mad Max. Компьютерная игра с элементами гонок на выживание. Луис и Фирос отправились спать. При этом Луис что-то пробормотал о невозможности пить алкоголь. Мы удалились в свое личное пространство. Гвен и ее команда остались на месте замка. Хотя мы и захватили сектор, колодец остался засыпанным и попал под утекшую из некрополя струю. Людям Гвен предстояло перекрыть утечку и откопать колодец. Я отослал рейдерам гробниц предупреждение, что колодец наполнится водой. Ребята еще не трогались с места, так что проблемы пока не возникли. Мы знали, что колодец сохранился, потому что носители навыка следопыт видели, что он по-прежнему на месте. Когда команда откопает его, она постарается соорудить над ним крышу, а может быть и прокопать особый туннель. Или в самом крайнем случае запечатает его.
будет нужно перекачать воду обратно, тем более после того, как мы отключили насос на подводной лодке. Это единственный способ избавить некрополь от излишка воды. Можно было не сомневаться, что песчаная слизь не побеждена полностью и обретается где-то поблизости. Возможно, она обрела форму единственной песчинки и плавает в океане, где она сможет полноценно возродиться. Если это так, то мы ее больше не увидим, а так как она не мертва, не видать нам ящика босса. Меня это не слишком волновало. На первых 2 этажах бронзовые и серебряные ящики босса несли в себе отличный лут. Здесь же хрен их сравнишь с теми, что были на ранних этажах. Хорошее содержимое теперь только в ящиках боссов города и выше. Тем не менее, я получил множество достижений и лута за свой последний кульбит. Вот наиболее примечательные из них. Новое достижение. Застенчивый. Вам удалось каким-то образом выиграть битву со значительным боссом, не убивая его. Все равно, что платить деньги проститутке за то, чтобы она вас понянчила. Награда. Вы получаете серебряный ящик пацифиста. Новое достижение. Я побывал в луже. Вы провели больше 60 секунд под водой, и вы не погибли. Возможно, несколько сморщилась кожа, но в остальном вы в порядке. Отныне вы почетный илистый прыгун. Награда. Вы получаете бронзовый ящик промокшего. Бронзовый ящик промокшего содержал по 10 новых свитков подводного дыхания для каждого из нас. Ящик пончика на каком-то невообразимом основании был не бронзовым, а серебряным. К тому же в нем находился дополнительный предмет – пояс плавучести. Просто пояс, который надевался на кошачий живот и не давал кошке утонуть. Действовал он только в воде, и пончик добрых 3 минуты костерила его и клялась, что никогда в воду не вернется. В серебряном ящике пацифиста находилось зелье, которое подняло уровень ее навыка уклонения на 1, доведя его до 10. Это было важно, так как пончик тренировала его уже довольно долго, а он застрял на 9. Так часто случается с определенными навыками. Теперь же, когда уровень достиг 10, пончик получила баф отклонения, который лишал точности как магические, так и физические ракеты, направленные в нее. Мордекай сказал, что этот баф нельзя считать стопроцентной защитой от стрел, но он вдвое снижает прицельность стрельбы. Это также означало, что стрелы и ракеты с большей вероятностью пройдут мимо меня или Монго, если пончик будет рядом. В моем ящике пацифиста я нашел 2 порции зелья, при виде которых Мордекай задумался. «Не используй их», — сказал он наконец. «Почему?» Он некоторое время молчал. «Потому что когда я в последний раз видел, что человек применяет это зелье, он потом перебил половину своей партии». Зелье кровожадности. Это все равно, что поставить себе фенциклидиновую. Фенциклидин. Ангельская пыль. Галлюциногенный наркотик, обладающий рядом опасных побочных эффектов. В США его применение запрещено как для людей, так и для животных. Клизму. После дня, проведенного в поездке на призрачном экспрессе. Night Train. Американский мистический триллер 2009 года. Прием этого зелья дает следующие эффекты. Сила увеличивается в 2 раза. Скорость движения увеличивается в 2 раза. Ловкость увеличивается на 50%. Дебаф «Где я, блин? Кто я, блин?» Телосложение увеличивается на 50%. За каждого обходчика, неигрового персонажа или моба, убитого вами во время действия зелья, ваша скорость движения возрастает еще на 25%. Зелье берсеркера. Воины из древнегерманской и древнескандинавской мифологии, отличавшиеся неистовостью в сражениях. «Именно так», — подтвердил Мордекай. «Но из-за этого дебафа ты не помнишь, где ты и почему дерешься. Поэтому употреблять его слишком опасно». Я согласился с Мордекаем и отложил эти 2 порции зелья в сторону. Меньше всего мне хотелось потерять контроль над собой из-за зелья,
даже если оно и сделало бы меня намного сильнее. Может быть, в кулинарной книге найдется совет, как сделать его более полезным. Гвен, все оказалось проще, чем я предполагала. Мы нашли стену комнаты с колодцем. Закончим раскапывать его, наглухо запечатаем, а потом решим, как сражаться с последним этапом. Карл, 10-4. Будьте осторожны. Не натолкнитесь на остатки тины. Я достал 2 части артефакта. Ящик для завода и часы. Положил их на стол. Я побаивался ящика для завода, потому что теперь знал, с его помощью можно открыть портал в ничто. А также знал, что оттуда что-то вырвется. Катя без слов протянула мне записную книжку, доставшуюся ей от сумасшедшего волшебника с дюн, когда ей пришлось вступить с ним в противоборство. Она не знала наверняка, мертв ли он. Она приобрела опыт, отправила его тело в инвентарь, но он превратился в песок. В любом случае система сообщила, что мы завоевали сектор. А важно было именно это. Записная книжка состояла из немалого числа страниц. На первых было письмо к Тиш, той, которая разделала его под орех в том письме, которое мы нашли раньше. Оставшиеся страницы содержали списки слов с серией чисел. Последнюю страницу заполнили рисунки. «Тиш, я знаю, ты ненавидишь меня, но выслушай, пожалуйста. Надежда не потеряна. Меня просили использовать ящик, чтобы разрушить весь этот остров и отправить его в ничто. Поступить так было бы ошибкой. Все 3 части артефакта находятся в этой зоне, и все они в итоге попадут в альтернативное измерение. Для одичавших богов слишком опасно владеть ими даже по отдельности. Поэтому я продумал другой план. Если призрак Псаматы освободится раньше, чем я реализую свой план, я буду вынужден убить себя, но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я открыл нечто полезное. Этот ее фамильяр, Тина, отличается разделенной верностью. Я всерьез верю, что оно любит меня, как бы странно это ни звучало. Оно знает о моей страсти к ныне замерзшей Лике и ревнует. Я могу это использовать. Как? Пока не знаю. Я продолжаю исследования в те моменты, когда обладаю телом и могу работать. И вот что я узнал. Ворота одичавших богов устроены одновременно и сложно, и просто. Сначала устанавливается время, и оно определяет место. Все часы соединены магической связью. Если установить время на одних часах, оно отобразится на вторых. Время указывает на твою цель. Это происходит самопроизвольно. Как именно, я пока не понимаю. Хотя рассмотрел много комбинаций, места назначения и времени, даже не имея часов в своем распоряжении. Я прилагаю свои записи к этому письму. Установив место назначения, ты помещаешь все часы в ящик и активируешь процесс завода. Вторые часы начинают тикать и двигаться. Это единственный момент, когда часы не синхронны. Когда вторые часы синхронизируются со временем, представляющим твое текущее местонахождение, они останавливаются. Теперь ящик заряжен. Этот процесс может занять сколько угодно времени, от одного момента до полного оборота часов. В зависимости от расстояния, на которое ты хочешь переместиться. Нельзя переносить ящик с места на место, иначе он перезарядится. Ты забираешь часы, и появляется портал. Этот портал однонаправлен. Он сохраняется около 20 минут или до того момента, когда часы и ящик выносятся через него. Как только это происходит, выход закрывается в месте назначения. Тем не менее, нужно помнить вот о чем. Портал остается там, где он открылся, и становится двусторонним порталом в ничто. Он остается открытым до тех пор, пока какое-нибудь существо не пройдет через это пугающее измерение. И поверь, какое-то существо точно пройдет. Это случится быстро. Часто этим существом является одичавший бог. В зависимости от того, какой бог уходит, или от уровня его силы, могут произойти великие разрушения. И если проходят определенные боги или малые божества, такие как Псамата, существующий пантеон обязан отреагировать. Говорится также, что те, кто использует порталы и обладает слабым сложением, не должны задерживаться при прохождении. Даже близости открытой двери достаточно для того,
чтобы и слабые разумы были затронуты, и в них отпечаталось безумие одичания. Но я также открыл, что ящик для завода и сам по себе есть проводник в ничто. Все, что от тебя требуется, чтобы открыть проход, это открыть крышку, завести ящик и послать поток заряженной энергии в прибор. Тогда портал откроется непосредственно в ничто. Да, это опасно. Я знаю. Но любовь толкает нас на самые опасные поступки. Разве не так устроены миры? Вот так я открыл портал, чтобы отыскать Ярило, запретного бога похоти. Вот так Псамата обманом вовлекла меня в женитьбу на ее фамильяре. Моя возлюбленная Лика остается заперта в ее собственной версии ада из-за того, что я был обманут. А теперь Псамата свободна в некрополе и, вероятно, завладела призраком, известным под именем Кецалькаатль. Вот что я намерен сделать, чтобы одолеть ее. И если успех будет сопутствовать мне, то я умру, но ты получишь это письмо вместе с ящиком для завода. Тогда ты сможешь отправить другую экспедицию на поиски 2 оставшихся артефактов. Я верю, что они... На этом письмо обрывалось. За ним следовала чистая страница. «Итак», — сказала Катя, — я рассмотрела страницу с числами. Все они показывают места, куда мы можем отправиться через ворота. Но похоже, что все эти места расположены вблизи города Ларракоса. Когда у нас будут вторые часы, мы сможем установить на них время, представляющее наше место пребывания, уложить их в ящик и дождаться их остановки. То есть ты хочешь сказать, что мы можем открыть ворота сразу на 9-й этаж? Удивился я. Точно. К тому же я думаю, что с этими записями смогу нарисовать план 9-го этажа. Не надо впадать в эйфорию, остановил Катю Мордекай. Допустим, вы откроете ворота в долины Ларракуса, но пройти через них вам не удастся. Обходчикам не дозволено прыгать через этажи. Там, в казино клуба Деспирадо, есть ворота, но для вас они закрыты. Так что если у вас возникла великая идея открыть ворота, то вы в них не войдете. А когда они закроются, вам придется иметь дело с чем-то ужасным, с чем-то таким, что пройдет через них и, несомненно, убьет все, что есть в этом пузыре. «Возможно», — признала Катя. Она пролистала книжку и остановилась на последней странице, испещренной рисунками. Там были часы, ящик для завода, 2 ворот, изображения различных сценариев. На первой картинке 3 предмета по одну сторону ворот, на второй ящик для завода на дальней стороне. Дальше шли все возможные комбинации, все варианты развития событий. И все сценарии, кроме одного, заканчивались появлением монстра с той стороны, с которой ворота открывались. Последняя картинка была обведена кружком. На ней по 1 штуке часов с каждой стороны ворот, а ящик для завода внутри портала. Как я вижу, в последнем случае мы теряем ящик, но никакой монстр не вылезает. Мордекай хмыкнул. Напрасные усилия. Вы ни в каком варианте не сумеете пойти таким путем. Я едва услышал его и сосредоточился на предпоследнем сценарии. Святое дерьмо. Святое и гнуснейшее дерьмо. Тряхнув головой, я решил задуматься над текущими задачами. Как ты думаешь, если мы призовем одного из этих одичавших богообразных, он сможет перемещаться за пределами пузыря или сломать стену пузыря? Не знаю, признался Мордекай. Некоторые из них больше всего пузыря. Когда их вызывают, они обычно меняют размеры. И это не настоящий вызов. Это они в их подлинной форме, без ограничений во времени. Они уходят от плена. Ты опережаешь сам себя. У тебя даже нет последних часов. Если ты их добудешь, то мой тебе совет. Убери их в инвентарь и не делай ничего, пока не накопишь достаточно сил, чтобы противостоять тому, что вылезет. Но ты не накопишь никогда. А теперь, если я вам понадоблюсь, найдете меня в мастерской. Кажется, у меня появилась мысль, как можно использовать ямс, которые вы получили раньше. Когда Мордекай ушел, я взглянул на хронометр, отсчитывавший время, которое осталось этому этажу. 4,5 дня с небольшим. Глава 24. Прежде чем Катя успела мне ответить, пришло сообщение. «Гвен,
Мы откопали колодец. Когда мы вошли, случилось что-то непонятное. Вся комната ведь была стеклянная. Но как только я отправила Трена туда, она вспыхнула, и все в ней стало. Громкое извещение блокировало конец ее сообщения. Предупреждение. Один предмет из вашего каталога больше не подлежит хранению в инвентаре. Он будет насильственно извлечен через 5 секунд. У меня вырвалось. Что за черт? Я немедленно подумал о 2 подобных случаях. Оба они приключились с Катей. Первый раз был тогда, когда кровь вырвалась наружу из ее инвентаря из-за пробоины в контейнере. Второго раза я сам не видел. Это случилось, когда Катя отправила в инвентарь целый дом. И тут Борант изменил правила. Тогда была разрушена таверна, в которой этот дом возник. И Кате был запрещен вход в город, из-за чего нам пришлось пройти лишнюю милю, чтобы оказаться в этом поселении. Оба эти казуса произошли сразу по окончании итогового выпуска дня, когда Борант проводил обновления и перестановки. А сейчас до начала выпуска оставалось еще несколько часов, так что я не мог и представить, что же случилось. Поэтому только скрипнул зубами и приготовился ожидать продолжения. Кристаллизованная голова секс-куклы Гази выкатилась из моего инвентаря на пол. Вот только она уже не была кристаллизованной. Это по-прежнему была отделенная от туловища голова секс-куклы полунаяды по имени Лика. На подбородке большая вмятина, полученная тогда, когда Монго сшиб статую, и из ее подбородка вылетел крупный осколок. «Эй, Карл!» — окликнула меня Катя. «Ты уронил на пол какую-то голову». Хотя я в прошлом видел несколько секс-кукол, экспертом по ним себя не считал, но знал, что они варьировались, во всяком случае на Земле, по качеству. От дешевых, надувных до ИИ-управляемых реал-кукол, которые могли говорить, двигаться и выглядели хотя бы в некоторой степени реалистично. Это представляло собой нечто среднее. Голова латексного манекена, по которой было видно, что принадлежит она именно секс-кукле, а не заурядной имитации человека. Она застыла с широко раскрытыми глазами и ртом. Лицо покрыто макияжем в стиле проститутки. Из-под верхней губы торчали 2 острых по виду клыка, как у вампира. Белые волосы внешне как будто шелковые, полные ярко-красные губы. Над самой линией разлома на обеих сторонах шеи жаберные щели, из-за которых разлом выглядел на удивление зазубренным. На разломе было видно, что предмет сделан из сплошного латекса. В волосах головы торчала заколка с надписью «Мокрая для вас». «Господи, как же это отвратительно!» — проговорила Пончик, понюхала объект и сморщилась. Монго взвизгнул. «Карл, люди действительно используют такие вещи?» «Используют», — ответил я. «Но вот это обычно прикрепляется к туловищу. Людям бывает одиноко. Не суди, Гази, особенно сурово». «О, я буду его судить. У мисс Беатрисы целый шкаф был забит секс-игрушками, но она не уплывала на другой конец света из-за того, что так подсказал вибратор». Пончик тряхнула головой. «А знаешь, что я тебе скажу? Она тоже таким пользовалась. Только ее секс-игрушку звали Брэд. Почему мне больше не полагается хранить эту штуковину в инвентаре?» — спросил я, стараясь не заметить укола со стороны Пончика. Я поднял голову с пола за волосы. Появилось описание, но в нем говорилось только «Отрубленная голова секс-куклы Лики». Я дотронулся до одного зуба, поежившись при виде клыков во рту проклятой куклы. Но острый зуб легко согнулся под моим пальцем. Он был сделан из мягкого, гибкого латекса. Челюсть крепилась на шарнирах, то есть ее можно было открывать и закрывать. «Брось от меня!» Голос исходил от головы. «Иисусе!» — вскрикнул я. И тут же уронил голову. Она отскочила от пола и удивленно взвизгнула. Пончик взвыла и умчалась вон из комнаты. Монго захрипел и изготовился к нападению. Но я окриком удержал его. Как только мертвая вещь заговорила, на моей карте появилась белая точка. Голова продолжала гневно что-то выкрикивать, но я уже не разбирал ни слова. Значит, как я понимаю, она все еще одержима.
сказал я и ногой откатил ее подальше. Я не особенно опасался, что голова нападет на меня или напустит заклинание. Как-никак мы были в зоне безопасности. Ребята из команды Гвен разрушили кристаллизующее заклинание, когда вошли в комнату с колодцем, и все стеклянные предметы вернулись к нормальному состоянию. Мы с Катей стояли над этой головой, глядя на нее сверху. Она по-прежнему вопила. «Карл, ее свойства обновились. Посмотри». Голова секс-куклы Лики. Этот предмет одержим увядающим духом Псаматы. Псамата, или Саманта, как ее называли друзья, это низшее божество, изгнанное в ничто ее отцом, после того, как он обнаружил, что она путается с неким древним царем. Обычно ее сопровождает доверенная напарница, фамильяр, песчаная Тина, между прочим, также проклятое дитя ее союза с царем. Такие уж заковыки у этих богов. А если вы сочтете это чем-то причудливым, то вы ничего не видели. Те господа, что зависают в залах небесного владычества на 12 этаже, участвуют в каких-то головоломных фокусах. Вот что я вам скажу. Вы когда-нибудь видели, как мужское божество рожает из своего бедра пророчествующую змееголовую корову? Или женщину, чья месячная кровь обладает чувствительностью? Такая вот хрень вас там ожидает. Псамата так же умна, как и вспыльчива. К несчастью для нее, ее первая попытка бегства из ничто завершилась раздвоением. Половине ее существа пришлось укрыться в первой попавшейся незанятой наяде, которая по воле случая оказалась секс-куклой, изображающей вымышленную Лику, которая, как это ни нелепо, была отдаленно связана с небрежно рассказанной историей Псаматы. Она была вынуждена прожить в кукле много лет, пока ее дух не воссоединится. Дальше от этой истории вообще мурашки по коже пойдут. «Чудненько», — произнес я. «Карл, эй, Мордекай, что такое увядающий дух?» «Мордекай, тебе зачем?» «Карл, у нас гостья». Мордекай выскочил из мастерской и намертво застыл, глядя округлившимися глазами на то, что лежало на полу. «Женщина, мать моя, откуда это взялось?» Карл ее таскал в инвентаре, объявил Апончик. Мордекай подошел поближе, наклонился над головой. Его клюв двигался в паре дюймов от нее. Он постучал по голове. Случается, что душа живого существа способна разделиться пополам. Когда тело разделено, две половины всегда стараются воссоединиться. Они как два магнита. Это должно происходить в подходящей оболочке. Но если в процессе воссоединения что-то пошло неправильно, образуются увядающие духи. Они не живые и не мертвые. Им трудно умереть. При этом в основном они безвредны. Оболочка должна быть связана с первоначальным телом. А если это не так, то и получаются такие вот духи. Они преследуют объект, но у них очень мало сил. Запутано это как-то. Увядающие духи часто используются как объекты для квестов. Мне вспомнился Ремикс, небесная птица в конце 3-го этажа. Да, Ремикс, лич, накопитель душ. Особенно опасный вид увядающего духа. Таких создают мощные маги или некроманты, чтобы они высасывали из людей души. Более стабильный вариант одного типа. Для нее это ужасно, но она не в том положении, чтобы причинять нам прямой вред. Несколько сезонов назад в их распоряжении был целый этаж, где любое оружие было обитаемо таким духом. А ей понадобится экзорцизм, чтобы освободиться. К тому же она низшее божество. Это осложняет все. Получается, она полубогиня, получеловек или как? Голова яростно сплюнула. Мордекай пожал плечами. Возможно, но скорее нет. Бесспорно, она не на 100% божественна, иначе ее не удалось бы выбросить в ничто. Представь пантеон как сельский клуб богатеев. Может быть, у нее богатый папа, а мать, так сказать, не с той стороны дороги. Не стоит влезать в ее историю. Лучше избегать богов, как мы избегаем соприкасаться с фракциями. У нас и без того полно дерьмовых проблем. Катя щелкнула пальцами.
А я знаю, что произошло. В описании говорилось, что ее первый побег закончился тем, что она попала в любовную куклу. Правильно? Это было первое подвернувшееся ей убежище, подходящее для того, чтобы найти реальный облик. Следовательно, это она убедила Гази забраться сюда. Только и делала, что лгала ему о том, кто она. Хотела, чтобы он открыл ничто. Сказала ему для того, мол, чтобы найти бога похоти. Но это был обман. Как только ничто открылось, влетела вторая половина ее души в сопровождении песчаной тины. Но что-то пошло неправильно. Гази что-то испортил в процессе, и любовная кукла, сосуд, содержавший первую половину псаматы, остекленела. Ей пришлось использовать тину, чтобы удерживать Гази здесь до тех пор, когда произойдет что-то такое, что вызовет декристаллизацию. Все считали, что она вошла в тело Кецалькоатль, но ошибались, потому что не знали о ее раздвоении и не знали, что ее вторая половина постоянно находилась при Гази. И она бы выбралась из положения, если бы один молодой динозавр не сшиб ее и не разбил на 1000 осколков, подхватил я. «Монго, хороший мальчик!» — воскликнула Пончик. Я сообразил, что это и была ловушка. Если бы мы сумели сохранить замок в целости и снять стеклящее заклинание, секс-кукла ожила бы, а Псамата вновь стала бы полноценным низшим божеством. Я не знал наверняка, добились ли мы полного успеха. Монго лишь слегка задел статую, когда она опрокинулась и разбилась. Меня не покидало нехорошее ощущение, что мы катимся по рельсам к какому-то срежиссированному столкновению. А это всегда очень плохо. Псамата продолжала кричать на нас с пола сдавленным голосом. Пончик ударила голову, и та покатилась. «Карл, я поняла кое-что!» — воскликнула Пончик. «Тут такой же сюжет, как в кино «Детские игры». Child's Play, 1988. Американский фильм ужасов. С куклой Чаки. Это леди Псамата. Чаки, но только голова, и она не может двигаться. Я подумала о крестражах. Хоркракс. Артефакт, изготовленный при помощи темной магии. Маг вкладывает в него часть своей души, после чего он живет отдельной жизнью, оставаясь при этом частью мага. «Из Гарри Поттера», — сказала Катя. «Но в этом случае душа только раскололась пополам». «Нет, точно Чаки», — начала настаивать Пончик. «Та дама, которая сочиняла сказочный фильм, стащила все свои идеи из смешного фильма ужасов 80-х, из тех, которые Карл вечно смотрел. Я видела только один фильм о волшебниках, где собака. Отвратительно». Но сначала были книги, а потом Катя осеклась, разумно решив не продолжать дискуссию. «Не имеет значения. Наша наверняка уже безнадежно безумна», — сказал я, опустился перед головой на одно колено и ткнул ее пальцем. Она зарычала. У игры в распоряжении масса способов убедить нас в том, что попадание в ничто приводит к безумию. Пончик кивнула. «Да, ты прав, я думаю. К тому же часть ее долго была заморожена в этой кукле. Скорее всего, это тоже не было полезно для ее душевного здоровья. Я не раз видела, как ты вредил себе. На мне это хорошо не сказывалось». Она повернула голову к Кате и добавила вполголоса. «Однажды он вытер о меня руки. Ну, после того, понимаешь?» Я возмутился. «Это абсолютная неправда». «Так что будем делать?» — спросила Катя, меняя тему. «Мы даже не понимаем, что она говорит. Вы думаете, реальный бог явится сюда и попробует напасть на нее? Поэтому люди из колледжа так забеспокоились?» «Без понятия», — сказал я. «Мордекай?» — он помотал головой. «Вам, ребята, протаптывать новые тропы. Я ни хренули не знаю, что будет дальше. На моих глазах еще никогда не переживал такой клубок сюжетных линий. Меня вгоняет в ступор сам факт, что в основу квеста 5-го этажа кладутся Ларакус и Небесное Владычество. Исходя из того, что мне приходилось видеть, я подозреваю, что стоит этой штуке очутиться за пределами зоны безопасности, ее присутствие, может быть, вызовет какого-нибудь гневливого бога. В конце концов, она воскрешена не полностью.
«Пусть Монго сожрет ее!» — выкрикнула Пончик. «Или ее можно сжечь к чертям, или выбросить эту голову обратно в ничто. Это не обязательно делать здесь. В казино тоже есть выход в ничто. Вы помните?» «Прежде всего мы должны убрать ее из зоны безопасности», — заявил я. До меня начинало доходить, что существование головы станет для нас большей головной болью, чем я предполагал сначала. Мы не можем засунуть ее в переноску для животных. По крайней мере, я сомневаюсь, что нам это позволят. «Скорее всего, не позволят», — согласился Мордекай. «Можно просто бросить ее в таверне», — предложила Катя. Я задумался. Мысль неплохая. Но какой-нибудь из местных скорпионов вышвырнет ее за дверь, а из этого могут выйти проблемы. «Так что тогда?» — спросила Катя. «Оставить в зоне безопасности?» «Подожди». Я снова поднял голову за волосы. У этой дряни была подвижная челюсть. Я захлопнул ей рот. Она продолжала стенать, только теперь совсем сдавлена. Я потянул ее подбородок вниз, подвигал, пока не нашел такое положение, при котором звуки стали членораздельными. «Убить твою мать! Я узнаю, где она живет, и подожгу ее, потом убью, потом велю некроманту воскресить ее из мертвых, и буду убивать снова и снова, а тебя заставлю смотреть, пока я...» Она замолчала, когда поняла, что я привел ее челюсть в такое положение, при котором слова зазвучали понятно, как если бы настроил радиоприемник на нужную станцию. «Привет», — заговорил я. «Меня зовут Карл. Можно мне называть тебя Самантой? Я буду звать тебя Самантой, а то твое настоящее имя чересчур заковыристо для меня». «Где мое остальное тело?» — рявкнула она. Ее губы двигались на свой лад. Голос звучал так, как если бы она говорила сквозь сжатые зубы. «Ты знаешь, как долго я трудилась, чтобы собрать себя? Ты знаешь, на что мне пришлось пойти?» «Ох, милая!» — вступила в разговор Пончик. «Да мы об этом сейчас и говорили. Наверное, это было ужасно». Я слегка поправил челюсть головы. «Так вот, твое тело разбилось на десятки обломков, и их смыло в океан. Я полагаю, по меньшей мере половина тебя сейчас в брюхе очень большой акулы». Я не различал эмоций на ее лице. Ее глаза не моргали, что несколько выбивало меня из колеи. «Моя детка, я ее чувствую. Она жива, но не в силах принять форму. У меня было мало времени, и я заставила ее стать женой этого идиота. Он использовал слишком большую силу и заморозил все вокруг, в том числе и сосуд. У меня было всего несколько минут. Моя детка, сладкая моя детка». Я понял, что она говорит о песчаной тине. Вероятнее всего, она в океане. Рано или поздно ее выбросит на берег. Хотя, боюсь, ее муж немножечко мертв. «Я убью твою мать!» «Тихо!» — сказал я. «Послушай меня. Как нам с тобой поступить? Взять тебя с собой я не могу. Хочешь, чтобы мы выбросили тебя обратно в ничто?» «Нет, пожалуйста, нет, только не это. Я хочу, чтобы вы нашли мои куски и собрали их. Я так долго трудилась, чтобы освободиться. Мне нужно физическое тело». «Этого не будет», — отрезал я. «Значит, ты завлекла сюда этого типа обманом», — вмешалась Пончик. «Я потрясена, должна сказать. Мужчин обманывать легко, но все же, браво! Я здесь вечно обманом заставляю Карла делать для меня и то, и другое. Но ты уговорила его открыть для тебя другое измерение. Хотя, знаешь, мне жаль, Тиш. По-моему, он был ей действительно дорог». «Тиш, да, Тиш почти разрушила все, что было. Отнесите меня к ней. Я... «Убьешь ее мать?» — подсказал я. Саманта начала вопить. Я выпрямился и бросил голову на пол. «Ладно, так не пойдет. Я или выброшу тебя за дверь, или позволю Монго съесть тебя, или еще что-нибудь с тобой сделать. Как тебе больше нравится?» Она прекратила орать так же резко, как и начала. «Возьмите меня с собой», — попросила она. «Мы будем вместе идти через приключения. В охотничьих хозяйствах живет одна наяда. Она, должно быть, сможет помочь мне». Вот оно. Вот, значит, каким образом эту гребаную секс-куклу вписали в сценарий.
В моей партии уже есть одна говорящая кошка, один динозавр и одна Катя. Последняя кукла, которая у нас была, нам не подошла. Мест больше нет, не в обиду будет сказано. Особенно для тех, кто, похоже, намерен в любую минуту выставить нас на убой какому-нибудь злобному богу. «Я убью твою мать!» Мордекай. «Я знаю, что потом буду жалеть, но у меня есть одно предложение. Мы можем оставить ее в зоне безопасности. Так она не причинит нам вреда. Если она не окажется снаружи, то не сможет вызвать Бога. Она низшее божество, поэтому может обладать какими-то ценными знаниями. Возможно, это она научила Гази применять всяческие заклинания. Если я вытяну у нее какие-нибудь сведения о зельях, это окупит ее присутствие. Карл. Это говорящая голова секс-куклы, и она без конца грозится убить мою мертвую мать. И потом, как нам ее оставить? Разве она не исчезнет, когда мы спустимся на следующий этаж? Мордекай. Как я уже говорил, мы могли бы принять несколько НПС. Игра допускает это только для определенных видов. Но я гарантирую, что с ней проблем не будет. Пончик может присоединить ее к себе через персональное пространственное меню. У тебя на сегодняшний день есть места тренера и повара. Возьми ее в качестве тренера, и пусть она живет в углу тренажерного зала. На следующем этаже мы получим новый модуль, что позволит нам принимать наемников и дополнительный персонал. И сможем определить ее в одну из этих ниш. Пончик. Она мне нравится, и я не знала, что мы можем использовать наемников. Я могу нанять кувалдочку? Катя. На мой взгляд, это ужасная идея. Но если держать ее в комнате безопасно, тогда можно попробовать. Ненадолго. Очевидно, игра хочет, чтобы мы ее оставили. Карл. Да, я вот об этом и беспокоился. Я поднял отломанную голову, захлопнул ей рот и зашагал к тренажерному залу. Там я вкатил псомату внутрь и закрыл дверь. Мы позже о ней позаботимся. У нас впереди 4,5 дня. Хочу как можно скорее занять 4-й замок, чтобы затем помочь как можно большему числу людей. Вот ты принимаешь душ 2 раза в день, иногда 3. Вода? Не понимаю, чем это отличается от плавания в океане. Я этого не повторю, Карл. Нет, возьми с собой Катю, или Луиса, или Гвен, или секс-куклу Саманту, в конце концов. Со мной это не повторится. И не найдешь ты во всем мире таких слов, которые заставят меня передумать. Я почесал Пончика за ухом. Все ее тело было напряжено. Ладно, я дразнил тебя. В этот раз ты не попадешь в воду, но по океану ты поплывешь. Только вот в этом доме. Будешь отвечать за глубинные бомбы. Кошка потянула носом воздух. Я предпочитаю глубокие сны. Мы поспали, провели сколько-то времени в мастерской и перезагрузили все наши баффы. Еще до того с нами связалась Зев и напомнила, что наше обычное появление на шоу «Одеты» отменено. Зев все еще разговаривала голосом робота, голосом степфордской жены. The Stepford Wives. Американский многожанровый фильм 2004 года. Но Пончик она поприветствовала ласково. Мне показалось, кошка перестала тревожиться за здоровье Зев. Я прошел в тренажерный зал, чтобы поработать над мощным ударом. Он достиг 14 уровня благодаря бафам с амуницией, но без них оставался всего лишь на 8. Для продвижения требовалось найти учебную гильдию. Этот навык относился к тем, которые не двигаются с места, сколько ни тренируйся. Нам очень нужно было место, где можно было просто попрактиковаться в убийстве мобов. Без всяких там богов, квестов и прочей хренотени. Мордекай говорил, что на 6-м этаже таких мест в избытке, но я уже знал, если мы туда спустимся, то будем очень и очень заняты. Голову псоматы Саманты я поместил в углу. Когда я начал тренировку, она была принялась визжать на меня, но я отвернул ее к стене и пригрозил, что запру в туалете или запечатаю в ведре, если она не прекратит. Псомата заткнулась, хотя то и дело до меня доносились стоны.
Затем пришло время приступать к планированию наших дальнейших действий. В первую очередь требовалось добраться до подводной лодки, залезть в нее и отключить систему насосов. Гвен должна была встретить нас вместе с 2 выжившими из этого сектора через час. Тем временем из некрополя снова хлынула вода. Я отправил сообщение рейдерам гробниц, сообщая, что они срочно должны начать прокладывать тропу к воде. Если эти козлы откажутся, а я опасался, что так и будет, нам придется провести день или 2 за разминированием ловушек. Считанные часы отделяли нас от начала равноденствия, когда песчаные бури будут длиться вдвое дольше и по большей части будет темно. Я обратился к Пончику. Когда ты в последний раз обновляла свой статус в социальных медиа? Теперь тебе легко это сделать, раз Зев вернулась к работе. Пончик просияла. «Карл, ты гений! Монго, иди сюда, мы будем записываться в фан-клуб». И она умчалась. Катя проводила кошку взглядом. Она в самом деле не умеет плавать? Тонет, как камень. Катя расхохоталась. По моей просьбе она вычерчивала на листе бумаги карту 9-го этажа. Мордекай вошел в комнату, что-то бормоча себе под нос. «Привет, Мордекай. Подожди секунду», — попросил я. Он казался озабоченным. «Мне кажется, нужен еще один ингредиент, но я не знаю, какой именно». Он разговаривал сам с собой, как часто бывало, когда он работал за своим столом. «Что бы это могло быть?» Я взял у Кати карту и рассмотрел ее. Рисунок походил на цветок с большим городом в центре. Кое-что из того, о чем я собирался спросить, я понял и так. Но не все. В том числе и ответ на один жизненно важный вопрос. Это точно изображение 9-го этажа? «Ребята», — обратился Мордекай, — «не забивайте себе голову тем, что еще очень далеко». «Знаю», — отозвался я, — «но мне любопытно. Тем более, что 6-й этаж на носу. Все это части, леденящей душу истории, и я хочу быть ко всему готовым». «Ты не попадешь на 6-й этаж, если продолжишь заниматься ерундой, а не тем, что реально необходимо». «Приношу глубочайшие извинения», — произнес я. Мордекай вздохнул, вскочил на стол, подхватил ручку и нанес на схему несколько линий. Получился 9-лепестковый цветок. Нарисовано достаточно близко к реальности. Ларакос в центре и 9 фракционных сегментов вокруг. Ты взяла чрезмерно большой диаметр. Он изобразил кружок поменьше. Вот здесь трущобный район Неписей, но он не входит в состав города. Вот Ларакос. Гораздо меньше, чем я думала, признала Катя. Город огромный, но с небольшим диаметром. Строили его дварфы. На разных уровнях встречаются разные явления. Замок внизу. Мордекай обратился к лепесткам цветка и внес небольшие поправки. Вся зона — холмистая местность с кучей оврагов. Чем дальше в лес, тем сильнее монстры. Но обычно к тому времени, когда обходчики туда спускаются, их уже убивают. Как все это происходит, поинтересовался я. Когда открылся 3-й этаж, каждая из 9 фракций заняла предназначенное ей место. Локации выбираются случайным образом, за одним исключением. Последний победитель выбирает, с какого участка ему стартовать. Далее они приступают к созданию своих армий, линий обороны, фортификаций. Когда открывается 6-й этаж, они получают доступ на рынок, где могут скупать у обходчиков доспехи и магические атрибуты. Туда можно пронести только один сундук припасов. Большой, но этого недостаточно для обеспечения армии. Все недостающее нужно покупать или получать лутом. Конфликты до прибытия обходчиков запрещены. Но до этого момента офицеры сражаются и тренируются в лесах, чтобы повышать уровень. К тому же все приносят зелья и под завязку накачиваются баффами. Откуда берутся армии? Все фракции начинают с 15 тысяч бойцов. Еще есть команды наемников и специалистов. Можно приглашать их. Дополнительные наемники появляются в результате игр, в том числе азартных, и продают свои услуги до открытия 9-го этажа. Мордекай постучал по маленькому кружку, который только что нарисовал. Рынок наемников находится вблизи замка, глубоко под городом, как и товарные рынки.
Но они умирают по-настоящему? Спросила Катя. Туристы? Нет, не на этом этаже. Для них это игра. Система удерживает часть их здоровья и телепортирует туристов до того, как они могут умереть. Но боль они все же чувствуют. Войска состоят в основном из неигровых персонажей, но более богатые фракции могут платить своим же людям, чтобы те пополняли ряды. Все они одинаково защищены. Настоящие люди тоже могут воскресать, но лишь пока не появитесь вы, друзья. Бойцы из НПС не возрождаются. Умер, значит умер. Для этих бедолаг так. Я почувствовал, как учащается сердцебиение. Какую часть из 15 тысяч обычно составляют люди со стороны? Мордекай пожал плечами. Богатая фракция приводит, может быть, 100-2. Не очень много, так как наем обходится дорого. У бедной фракции, такой, например, как Султанат Крови, бывает от силы 20. Это как на танцполе в клубе Деспирадо. При приеме каждого наемника удаляется 1 НПС, так что большого преимущества в найме значительного числа людей со стороны нет. Разве что наемники уже хорошо обучены, а так бывает редко. Значит, они строят оборону имеющимися силами. Точно. Мордекай указал на самый верхний лепесток цветка. Этот лепесток обозначает заблаговременно построенный и укрепленный замок, место короля. Это узкая зона, но она окружена более крутыми холмами. Большинство прежних победителей предпочитали стартовать отсюда, потому что так им не приходилось тратить время и ресурсы на строительство. Здесь естественная защита. Я кивнул. Ну хорошо, а как 6-й этаж связан с 9-м? Охотничье хозяйство – это особая статья. Фракции могут направлять, и иногда направляют, людей на 6-й этаж для сбора амуниции. Но это опасно, потому что там люди не защищены. Единственное место в игре, где можно погибнуть. И они там реально гибнут. Во фракциях много богатых задниц, и они относятся к этим экспедициям как к воскресным экскурсиям с пейнтболом. Делаются ставки на исход фракционных войн. Но большинство из тех, кто их делает, настолько богаты, что выигрыши или проигрыши их не волнуют. Если выходит промашка, кредиты просто переходят из рук в руки. К тому же победителю полагается денежный приз, хотя право похвастать ценится больше денег. «Постой», — сказал я. «Те, кто охотятся на 6-м этаже, могут потом принести добычу фракциям?» «Да», — ответил Мордекай. «По большей части в этом и смысл. Кто-то с 9-го этажа может прямо сейчас двинуть на 6-й. Но охотниками часто становятся те, кто не принадлежит ни к одной фракции. Они идут за снаряжением, потом продают его фракциям». Я глубоко задумался. Ну ладно, тогда последний вопрос. Когда человек решает участвовать в противостоянии? Допустим, я случайно пролетаю мимо в космолете и решаю, завтра я присоединяюсь к боевым действиям. Так можно? Да, если у тебя есть кредит доверия и возможность добраться вовремя. Охотники могут присоединяться к фракциям до момента, когда откроется 6-й этаж. До этого для ребят с 9-го, для туристов, для отдыхающих с 18-го не поздно перебраться на 6-й, если они осмелятся. Но большинство охотников уже там. Было бы тупостью выжидать до последней минуты. Почему так? Потому что охотники стартуют на 30-м уровне. Они начинают прибывать с того момента, когда вы попадаете на 3-й. Есть подходящие площадки для тренировок с мобами. И когда вы оказываетесь на 6-м, они уже достаточно сильны. Тем более, что и смертными они становятся только после того, как появитесь вы. Охотникам обычно лет 50, хотя, возможно, они моложе, учитывая ускоренный ход времени. Честно говоря, я бы сделал ставку на то, что они моложе. Я поблагодарил Мордекая, и он вернулся к работе. Катя спросила: «Карл, почему мне кажется, что ты собираешься совершить какую-то особенную глупость?» Я улыбнулся. Давай сначала глава 25. Я открыл карманные часы и отключил тревожный сигнал в надежде, что Хенрик откликнется. Но он не ответил. Он не отвечал после самого первого раза.
Я передал через Лэнгли коробки сока просьбу связаться с ним. Лэнгли сказал, что коробка сока настолько обеспокоена судьбой брата, что готова сама отправиться к нему. Я попросил Лэнгли попробовать отговорить ее. Тем временем расхитители гробниц наконец двинулись в сторону береговой линии. Вода хорошо поработала над истреблением всех непризрачных мобов сектора, но привела в действие половину ловушек. Бобби, мастер обнаружения ловушек, находился буквально на грани срыва, и ему никак не удавалось взять себя в руки. Крис и Мэгги Май оставались в склепе. Я по-прежнему не знал, что делать с ними. Мордекай мало чего добился в попытках найти ингредиенты для уничтожения паразита. Я поручил команде Лэнгли физически перетащить снесенный верхний этаж дома с колодцем к стене горбатого города. Там Пончик сможет открыть нужную комнату, и Катя использует оставшиеся болты, парализующие каменных монстров. Тогда мы сможем перекинуть неподвижное существо через портал, когда придет время, если это понадобится. Я не хотел это делать. Безусловно, этого не хотел бы и Крис, поскольку мы, вероятнее всего, телепортируемся в разные точки. Мэгги просто попадет на 6-й этаж, и хренотень с манипуляцией возобновится. Имани настаивала на том, чтобы было сделано все возможное для спасения Криса. Это казалось мне ошибкой. Но что нам было делать? Все это не имело значения, пока мы не взяли последний замок. Некрополь Ансера. Первый шаг – слить остатки воды. Чтобы этого добиться, надо отключить насос внутри подводной лодки. Город Пандинус был меньше горбатого города, но все же в нем можно было найти несколько гостиниц и таверн. Клуба Деспирадо там не было, но был клуб «Покоритель». Из всех нас доступ туда был только у Гвен. Она сказала, что недавно там произошла драка, что не характерно для этого клуба. По всей вероятности, Мириам Дом восстановила свое членство в клубе, обретя ипостась вампира, что вышибло из непреодолимого его всепоглощающее дерьмо. Он и освободил их третьего спутника, страхолюдного козла, исчадия ада. Выпустил его в центральную гостиную, где тот сожрал и переварил парочку священников. Так появилась награда святого похода для трио. Уж не знаю, что это означало. Мы собрались в таверне под названием «Сталкер смерти». Несколько столов и бар. Больше ничего. Ну, кроме необъяснимой тележки с мороженым. Скорпион за прилавком предлагал разновидностей 20. Мороженое можно было получить или в вафельном стаканчике, или в миске. Едва увидев стаканчики, я вспомнил тот, в котором кишели черви. Смотрите Диннеман, сценарий «Судного дня Карла», глава 10. И мне сделалось плохо. Катя и Гвен взяли по стаканчику. Пончик с вожделением приобрела миску с малиновой белизной, пока мы все садились к столу. Она уговорила Пазузу сбросить цену с 2 золотых до 1. В компании были я, Пончик, Катя, Гвен, головорез человеческого рода Трен и 2 новых участников, оба с Украины. Я изучил незнакомцев. Человеческая женщина по имени Бритни Проскурина, питбуль 27 уровня. На этой темноволосой женщине было надето меховое бикини, а на плечах лежала утыканная шипами палка. Да, она глубоко вникла в дикарскую тему, выбранную для нее подземельем. Второй незнакомый мне обходчик был ящерообразным существом Кюля, что показалось мне странным, поскольку я знал, что это вид рыбы, а не ящерицы. Его звали Вадим Сбар, а класс назывался «Выправитель кишок», смесь хирурга и потрошителя. С головы до ног он был покрыт небольшими ножнами, из которых торчали самые разнообразные кинжалы. Эти 2 были из числа выживших в водном секторе. Выяснилось, что в реальном мире Вадим был пластическим хирургом, а Бритни пришла к нему на консультацию, когда мир полетел в тартарары. Они единственные выжили из своей первоначальной партии. По чистой и счастливой случайности они вышли из здания, чтобы сделать несколько снимков до операции именно перед крахом. «Я туда не вернусь», — заявила Бритни, едва мы сели за стол.
Я расскажу вам все, что нужно, но скорее умру, чем снова окажусь в воде». «Ой, как же мне нравится твой мех!» — воскликнула Пончик, сделав паузу между кусками мороженого. «И я с тобой 100% согласна. И тоже не намерена возвращаться». Женщина бросила на Пончика быстрый взгляд. «А вы?» — обратился я к ящерочеловеку Вадиму. «Я пойду», — отозвался тот. «Нет, не пойдете», — запротестовала Бритни. «Вы погибнете. Все, кто туда спускается, умирают. Нам просто повезло, что мы выбрались в первый раз». «Я пойду», — повторил Вадим. «По-моему, я знаю, где рубильник управления насосом». Я, кивнув, указал на Катю и головореза Трена. Мы спускаемся под воду вчетвером, попадаем в субмарину и отключаем насос. Когда дело будет сделано, драпаем оттуда к чертовой матери. Надеюсь, на все про все уйдет самое большее час. Трен взглянул на Вадима. «У вас есть красная рубашка? У меня такое чувство, что мне нужно надеть красную». «Как вас понимать?» – удивился Вадим. Гномий падающий медведь, нынешний кошмарный 2, стоял в большом гараже при доме. Гараж был частью безфундаментного летучего дома, на котором еще сохранялась крыша. Луис и Фирос проделали замечательную работу, чтобы опустить маленький биплан на землю. Я осмотрел его, в то время как гараж вместе со всем домом всплывал в воздух, и пол покачивался под нами. Пончик пребывала в скверном настроении. Несомненно, ИИ показал кошке сообщение из межгалактического интернета, в котором ее раскритиковали, и вот она бурчала уже добрый час. «Никаких положительных качеств», — жаловалась она. «Карл, он так и пишет. Ты можешь поверить? Еще он говорит, что я разрушила какой-то там зрительский опыт и почти побудила его вообще прекратить смотреть шоу. Глупый Шуруга 36. Что это за имя такое? Шуруга. Такой звук человек издает, когда на него набрасывается орава малышни». Мое внимание привлекло заднее, обернутое назад сиденье самолета. Хвостовой пулемет был заряжен магазином полукруглой формы, но сколько в нем оставалось патронов, я не видел. Ты чересчур много времени отдаешь этой чуши. Не обращай внимания. Ну кто-то что-то городит. Это ничего не значит. Пончик пропустила мои слова мимо ушей. Он еще и Монго оскорбил. Вот что он о нас написал, я цитирую. «Пончик с ее диноципой раздражают меня беспредельно. Монго, ребенок, если бы он умел читать, то был бы потрясен. Я воспринимаю критику, но лаять на ребенка так не годится. Так и вижу, он сосет большой палец и думает о бабушке, когда трогает себя». «Ты воспринимаешь критику?» – переспросил я. «Я серьезно, Карл». В гараж вошла Катя. «Мне все еще не верится, что вы на этом летали». Мы, собственно, не летали, использовали его вместо воздушного шара, чтобы подниматься в воздух. Так вот, дружественные бомбы готовы. Отлично, тогда иди и начинай их сбрасывать. Детонаторы у Пончика в инвентаре. Дружественные бомбы представляли собой не что иное, как трехслойные мешки для мусора с различными частями мертвых тел, снабженные заряженными в 1/8 силы хаблобберами. К каждому мешку прикреплялся кусок хабгоблин-пусса. Смотрите, Динеман, сценарий судного дня Карла, глава 13. Все они были привязаны к одному детонатору, что означало, когда Пончик нажмет на кнопку, они одновременно взорвутся и выпустят в океан внушительное облако гноя. Мы планировали сбрасывать эти бомбы у того места, где в океан вливался поток воды из некрополя. Возможно, мешки начнут протекать еще до того, как мы доберемся до места. Но это значения не имело. Единственное, что мне было нужно, отвлечь первый слой подводных дежурных. Консьерж акул. Нам требовалось удержать их как можно дальше от места нашей высадки. До сих пор мы не погружались достаточно глубоко, чтобы столкнуться с другими обитателями океана. Вадим встречал некоторых, включая медуз, кальмаров и акул-молот. Этот человек держался невозмутимо, не выказывая эмоций, в отличие от его спутницы Бритни, которая, как мне казалось, постоянно находилась на грани истерики.
Когда я закончил осмотр самолета, Катя спросила: «Лэнгли говорил тебе об этом типе, Вадиме?» Я ответил не сразу. «Нет, а что с ним такое? И откуда они друг друга знают?» Насколько мне было известно, Вадим и Лэнгли никогда не встречались. Как я поняла, доктор Вадим весьма знаменит, то есть был знаменит, на Украине. У его клиники пластической хирургии, реклама на телевидении, плакаты и все такое прочее. Он постоянно попадал под суд за неудачные операции. Лэнгли говорит, что у него штук 50 детей. Известно, что он оплодотворял много своих клиенток. «Вот это да!» — воскликнул Пончик. «Я ужасно люблю такие сплетни. Это же прелесть. Но зачем он тогда сделался ящерицей? Я когда-то знал одного рыжего перса. Такой же был. Распространял свое семя где только можно. Его звали Сантана Соло Знаменитый. Во время одного мероприятия Ассоциации любителей кошек он выскочил из клетки и обрюхатил сфинкса. Вы можете представить? Все равно, что принц оплодотворяет курицу. Вот был скандал. Как думаете, Вадим завалил Бритни? Она, кстати, похожа на такую, которая отдастся пластиковому хирургу. «Откуда Лэнгли известно про этого украинского молодца?» — спросил я. «Лэнгли сам оттуда. А я считал, он финн». Пончик притворно вздохнула. Он из Финляндии. Нет, правда, Карл, иногда мне кажется, что ты слишком рассеянный. Лэнгли родом с Украины, эмигрировал в Финляндию не так давно. Почти все парни его группы из других стран. Меня не волновало, кто из какой страны, если они все с земли. Хотя история Вадима не оставила меня совсем уж безучастным. Если это правда, а где в таких историях правда, узнать невозможно, тогда этот Вадим плут и хитрец, и идти с ним на опасное дело не хотелось. Особенно, когда впереди маячит большой куш. «Бритни не беременна», — сказала Катя. «Если бы она входила сюда беременной, это, скорее всего, сейчас уже было бы заметно. А в подземелье женщины не беременеют. На предыдущем этапе мы получили уведомление, что теряем способность к зачатию до окончания обхода». «Правда?» — удивился я. «Мне ничего подобного не приходило». Едва договорив, я понял, какую глупость сморозил. Впрочем, я помнил одно странное место в кулинарной книге. Рикард, автор последней редакции, добавил к ее содержанию не очень много, но сообщил, что входил в подземелье с беременной женой. Однако в момент прохода через ворота жена исчезла, и он больше ее не видел. Вероятно, это была одна из форм защиты от появления детей. Я знал парней, по-прежнему способных к половым контактам. Брэндон погиб из-за того, что один из его прежде престарелых подопечных на 3-м этаже столкнулся в проулке с суккубом. В средневековых легендах демон похоти и разврата, посещающий по ночам молодых мужчин и вызывающий у них эротические сны. И она родила несколько сотен монстров с лицом этого мужика. «Кто-нибудь видел в подземелье беременную женщину?» — спросил я. Катя пожала плечами. «Думаю, нет. Разве что зачинщица с предыдущего этажа». Смотрите Диннеман, кулинарная книга анархиста подземелий. А еще Дварф Юнис. Смотрите Диннеман, сценарий судного дня Карла, глава 20. На 3-м этаже, вспомнила Пончик. Они обе не игровые персонажи. Хотел бы я знать, делают ли здесь что-нибудь особенное с обходчиками, сказал я. Возможно, и что-то страшное, предположила Катя. Но я не могу представить, чтобы женщина, если она беременна, вошла сюда добровольно. В дверь гаража засунулась голова Фироса. «Мы на месте, где надо сбрасывать дружественные бомбы», — сообщил он. «Ствольные установки тоже на местах, готовы к тому, чтобы ты заряжал. У нас 5 часов до темноты и 6 до песчаной бури, первой в равноденствии. Так что шевелитесь». «Хорошо», — сказал я. «Раз так, то за работу». Сбросив дружественные бомбы, мы быстро облетели угол некрополя и заняли позицию непосредственно над подлодкой. У Луиса и Фироса имелась особая система,
позволявшая регулировать высоту подъема дома и ловить воздушный поток, который понесет воздушный шар в желаемом направлении. Ребята отлично управляли этой системой. Луис даже сказал, что они заработали 50 достижений за полеты на магическом шаре. Когда мы начали снижаться к уровню океана, я скомандовал Пончику: «Включай». Кошка слегка подпрыгнула и толкнула детонатор Хоб-Гоблин-Пуса. Мы находились недостаточно близко, чтобы услышать взрывы мешков. Но я знал, что теперь под нами повсюду разлита кровь и разбросаны внутренности и части тел с 4-го этажа. Карл, я поднялась на 1 уровень. Теперь у меня 38-й. Я думаю, сколько-то из тех акул попали под бомбы. Я надеялся, что это так. Мы с Пончиком потеряли 5 дней, которые могли бы отдать тренировкам и практике. Теперь нам было отчаянно необходимо сражаться и как можно больше совершенствоваться, чтобы добыть все возможное. «Кто-нибудь видит что-нибудь внизу?» – спросил я. Мы парили примерно в 15 футах над поверхностью воды, которая поднялась после того, как мы включили слив. Но уровень океана все еще был ниже, чем в тот час, когда этаж открылся. Оставалось надеяться, что положение изменится, когда мы завершим свою задачу. «Я вижу подлодку на карте», — отрапортовала Катя. Трен, также обладавший навыком следопыт, кивнул в знак согласия. «Пончик», — окликнул я. «Никаких монстров не вижу. Там и сям маленькие рыбки, но на карте они все белые». «Очень хорошо. Помните, глубинные грузы в воду не скатывать до моего сигнала. Это последний резерв». Пончик спрыгнула с моего плеча. «Есть, капитан Карл, есть!» Она помолчала, переводя взгляд с меня на Катю. «Вы оба берегите себя. Там внизу ужас». «Вот это в самом деле шокирует», — проговорил Трен, наблюдая за тем, как Катя принимает форму водолазного колокола. «Дух захватывает», — подтвердил он, обходя ее вокруг. Я не переставал восхищаться тем, как растет мастерство Кати. Данную трансформацию она осуществляла экспромтом, без предварительной практики. Мы стояли в углу дома, на неровной почве сада. Катя протянула руку и уцепилась за магическую скобу, к которой был привязан воздушный шар, тянувший нас вверх. Весь дом покосился в сторону того угла, где Катя продолжала набирать вес. Я вспомнил время, когда она только начинала развлекаться со своими способностями менять обличье. Тогда даже самая мелкая перемена приносила физическую боль. Сейчас же Катя могла стать практически всем, что видела, при этом не теряя самообладания. Она так и не достигла совершенства в управлении лицом. Для этого ей по-прежнему требовалось зеркало. Но в том, что относилось к неодушевленным формам, стала настоящим мастером. Акула лежала на глубине в 500 метров. Звучит вроде бы не очень страшно, но это была угрожающая глубина. Вадим говорил, что на подлодке есть рубка для входа и выхода. К ней они пришвартовали одну из своих мини-субмарин перед тем, как захватывать мост. Штурм моста прошел успешно, но затем что-то случилось, и мини-субмарина взорвалась, из-за чего акула наполнилась водой. Сейчас ее нос практически вплотную примыкал к нижней части некрополя, а трубы торпедного аппарата каким-то образом перекачивали в строение большие объемы океанской воды. Как и в случае с бесплодной землей, которая парила на невообразимой высоте, и я не знал, как туда добраться, так и теперь я не знал, как совершить нечто, едва ли мыслимое в обычных условиях. Нырнуть на 500 метров вглубь. Катастрофы подводных лодок чаще всего случаются на глубинах около 400 метров. Но и Вадим, и Бритни в унисон настаивали, что они свободно ныряли на 500 и даже глубже, используя свитки подводного дыхания. И все это без серьезных последствий для здоровья. Не знаю, какой физический механизм лежал в основе этой хрени, но он был предназначен для того, чтобы мы могли совершить невозможное. Он не хотел, чтобы мы погибли из-за бездумных природных случайностей, разве что по вине намеренно поставленной ловушки или моба.
Наблюдать за тем, как мы умираем от кессонной болезни, совсем не так увлекательно, как следить за нападением на нас акулы. Катя открыла дверцу, впуская меня в себя. Я напутствовал Пончика. Будь осторожна, Катя сейчас очень-очень тяжелая. Как только мы упадем в воду, твоя штука взлетит в воздух. Не смей выпасть. Пончик только кивнула. Несмотря на ее громогласное заявление о том, что она больше не сунется в воду, я знал, что кошка страдала от чувства вины. Я погладил ее по голове. Ты нам нужна, чтобы мы были в безопасности. Уговор? Будьте осторожны, сказала Пончик и потерлась головой о мою ладонь. Я ступил внутрь колокола. Катя сделала свои стенки тонкими, что позволило ей стать очень широкой. Мы втроем, я, Трен и Вадим, теперь находились в ее внутреннем пространстве. Катя заботливо вырастила на уровне пояса человека 3 поручня, чтобы нам было легко держаться на ногах. Она назвала себя водолазным колоколом, хотя скорее напоминала лифт с диском тяжелого металла снизу, предусмотренным для того, чтобы не переворачиваться. Также она вырастила по бокам крылышки для замедления спуска при приближении к лодке. Мы хотели как можно скорее акклиматизироваться в воде, поэтому колокол не был задраен. Рассчитывая на следопыта Трена и на факел Вадима, мы надеялись, что сумеем быстро проплыть по затопленным отсекам лодки и оперативно выполнить свою задачу. Побежденный босс был боссом района, а не местности, и оставленная им карта показывала Вадиму типы монстров, обитавших в округе. Но и у этого босса не было полной схемы акулы. Обстоятельство весьма прискорбное. Вадим сказал, что в луте такой схемы тоже не было. События тогда развивались очень быстро. «Читаем заклинание», — скомандовал я. Мы все активировали на себе водное дыхание. Каждый имел достаточно этих свитков, чтобы продержаться под водой по меньшей мере 4 часа. В4 дольше, чем требовалось, как мы надеялись. Я с тревогой посмотрел на стрелку указателя, которая информировала нас о числе зрителей. Она начала дрожать, что всегда было плохим знаком. «Пошли!» Голос Кати исходил изо рта, расположенного с внутренней стороны колокола, прямо над моим ухом. Я едва не испачкал трусы, услышав ее голос в такой близости. Прежде чем я успел выговорить «Иисусе, Катя!», мы упали в океан. Лифт лишь чуть-чуть задержался при соприкосновении с поверхностью воды. А затем мы погрузились, и напор, хлынувший внутрь воды, едва не лишил равновесия всех нас. Я зафиксировал взгляд на датчике высоты глубины. Мы опускались со скоростью 5 метров в секунду, то есть ракетой неслись вглубь. Я чувствовал, как нарастает давление воды, когда мы проходили отметки в 100 метров, затем 200, 300, но давление было далеко не таким сильным, как можно было ожидать. «Я ее вижу», — пробился через толщу воды голос Кати. «Я подтягиваю свою массу маленькими порциями и машу крыльями. Ого! Она больше, чем я думала. Весь верх снесен. Здесь сильный поток. Я вижу, буквально вижу, как вода затягивается внутрь. В основном снизу под лодки, как если бы пылесос засасывал воду. Передняя часть лодки застряла в дыре. Вся подлодка — один насос. Я почувствовал, что движение колокола начало замедляться. Акула, наконец, появилась на моей карте. Схема ее интерьера заняла все поле зрения. Машина была размером с небольшой авианосец. «У входа кучка медуз», — сообщила Катя. «Какого цвета?» — поинтересовался Вадим. «Голубые, большие». «Тогда ладно, берегитесь белых, это усилители боли. Они меньше. Большие голубые могут обвить вас, если вы к ним приблизитесь. Но если держаться в стороне, они вас не тронут. Но будьте начеку, так как они дрейфуют». «Понятно. Я направляюсь к зоне, где их нет», — сказала Катя. «Сейчас приземляюсь». Крак, мы сели на холм, и форма Кати тотчас изменилась. Лифт раскрылся, как цветок, и вокруг нас распростерся глубинный темный мир. Темнота не была абсолютной. Кое-какой свет просачивался сверху, но на всем окружающем лежал глубокий синий оттенок.
Я встал на трансформированную Катю сверху и скорчился. Мне показалось, что кто-то стоит на моих плечах. Впрочем, давление не ощущалось чрезмерно тяжелым. Как и сказала Катя, акула была огромна. Она напоминала скорее жуткий космический корабль, а не субмарину. Скользкая металлическая поверхность простиралась в темноту во все стороны. И вся эта махина вибрировала. Я чувствовал, как глубоко подо мной вода закачивается в корабль. Верхний парус, похожий на башню выступ, был начисто сметен, и передо мной открывался вид на нижнюю часть некрополя. Отсюда я видел лишь более чем внушительную темную стену. Катя продолжала видоизменяться. Она трансформировалась так, чтобы покрыть собой весь холм, маскируясь таким образом. Она намеревалась оставаться на этом месте все время и следить, не появятся ли откуда-нибудь громадные опасные монстры, пока мы втроем будем внутри подлодки. Снесенный вход находился в футах в 20 от меня. В большинстве подлодок рубка управления располагается под парусом. По словам Вадима, в этой лодке рубка, в игре «Мостик», находилась в носовой части, в самой передней ее зоне. Именно там, где колодец с лестницей. Я ее не видел, зато видела Катя. Вадим описал помещение непосредственно под мостиком. Я решил, что это рубка пожарной безопасности. Там-то и находилась наша цель. Над нами, переливаясь светом, курсировали голубые медузы, словно стражи. Каждая около 15 футов в диаметре, под каждой свисает зловещий пучок щупалец, шевелящихся в футах в 20 над крышей субмарины. Они бесцельно дрейфовали, наталкиваясь одна на другую. Их точки на карте были белыми, что означало, что природа их не враждебна нам. Большой синий парень, уровень 40. Старый добрый большой синий парень, крупнейшая из медуз, которых можно встретить в округе. Эти парни чем-то похожи на вашего знакомого из высшей школы, который всегда носил комбинезон или что-то похожее. Парень 6 футов 5 дюймов роста, жмет 300 фунтов в свой первый студенческий год. Всегда стрижен под ежик. Папа у него водит грузовик, сам он не разговаривает, никогда не делает домашние задания. Просто он, понимаете ли, всегда есть, никому не желает зла, но он настолько непроходимо туп, что от него все равно получается зло, если вы оказываетесь на его пути. Плюс к тому, по совершенно неизвестной причине, у него всегда наикрутейшая девица. Ну, это к медузам отношения не имеет. В общем, вы уловили суть. Безобидны, если их не трогать. Я опустил ладонь на серебристый теперь бок Кати. Мы идем внутрь. Береги себя. Держи в хоть листе мазь, которую я тебе дал. Туда и обратно, Карл, попросила она. Если не справитесь с отключением, закладывайте бомбы. Я погладил ее, и мы втроем наполовину пешком, наполовину прыжками двинулись по верху субмарины и нырнули внутрь. Входим в акулу. Вадим активировал факел в тот момент, когда мы проникли через дыру в корпусе внутрь развороченной супермахины. Пока мы двигались по туннелю, вокруг плавали части механизма. Вода пахла нефтью и дымом, и что-то в этих запахах было странно успокаивающее, знакомое. Подлодка была целиком заполнена водой. Ее корпус зловеще стонал и скрежетал. «Пончик, вы в порядке?» «Карл, все хорошо, уже плывем внутри». Вадим взял инициативу в свои руки. Когда мы в первый раз здесь оказались, лодка была в ужасающем состоянии. Здесь валялись скелеты чудищ. Нам пришлось схватиться с командой роботов. Они преграждали путь к мостику. Из нас выжили только 3. Мы плыли по тесным коридорам, точнее протискивались, отталкиваясь руками от стен. Стены были теплыми, не ледяными, как я ожидал. «Вы получили амуницию тех, кто не добрался?» — спросил я. «Нет, как правило, ничего не остается. За мостиком стоит пушка, она подорвала всех. Мимо нее прошел только Крис. У него была какая-то способность, которая делала его невидимым для защитного механизма. Он прошел пушку в одиночку и попал в комнату босса. Когда он убил робота при помощи головы в банке, пушка выстрелила сама по себе.
У тебя никогда не возникало подозрений, что Крис — это два человека?» Вадим помотал головой и пробрался под плавающей синей бочкой. Он быстро двигался в воде. Я ухватил бочку, и она оказалась в моем инвентаре, полная морской воды. «Меня это не удивляет», — снова заговорил Вадим. «У Криса был высокий уровень. Разговаривал он мало. Яростный боец, но без эмоций. У него было много заклинаний. Он орал на нас, когда мы не хотели выполнять то, что он говорил. Бритни его никогда не любила». «Это, мне всяких сомнений, не настоящий Крис», — сказал я. Трен подхватил какой-то предмет, с виду похожий на руку робота, и тут же отпустил. Я же хватал все подряд и отправлял в инвентарь. В основном это был бесполезный хлам, но многие предметы были сделаны из очень легкого металла. Мы миновали помещение, которое когда-то было столовой. Я очень хотел, чтобы у нас было больше времени на обследование лодки, но помнил про хронометр. Наконец я увидел лестничную клетку на своей карте. Мы проследовали тем путем, каким уже проходила партия Вадима. Я сознательно предоставил Вадиму плыть впереди, чтобы он не завел меня в ловушку. Я спросил его: «В луте были какие-нибудь записи босса?» «Была одна записка», — отозвался Вадим. «Ее взял Крис и прочитал. Нам он ее не показывал, но я знаю, что там был код доступа к трубам аварийного выхода, расположенного над мостиком. Мы все согласились отправиться в сектор воды, потому что он располагался ближе всего, но Крис каким-то образом в итоге примкнул к вам. Он говорил, что ему не хватило места, чтобы добраться до сектора Земли», — уточнил я. «Это вранье. Пространства было достаточно. Поместилась бы целая партия. Но каждый туннель аварийного выхода можно использовать только единожды». Он умолк, так как мы вплывали в новый коридор. Остановились мы перед люком с круглым вращающимся засовом. От мостика нас отделяло всего несколько помещений. Что-нибудь не так? Здесь было открыто. Мы оставляли все двери открытыми, чтобы можно было спасаться в лодке. Я приблизился и осмотрел дверь. «Ох-охо! Ты ничего не видишь на другой стороне?» — спросил я. Лицо Вадима Ящерки показалось мне мрачным. «Нет, но на той стороне есть небольшая рубка, из тех, откуда можно выкачать воду». Я понял. Воздушный шлюз. «Катя, эй, ребята, здесь что-то есть. Большое. Оно вплыло под лодку. Я не разглядела как следует, но это жуть больше, чем субмарина. Сейчас она пропала». «Карл, ладно, наверное, это та фигня, что срубила парус с лодки». «Катя, все будет хорошо, только не привлекайте к себе внимания». Я повернул колесо засова. Оно легко поддалось, и перед нами открылась компактная каюта с выключателем на стене. Светила красная лампа. Я применил новый свиток подводного дыхания. «Все сюда!» Трен и Вадим переглянулись, затем последовали за мной. Я закрыл дверь и запер ее изнутри. Затем нажал выключатель. Каюта начала вибрировать, ее наполнил громкий шум. У меня заложило уши. Вода полилась наружу. Через минуту каюта зашипела. Я подошел ко второй двери, повернул засов, перешагнул через порог и позвал за собой спутников. Там воды не было, только лужи по всему полу. Осушение произошло, но явно не очень давно. Я перевел дыхание. Воздух был спертым, но это был воздух. Я не получал предупреждения о низком содержании кислорода. Если кислорода мало, свиток подводного дыхания не поможет. Придется снова затапливать помещение. Трена вырвало первым. Мы все ждали окончания действия заклинания. Когда очередь дошла до меня, я упал на колени, разбрызгивая во все стороны коричневую воду. Господи, это же ужас! «Зачем я вызвался опять идти сюда?» – простонал Трен и завалился на спину. Вадима рвота хладнокровия не лишила. Привыкнешь через некоторое время. Вот когда дольше часа, тогда скверно. Мы пришли в себя и шагнули в соседнюю просторную каюту полукруглой формы. В центре виднелись съемные решетки. На первый взгляд, эта каюта с металлическими стенами не имела специального предназначения.
что было необычно для морского судна. В потолке виднелась дыра. Я догадался, что здесь располагалось сторожевое орудие. Босс местности. Мы оказались в жилище босса. Я не увидел карты, которую хотел забрать. Может быть, отыщу позже. Стук наших шагов отдавался эхом. Следующая дверь представляла собой такой же переход, как и предыдущая. Вадим сказал, что за ней уже мостик. А мостик, как мне было известно, представлял собой капитанскую каюту, в которой и находился выход с этажа. Была там также и обычная лестница, которая вела вниз к орудийной системе управления огнем. Теоретически именно там мы и должны были отключить насос. А если бы мы двинулись не вниз, а вверх, то попали бы в каюту с 3 люками-выходами. 2 из 3 уже были использованы. Эта дверь тоже была открыта, сообщил Вадим. Тут я очень пожалел, что с нами нет Пончика. Можно было бы попросить кошку применить заклинание «Дыра», чтобы заглянуть в ту каюту. Трен показал пальцем вниз. Это там. Я не сразу увидел, на что он показывает, но потом разглядел светлый труп за решеткой. Едва я отодвинул решетку, как на моей карте появился косой крест. Труп для лута. Радость пугала. Босс местности. Убит при деактивации системы. Небольшая коробочка, спрятанная под полом. Вот ее и требовалось уничтожить, чтобы вывести из строя орудие. Мэгги каким-то образом перехитрила тварь, что и позволило ей в одиночку убить босса и завладеть причитающимся за это опытом. Я потянул руку, поднял панель управления и отправил в лут карту местности вместе со сверхмощным предохранителем. Как только я взял карту, экран представил мне акулу во всей ее целостности. Возникло множество красных точек, в основном в нижних отсеках. Карта очень кстати показала, какие участки лодки затоплены, а какие остались сухими. Затоплена была большая часть. Одна красная точка металась по мостику из стороны в сторону, как раз за дверью, перед которой я стоял. А еще карта представила массу косых крестов, означавших трупы. В первую очередь я обратил внимание на трупы, и сердце забилось сильнее. Красная точка то появлялась, то исчезала. И сновала она между мостиком и каютой вне подлодки. И даже вне водного сектора. «Твою мать!» – пробормотал я. «Что такое?» – вскинулся Трен. «Это призрак, которого здесь не должно быть. Это я не договорил, потому что лодку наполнил визг, режущий барабанные перепонки. Весь корпус лодки содрогнулся. Из перемычки, ведущей к мостику, высунулась светящаяся зеленая голова птеродактиля. Она опять завизжала, и мне на глаза упала красная пелена. Вадим рухнул на пол, и индикатор его здоровья внезапно оказался в красной зоне. Слуховая атака. Прежде чем я успел изучить свойства призрака, он исчез на мостике. Но я уже знал, кто это. Кецалькоатль, предполагаемый босс подземного сектора. Точка исчезла, но мгновение спустя я услышал новый вопль, и он каким-то образом сделался еще громче. Корпус лодки тряхнуло. Трен активировал заклинание «Лечи ближнего» для Вадима. Катя. Из бокового борта лодки вырвалось что-то зеленое и светящееся и упало. Что это? Йо-йо-йо, я его вижу. Зеленая тварь ударилась в борт и развернулась. Карл, взрывай балласт. Добираться до нас нет времени. Поднимайся к поверхности. Катя, зеленая летающая точка направилась, как мне кажется, к храму, а большая штуковина приближается. Карл, заиграла музыка. Я такое никогда не слышала. Карл, немедленно выбирайся оттуда. Пончик, не оставляй Карла. Катя, оно приближает. Глава 26. Я добрел до двери, ведущей на мостик. Заиграла пульсирующая музыка. Сначала тихая, она постепенно набрала децибелы, и теперь лодку начало трясти. Довольно скоро музыка стала напоминать разрывы бомб. Не совсем уровень сигнала тревоги, вызванного включившейся ловушкой, но мне уже приходилось не говорить, а кричать своим спутникам.
то был чистый глубокий дабстеп с высокочастотными пронизывающими ухо нотами, звучавшими как песни китов. Музыка несла ощущение всепоглощающей неистовой паники. Решетка под моими ногами ходила ходуном. Судно тряхнуло, и мы опрокинулись на спины. Лодка вибрировала так, словно кто-то снаружи поднял ее и тряс. Я вскочил на ноги и ринулся вперед. Надо было добраться до мертвых тел на мостике. Когда исчез перевертыш принципал Хенрик, мы предположили, что он направился прямиком в некрополь. Когда я связался с ним в первый раз при посредстве часов, он откликнулся и выглядел как рыбоподобная тварь. Я предположил, что он находится в затопленном гроте в гробнице. Но он направлялся в нашу сторону к акуле. Не знаю, что они собирались сделать, но они не преуспели. 6 или 7 мертвецов на мостике были перевертышами-принципалами, и одним из них оказался Хенрик. А если Хенрик здесь, значит и часы поблизости. Я повернул колесо засова и распахнул дверь, когда субмарину снова тряхнуло. Я втянулся на мостик и прокричал через музыку Трену и Вадиму, чтобы шли за мной. Мы должны были забрать лут с тел, а затем отыскать последний из 3 предметов, стоящих между нами и свободой. Выбора не было. Я уже знал, чем бы ни обернулась наша вылазка, нас ждет не босс местности или района, а значит, мы влипли. «Карл! Катя, ты выбралась?» Уже отправляя сообщение, я понял. Нет. Я видел на карте ее точку, и она двигалась внутри акулы в нашу сторону. Она спасается в лодке. «Карл! Черт возьми, Катя!» «Катя! Было слишком поздно. Я бы не убежала». «Карл, ладно, тогда тащи сюда свою задницу. Почему играет музыка босса, а ничего до сих пор не произошло?» «Катя, не знаю». Стрелка, указывавшая число просмотров, утонула на правом краю датчика. Я прокричал Трену, чтобы он оставался на месте, и закрыл воздушный шлюз, чтобы Катя смогла добраться до нас. Процесс ее преображения должен был занять почти целую минуту. Я молился, чтобы она успела. Подлодка вдруг завалилась на бок. Я вывалился на мостик. За моей спиной Вадим и Трен вскрикнули. Они тоже упали и скрылись из поля моего зрения. Лодка высвободилась из пробоины в стене некрополя. Шум, текущей под нами воды, изменился. Тело Хенрика лежало рядом со мной, прямо перед мостиком. Он пребывал в облике безликого гуманоида. Я наблюдал за тем, как он покатился и стукнулся о стену. Вместе с ним покатились сломанные части робота. Это был труп босса района, того паука, что нес банку с головой пугала. Они съехали к другому выходу из лодки, к тому, который сообщался с каютой капитана и колодцем этого этажа. Субмарина остановилась под углом в 45 градусов. Я остался стоять. Одна нога на перемычке, другая на палубе. Корпус отчаянно скрипел, но я больше чувствовал его, чем слышал. Ведь музыка продолжала бухать. Мой взгляд остановился на датчике высоты. 550 метров, и падение продолжается. Мы вышли из пробоины. Нас тянет вниз. Я улучил секунду, чтобы окинуть взглядом мостик. Пункт управления акулы представлял собой сочетание звездолета «Энтерпрайз» и «Звездного пути» и интерьера ресторана в викторианском стиле, настолько дорогого, что в меню не указываются цены. Во всяком случае, в давние времена было так. И перипетии времени, и недавнее затопление изменили облик мостика. С потолка свисала ржавая люстра с бегающими по ней огоньками и раскачивалась из стороны в сторону. Палубу покрывал заплесневевший и рваный бархатный ковер. Поручни были сделаны из полированного дерева и покрыты затейливыми узорами, на концах даже имелись медные шары. Одну из перемычек украшала внушительная, но облупившаяся фреска, которая изображала вроде бы пугало и атакующего его эльфа в развивающихся одеждах. Капитанское кресло стояло в самом центре каюты. Латунный трон, покрытый паутиной, снабженный рукоятками и рычагами, был обит древним красным бархатом. От времени он разлезся, обнажив ржавые пружины. Рядом с креслом стояли миниатюрный холодильник и бар. Дверца холодильника распахнулась. Внутри ничего не было. Бар также был абсолютно пуст. Зато сильное впечатление производил иллюминатор.
около 25 футов в ширину и около 10 в высоту, тоже обрамленный латунью. Он открывал широчайший обзор на подводный мир. Я различал на стекле грязную пленку, но вся каюта недавно была вычищена. Или Крисом, или командой Хенрика. Еще секунду назад за окном не было видно ничего, кроме черноты. И вдруг я уловил какое-то движение по другую сторону стекла. Появились пузыри, усилился водный поток. К стеклу прижалось нечто. И я почувствовал, как у меня сжалось сердце. Это не темнота, это что-то закрыло иллюминатор. Я сглотнул слюну, когда понял, на что смотрю. Присоска щупальца кальмара или осьминога приклеилась к стеклу и закрыла обзор. Устрашающий овал закрыл половину окна. «Господи, сохрани!» — выдохнул я. «Катя, я жду, пока вытечет вода». «Карл, хорошо, я на мостике, через каюту. Подхвати карту, если успеешь. Она в первой комнате». «Пончик, что происходит?» «Карл, держи глубинные бомбы наготове. Не бросай их, пока я не скажу». Я подобрался вдоль стены к трупу Хенрика. Труп для лута. Хенрик. Перевертыш принципал. Уровень 50. Убит очень обиженной Кецалькаатль. Таинственные часы. Разорванная страница книги. Я забрал в инвентарь тело целиком. Как только я это сделал, мир застыл. Блин, приехали. Системное сообщение. Пожалуйста, подождите. Мир ожил так же быстро, как и заледенел. Системное сообщение. Благодарим вас за терпение. Теперь вы можете вернуться к вашим обычным занятиям. Что за пакость? Второй раз такое. Я ожидал, что будет битва с боссом. Извещение админа. На 3 предмета в вашем инвентаре наложена административная блокировка на то время, пока суд синдиката будет определять, являются ли эти предметы. Сообщение возникло и пропало настолько быстро, что я едва успел его прочитать и уловить смысл. Оно даже не высветилось полностью, и следующее сообщение появилось и исчезло так же быстро. Извещение админа. Определение суда. Отсутствуют основания для всех исков. Административная блокировка снята. Приносим извинения за неудобства. Палуба стучала, люстра раскачивалась, музыка продолжала тукать. «Пончик! Карл! Мир опять замирал! Это ты сделал?» Лодка натолкнулась на что-то твердое и вкопанное в грунт и утвердилась в новом положении. Мне стоило труда удержаться на ногах. Люстра, как ненормальная, мотылялась из стороны в сторону. Корпус лодки стонал и пищал. Показатель глубины показывал почти точно 1500 метров. Я был практически уверен, что мы находились на самом дне пузыря. Снаружи присоска отклеилась от стекла и исчезла с шипением, подобным тому, которое производит резиновый дворник на лобовом стекле автомобиля. На глубине в 500 метров вода имела синеватый оттенок, а здесь внизу, через океанское дно, просачивался зеленый свет. Я не видел монстров, не видел признаков близости острова, на котором стоял некрополь. До меня дошло, что субмарина повернулась на 180 градусов. Музыка не прекращалась. «Катя, я готова, иду к тебе». Да что ж творится? К черту, нужно пробраться к спасательному люку. «Карл, проходи сюда и веди с собой тех двоих». Я подумал о непонятном системном сообщении. Кто-то пытался через суд отнять у меня части ворот одичавших богов. Для меня это сюрпризом не стало, как и то, что в суд было подано много исков. Но в инвентаре Хенрика таилось кое-что еще. Я начинал соображать, что в этой игре обычная практика, когда система передает важную информацию через трупы. Я извлек из инвентаря Хенрика разорванную страницу книги и изучил информацию о ней. Разорванная страница книги. Этот клочок бумаги был безжалостно выдран из совершенно безобидной книги. Всякий, кто считает нормальным калечить книги таким образом, несомненно страшная персона. Я хочу сказать, вот лежит книга, никого не трогает, и вдруг, бам, она вырвана из своего жилья, и даже если ее вернут, сделанного уже не поправить. Она неизлечимо пострадала. Любой, кто способен так поступить, просто негодяй. Это очень похоже на то, что мы сделаем с вами, дружочки. В общем, этот лист старой бумаги
По-видимому, страница из дневника духовного лица. На одной стороне половина стихотворения, обращенного к его тетке. На другой стороне о призраках. Святоши, мать вашу, одни нерды. Нерд – человек, чрезмерно погруженный в умственную жизнь. Ботан – английский. Блин, правильно я говорю? Я быстро пробежал глазами фрагмент. И трансформировалась она в элементале гнева. Другая курьезность. То, кто воет или подвывало. Редкий тип призрака, рождающийся из скорбящей вдовы, которая умирает от горя во тьме на священной земле, тогда как труп возлюбленного гниет возле нее. Таких часто создают нарочно, чтобы они охраняли гробницы. Иногда по распоряжению фараона или самого царя, который окружает женщину заботой, чтобы обеспечить себе свиту для собственных похорон. Бывает, что он забирает с собой в посмертный мир целый гарем. В том случае, если параноидально трясется над своими сокровищами. Женщина и не знает, что ее судьба быть погребенной вместе с ним. Если образуется подвывало, она поселяется на могиле своего любимого и жестоко обороняет это место. Ее можно победить, применив изгоняющее заклинание высокого уровня, уничтожив труп любимого или ударив электричеством. Берегитесь ее воплей и прикосновений. Она умна и ревнива. Она совершенно бестелесна, но всякое заклинание, дающее плоть, может нейтрализовать ее. Хенрик и его команда не собирались убивать Кецалькоатль. Они хотели физически прикоснуться к ней. Но это было возможно только в том случае, если бы она обрела плоть. Первоначально они намеревались использовать для этого гнома Уина. Я не знаю, как они добрались сюда. Что бы Хенрик ни проектировал, Уин был планом «Б» или «В». И этот план не сработал. Они оказались ничем перед призраком. Она уничтожила их всех. Вот причина, по которой мы попали на дно океана. Карл, Гвен, сколько времени до бури? Гвен, 2,5 часа, и мы не знаем, что должно произойти на самом деле. Я быстро дал ей краткие указания и попросил торопиться. Катя втянулась в каюту в сопровождении Трена и Вадима. «Соберите все трупы в инвентарь», — распорядился я, перекрикивая музыку. Сам я приблизился к ближайшему телу и перебросил его к себе. При нем было всего несколько золотых монет, но Мордекаю требовались и мозги этих бедняк. Я указал на спиральную лестницу в противоположной стороне мостика, возле фрески. Она вела в обоих направлениях, и вверх, и вниз, к дополнительным люкам. Отключать насос уже не нужно. Нам нужна рубка спасательных выходов. Ни Катя, ни двое наших спутников не отреагировали на мой призыв. Все трое продолжали стоять и смотреть в иллюминатор. Тогда взглянул и я, и увидел то, что завладело их вниманием. Крупная блестящая масса приближалась к подлодке. Акула. Акула размером с гору. Акула? Ерунда. За ней тянулись щупальца. Акуланок. Акуланок гребаный. Пончик сойдет с ума, если пропустит такое зрелище. Я услышал собственный голос. Ого, хорошего мало. Это не то, что стащило нас вниз, прокричала Катя так, чтобы мы могли ее расслышать на фоне музыки. Монструозность неслась на нас с разинутой пастью. Потом повернулась боком. Святое дерьмо. Да она хочет проглотить нас. И, наконец, мир застыл. Извещение админа. Это экстраординарное событие. Битва боссов рассылается всем подписчикам экстраординарных событий. Извещение админа. Примите поздравления. Вы выбраны для участия в бета-программе тестирования. Мы тестируем новый формат битвы. Если вы выживете, то по окончании сражения вас могут попросить заполнить анкету. Благодарим вас. Босса-бой. На экран вырвались звезды бронзового цвета и фейерверк. Они кружились в воздухе. Надпись «Экстраординарное событие» покружила в воздухе, оставляя за собой радужный след, ударилась о невидимый барьер и рассыпалась. Возникло новое окно. Такого раньше не было. На экране с микрофоном в руках появился оранжевый ящеровидный ведущий итоговых выпусков дня. Рядом с ним стояло существо, похожее на орка. Я никогда его не видел. Не той расы,
что маэстро. Этот выглядел как более традиционный орк из видеоигр. Крупный, мясистый, со свинячьими глазками, в спортивной куртке и при галстуке. Музыка стала тише, превратилась в шумовой фон, и такого раньше не случалось. «Кевин, я не могу дождаться начала», — объявил орк голосом диктора на спортивных соревнованиях. «Сожалею об одном. Здесь нет принцессы Пончик, которая дополнила бы команду». «Что-то подсказывает мне, что она разочарована не меньше тебя», — откликнулся ведущий итогов дня, которого, очевидно, звали Кевином. Он хохотнул. «Но всем нам известно, как она воспринимает перспективу вымокнуть». В воздухе поплыли наши фотоснимки. Сначала появились Катя и я, потом Трен и Вадим поодиночке, по обе стороны каждого из нас. Рамки наших портретов занялись огнем и взорвались. «Скажи мне, великолепный Трой», — продолжал Кевин, «ты можешь объяснить нашим зрителям, почему мы выбрали эту битву в качестве экстраординарного события сегодняшнего дня?» «Что за дерьмо?» — пробормотал я сквозь сжатые зубы. «Этого орка в самом деле зовут Великолепный Трой, и эти два гада собираются в прямом эфире комментировать схватку? Мать же твою!» «О, конечно! Итак, сегодня с нами Карл и Катя, обходчики из первой десятки, а также двое мужчин, которые до последнего времени не дорабатывали до высот». «Привет!» — выговорил Трен тоже сквозь зубы. «Им четверым предстоит встретить очень мощного босса. Соедините это обстоятельство с драмой, затрагивающей этот пузырь, с типом битвы, которую мы сейчас увидим, и вы поймете, что перед нами состязание веков». «Ты все верно уловил, великолепный Трой. Давайте же узнаем, кто такой этот босс». Кевин взял театральную паузу. «Он один, он единственный, он доставлен прямиком из глубин водной луны Хейс-17. Он — это королева-сука». Возник зрительный образ, невыносимо маленький. Вращаясь, он начал подбираться к нам. Выглядел он так, как будто выскочил из пасти акула-нога. Полное трехмерное изображение этого создания. «Карл, глубинные бомбы! Сейчас! Поверните маленький диск на боку влево до упора. Настройте их на максимальную глубину. Луис, Фирос, как только вы сбросите бомбы, выбирайтесь оттуда, ставьте дом на землю и чешите со всех ног в зону безопасности. Гвен, как покончишь с песчаным замком, уходи в зону безопасности. Бобби или Моррис, если вы на связи, соберите в зоне безопасности всех рейдеров гробниц как можно скорее. И ты, Лэнгли, туда. Гвен, почему? Пончик, а как ты? Тебя-то убивные бомбы не заденут? Карл, я очень надеюсь, что нет». Изображение акулонога взвилось вверх и лопнуло, выпустив на свободу настоящее существо, все еще замороженное за бортом субмарины. Его пасть была широко раскрыта, и были видны все зубы, каждый размером с доску для серфинга. «Это Луска!» Фольклорное морское чудовище, якобы обитающее в районе Багамских островов. Гигантский осьминог, гигантская каракатица или полудракон, полуосьминог. Воскликнул Кевин. Система предоставила описание голосом ИИ. Луска, осьмикула, королева-мать-выводка, уровень 82. Босс города. Я знаю, акулоног звучит куда ярче, чем осьмикула. Но это же реальное создание. Оно не выдумано мной, так что не обвиняйте меня. Оно не названо, повторяю, не названо в честь Нади Сулейман. Жительница Калифорнии, мать 14 детей. 8 из них близнецы, родились в 2009 году. Так называемой октомамы ее 8 ребятишек, на которых так смачно накинулись таблоиды много лет назад. Хотя всем было бы удобно думать, что в ее честь самая большая, самая злобная и самая прожорливая из обитателей океана требует обширного обеспечения, особенно тогда, когда новоиспеченная мама носит во рту кучу голодных малышей. А поскольку Луска – мать-одиночка, ей бывает необходима поддержка. Ей нужно кормить деток.
Кто же папа этих милейших маленьких созданий? Кто знает? Луска шлюха. Каждый пляж в округе знает, что она протянет щупальце к каждому плохому мальчику, которого угораздит уронить что-нибудь сочное на ее тарелку. Таковы и вы, между прочим. Еда, попавшая на тарелку Луски в ходе разового обмена. Мужской осьмикул, притащивший вас сюда, уже получил свою долю и давно удалился, как и ваш настоящий папа. Сама Луска уже поела, но это не меняет дело. Как уже было сказано, ей нужно кормить деток. Мир оттаял. Я сделал шаг вперед, и гигантское создание проглотило нас. Подлодка кувыркнулась, мини-карта мигнула. Мир снова оледенел. Слово «уху» засветилось на экране, рассыпалось пузырьками и исчезло. Мультяшного вида схема акульей пасти возникла на экране. Она сменила двух комментаторов, хотя я по-прежнему слышал, как они переговаривались. «Луска ротородящая», — сказал великолепный Трой. Вокруг пасти появился кружок, как если бы спортивный комментатор рисовал схему футбольной комбинации. Диаграмма увеличилась, на ней возникли многочисленные счастливого вида точки, плавающие в пасти, а также мультяшное графическое изображение половины подводной лодки с мигающим над ней восклицательным знаком. Мой взгляд переместился к мини-карте. Было вполне очевидно, что гигантская акула перекусила лодку пополам, и теперь мы плавали в пасти проклятой твари. Когда она тащит что-то своим детям, то дает им около 10 минут на то, чтобы они доели. Все, что недоедено, достается маме. Графика показала деток со счастливыми рыльцами, похожих на тасманийского дьявола. Сумчатое хищное млекопитающее размером с небольшую собаку. Затем они испарились, и после них остался скелет корабля, выпускающий дым. Детки спрятались в области зубов, а акула-мама сделала колоссальный глоток. Остатки мультяшной субмарины весело заплясали в ее желудке и растворились в желудочной кислоте. Тут появился второй желудок, после него третий, и, наконец, громада извергла мультяшный человеческий скелет с надетыми на него трусами. Затем пошло мультизображение Пончика, у которой слезы катились из глаз. И вот на монитор вернулась пара ведущих. Они почти падали на спину. Такой смех вызвали у них мультики. На экран выскочил хронометр, настроенный на 10 минут. Блин, глава 27. «Вот и мы!» — прокричал Кевин, едва мир снова пришел в движение. «Карл, я думаю, что спасательный люк больше не действует», — предупредила Катя. Что-то ударилось в иллюминатор. И еще что-то. Детки. Теперь, когда мы находились внутри ротовой полости, за стеклом стояла кромешная тьма. Субмарина не прекращала трястись. Люстра оторвалась от потолка, полетела на пол и разбилась. Внезапно в помещениях мостика тоже сделалось темно. Единственный свет исходил от огромного хронометра и от плавающего экрана с Кевином и великолепным Троем. Но этот свет не освещал окружавшие нас предметы. «Вадим!» — закричал я. «Факел!» «О, Вадим убегает, а Карл пока не замечает», — прокомментировал телеведущий Кевин. «Он пошел наверх», — откликнулся мне Трен. Как только он договорил, я увидел голубую точку Вадима. Все так, он поднялся по лестнице на верхний ярус. У нас оставалась всего одна спасательная капсула. И было похоже, что Вадим вознамерился ею воспользоваться. «Карл, Вадим, мы находимся внутри проклятой осьмикулы. Спасательный люк уже не действует». Вадим не ответил. Катя достала из своего инвентаря 2 обычных факела и бросила в углы каюты. Я сделал то же самое. Тусклый красный свет наполнил мостик и высветил наши перепуганные лица, перепуганные при виде ужасов, бившихся в стекло. Катя ахнула. Рты, сотни круглых хищных ртов, и все полны зубищ. Все стекло целиком было покрыто ими. Один из них пополз по стеклу вбок, открывая нам вид на сотни, может быть, тысячи или десятки тысяч таких же. «Глядите, как голодна эта мелюзга!» — воскликнул великолепный Трой. Я попытался изучить ближе того, что полз по стеклу. Этот монстр напоминал не то огромную миногу, не то огромного угря.
но его задняя часть ветвилась щупальцами. Эта наводящая ужас тварь имела в длину около 10 футов, от рта до кончиков щупалец. Юная осьмикула, уровень 30. Это миньон Луски. А, да, малыши. Вот что я скажу о малышах осьмикулы. У них почти нет шансов выйти в мир. Их чересчур много. Их мама строга не на шутку и не выпустит их из пасти. Они не знают, кто их папы, что несколько расстраивает их, особенно в дни Рождества. Они нуждаются в непрерывном питании. Когда еда появляется, им приходится драться за каждый кусок, и выживают только сильнейшие. И все-таки даже Луска не может удовлетворить все их потребности. Сейчас настало время, когда юные особи начинают понимать, что их братья и сестры тоже хороши на вкус. Из каждого помета в 2-3 тысячи потомков выживают только 1 или 2. Иначе говоря, их шансы на выживание выше, чем ваши. Через мгновение последовал отдаленный взрыв и покачнул лодку. «Ох, это прямое попадание!» — выкрикнул Кевин. «Эти глубинные бомбы очень хорошо действуют. И дизайн у них интересный. Он использовал многослойные бочки с порохом, усаженные хоблоберами ударно-взрывного типа. Они должны взрываться, когда бочка окажется под давлением. Потом он провертел дырки во всех бочках, кроме последней, и установил на их боках диски ручного набора номера. Это позволило ему выбирать степень цельности бочек. Чем больше дыр, тем глубже опустится бомба, прежде чем взорваться. Конструкция заимствована из книжек по земной истории. А ты слышал, Кевин, как выразилась принцесса Пончик? Она назвала их убивными бомбами, не глубинными. По-моему, так даже лучше. Мне тоже нравится. Да, неважно, как их называть. Луску так просто не прошибешь. Без разницы, хороша ли конструкция. Она только стряхнет и попросит еще. У нее сегодня большая игра, ликовал Кевин. Но она выходит из зоны видимости. Похоже, оставшимся бомбам не суждено сработать. А еще на то похоже, что это стекло вот-вот лопнет, подхватил Трой. Вот будет лафа. Дерьмо, дерьмо, бурчал я. Пока комментаторы трепали языками, я достал хоблоббер, выдернул взрыватель и заменил его куском хобгоблин-пуса. Я приобрел несколько таких кусков у Пустулы, когда мы в последний раз были на шелковом пути. Смотрите Диннеман, сценарий судного дня Карла, глава 16. Я прожег взрывчатку насквозь, затем достал из инвентаря зелье и клейкую ленту и прикрепил флакон с зельем к хоблобберу. В кулинарной книге описывался более изящный вариант такого устройства, только с другим зельем. Я понятия не имел, сработает ли то, что я соорудил. Я обвел жадным взглядом каюту в поисках места, где можно было бы установить бомбу так, чтобы вода не хлынула немедленно внутрь. Взгляд упал на капитанское кресло и миниатюрный холодильник возле него. Холодильник был твердо укреплен на своем месте. Я метнулся к нему, устроил свою импровизированную бомбу внутри, закрыл дверцу и укрепил ее клейкой лентой. Вот так. Хронометр показывал, что остается 8 минут. Иллюминатор издал треск, рты налипли на стекло. Кевин и Трой продолжали выдавать дебильные комментарии. «Друзья, в каюту!» — прокричал я и бросился к двери капитанских апартаментов. В углу небольшого помещения располагался колодец с лестницей, ведущий на 6-й этаж. Его отгораживало от нас силовое поле. «Зачем сюда?» — спросила Катя. Она зажгла новый факел и бросила его на пол. Мы втроем втиснулись в каюту. Закрывая дверь, я бросил последний взгляд на мостик. Стекло иллюминатора опять затрещало и покрылось паутиной трещин. Кевин и Трой охали и ахали. Затем, что это единственное помещение, которое не разрушится, и мы можем здесь надежно закрыться. Мне нужна 1 минута. Держите наготове ваши свитки. Трен, скажи Вадиму, что возвращаться уже поздно. Пусть он остается наверху и запечатает дверь, если это возможно. Еще до того, как я заполучил 2 часы и последнюю часть «Ворот одичавших богов», мы с Катей начали экспериментировать с 2 первыми их частями.
Мы обнаружили, что если положить часы во второе отделение ящика для завода, часы сами собой настроятся на определенное время. После некоторых опытов мы убедились, что часы показывают свои координаты на данную минуту. Катя посвятила час записыванию комбинаций времени и места, тогда как я готовился к экспедиции на Акулу в стиле туда-обратно. Катя уже знала некоторые интересные данные об артефакте, в том числе и способ очень приблизительно предсказывать местное время, особенно если я сообщал ей точное расстояние от места нашего пребывания до земного уровня моря. Если мы не найдем вторые часы, то, думаю, можно будет использовать эти как компас, по которому мы точно узнаем, где находимся относительно других точек. Мне нужно время, чтобы понять, как это делать, сказала Катя перед тем, как мы отправились на вылазку. Сейчас же в нашем распоряжении имелись все 3 части, а также абсолютно настоятельная потребность использовать артефакт. Я вытащил первые часы и осмотрел их. Они всегда сами по себе начинали тикать, когда их вынимали из ящика для завода. Я отвел стрелки назад, так чтобы 3-я стрелка указывала в точности то направление, в котором я хотел двигаться, к одному месту вблизи города Пазузу. Если нас телепортировало не слишком далеко, то артефакту потребуется не больше нескольких секунд на то, чтобы настроить себя. По крайней мере, в идеале. Магическое окно с 2 вещателями не последовало за нами в каюту, но мы по-прежнему слышали их треп. И не могло быть сомнений в том, что они по-прежнему видят нас. «Похоже, Карл намерен бежать через ворота. Заткнись нахрен, Кевин!» — рявкнул я. Субмарину снова тряхнуло. Я завел стрелку чересчур далеко и чертыхнулся. 7 минут. Я не хотел этого делать. План был ужасен. Он временно выручит нас, но и ударит по всем, кто находится в пузыре. Мордекай говорил, что некоторые из одичавших монстров в буквальном смысле больше, чем весь пузырь. А что будет потом? До тех пор, когда будет взят последний замок, мы застрянем во власти тех, кого я вызову. Я знал, именно этого они от меня добивались. И снова я не мог не ощущать, что нас подталкивают на эту тропу. Было очевидно, что я пойду по ней. Игра каким-то образом убедила Хенрика прийти сюда и погибнуть, чтобы оставить после себя последнюю часть ворот. Мы подведены к битве с боссом и подставлены в безвыходное положение. Мы не могли продраться отсюда даже с боем. Ни единой нахрен возможности. Невозможная битва. Даже если мы просочимся сквозь деток, что тогда? Мы уже проглочены. Нет путей, ведущих к победе. Оставалось уповать только на то, что магические ворота позволят нам ускользнуть. Карл, Пончик, вы все вернулись на место? Пончик. Нет, ветер начался раньше обычного. Фирос говорит, что ветер дует не так, как раньше, и из-за этого им тяжело придерживаться курса. Мы только поднимаемся выше и выше. Нам приходится возвращаться в горбатый город. Твою же мать, это скверно. Я не хотел этого делать. Я не буду этого делать, если все не будут находиться в зоне безопасности. Должен найтись другой путь. Искать подсказки. «Оно грядет!» — выкрикнул великолепный Трой. Колоссальный удар потряс субмарину. Мы все попадали на бок, все ударились о перегородку. Мир так и не исправился. Я ухватился за ручку двери каюты и вцепился в нее, чтобы знать достоверно, что дверь не подкачает. Стекло разбилось. Я чувствовал, как мостик заполняется водой. Корпус лодки затрясся, когда малышня начала заплывать внутрь с другой стороны. 6 минут. Они уже молотились в дверь. Я знал, что помещение в безопасности, но также знал, что мы в безопасности не были. Пока нам непосредственно ничто не грозило, но то ненадолго. Я не мог вообразить, что будет, если Осмикула проглотит колодец с лестницей. Но подозревал, что вся конструкция быстро пройдет через ее организм, и вся каюта в итоге станет частью океанского дна, как и скелет в семейных трусах. К моему ужасу колесо засова начало поворачиваться. Дверь стояла под углом в 30 градусов к стене. Чуть приоткрыть, и вода откроет себе путь. Я удерживал дверь изо всех сил, вцепившись в ручку. «Держитесь, ребята», — сказал я.
Все может пойти не так, как я рассчитываю. Не отпуская колесо засова, я достал детонатор и ударил по нему кулаком. После 10-секундной задержки мы услышали приглушенное «тумп». Я не упускал из виду карту. Мостик превратился в месиво красных точек. Вадим оставался наверху, он был жив и один в каюте. Я видел, как он расхаживает взад и вперед. Нам он по-прежнему не откликался. «Ничего не случилось», — сказал Трен после паузы. «Погоди, то-то еще будет», — отозвался я. На карте появился косой крест. И еще один, и еще 10. По другую сторону двери удары становились все яростнее. Звук был такой, как будто тысячи молотов внезапно вздумали колотиться в металлическую стену. «Что это было за зелье?» — спросила Катя. «Зелье кровожадности», — объяснил я. Число косых крестов на карте продолжало расти, но и при этом подлодку заполняли все новые деточки. Зелье берсеркера. Я не знаю, насколько твари оно подействовало, когда разлилось в воде, но подействовало, похоже, изрядно. Может быть, они малыши, может быть, полуосьминоги, но они, тем не менее, акулы. Даже если зелье подействовало лишь на немногих из них, то как только приходит корм, они впадают в безумие. В описании говорится, что они поубивают друг друга, когда каждый из них поймет, что его сестры и братья съедобны. «Святая корова», — пробормотала Катя, немного помолчав. У нас оставалось 4,5 минуты, но и маленьких акулоногов оставалось не так много. Они бешено рвали друг друга. Один носился во всех направлениях, как шарик в пинболе. Потом вдруг остановился и завис в воде. Число косых крестов уже измерялось тысячами. «Это было весело», — сказал Кевин, и его голос разнесся по подлодке эхом. «Так-то оно так. Но что они теперь будут делать?» — спросил великолепный Трой. «Эти-то всего лишь миньоны». Предупреждение. Ваш уровень кислорода низок. К тому же вы просто бездельники, скучные и вонючие. «В последнем не могу спорить с ИИ», — заметила Катя. Я откашлялся. «К черту их! Надо уходить отсюда. Все берите свитки». Мир снова сдвинулся с места. Я посмотрел на свой датчик. Мы двигались с неплохой скоростью, 35 км в час. Этим и объяснялся тот факт, что совсем немногие глубинные бомбы настигали нас. Казалось, луска плавает кругами под поверхностью сектора воды. Мне пришло в голову. А она знает, что большинство ее детей мертвы. «Держаться», — сказал я. Свиток подводного дыхания был уже у меня в руках. Оставалось сдвинуть дверь на дюйм, чтобы вода хлынула в каюту. Я еще чуть-чуть повернул колесо засова и отпрыгнул. Вода ворвалась в каюту. Впрочем, это была не столько вода, сколько кровь вместе с истерзанными частями мертвых тел маленьких акулоногов. 5 секунд, если не больше. В каюте царил совершенный хаос, в котором я чувствовал себя так, как будто меня избивали. При этом ведущие шоу покатывались от хохота. Наконец вода успокоилась. Катя образовала копье на конце своей ладони и поплыла вперед, расчищая путь в кишащей массе. В каюте стояла угольная темнота. Я попытался зажечь факел, но он не загорелся. Я видел, как Катина точка проползла по одной из оставшихся деточек и мгновенно убила ее ударом копья. Трен и я следовали за ней, проталкиваясь сквозь густую кашу. «Что теперь делаем?» — прокричала Катя. 2 минуты. Я указал на дыру в иллюминаторе. Никто не мог меня видеть, но я все равно указал. «Выбираемся из лодки. Плывем к зубам. Надо оказаться впереди рта, когда она будет глотать. Пользуйтесь картами для ориентации». У меня мелькнула одна мысль. Я активировал сияющую броню и начал светиться, а вокруг меня замерцали огоньки. Магическая защитная оболочка должна была продержаться 7 минут. Она наполнила помещение пульсирующим зеленым и красным светом, осветив гору полусъеденных трупов. Черт возьми, надо было раньше подумать об этом. Я почувствовал вкус их крови во рту. Остановившаяся передо мной Катя образовала у себя на голове глаз, большой, как кулак. Этот глаз начал погружаться в ее тело, когда его коснулся исходивший от меня свет.
Катя закружилась в воде и проткнула последнюю, остававшуюся в каюте мерзость. У Трена в руке появился меч, и он рубил трупы, будто прокладывая себе путь. «Как же Вадим?» — спросил он. «Пусть сам себя трахает», — подумал я, но вслух сказал. «Некоторое время ему ничто не будет грозить в той каюте. Если тварь и проглотит его полностью, у нее уйдет время на то, чтобы утащить лодку в глубину. Я надеюсь». Мы продолжали протискиваться сквозь гору трупов к выходу. «Обходчики ищут место для привала!» — прокричал Кевин. Хронометр показывал 1 минуту. «А всех этих мамаша запросто проглотит!» Освободившись от трупа, мы выплыли в свободное пространство ротовой полости акулы. Вода там была горячей, как кипяток, и угольно-черной. Мы все еще оставались в похожей на пещеру акульей пасти, но ощущали себя почти как в открытом океане. Мы продолжали плыть вверх, и я наконец увидел алебастровую крышу этого рта. Широкую, плоскую, гладкую. Акула покачнулась на волне, и я разглядел множество щелей в крыше пещеры. На наших глазах одинокая дитятка возникла из тьмы и втянулась в одну из щелей. Карту заполонили новые красные точки, но все они не обращали на нас внимания и скрывались в отверстиях. Многие из деток выглядели покалеченными. Вот, значит, куда девались малыши. Они не зависали перед пастью акулы, как показывал мультик. «Нам нужно попасть в одну из тех дыр», — выкрикнула Катя. Она увидела отверстие одновременно со мной. «Скорее!» «У меня идея получше», — ответил я. «Кожаное лицо». Маньяк. Главный антигерой серии американских фильмов ужасов «Техасская резня бензопилой». Выходит с 1974 года. «Ты с ума сошел?» — закричала Катя, крутясь в воде. «Моих габаритов недостаточно. Мне некогда сейчас набирать массу. Ставка делалась на летучий дом». «Не волнуйся», — сказал я. «Просто держись сзади и следи, чтобы защитная оболочка оставалась на нас. Я собираюсь пробить пробное отверстие, а ты не приближайся к подлодке. Хочешь, чтобы я использовала ракету?» Я задумался. У нас были 2 возможности подняться быстро. Во-первых, бочки. Но я был уверен, что на такой глубине они бесполезны. И была ракета. Собственно, не что иное, как гоблинский паровой котел с высоким внутренним давлением, который должен был вынести нас на поверхность за 30 секунд. Я сомневался и в его действенности на этой глубине. Во всяком случае, едва ли эта ракета сработала бы вне пасти осьмикулы. А может быть, действуй. Из Катиной фигуры вырос плавник, появился маленький аквариум. Размером он был с 2-литровую бутыль содовой воды, но мы по опыту знали, что выстрелы таких машин обладают убойной мощью. Одна из них в свое время помогла мне запустить мою давнюю медную мотокосилку. Благодаря добавленному клапану мы получили нечто вроде торпеды с пропеллером. Я истратил немало времени на то, чтобы соорудить 2 экземпляра на одном верстаке. Один мы испытали и убедились, что он не разрывается. «Эге, что происходит?» – полюбопытствовал Трен. «Вам нужно только крепко держаться, больше ничего», – ответила Катя. Ее фигура расширялась. На спине выросли 2 рукоятки, за которые мы с Треном должны были ухватиться и прижаться к Катиной спине. Перед нами уже в нескольких сотнях метров вырисовывался едва видимый контур акулы. Лодку отнесло к боку глотки осьмикулы. Субмарина полностью развернулась и заняла положение носом к нам. Мы находились на уровне значительно выше ее. Я надеялся, что такое положение сохранится. Цифры на хронометре подбирались к 0. Я бросил взгляд на спидометр, чтобы убедиться, что босс города движется с приличной скоростью. Да, это было так. Не скорость поезда, но годилось. 10 секунд! — проверещал Кевин октавой выше, чем говорил до того. Я с опозданием осознал, что хронометр почти на 0, и музыка сделалась громче. Для нас прибавили и громкость голосов комментаторов. «Карл, Пончик, если у меня не выйдет, поступай так, как мы с тобой договорились раньше. Как только попадешь на следующий этаж, присоединяйся к Имани и Элли». Пончик ответила, но я отмахнулся.
Хронометр показывал 0. В эту же секунду Луска сглотнула. Как я и рассчитывал, она подняла голову, чтобы массивный металлический корпус легче проскользнул в ее глотку. Оттуда хлынула вода, и всех нас повлекло вниз. Перед нами акула исчезла в пищеводе чудовища. Как только мы заскользили вниз, я ударился о защитную оболочку. Нас быстро несло к глотке хищницы, при этом она продолжала плыть вперед. Статическая защитная сфера осталась позади и повисла под белой плотью акульей пасти. Я уже дважды проделывал этот трюк, когда мне требовалось убить все живое в поезде. Радиус сферы заклинания составлял 3 метра плюс по полметра за каждый балл моего интеллекта. То есть возникшая и пролетевшая мимо нас сфера должна была иметь диаметр около 12 метров. Я рассчитывал, что заклинание подействует как пуля, то есть пробьет дыру в теле босса города, ударит по ее мозгу, продолжит свой путь сквозь щупальца и выйдет наружу благодаря инерции, в силу которой акула будет продолжать движение. Но произошло кое-что, пожалуй, непредвиденное. Босс города застыл в воде, как мертвый, словно врезался в стену. Верхняя часть пасти Луски выгнулась и раскрылась, перекосилась так, что наползла на глаза рыбины. Хрящи и кости щелкнули, как капот автомобиля, внезапно раскрывшийся при быстрой езде по шоссе. Только что мы находились в пасти монстра, и вот его верхняя челюсть отслоилась, выпустив нас в открытый океан. Зубы монстра стукнулись друг от друга, когда его тело оказалось прижато ко дну, висящей в воде неподвижной защитной оболочкой. Все оставшиеся в живых детки были мгновенно убиты. Едва мягкое небо Луски перевернулось, открывшись давлению водной толщи. Заклинание в самом деле нанесло Луске серьезный ущерб. Однако она еще не умерла, несмотря на страшное повреждение в пасти. Впрочем, в тот момент я еще не знал, какой именно эффект произвело заклинание. Когда мы двигались вдоль пищевода, Катя выпустила ракету, что ускорило наше продвижение. И тут же она извлекла из своего инвентаря гигантскую 25-футовую бензопилу и намертво вцепилась в ее хвостовую часть. План «Кожаное лицо» был прост. Когда мы летали в доме, то договорились, что при нашей команде «Кожаное лицо» Катя сбрасывает огромную бензопилу с тем, чтобы она повисла снаружи. Специально для этой цели мы изготовили цепь. Мы предполагали использовать висящую бензопилу как оружие рукопашного боя. Пила была тяжелой, но гораздо легче, чем можно было подумать. Я рассчитывал, что в силу инерции нашего движения вперед, обусловленного ракетой, вместе с глотательным движением босса, мы проследуем тем же сокрушительным маршрутом, который проложила защитная оболочка. Прошьем тело акулы насквозь и выплывем сзади. Луска была такой адски огромной, что нельзя было поручиться, убьем ли мы ее. Но я надеялся, что нам удастся добраться до ее мозга. А если нет, то хотя бы пораним чудище настолько существенно, что оно нас выпустит. Но вместо рывка вперед мы вдруг начали вертеться на месте. Колоссальное давление воды обрушилось на нас. Мы вертелись, когда я вдруг понял, что мы уже в открытом океане. Мы вылетели в направлении, противоположном тому, которое я предугадывал. При внезапной и жесткой остановке босса получилось нечто вроде удара головой в лобовое стекло. Ракета продолжала извергать воздух, заставляя нас вращаться еще энергичнее. Акула выблевала нас из пасти, и мы вылетели кружась. Вскоре вращение замедлилось, перешло во вращение в обратном направлении, и мы пробились сквозь центр ничем уже не прикрытой верхней челюсти. Визжащей пиле не мешала ни вода, ни глубина. Она врезалась в тушу Луски, словно та была не более чем кальмаром под горячим ножом. Мы продолжали крутиться, причем все с большей скоростью. Опускаясь ко дну, мы пронизали голову акулы. Остановились мы только тогда, когда на нас шлепнулось одно из щупалец, такое же широкое, как наша бензопила. Ракета выдохлась, пила упала на каменистое океанское дно и зарылась в него, все еще не умолкая. Катя отпустила пилу, и в результате мы все втроем взлетели.
Я крутился-вертелся, ударяясь о каменистое дно океана. Индикатор моего здоровья медленно опускался. У меня кружилась голова, накрывала тошнота. Я кувыркался, катался по дну и остановился только после того, как ударился о скалу. Чувствовал я себя так, как будто на мои плечи навалили дюжину мешков с песком. Я повернулся, чтобы посмотреть, какой ущерб противнику мы нанесли. Только что зеленевший мир сделался морем взбудораженного ила и крови. Перед моими глазами пролетела целая страница уведомлений. Я по-прежнему слышал голоса шоуменов. Они орали с такой силой, что, казалось, выворачивались наизнанку. Бушевавший ил успокоился, и я увидел. Осьмикула Луска лежала на боку на океанском дне с угрожающе раскрытой пастью. И было видно, что ее верхняя челюсть рассечена. Над огромной величиной с дом тушей шла неровная красная линия. Она не в точности следовала контуру тела рыбины, но более или менее. Мы прошили ее крохотный мозг насквозь. За моей спиной бензопила ввинтилась в океанское дно, произведя странный звук. И вдруг развалилась. Куски разлетелись во все стороны. Одно лезвие отвалилось и, вертясь и разрезая воду, укатилось в темноту, как колесо, отлетевшее от автомобиля при аварии. Победитель. Мимо пронеслись новые уведомления. Я различил уведомления о фанатском ящике. Пришлось отмести все уведомления и принять новое подводное дыхание. Музыка резко прекратилась. На моем дисплее осталась лишь одна записка. Предупреждение. На этой глубине ваше здоровье будет падать на 2% в секунду. Черт подери. Трен, помогите! Я не могу подняться! Я увидел его точку на карте. Близко. Катя встала на ноги примерно в 100 метров от него. Пончик, Карл, я только что поднялась на 1 уровень, а я даже ничего не делала. Мне надо чаще оставаться в тылу. Здорово же! Мне было некогда упиваться чистым безумием того, что только что случилось. Мы должны были возвратиться к обломкам акулы. Они все еще внутри гигантской хищной рыбины. Она же проглотила их. Я принял целебное зелье, протопал к Трену, поднял его и взвалил себе на плечо. «Ты видишь лодку? Если мы заберемся внутрь, то избавимся от давления», — сказал я. «Да», — откликнулась Катя. «Она в середине глотки акулы». Она придвинулась ко мне. Сейчас она была в знакомом обличье Халка, женского пола. Плыть мы не могли, нужно было брести пешком, как будто сквозь метель. Катя выглядела так, словно ее вот-вот вырвет. «Очень хорошо», — с трудом выговорил я. Идти предстояло недолго. «Давай возвращаться туда». Когда мы тащились к лодке, нам наконец-то откликнулся Вадим. «Вадим, я виноват, я впал в панику, это было глупо, я запечатал каюту». «Карл, об этом мы побеспокоимся потом. Пока расслабься, малость. Мы идем к тебе». «Вадим, я запечатал каюту, так было необходимо. Тут дверь особенная, она меня не выпустит, если за ней есть вода. Я не могу выйти, и мне только что пришло предупреждение насчет уровня кислорода. У меня остается 5 минут, а после этого мне придется воспользоваться люком экстренного выхода. Я виноват». «Черт побери. Карл, лодка все еще внутри акулы. Я не знаю, будет ли она действовать. Может да, может нет. У тебя есть защитное заклинание. Обязательно активируй его, прежде чем выходить». В инвентаре у Кати были припасены пустые бочки с обновленными зарядами. Они были приварены одна к другой и опоясаны цепью так, что Катя могла извлечь их, и они бы ракетами рванули к поверхности. Не было нужды беспокоиться об остановках для нормализации давления. Устройство было рассчитано на быстрый подъем с глубины 500 метров. Но сейчас-то мы находились на дне океана, и не было сомнений, что бочки сомнутся, как жестяные банки. Стоит Кате их вытащить из инвентаря. Глубинных бомб у нас больше не оставалось. Охранились они в более прочных контейнерах, чем бочки. Может, Кате стоит сделать из себя корпус и окружить бочки им? Я не знал, как правильно. Нужно попробовать. «Смотрите!» — воскликнула Катя, показывая вверх.
Я посмотрел. Над нами плавали тысячи гигантских медуз. Они были повсюду, висели в воде и светились голубизной. Они заполнили весь мир над нашими головами. Под ними слой медуз поменьше, просветил нас Трен, висевший на моем плече. Он терял по 5% здоровья каждую секунду. К счастью, у нас оставалась не одна дюжина целебных зелий, но и множество когда-то иссякает. Карл, ух, Вадим, наверное, мне придется взорвать люк, чтобы вызволить тебя. Думаю, тебе не стоит пытаться выйти самостоятельно. Вода наполнилась громким шипением. Когда спасательная капсула вылезла из своего гнезда и устремилась вверх, за ней потянулась цепочка пузырей. Было похоже на стеклянный лифт из повести «Чарли и шоколадная фабрика». Сказочная повесть британского писателя Роальда Даля, 1916-1990 годы. Капсула сначала выглянула наружу, располагаясь под острым углом. Но похожий на лифт аварийный люк изогнулся таким образом, что капсула оказалась направлена вертикально вверх. «Сукин сын», — выговорил я. Он пробил макушку акулы. Нельзя было этого делать, пока она была жива. Вадим прошил и слой медуз так, как будто их вообще не существовало. Вскоре он пропал из виду. Я знал, что окружавшая его кабина лифта отвалится. Едва он выскочит из воды и выплывет. Предположительно, совершит мягкую посадку в некрополе. «Не завидуй», — шепнула мне Катя. «В некрополе он окажется совершенно один. Ну, по крайней мере, отсюда он выбрался. Ты же знаешь, как мы сейчас поступим, верно? От нас требуется очень многое». «Я знаю», — сказала Катя. «Дождемся сбора всех в зоне безопасности». «Вадим! О боже, они со мной в капсуле! О боже!» «Карл, что такое? Что?» «Вадим! Усилитель боли!» Предупреждение. Это сообщение от умершего обходчика. Ёпрст! Это было все, что я смог произнести. Ни Бобби, ни Человек-Тарантул, Моррис мне не отозвались. Не было и сообщения, что кто-то из рейдеров гробниц отключен от моего чата. Так что я не знал, что у них происходило. И ждать мы больше не могли. Все остальные собрались в зоне безопасности. Пончик, Луис и Фирос возвратились в горбатый город. Они находились в личном пространстве вместе с коробкой сока и половиной обитателей города. Коробка сока плохо восприняла смерть брата. Я поручил Пончику и Мордекаю объяснить ей, что от нее требовалось. И она, по мнению Пончика, была готова согласиться. Мы не были уверены в координатах вершины некрополя, поэтому выбрали точку сбора вблизи Пандинуса, города в секторе Земли. Наш план был прост. Используя ворота одичавших богов, мы телепортируем себя в город, где к нашим услугам будет доступ в зону безопасности на время призыва бога. А дальше посмотрим. Я четко сознавал, что мы можем подвести абсолютно всех, кто оставался в пузыре. Гвен довольно свободно говорила об этом вслух, но и она испытывала болезненное любопытство. А дальше что будет? Кроме того, меня тревожила судьба Криса и Мэгги, но для них я ничего не мог сделать. Если гора взорвется и произойдет еще что-нибудь в этом роде, они, вероятно, погибнут. И не только они. Некрополь все еще был наполовину затоплен. Я велел Пончику перекрыть сток воды, когда прочитал, как можно убить Кецалькоатль. Теперь, благодаря звездной карте, которая досталась мне от босса города, мы могли видеть на своих картах, где она находится и где находятся прочие боссы. Катя ясно видела ее. Она располагалась возле выхода, наполовину погруженная в воду. До бури оставалось несколько часов, и я мог надеяться, что молния ударит в башню и разнесет все, что сохранилось в затопленных отсеках некрополя. Да и во всем водном квартале. В этом и крылась одна из причин, по которым нам было необходимо срочно бежать оттуда ко всем чертям. «Готовы?» — спросил я. Я заблаговременно завел первые часы и поместил их в первую ячейку ящика для завода. Вторые часы были настроены на то же время. «Давайте действовать», — сказала Катя, и Трен нервно затряс головой. «Помните, передвигаемся быстро, на полдороги не задерживаемся. Я иду последним».
Я поместил вторые часы во вторую ячейку ящика, закрыл крышку и опустил механизм завода. Не прошло и секунды, как ящик начал светиться. Квест «Ворота одичавших богов» завершен. Я открыл ящик для завода, и он заурчал в моих руках. Перед нами возникла вращающаяся дверь портала. Проход оказался огромным, больше, чем я ожидал. Футов 20 в высоту. «Ха!» — выкрикнул я, и мы втроем просочились в проход так поспешно, что я не успел его рассмотреть. Мы шлепнулись на берег. Рядом с нами помещался небольшой город Пазузу, окруженный стеной воды. Я не догадывался, что океанская вода тоже проберется в город. К счастью, портал закрылся не раньше, чем я проник за стену. Я оглянулся, чтобы убедиться, что Катя и Трен следовали за мной. Они не отстали. Хотя портал оставался открытым всего 3 или 4 секунды, этого времени хватило, чтобы в город под мощнейшим напором влилось столько воды, что она начала переливаться через металлическую стену, окружавшую город Пандинус. Сторожевая башня рухнула. В отдалении на улице высунулся из дома Пазузу с расширенными от изумления глазами. В дверь его дома вонзился, словно дротик, кусок металла. Если бы мы оставили ворота открытыми еще чуть дольше, вода сотворила бы то же, что она сотворила с песчаным замком. То-то же. «В город!» — скомандовал я. «Быстро!» Хотя мы уже вышли из воды, я использовал еще один свиток подводного дыхания, чтобы удержаться от рвоты, которая доконала бы меня. Над пляжем дул ровный крепкий ветер. Солнце уже опустилось за горизонт. Мы развернулись и понеслись к ближайшему пабу. Новое достижение. Кто выпустил богов? Вы позволили одичавшему богу вторгнуться в то место, где вы сами находитесь. Это все равно, что опустить гранату себе в штаны и закричать «Я-я!». Вот смешной факт. Другие боги не любят одичавших богов. У них имелись причины выбросить одичавших в ничто. Обычно они не оставляют без реакции освобождения кого-то из одичавших, и их реакция зависит от того, кто именно вами выпущен. Награда. Что бы ни случилось, оно ударит по миру обходчиков подземелий. Мы добрели до ближайшего трактира. Там нас ожидали Гвен и члены ее команды. Пазузу таращился на нас, ведь мы вбежали в его заведение настолько вымокшими, что с нас капала вода. «За мной!» – прокричал я бармену и направился ко входу в личное пространство. Пазузу за мной не последовал, и я истратил целую, безумно долгую минуту на то, чтобы впустить внутрь Гвен и ее спутников. Мы ввалились в комнату, уже забитую под завязку, и рухнули кучей перед Пончиком и Мордекаем. Пончик спрыгнула со стола и принюхалась ко мне. «Нет, Карл, вонь от тебя ужасная, и у тебя водоросли в волосах». Глава 28. Время до крушения уровня 3 дня 20 часов. Стены тряслись. Леденящий душу визг переполнял мир. Многочисленные дети теснились в зоне безопасности, совсем как в прошлый раз. Жались друг к дружке и уже не обращали внимания на телеэкран, который показывал, кажется, космический джем. Space Jam. Американская анимационная игровая комедия о вымышленных приключениях баскетболиста Майкла Джордана. Роль Джордана сыграл он сам. «Открывайте свои ящики», — предложил Мордекай, стараясь говорить негромко. «Пусть мир сначала успокоится, а потом мы пойдем смотреть, что вы там наделали». Коробка сока стояла рядом, в своем человеческом облике. Она склонилась над Руби, девочкой-перевертышем с компрессионной болезнью. Безрукая девочка тоже пребывала в человеческом облике, и мне было особенно не по себе, когда я видел ее промятую голову. Я подумал о Хенрике. Он умер, стараясь сделать хоть что-нибудь, чтобы не повторилось то, что один раз уже случилось с его народом. «Что она сказала?» — спросил я Мордекая. Сам я тем временем не сводил глаз с коробки сока и не тянулся пока к ящикам. Женщина погладила ребенка по голове и подошла к другой группе детей. «Я думаю, она согласится это сделать, но не бесплатно», — сказал Мордекай. «Мы предложили всех выпустить, но она опасается этого варианта, и она права». «Хорошо», — согласился я.
Посмотрим, переживем ли мы сами следующие несколько часов. Карл, Тоже вполголоса позвала меня Пончик. ты помнишь, что произошло с зачинщицей и ее дварфом на предыдущем этаже? Я имею в виду, когда к ним стала возвращаться память. Помню. Я прекрасно помнил судьбу зачинщицы и дварфа по имени Тисквик. Как только они поняли, что они не игровые персонажи, они уничтожили себя, отправив кошмарный экспресс в бездну. Смотрите «Диннеман. Кулинарная книга анархиста подземелий». Глава 34. По-моему, что-то в этом роде происходит и с коробкой сока. Когда мы сообщили, что ее братец мертв, она сначала сказала, что ей очень жаль его, а потом искренне развеселилась. Потом рассказала, как ей приснилось, что она школьная учительница, но вдруг пришли какие-то люди и перебили всех ее учеников, потому что дети разносили заразу. Она притронулась к одному из убийц детей, а у него оказалась голова дракона. У нее есть способность превращаться в таких существ. Но на самом деле она никого не трогала. Только во сне. Луис сказал, что дело, наверное, в том, что она не игровой персонаж. И, надо думать, вспоминала о прошлой жизни в подземелье. У нее было просто уморительное лицо. Такое было у тебя, когда ты смотрел на фото мисс Беатрисы на моем ночном столике. «С ней нужно быть начеку», — сказал я. Тут я заметил Бритни, последнюю, кто остался в живых из команды Вадима. Она была в летучем доме, следовательно, прибыла вместе с Пончиком. Она сидела, скорчившись в углу между мастерской и задней стеной. Она заклинала Вадима не ходить, а он все равно отправился, из-за чего и погиб. Он должен был прислушаться к ней. Нам всем лучше было бы держаться в стороне. Я вздохнул и указал через плечо большим пальцем. Мордекай, эти непонятные одичавшие боги неуязвимы, как и обычные боги. Мордекай покачал головой. «Малыш, у меня нет данных, чтобы судить. Я несколько раз видел их поодиночке, там и сям. Обычно они участвуют в сюжетах 11 или 12 этажа. Однажды я видел в итоговом выпуске дня, как один из них умирал, но это было в период небесного владычества. А на 12 этаже все боги теряют неуязвимость. Чутье мне говорит, что и этот неуязвимостью не обладает. Но точно я не знаю. Теперь же побери тебя, нечистый. Открывай свои ящики. У тебя есть фанатский ящик. На нем хронометр. А еще есть твой первый золотой ящик босса. Постойте, как ящик босса? Неожиданно возмутилась Пончик. Почему у Карла и Кати ящики босса, а у меня нет? Я бросала убивные бомбы. Я-то думала, нас всех надули с ящиками, потому что нас вечно надувают, и мы остаемся без ящиков. Наверное, если бы ты отправилась с нами, то тоже получила бы ящик, заметил я. Если бы я отправилась туда, то теперь лежала бы расплющенная на дне океана. Ты знаешь, как я люблю, когда меня плющат. Я не из твоих хомячков, Карл. Сердито бормотала себе под нос Пончик, не останавливаясь. Сначала он поднимается на 3 уровня, а я всего на 1, а он еще получает ящик. Немыслимо. Монго, ему в это время Лэнгли чесал живот, подпрыгнул и взвизгнул, выражая солидарность. Снаружи снова раздался грохот. Мы замерли и с недоверием посмотрели на потолок. Я действительно поднялся на 3 уровня, до 47-го. У Пончика был 39-й, и меня это уже беспокоило. Ее уровень по-прежнему значительно превышал средний, но мое продвижение вверх теперь проходило быстрее. Кошка по-прежнему получала большую часть статистических баллов благодаря своей способности ускоренного роста. Но этот этаж заметно затормозил ее развитие. 5 дней отлучки не способствовали прогрессу. Я достал перечень пропущенных достижений и удивился тому, как же много их накопилось. Число достижений неуклонно снижалось по мере того, как увеличивалось время, проведенное нами в подземелье. Но сейчас достижений, полученных за один раз, оказалось больше, чем когда-либо прежде. Я заметил, что одно из них я получил 7 раз. Сначала я подумал, что это ошибка, но потом прочитал описание.
Когда ИИ зачитывал его, он находился в редкостном расположении духа, исполнен энтузиазма и эйфории. Новое достижение. Каменное дно. Вы погрузились на глубину более 1000 метров под уровнем океана и остались в живых. На вас не было даже водолазного костюма. А что будет дальше? Вы знаете, вас начнут называть почетным илистым прыгуном. Награда. Вы получаете золотой ящик промокшего. Новое достижение. Выход против силы. Умножить на 7. Я не буду повторять эту хрень раз за разом, но у вас есть 7 из этих скверных мальчишек. И все сразу. Вы и я были назначены соответчиками в деле, возбужденном перед судом синдиката третьей стороной. И мы вышли, барабанная дробь, триумфаторами. Почему нас преследовали? Если вы еще не знаете, то, вероятно, не узнаете никогда. Событие редкое, но когда оно происходит, обходчики, как правило, уступают в противостоянии, так как они не в силах нанять юриста, ведь они рабы и так далее. К тому же я брошу вас под автобус раньше, чем вы успеете произнести 2 слова. Да это не важно, потому что сегодня победа наша. Это достижение одно из тех немногих, которые могут присуждаться больше 1 раза. Награда. Вы получаете серебряный ящик итогового суждения. 7 штук. Новое достижение. Сосок Джанет Джексон. Американская певица, автор песен, актриса, продюсер, сестра Майкла Джексона. Вы попали в прямой эфир во время экстраординарного события. Безусловно, вы приобрели последователей и просмотры, но теперь предстоит совершенно новый уровень. Как будто вам досталось место в шоу в перерыве матча на Супербоуле. Супербоул. Финальный матч за первенство Национальной футбольной лиги США, американский футбол. Во время традиционного шоу в перерыве 38-го Супербоула 2004 год певец и актер Джастин Тимберлейк сорвал с Джанет Джексон часть ее костюма, что вызвало громкий скандал национального масштаба. После этого инцидента эвфемизм «неисправность гардероба» (wardrobe malfunction) вошел в словари английского языка. Мы вызвали тебя на сцену. Так танцуй для нас, обезьяна. Танцуй. Награда. Вы получаете платиновый фанатский ящик. Примечание. По призу для этого ящика запущено голосование. Ящик будет доступен через 30 часов. Следующее достижение объявлял внушающий ужас голос ИИ в стиле «Я трогаю себя». Я поборол дрожь. Новое достижение. Мягкий жеватель. Вас слопал монстр, который намного больше вас. А вы сумели выкрутиться, и он вас даже не пожевал. Ого-го. Я думаю, папе это, так сказать, понравилось. Монстр двигался, так я полагаю. Мы еще поэкспериментируем с жеванием. Награда. Вы получаете платиновый ящик с пряностями. Новое достижение. Крутяк в городе. Вы убили босса города при содействии 5 или менее обходчиков. Это привело к серьезной заварушке. Меня впечатлил цвет. Теперь сделайте то же самое с боссом провинции. Награда. У вас уже есть ящик босса. Идите и откройте его. Я получил еще 10 достижений. В основном они относились к прыжкам по океанскому дну и принесли мне признание в качестве квалифицированного авантюриста и ящики промокшего. Слева от меня Трен открывал свои ящики в обществе Гвен и остальных, которые изумленно таращились на все, что ему досталось. Рядом со мной Катя тихо изучала свой лут. Я заметил, что у нее не было ни ящика итогового суждения, ни ящика с пряностями. Я не знал, от чего она не получила достижения жевателя, чтобы не означал этот термин. Скорее всего, это был один из факультативных призов, которые ИИ раздавал время от времени. Справедливости здесь не было, ни на грамм, но я не собирался жаловаться на то, что мне перепал лишний ящик. Пока не собирался жаловаться, скажем так. Если ИИ решит, что ему есть чем вознаградить меня за то,
что я был проглочен живым, будет сложно разобраться, всерьез ли присуждается награда. Я взглянул на шеренгу ящиков итогового суждения. В последний раз суд вмешивался в наши дела, когда ИИ лишил нас небесных ящиков. И тогда мы были вознаграждены тонной купонов для личного пространства. Раз нас вообще привлекли к суду, это означало, что мой план был и реален, и обладал некоторыми достоинствами, а также, что Борант еще не позволил игре лишить меня возможности попытаться осуществить его. Даже Зев вышла на связь со мной и попросила перефразировать мой прежний диалог с Пончиком и Катей по поводу моей идеи. Открыв ящик босса, Катя ахнула. Это был рюкзак. Пончик сетовала на отсутствие у нее лута и усиленно делала вид, что смотрит фильм, хотя никто уже не обращал внимания на экран. Внешний мир продолжал грохотать и сотрясаться. Присутствовал еще и звук, похожий на сдавленное всхлипывание. Я приступил к разбору своего лута. Ни в одном из ящиков авантюриста не было новых свитков подводного дыхания, хотя в бронзовом ящике промокшего они нашлись. А здесь главным образом рутинные предметы. Ненужная одежда, восстановление маны, одно зелье невидимости, хобгоблинский динамит. Кроме того, мне начали приходить предметы, именуемые зельями доброго исцеления. Мордекай сказал, это означает, что я на правильном пути. А еще я получил нечто, пожалуй, тревожное. И от охо-хо Мордекая легче не стало. Зелье от динозавров. Выпейте его, если на вашу партию напало стадо динозавров. Вас съедят последним. Эффект длится целых 30 часов. Все 7 ящиков итогового суждения содержали 3 объекта. «Что за хреновина?» – пробурчал я. Ящики появлялись один за другим. Мордекай, казалось, тоже был сбит с толку. В каждом ящике находился один золотой предмет. Акционерный сертификат, равный одной акции, и фотография. Все 7 сертификатов были разными. Некоторые бумажные, один натуральное яйцо, покрытое письменами, еще один напечатан на стекле. Все фотографии были одного размера, но изображали они разные существа. Я взял первый снимок. Орк знакомого мне типа. Цветной снимок размером 8 на 10 дюймов, напечатанный на обычной фотобумаге. Он вообще не обладал магическими или экстраординарными свойствами. На нем была изображена молодая упитанная Фемина в обильно изукрашенном ажурном платье эпохи Шекспира. Голову венчала аляповатая корона. Фотография напомнила мне глупые ренессансные портреты аристократок. Только здесь вместо собачек и кошечек имел место дикий боров. Мать принца Дюжева, истца номер 1 из империи черепов. На этом снимке перед вами Углу, королева-консорт империи черепов. Портрет сделан во время церемонии празднования ее совершеннолетия. «Какая-то чертовщина», – прокомментировал я. Второй снимок изображал насекомоподобную тварь. Остальные фотографии исчезли в моем инвентаре прежде, чем я успел их рассмотреть. Мордекай просто сидел рядом с раскрытым клювом. «Я думаю, ИИ прислал тебе фотографии матерей всех истцов в этом судебном процессе». «Для чего?» Он не ответил. Открылся золотой ящик промокшего, и моим глазам предстал приз, который я давным-давно хотел получить. Сверкающее голубое кольцо, переливающееся маленькими искорками. Катя и Трен получили точно такие же призы. Кольцо подводного дыхания. Если это кольцо будет на вас, вы сможете дышать под водой. На суше тоже сможете дышать. Кольцо делает из вас амфибию. Вы знали, что амфибии заглатывают свои жертвы целиком? Вот такой интересный факт. Одна харизма. «Не надевай его, пока действительно не соберешься в воду», — предупредил Мордекай. «Оно заставляет тебя отращивать жабры, и кожа становится скользкой». Далее настал черед ящика босса. Даже при том, что этот ящик был не более чем золотым, я понимал, что это лучший приз этого лота. Но я не рассчитывал на многое.
Ящик крутанулся и раскрылся наподобие банана. Внутри громко звякнули шестеренки часового механизма. Приз явился в клубах магического дыма. Черная бандана, вполне стандартного вида. Такой я на работе прикрывал нос и рот, когда вонь в доках становилась непереносимой. Эта бандана была украшена типичными белыми узорами. Мордекай выдохнул воздух. У меня не было времени, чтобы прочитать полное описание, прежде чем предмет исчез. Его название захватило меня врасплох, и я почувствовал, как у меня ускоряется сердцебиение. Заколдованная косынка хаоса Дракеи. Дракея – имя автора дополнений к 22-му изданию кулинарной книги анархиста подземелий. Он, а может она, я не знал, был обходчиком во время последнего сезона, проходившего под контролем нагов и закончившегося из-за какого-то катаклизма. Мне нужно было не подать виду, что мне уже встречалось это имя, но у меня дрожали руки, когда открывался последний ящик, платиновый ящик с пряностями. Оттуда выскочили 3 предмета. Первый – черный жакет без рукавов из толстой холстины. Он светился очень слабым, темно-розовым, почти пурпурным оттенком. Второй предмет – круглая нашивка с изображением планеты Земля. Размером она напоминала монету в $0,50, около 3 сантиметров в диаметре. Она не была прикреплена к жакету, но было видно, что ее полагалось пришить. Третий предмет – компактный незаколдованный швейный набор. В него входили 2 шпульки с нитками – белой и красной. Нечто подобное мы уже забирали лутом из летучего дома. Пончик немедленно прыгнула на стол и присмотрелась к диску. «Черт побери!» – буркнул Мордекай. «В этот раз у тебя действительно хороший лут. Подземелье начинает укреплять твой образ. Жакет с нашивкой. Это означает, что в нем обновленные петли. Много обновленных петель. Придется поискать для тебя и другие нашивки. И чем скорее мы их найдем, тем лучше». Помимо зажигалки, тот пиджак, что был на мне, остался единственным предметом, с которым я явился в подземелье. Старый кожаный пиджак, не раз прожженный, весь в дырках, без одного рукава. Молния на нем вышла из строя 2 этажами ранее, и пахло от него отвратно. Я был рад, наконец, избавиться от него. «Скриншот! Кустарщина!» — объявила Пончик и оттолкнула нашивку с необъяснимой для меня брезгливой гримасой. «Плохо, что мы совсем ушли от изящного искусства вышивки». «О чем это ты?» — не понял я. Пончик буркнула «Харумф» и переключилась на фильм. Я взял жакет и осмотрел его. Козырь колдовской битвы анархиста. Этот жакет без рукавов в своем современном варианте предоставляет лишь слабую защиту по сравнению с другими изделиями данного класса. Тем не менее, на нем найдется место для такого количества нашивок, какое вы сможете уместить. И благодаря этой возможности жакет станет одним из лучших, наиболее легко обновляемых средств защиты в игре. Простая, лишенная украшений модель этого жакета обеспечивает следующие плюсы. +1 ко всем исходным статам. Данный исходный стат возрастает на +1 за каждую совместимую нашивку, добавленную к этому жакету. Если добавляется подходящая черная нашивка, то данное усиление удваивается. Доступ в клуб Деспирадо уже получен. Доступ в агентство занятости непослушных мальчишек. +50 к диапазону и точности броска для всех видов разбрасываемых взрывчатых веществ. Я не верил сам себе. Вот дьявольщина. Да одно только увеличение диапазона бросков делает жакет одним из самых ценных предметов из имевшихся у меня. Я взял нашивку. Обновленная малая нашивка. Эта нашивка изображает планету Земля, ныне находящуюся под регентским управлением корпорации Борант. Ага, планета Земля, море культуры, океан мужества. Сколько же там тупорыльства. Если прикрепить эту обновленную нашивку к подходящей одежде, она обеспечит вам следующее обновление. +5 к силе, иммунитет против облачных нападений.
Предупреждение. Обновленные нашивки недолговечны. Их можно удалить, но они исчезнут в процессе. У тебя уже есть ряд иммунитетов. Теперь будет дополнительный защитный слой, пояснил Мордекай. Наверное, лучше нашить эту штуку прямо сейчас. Только помни, что нужно сохранять как можно больше свободной поверхности на жакете. Бандана тоже очень хорошая вещь. Будешь носить или как повязку на голове, или как маску. Шея у тебя защищена плащом. Заколдованная косынка хаоса Дракеи. Практичный универсальный предмет одежды. Его можно оборачивать вокруг шеи, носить на волосах или на лице. Это если вы захотите изобразить ковбоя, который грабит банк. Можно также обвязать им руку или ногу, но только при условии, если вы захотите выглядеть дебилом. Не обвязывайте ногу. Этот простенький квадратик материи напоминает вам, что внешность бывает обманчивой. Тот, кто носит его на себе, получает следующие плюсы. Плюс 5 к навыку поиск ловушек. Если косынка на вас, вам можно запускать заклинание «Путешественник» раз в каждые 5 часов. Преимущество – способность «Удаленный детонатор». Заклинание «Путешественник» я встречал несколько раз при выборе класса. И на 15 уровне радиус его действия действительно был очень широк. Единственная проблема состояла в том, что я мог запускать его только раз в 5 часов. Путешественник. Многие говорят, что обходчики, использующие это заклинание, не более чем обгадившиеся трусы. Но ведь эти люди сидят по домам в пижамах с сырными чипсами Читос и только смотрят это шоу. Это заклинание автоматически активирует в определенном радиусе все ловушки на прохождение, тепло и вес. Стоимость. Это заклинание, основанное на предмете. Чтобы его запустить, не требуется мана. Вы потеряете доступ к этому заклинанию, если отключите связанный с ним предмет. После перерыва в действии заклинания перезапуск будет невозможен. Цель. Сфера радиусом 10 метров с центром у правой руки заклинающего плюс 10 метров радиуса на каждый уровень интеллекта. Длительность. Незамедлительно. Это заклинание создает ситуацию «хорошие-плохие новости». Если ваш интеллект достаточно высок, вы можете единым щелчком пальцев автоматически включить любую ловушку в секторе. Упадут лезвия, взорвутся бомбы, придут в действие электроды. Веселуха. Так вытягивается невод, так активируются ловушки. Вам не разоружить противника. Если вы не знаете, какой выход опасен, то, вероятно, умрете в любом случае. И мне не о чем беспокоиться. Отличное заклинание. Но я знал, что действие многих ловушек основывается на том, что они выпускают монстров. Следовательно, заклинание могло быть опасным, если использовать его неправильно. Мы уже думали над тем, чтобы использовать Монгу на час в качестве саперов, если окажемся в зоне, усыпанной ловушками. Тогда лежащий на пончике груз станет легче, а реальным призом была способность «Удаленный детонатор». Удаленный детонатор. Если вы из взрывников, то я держу пари, что вы используете Хоп-Гоблин-Пус или Троллеву Бум-Бум-Посту, чтобы ваши бомбы щелкали, а те дни уже прошли. Эта льгота позволяет вам магическим образом, находясь на расстоянии, пустить в ход приготовленную вами взрывчатку. Эта льгота предусматривает большое число физических и основанных на интерфейсах возможностей запуска, если вы соедините ее со столом сапера. «Просто потрясающе!» – пробормотал я и обвязал голову банданой. Промычала Пончик, осматривая бандану. «Над этой деталью мы еще поработаем. Ты выглядишь как гибрид парня в российском хэллоуинском костюме и старпера, который из кожи вон лезет, чтобы представить себя рок-звездой. Хотя он дряхлый и только басист. Для меня это не прокатит. Может, наденешь свой новый жакет? Хотя лучше бы сначала пришить вот этот жуткий кружок». Мордекай наклонился и когтем поправил на мне бандану. «Я помню Дракею. Выдающийся был обходчик. Класс у него был близкий к твоему.
только больше замешан на магии. Он отчасти виновен в том, что случилось с нагами. Дракея оставил в кулинарной книге больше реплик, чем кто-либо. Он комментировал все. О себе он практически ничего не говорил, но заполнял страницу за страницей полубезумным словоблудием против нагов. Он выстроил при помощи магических предметов и спусковых крючков такие изощренные ловушки, которыми я едва ли смог бы когда-либо воспользоваться. А что произошло в тот сезон? Мордекай выразительно уставился в потолок. Я понял, что данный вопрос был табу. Было очевидно, что Мордекай не хочет отвечать. Но я был настойчив, хотя и осторожен, насколько возможно. Я впервые получил шанс узнать о судьбе кого-то из моих собратьев. И это было крайне интересно. Мне требовалось выяснить все, что только возможно. Он Буне. В средневековой демонологии дух богатства и некромантии. Это такой худощавый, драконоподобный народец. У них миролюбивая природа, но они могут быть и исключительно изобретательными бойцами. Это его реальная раса. В этом сезоне я видел нескольких обходчиков, которые выбрали ее для себя. Отпетые негодяи и мастера магических заклятий. Однако у них слабое телосложение. Они отращивают крылья и получают бонус к ловкости, когда достигают 50 уровня. Если крокодилины — это варвары мира ящериц, представь себе Буня как эльфов. Так ему удалось пройти. Мордекай вздохнул. Он погиб на 11 этаже. Или то был 12-й. Я уже не помню. Он получил очень хорошее предложение и плюнул предлагающим в лицо. У него была тщательно подготовленная стартовая площадка, и он обломался. Мордекай умолк и снова с сомнением взглянул на потолок. Он неестественным образом обломался. Участвовали юристы, синдикат защищал его интересы и собрал хорошую сумму против султаната, которому в тот сезон с 10 раз двинули по зубам. Я ощутил странную смесь эйфории и ярости. Хозяева захватили Дракею обманом, но смеялся последним. Все-таки он. Это он помог сбросить владычество нагов. Я вынул из своего инвентаря один из акционерных сертификатов. Акционерный сертификат. Владелец его документы является собственником одной обычной акции текстильной фабрики «Зигмунд», действующей в системе Ганья в пределах империи черепов. Акции распространяются на основе ОВВ. IRF, по-видимому. Последняя зафиксированная стоимость одной акции – 10 422 кредита. Что за чертовщина? Не понял я. Странно, согласился Мордекай. Я не помню, как точно расшифровывается ОВВ, но что-то вроде крупнейшей во вселенной фондовой биржи. Обходчики не должны получать ничего, что обладает кредитной стоимостью. Вам не разрешено играть на кредитных ставках в клубе «Деспирадо» на 9 этаже. Я достал остальные сертификаты. Все 7 штук имели примерно сходное содержание, но относились к разным открытым акционерным компаниям. Все они предлагали в среднем около 10 кредитов, что было, конечно, совсем немного. Все акции принадлежат компании, действующей на основании системы одного из истцов, выступивших против тебя, пояснил мне Мордекай. Похоже, ИИ решил указать тебе на истцов. А они реальны? Спросил я. Откуда у системы вообще имеется доступ к такой информации? Понятия не имею, признал Мордекай. Все это выглядит так, как если бы ИИ обезумел. Он поднял голову. Без обид. К тому же он прислал мне фотографии мам всех истцов, добавил я, шелестя снимками. Это в самом деле дерьмо какое-то. Однако еще я понял, что доставшиеся мне материалы очень ценны. Теперь я знал в лицо каждую из 7 фракций, старавшихся спрятать от меня ворота. Я и раньше слышал о 12 фракциях, которые регулярно воевали между собой. В каждом сезоне существовало 9 игроков, и 5 из них находились под управлением команд, которые приобретали на них наследуемые права.
Оставшиеся 4 игрока обычно, хотя и не всегда, принадлежали одной из 7 разных наций. При этом наги более не входили в число фракций, предъявивших иски, хотя и желали участвовать. Теперь я знал 8 из 9 команд, с которыми нам предстояло иметь дело на 9 этаже. Но по этой ли причине ИИ переслал мне эти фотографии и акционерные сертификаты? Хотел дать мне информацию или хотел подразнить меня? Так могли вести себя школьники средних классов. Ха-ха, я твою мамку нарисовал. Луис наклонился над столом, желая рассмотреть фотки. «Парень, кто тут у нас погорячее?» — воскликнул он, выбрав изображение лысой женщины-эльфа. У нее были голубые глаза с тлеющими в них искорками и белая, словно кость, кожа. И она выглядела крайне сердитой. Описание назвало ее олицетворением сновидения. Сновидение было представлено эльфами, катающимися на зебрах, и дальнобойной артиллерией. Соплеменники этих малышей, обитающие вне подземелья, были также лишены чувства юмора, как и вся империя черепов. Они контролировали поставки половины пищевых продуктов во Вселенной. Луис, как я понял, не хотел, чтобы его видели за обсуждением матушки какого-то инопланетного миллиардера. «Нет», только и сумел выговорить я и попытался забрать у него фотографию. Но он отвел ее от меня. «Эй, коробка сока!» — позвал он и помахал фотографией. «Можно мне еще одну сессию, чтобы ты выглядела так, как эта Милка? Это самая горячая штучка, какую я только видал. Чтобы она изображала, как королева Боргов, вымышленная раса из саги «Звездный путь». Отшивает серьезного гельфлинга. Вымышленная раса из американского кукольного веб-сериала в жанре приключений и темного фэнтези «Темный кристалл». И чтобы я участвовал. «Черт тебя побери, Луис», — сказал я, стараясь выхватить фотку из его руки. «Держи их у себя в инвентаре», — посоветовал мне Мордекай. У него был озабоченный вид. «Я думаю, ИИ прислал нам эти картинки, чтобы мы могли послать нахрен фракции». «А это тревожит», — отозвался Мордекай. «Считается, что ИИ обязан отслеживать запрещенные действия в адрес спонсоров, не вмешиваться в происходящее, не участвовать в нем. Нет, это случается, но всегда к концу. К 12-му этажу система окончательно слетает с катушек. Я уже сказал, что на ранних этапах ее индивидуальность практически не видна. Вот и причина, отчего синдикат устанавливает строгие правила для разведок макро-ИИ. Кто-то считает, что люди приходят к пониманию этих правил через большой труд. То есть прималы, не люди. Все крупномасштабные ИИ рано или поздно сходят с ума. Есть даже особый термин – дегенерация прималов, болезнь прималов. Что происходит с ними, когда заканчивается поиск? ИИ выводят за дровяной сарай и пристреливают? Нет, макро-ИИ – это форма жизни. Следовательно, ее защищают законы синдиката. Им выделяют собственную закрытую и запечатанную систему, в которой им и колобродить всю оставшуюся вечность. Блин, Мордекай, ты надо мной издеваешься? Законы защищают жизнь компьютера? Я сделал глубокий вдох. Такой разговор не следовало бы вести вслух. Мир снаружи снова загрохотал, но обстановка уже начинала успокаиваться. Я не знал, что случилось, что я выпустил из узилища ничто, но оно еще оставалось рядом с нами. Впрочем, оно как будто перестало пакостить. «Высунусь-ка я наружу», — сказал я, но выйти не успел, так как получил сообщение. «Элли, Карл, что-то мне подсказывает, что все это твоя работа». Удивившись, я бросил быстрый взгляд на главное окно чата. Оно представляло собой массу впавших в панику людей. «Карл, я так не думаю. А что происходит?» «Элли, только что явился огненный великан и растоптал наш мирок. Мы наконец-то взломали наш пузырь, как вдруг Бог, ростом выше целого проклятого пространства, прошел сквозь него. Он стер с лица земли целую эльфийскую деревню, сшиб 2 нефтяные вышки эльфов и поджег их. Половина мира сейчас в пламени. Мы с Имани заперты в Деспирадо, а остальные почти все побежали к колодцу. Нам повезло,
что никто из нас не загорелся. Карл, наш пузырь пока цел. Элли, это был какой-то огненный бог, имя которого Эмберус, персонаж из мира игр World of Warcraft. Он бешеный, он что-то ищет, непрерывно кричит «Ортр». В греческой мифологии двуглавый пес, порождение Тифона и Ехидны. Сторожил коров Гериона, которых увел к Эврисфею Геракл. Я думаю, он не видит, что происходит внутри тех пузырей, что еще не взломались. А взломанные он крушит. Посмотри на главный чат. Внезапно я нехорошо себя почувствовал. Охо! Карл. Угу, ну да-да. Может быть, и мы тому виной. Я пока точно ничего не знаю. Элли, ты бы исправил положение. Я быстро рассказал Мордекаю и остальным о происходящем. «Не исчезай», — велел мне Мордекай. «Я сейчас вернусь». И он скрылся в тренажерном зале. Внешний мир снова загрохотал, и каждый раскат теперь был слабее предыдущего. «Приятель, я надеюсь, Твистер жив-здоров?» — осведомился Луис. «Твистер?» — не понял я. «Ах, дерьмо! Дерьмо же дерьмовое! А если этот бог разыскивает то, что мы призывали, то, что я призывал, тогда это я виной всему происшедшему». К нам приблизился Фирос и остановился рядом. «Так мы прозвали дом», — пояснил он. «Он стоит у городской стены. Луис захотел назвать его Титти Твистер 2. А я посоветовал ему поменьше ребячиться. Да и Катя не позволила бы». «Правильный Титти Твистер — это мой фургон», — добавил Луис. «Я думал, то был фургон твоей матушки», — съехидничал я. «Мой тоже, раз я с него крышу срезал», — заявил Луис. Катя тоже подошла, чтобы вместе с нами дождаться возвращения Мордекая. И она была напугана. «Боже, как же я надеюсь, что люди выбираются», — произнесла она. Пончик прыгнула на мое плечо. «Карл, это кино «Космический джем», бред какой-то. Почему там половина кадров мультики?» Я потянул руку и погладил кошку, внезапно позавидовав ее способности отключаться от внешнего мира, и повернулся к Кате. «Что за рюкзак тебе достался?» Она улыбнулась, но не весело. «Примерно такой, как тот, что ты смастерил для моих атрибутов по наращиванию массы. Только этот регулируется, так что я смогу носить в нем даже больше. И он не выйдет из строя. Он поможет мне сохранять равновесие. У него есть выдвижные подставки, поэтому его проще нагружать. Так что теперь я смогу в короткое время набирать большую массу». Мне вдруг стало любопытно. «Это правда? Значит, они для тебя приготовили что-то в самом деле новое? Или ты думаешь, оно было изобретено раньше?» Катя пожала плечами. «Не знаю. Звучит так, будто в этот раз все лучшее досталось тебе». Я внезапно почувствовал себя униженным. Боже правый, нужно выбираться отсюда. «Карл», — вмешалась Пончик, — «ты думаешь, у них был выбор? Ты был запрограммирован на то, чтобы призвать эту вещь. Иначе вы все были бы уже мертвы, как тот пластический хирург». Вернулся Мордекай с головой Самантой в руке и водрузил обломок секс-куклы на кухонный стол. Голова принялась отчаянно кудахтать. «Что за фигня?» — спросила Гвен, подходя ближе. Неожиданно появилась и коробка сока. Она протянула руку и прикоснулась к голове. Ее глаза округлились. «Господа, знакомьтесь с Самантой», — объявил я. «Мы наняли ее, и теперь она наш новый тренер», — объяснила Пончик. Я поправил челюсть куклы так, чтобы она могла говорить. И она выдала. «Парень с перьями говорит, что Эмберус разбушевался и зовет Ортра. А это означает, что вы выпустили его из ничто. Вы же знаете, он слепой. Он вырвал у себя глаза, когда его сын погиб. Значит, Ортр из ничто?» Мне стало совсем не по себе. Что ж, подтверждение. Случившееся на нашей совести. Эмберус — это бог, из больших богов. У него масса детей, но любил он только того, который погиб. Он любит убивать людей, обжигая им лица. Сами знаете, как это бывает. Он мой двоюродный дед. И, насколько я понимаю, мой кузен. Я в этом путаюсь. Мы с ним никогда подолгу не говорили. «Говорящая секс-кукла»,
— воскликнул Луис. Фирос наклонился и ткнул голову пальцем. «Я убью твою мать!» — прорычала Саманта, и Фирос отпрянул. «Саманта, а Ортер это кто?» — спросил я. «Ах да, это его песик, такой милый. Его затянуло в ничто как раз тогда, когда погиб сын Эмберуса. Ох, это долгая история. Наверное, Эмберус хочет, чтобы собачка вернулась. При этом жлоб он жуткий, так что на вознаграждение не рассчитывайте». Она разразилась хохотом маньячки. Шел однажды пьяный гулёна из паба, уронил свой факел и погасил его, помочившись на пламя. Эмберус об этом узнал и принял обиду на свой счет. И уничтожил всю страну, разбудил вулкан и залил лавой весь мир. Даже Эрида, в греческой мифологии богиня раздора, на него обозлилась. Проказник, так ведь? Да вы, ребята, трупы. Так Ортер это собака. Вскинулась Пончик и как будто изготовилась к прыжку. Щенок. Ах, такой мальчик хороший. Баутиста. Привет, старик. Мы спускаемся в колодец. Здесь огромный бог ведет себя как берсерк. Увидимся на другой стороне. Пришли также сообщения от других групп, которым повезло меньше. Одна кучка застряла в зоне безопасности, когда гора над ней загорелась. Еще одна команда, остававшаяся внутри нетронутого пузыря, сообщала, бог в эту самую минуту стоит рядом, и хотя он и не в силах войти, начал нагревать окружающий мир. Ребята сказали, что дверь их зоны безопасности уже раскалилась до красна. Было еще дышавшее паникой сообщение от другой блогерши из того же пузыря. Я вспомнил ее имя. Церен Долгор. Нам нужна помощь. Я рыскала у внутренней стены пузыря, искала место, куда нужно было отправить мой последний ресурс. Мы тут чуть не подохли. А потом за стеной пузыря появился гигант с пустыми глазницами. Он орал и назвал меня Ортером. Сейчас он колотится в стену пузыря. Прямо сейчас нарастает жар. Стены начинают светиться. Все уже плавится. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите нам. Нас здесь 160 человек. Мы еще ни одного не потеряли. Нам конец. Это нечестно. Мы встретили это создание в конце предыдущего этажа. Проходчица класса «Пес войны» внешне походила на немецкую овчарку. Они с Пончиком вошли в контры. Я припомнил, что ее главным оружием был огнемет. Я пробормотал «проклятье» и передал остальным смысл послания. «Он считает, что это свиноматка его собака», — возмутилась Пончик. «Это нас не касается. Мы должны возвратить эту сволочную собаку ее владельцу», — сказал я. «Единственный способ для этого взломать пузырь», — заметила Катя. Я взглянул на часы. До предполагаемого начала грозы. Глава 29. «Буря крепчает. Вот-вот пойдут молнии», — сказала Гвен. Наша маленькая группа, я, Катя, Гвен и Трен, выбирались из личного пространства. Пончик явилась в зону безопасности со стороны горбатого города. У нее была другая миссия, куда более высокая, чем наша. Бармен Пазузу остался за барной стойкой в скрюченной позе. Трясущейся рукой он указал на что-то за окном, но я ничего там не разглядел. На город уже спустилась глубокая ночь. Выл ветер, хотя океан вдвое уменьшился в объеме и оставался по большей части спокойным, волны хлестали по стеклам. Я рассмотрел карту босса. На ней было видно, что Кецалькаатль по-прежнему шныряет по нижней части храма. Других боссов в пределах видимости не было. Собственно, вид всей округи позволял предположить, что недавний потоп истребил в ней едва ли не все живое. И, похоже, от склепа оторвалось множество кусков. Рейдеры гробниц по-прежнему молчали. Я не имел представления, не грозит ли Крису опасность. И вообще, находится ли он на том месте, где мы его оставили. «Я не вижу на карте собаку», — сказал я, когда мы выходили из паба. «Может быть, она не очень...» порази меня гром. Я не заметил собаку, потому что весь экран перекрыло изображение оранжевой звезды, а миникарта, к счастью для меня, ослабила ее свечение. Ортер занимал почти половину всего свободного пространства пузыря.
Я видел в темноте лишь самые ближайшие к нам участки. Животное стояло на двух согнутых, нечетко различимых лапах, которые выпирали из воды, как громоздкая пара косматых и мокрых конструкций. Очень высоко и прямо над нами пухлое розовое брюхо терлось о боковую стену некрополя. Камни и обломки стен дождем валились с неба при каждом движении зверя. Его передние лапы не были видны за краем миски. Я вообразил, как он привстал у забора, высматривая приближение хозяина. Находись мы на другой стороне острова, увидели бы передние лапы, перекинутые через забор. Насколько я мог представить, голова собаки достигала самой верхней точки пузыря. Мир вонял мокрой псиной. В футах в 50 над нашими головами были видны втянутые яички пса. По ним можно было сделать вывод, что животное совсем юное. Два одинаковых комка смотрелись как две крытые спортивные арены. Если бы щенок решил помочиться, мы бы утонули. «Теперь знаю, что чувствует блоха при виде собаки», — пробормотал Трен. Волны продолжали биться о берег и вкатываться в город. Каждое движение зверя порождало новое цунами, и иногда они плескались прямо у нас над головами. За громадной тушей ночь была наполнена звуками швиш-швиш-швиш, еще более громкими, чем ветер. Я догадался, что это означало. Щенок вилял хвостом. Ночь наполнилась хныканьем, не то чтобы громким, но сдавленным и тоскливым. Плач щенка, который еще не научился выть. «Бедный ребенок!» — вздохнула Катя. «Совсем еще щенок, и как же ему страшно!» Во тьме послышалось второе хныканье, такое же заунывное, как и первое. «Что, их там 2 штуки?» — удивился я. «Пончик, эта нечисть встала на дыбы. К тому же это волк, то есть еще хуже. Нормальные собаки время от времени моются в ванне, а это мокрая и воняет. Не понимаю, как кому-то может нравиться держать дома такое страшилище. У него одна из 2 голов грызет край миски, вторая голова лижет потолок, пускает слюни и скулит. Эта миска буквально переполнена слюнями. Карл, ты же знаешь, как я отношусь к слюням. Это как кошмарный сон. Отвратительно. Я думаю, мы обязаны убить ее и выбраться за ее счет из беды». 2 головы? Твою же мать! Карл, твою же мать, Пончик, не мельтеши, не дай ей заметить тебя. Дуй в Деспирадо. Мы планировали, что Пончик побежит прямо в клуб Деспирадо, где встретится с Имани, Элли и другими группами обходчиков. «Пончик, не выпрыгни из трусов, Карл, я уже там!» Катя выкрикнула. «Оно шевелится!» Мы втянули головы в плечи и подогнули колени, в то время как Ортер слегка подпрыгнул, как если бы вознамерился достать край миски, хотя с его огромными размерами это вовсе не требовалось. Мир сотрясся. На нас накатила большая волна. Мы все, кроме Кати, опрокинулись навзничь. В 200 футах от нас одна из угловатых статуй, охранявших стены некрополя, рухнула словно с неба и раздробила домик Пазузу. В ту секунду, когда пес пошевелился, изменяя позу, по небу прокатился раскат грома. Краем глаза я уловил присутствие какого-то предмета в темноте. Тень большого вялого уха. Как только я рассмотрел его очертания, передо мной выскочило описание. Ортер, юный привратник, уровень 10. Это блудный любимец Гейруна. Гейрун, гигантский архидемон, действующее лицо романа Диннимана «Сотрясенное небо», The Shivered Sky. И кто хороший мальчик? Кто у нас хороший мальчик? Увидев многоголовую собаку, обученную охранять ворота, вы, вероятно, сразу подумаете о Цербере, трехглавом чудовище, которое, как рассказывают, охраняет один из выходов 12-го этажа. Возможно, вы не знаете, что у этого мрачного Цербера есть маленький брат, который пока только осваивает тонкости ремесла. Ортер – самая очаровательная адская гончая по эту сторону Альфа-Центавры. Его левая сторона, чтобы нюхать, правая сторона, чтобы лизать. А розовый живот для чего? Чтобы его целовать. Если бы этот детеныш был еще более милым и прелестным, вы все здесь свалились бы от диабета. Этому добрейшему мальчику во вселенной изначально была назначена такая же судьба, как и его брату.
Но двуглавый Уортер не успел превратиться в злобную машину, пожирающую детей и оскверняющую монахинь. Его раньше настигла несчастная судьба. Сначала погиб его хозяин, а потом его засосало ничто. И все это за один день. В отличие от большинства созданий, прикоснувшихся к ничто, он оказался не подвластен отраве, благодаря чистоте своей и невинности. Огонь не причиняет ему вреда, что хорошо, если мы примем во внимание особенности его приемной семьи. Однако, в отличие от большинства богов, он не обладает неуязвимостью. Он всего лишь маленький щенок, счастливый, но разрушитель, буйный и очень осторожный Ванька-встанька, и ранимый, а это уже нехорошо. Пусть его хозяин и мертв, но отец его хозяина, огненный бог Эмберус, отнюдь не мертв. И он не обрадуется, если что-нибудь случится с лучшим другом его погибшего сына. Мы вчетвером побежали трусцой к выходу из города, держась направления на песчаный замок. Как могло оказаться, что тварь размером с целый проклятый пузырь имеет только 10-й уровень? Спросил я. Нет, серьезно, он умрет, если я вмажу ему кулаком в лапу. Думаю, за это тебе будет присуждено завидное достижение, съязвила Гвен. «Я предполагаю, что здесь и зарыта собака», — сказала Катя. «Щенка сделали хрупким, следовательно, он может умереть. И тогда ярости бога Эмберуса не будет пределов». Я взглянул на пару торчавших из океана лап, и мне в голову пришла ужасающая мысль. «Как ты думаешь, молния может повредить ему?» «Ну уж нет», — ответила Катя, прикрыв рот ладонью. «Нам нужно обесточить башню». «Я не дотронусь до электрической цепи, пока не пройдет буря», — предупредила Гвен. До этого я предложил Гвен соединить длинный отвод от механизма осушения с башней молниезащиты. Теоретически, как только молния соприкоснется с башней, она наэлектризует находящуюся внутри воду. А поскольку Кецалькоатль может быть потенциальной жертвой молний, она умрет, и мы можем рассчитывать на то, что сектор останется за нами. В каждом из 4 секторов имелся потайной ход, быстрый способ убить все сущее. Тук-туки под днищем бесплодной земли, спрятанный слив в боковой стене песчаного замка. Я не знал в точности, какой легкий сценарий предполагался для захвата акулы, хотя подозревал, что он был каким-то образом связан со Смикулой Луской. А для захвата последнего замка быстрым путем должна быть схема с атакой на башню молниезащиты. Я не хотел обесточивать башню. У нас не было времени впутываться в новую тайну, в новую сюжетную линию и в новую головоломку. Нужно было разделаться с задачей. И точка. Если молния убьет собаку, на нашу долю останется только дедушка. По крайней мере, сектор останется за нами. Однако, едва додумав эту мысль, я понял, что сам себя обманываю. Эмберус ничего плохого непосредственно нам не делал. Делал другим обходчикам. Так было задумано. Авторы сценария знали, вот что доведет меня до ручки. И показали мне приманку. Бесспорную приманку. Такую же приманку, как та, с помощью которой Хекла утянула меня за собой. Тогда меня ждала ловушка. И сейчас ждет ловушка. Мне пришло на ум всхлипывание Люсии Мар в итоговом выпуске дня. Я сам не видел того эпизода, но было понятно, что авторы намеренно решили помучить девочку. Она была гвоздем программы, и авторы захотели выдавить из нее нечто драматическое. Именно так они поступали и здесь. Вам меня не сломать. Пошли вы все. Это я вас сломаю. Удар грома расколол небо четко над нашими головами. Ветер усилился. Он еще никогда не бушевал с такой силой. Песок взмыл в воздух и свел видимость к нулю. В сущности, мы бежали вместе с ветром, что было нам на руку. Я больше не различал собаку. Песок колол кожу, словно иголки. Я достал свою новую бандану и натянул на лицо как маску. И поднял капюшон плаща. Снова полыхнула молния, и щенок взвизгнул. Новый квест. Где сияет красный бог? Это групповой квест. Этот квест предназначен для всех обходчиков, находящихся на данный момент внутри пузыря номер 543. Члены вашей партии назначаются ведущими этого группового квеста.
Никакая партия не вправе уклониться от этого квеста. Вы когда-нибудь читали книгу «Где цветет красный папоротник»? Детский роман «Where the Red Fern Grows» 1961 американского писателя Уилсона Роуза 1913-1984. Его экранизация 2003 известна в отечественном прокате под названием «Цветок красного папоротника». О, это роскошная книга. Она о пацанчике, который на скопленные деньги покупает 2 кунхаундов. Кунхаундс – енотовые гончие. Группа пород собак, предназначенных для охоты в специфических условиях Северной Америки. Маленькую Энн из Старого Дэна участвует в сюжете и непослушный кот, и там масса приключений. Кстати, вы замечали одну любопытную особенность в земных книгах о собаках? Собаки всегда в конце умирают. Что вы за больные извращенцы, садисты? Щенки не должны даже показываться в мире, где есть боль. И вот вам здрасте. Спасибо, культура Земли. Гигантский щен Ортер до крайности задолбан непрекращающейся канонадой молний. Кроме того, его кусают за лапы настырные акулы. Ему уже больно. Бедненький малыш, его показатель здоровья падает. Если он умрет, то это случится по вашей вине. И особенно бессердечного обходчика Карла. Того, кто засунул страдающую собачку в пузырь, который для него слишком мал и слишком опасен. Если Ортер умрет, могущественный бог Эмберус превратит этот пузырь в огненную гиену. С катертью вам дорожка к колодцу, если это случится. Если же щенок переживет бурю и спасется от акул, вероятность вашей гибели все равно останется высокой. Но вы, по крайней мере, покинете этот мир, зная, что не причинили вреда беззащитному ребенку. Вы, но только не обходчица Мэгги Май. Однажды она переехала на своем «Шевроле Тахо» юного лабрадорчика. Вот это сука! Награда! Это сюрприз! Ударила еще одна молния, и я от души выругался. Пес взвыл. Если над ним и висел индикатор здоровья, то я не мог ничего разглядеть. Мне опять было плохо. Я отправил Пончику сообщение. «Пончик, что ты такое сказал?» «Карл, ты поняла меня. Те зелья невидимости, что я тебе дал, при тебе, используй их, но только в случае абсолютной необходимости. И держи наготове зелье Мордекая. В прошлый раз оно спасло меня. Пончик, ты пьян?» «Карл, извини, самому мне это не сделать. Зелье только у тебя. И ты это сделать сможешь. Я в тебя верю». «Пончик, ты нравился мне больше, когда не подвергал меня опасности». Я начинал различать наше место назначения сквозь движущийся песок. Видел, как молния ударила в башни. Они осветились, как маячные лампы, а потом погасли, и как будто ничего не произошло. «Не действует», — заметила Катя. «Думаю, дело в том, что землетрясение сдвинули кабель», — откликнулся я. Уведомление квестового чата высветилось на моем интерфейсе сбоку, когда мы продирались через остатки того, что когда-то было оборонительными стенами замка Гази. На своей карте я видел колодец, запечатанный и занесенный летучим песком. Я вдруг понял, что квестовый чат дал мне новую возможность, которой раньше у меня не было. Вкладку чата, которая открывалась только на время групповых квестов и включала всех находившихся в пузыре. Я вызвал ее. Воздух застрял у меня в горле, когда я увидел перечень участников. Там были перечислены мы все из сектора воздуха. Команда Гвен, Бритни и парни из рейдеров гробниц. Впрочем, из рейдеров гробниц остались всего 3. Мешок дерьма Низкий Тхи, полупаук Моррис и Бобби, искатель ловушек. У имен всех 3 стоял знак «Одержимый». Но в самом конце списка стояли еще 2 имени, отдельно. Мэгги Май и Крис Эндрюс 2. Возле имени Криса стояла отметка «Порабощен». Насколько я понял, определения «одержимый» и «порабощен» не лишали их возможности участвовать в чате. Пончик еще раньше меня обнаружила чат и теперь буквально вгрызалась в Мэгги Май, которая пока не отвечала. Трен прошелся вдоль боковой стены замка, чтобы выяснить причину бездействия электрической цепи.
Катя тем временем неуверенно приблизилась к башне. Над нами завыл Ортер, и его вой перекрыл шум ветра. Когда пес поднял лапу в попытке нащупать сухую почву, мир опять загрохотал. Мы все споткнулись. Издалека донесся мощный треск. Это обрушилась часть замка. Пончик. И одно то, что ты убила собаку, не оправдывает того, как ты поступила с Крисом. Брэндон перед смертью думал, что его брат зол на него. А виновата в этом была ты. Ты худшая из живших на земле людей. А я знала многих действительно плохих. Крис. Пончик. Пончик. Когда-то я знала даму. У нее была гималайская кошка по имени Чудесный вкус арахиса. И она заставляла эту кошку придерживаться какой-то жуткой диеты. Вообще без мяса. А потом арахис испортился, кошке стало плохо, и у нее началась аллопеция. Полное или частичное выпадение волос на определенных участках головы или туловища. Крис. Пончик. Пончик. А другая дама уговорила дочку продать кошку изумительной красоты и беспримерной преданности. После того, как кошка выиграла титул «Гранд-чемпион». Кошку заперли в клетке, чтобы она родила котят от ее родного дяди, жуткого урода, и к тому же злобного, и чтобы хозяйки на этом нажились. Крис. Пончик, пожалуйста. Пончик. А ты хуже их всех вместе взятых. Фрэнк очень расстроился, когда ты сделала его убийцей и отдал Карлу это кольцо. Но тут явилась ты и заставила Криса убить Фрэнка. Теперь Криса прогнали из клуба Деспирадо. Ужасно. Он, наверное, больше никогда не будет танцевать. Мисс Беатриса часто танцевала со мной, когда нам обеим было грустно, и ей всегда становилось чуточку лучше. А ты все это у него отняла. Карл. Пончик, тебе есть чем заняться прямо сейчас. Пончик. Карл, я уже бегу со всех лапок. Я могу бежать и висеть в чате одновременно. Карл. Крис, вы все еще заперты в том гроте. Крис, мы снаружи. Мы спустились по длинной лестнице и оборвали провод в воде. Потом мы напали на группу обходчиков и убили одного. Сейчас возвращаемся наверх. Читает ли она этот чат, я не знаю. Нет. Низкий тхи. Он убил Тайлера. Мы спускались, а этот вынырнул из ниоткуда и разрубил его пополам. Мы побежали и угодили в ловушку. Теперь мы все одержимы призраками. Моррис СП. Мы теперь даже не вместе. Просто бродили бесцельно. Джейнис попала в одну из дробилок и взорвалась. Бобби. Я больше не могу за это отвечать. Я выдохся. Слишком много. Карл, ты можешь двигать рукой? Поскреби стену. Я думаю, призрак вылезет из тебя, если ты поранишься. Я пожалел о том, что отправил это сообщение. Едва нажал на кнопку «Отправить». Это была ошибка. Но что я еще мог придумать? Оставался только один известный мне способ выбраться из состояния одержимости. Трен возвратился. Мы потащились назад. Новая молния ударила в башни-близнецы. Вся конструкция осветилась и загудела. Секунд через 10 явление прекратилось. «Провода по-прежнему присоединены», — доложил Трен, переводя дыхание. «По-моему, обрыва на линии нет». «Карл, Крис, у нас очень мало времени. Мне очень жаль, что мы раньше не прислушались. Я обещаю, мы...» «Крис, ерунда. Мы на крыше храма. Мэгги врет. У нее есть помощь извне. Шапка...» Крис отключен от чата. «Вля!» — завопил я. Это случилось во второй раз. Я посмотрел на небо. «Это же понос!» «Ах, бесы!» — отозвалась Катя. Она обернулась. На ее руке возник щит контроля над массами сил правопорядка, сопутствующий навыку разгон толпы. Смотрите глава 11, а также Диннеман, кулинарная книга анархиста подземелий, глава 29. Уже? Серьезно? Ребята, монстры идут. В руке Гвен появилось копье. Материализовалась волна красных точек. Они перли сквозь песчаную бурю. Одичавшие Пазузу, Гвен и Катя, как единое целое, как пара охотников из слаженной команды, ринулись навстречу новой угрозе.
Трен вытащил кривой меч и зашагал в атаку рядом с ними. Я продолжал шерстить бесчисленные сайты. Помимо связи с квестовым чатом, я контактировал с Имани и другим обходчиком, который пересылал для меня сообщения еще от нескольких обходчиков, с которыми я еще не успел пообщаться напрямую. Я был просто не в силах заниматься всеми задачами сразу. Морис СП. Сработало. Я свободен. Низкий Тхи. Я тоже. Карл. Отлично. Мне однажды пришлось сломать палец, чтобы избавиться от заклинания чар. Смотрите Диннеман, сценарий судного дня Карла, глава 6. И я решил, что здесь этот способ тоже должен помочь. Слабенькое, жалкое объяснение. Тем более, что я не должен был знать, владеют ли они еще своими левыми руками. В кулинарной книге целая глава отводилась дебафом. Кажется, никто, к счастью, не обратил внимания на мою нестандартную осведомленность. Церен Долгор. Всем, кто нас слышит, дверные ручки с внутренней стороны в наших зонах безопасности плавятся. В буквальном смысле. Карл, мы об этом думаем и делаем все, что в наших силах. Человек-скорпион с пеной на губах прорезал воздух и с треском приземлился передо мной. Он представлял некую громадную расу и был намного крупнее своих единоплеменников, населяющих города. Гвен и Катя провели несколько дней в сражениях против них, пока мы с Пончиком находились в отлучке. Этот экземпляр был еще жив, так что я активировал удар пяткой и покончил с ним, снеся ему башку. После этого я запустил сферическую бомбу в другого такого же. Шар закувыркался в воздухе, когда его подхватил ветер, но все же ударил Скорпиона в висок, и тот свалился на землю. Пончик. Так у меня ничего не получится. Тут говорится, что я чересчур далеко. Его здоровье упало до половины. Карл. Луис, Фирос, господа, вы мне нужны. Ноги в руки и дуйте в твистер. Пончик. Встретишь их у дома. Бегом марш. Луис. В такую бла-бла-бурю? Фирос. Ты пьяный, шоль? Пончик. Ты хочешь, чтобы меня убили? Я отправил экспресс-сообщение рейдерам гробниц. Моррис. Боковая лестница. Я знаю, где она. Вход недалеко. Мы уже расчищали его, но за ним только панель электроприборов. Но она не действует, как ее не присоединяй. Она по-прежнему под водой. Отсюда в склеп не попасть. Поверь мне, мы пробовали. Карл, ребята, нужно соединение. Я не сомневаюсь, что это последняя часть, но здесь опасно. Как только соединение заработает, первая же молния убьет все живое, что есть в гробнице под водой. Выбирайтесь из воды как можно скорее. Моррис. Вниз по лестнице как будто миля, но мои способности позволяют мне быстро добраться до уровня воды. Бобби все еще одержим. Низкий чересчур далеко. Я смогу быть у разъема через 5 минут, но когда мы спускались туда в последний раз, Кецалькоатль закричала и двинулась в нашу сторону. Низкий Тхи. Я слежу за птеродактилем. Отвлеку ее. Гоните. Карл. С Богом. Я развернулся к волне одичавших Пазузу и вступил в бой. Гвен парила над Пазузу, переворачиваясь в воздухе. Ее копье сверкнуло и бросило отблеск на лицо, покрытое окровавленным песком. У Кати возник арбалет. Ее магические болты полетели в пару скорпионов. Ветер орал, и видимость почти равнялась нулю. Мы как будто продирались сквозь песок. Один противник набросился на меня из ниоткуда. С его жала капал яд. Я ухватил его голову и сжал в кулаке его оружие. К яду у меня имелся иммунитет, но он пробил мою ладонь, и я закричал от боли. Я сформировал колючий кулак вокруг одичавшей твари. Пена рвалась из ее рта. Было похоже, что она бьется в припадке бешенства. Явилась моя боевая рукавица и оторвала гадине хвост. Я двинул мрази коленом в грудь. У нее выступила темная кровь. Я провел левый кросс. Кросс в боксе. Удар поверх атакующей руки соперника. В челюсть. Вырвал у монстра жало и им же ударил его в горло. Пончик. Наша взяла. Я запустила исцеление тварей, и заклинание сработало. Я не могу поверить. Хотя здоровье пока еще падает. Тупая собака этого даже не сознает. Луис. Дом разваливается. Шар швыряет туда и сюда.
Мы рискуем сломать шеи. Это как верхом на быке. Фирос, я однажды пробовал. Сверзился. Карл, а что с молниями? Луис, они в основном под нами. Меня больше тревожит собака. Мы стараемся держаться ниже ее голов, но они перемещаются и воют. Если она нас увидит, хана нам. Карл, здоровье собаки не должно падать. Делайте все возможное. Громадный кусок скалы шмякнулся на землю рядом с нами. Почва содрогнулась. Скорее всего, противоположная часть острова уже была погребена под камнепадом. Нас поджимало время. Над нами снова раздался вой собаки. Я взглянул на карту некрополя. Точка, обозначавшая Кецалькоатль, двигалась в сторону комнаты с разъемом. И вдруг она уклонилась вбок. «Моррис, Бобби пропал. Боже, наверное, его засыпало». «Карл, выполняй задачу». «Моррис, я почти на месте». «Низкий тхи. Оно высматривает меня. Я его отвлекаю. Действуй». Предупреждение. Это сообщение от умершего обходчика. Босс, способный проходить сквозь стены, чуть помедлил и, по всей видимости, просочился сквозь обходчика. И тут же ракетой метнулся к позиции Морриса. Господи, я же послал их навстречу гибели. «Моррис, есть соединение. Я справился. А идти назад?» Предупреждение. Это сообщение от умершего обходчика. Едва промелькнуло предупреждение, как удар молнии осветил башни молниезащиты. Звук получился такой, как будто разом сломались все деревья во Вселенной. Песок под башнями, в том числе тот, в который я был вкопан по щиколотке, вспыхнул. Меня пронзила боль, и на какое-то жуткое мгновение мне показалось, что у меня отрезали ступни. Показатель здоровья упал почти до середины. Я сделал неловкий шаг, но не упал, потому что был не в состоянии двигать ногами. Весь берег вокруг двух башен молниезащиты в пределах примерно 200 футов во всех направлениях обратился в стекло. Катя, Гвен и Трен тоже застряли. Показатель здоровья Трена дошел почти до нуля, но пополз вверх после того, как Трен подлечил себя. Я дернул ногой, и по стеклу пошли трещины. Я высвободился как раз вовремя, чтобы сшибить ударом кулака одного пазузу, который не был скован льдом. Это был последний. Я не знал, что было виной гибели Морриса СП, последнего из обходчиков, начинавших в подземном секторе. Кецалькоатль или внезапный электрический ток, прошедший по помещениям замка. Да какая разница? Я не знал, много ли людей начинали путь по пузырю в некрополе. Все они умерли. Я не сомневался, что они прошли через самую скверную переделку из всех, какие могли встретиться им на этом этаже. Вляпались они одним словом. Я постоял, как бы в минуте молчания, в память о них. Уведомление пузыря. Страж гробницы Ансера благополучно уничтожен. Сектор гробницы освобожден. Примите поздравления, все обходчики, успешно освободившие тронный зал. Все смелые обходчики, Низкий Тхи и Моррис СП. Все обходчики, кто начинал путь в секторе гробницы, могут теперь без помех перебираться в другие секторы. Нет, погодите, они все мертвы. Уведомление пузыря. Все 4 сектора успешно освобождены. Принимайте поздравления. Звук был такой, как будто рядом открыли пивную банку. Ветер еще усилился. Секунд на 10 стало тяжело дышать. Температура воздуха резко упала. Мир наполнился странным озоновым запахом, за которым последовал запах чего-то горящего. И вдруг песчаная буря прекратилась, совсем как в снежном шаре, когда разбивается его стеклянная оболочка. Прошло сколько-то секунд, и новый ветер воцарился над берегом. Медленный, неукоснительный, холодный. Было все еще темно, но беззвездное небо приобрело красный оттенок. Ортер продолжал завывать над нами. Его силуэт заслонил полнеба. Пузырь номер 543 вскрыт. Все 4 лестницы, ведущие вниз, теперь доступны. Вы видите? Не так все было сложно. Вой, смерть, все это вышло вполне театрально. Вы же согласны? Я ожидал, что вода выльется из океана, но этого не произошло. Насколько я понял, исчезла только верхняя часть пузыря.
словно половинка пластмассового пасхального яйца. А вода и остров остались такими, какими и были. Удушающая пыль по-прежнему наполняла воздух, и новый свежий ветер не давал ей улечься. Но я что-то почувствовал. Ушло ощущение клаустрофобии, о котором я даже не догадывался. Пончик, ее здоровье было почти на нуле, когда ты, Карл, устроил молнию. Я ее вылечила. Молнии больше нет, а ее здоровье так и ползет вниз. Эта глупая собака даже не знает, как ей не умереть. Я думаю, акулы ее кусают. Черт, 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 это еще не конец. Мы еще должны извлечь пса из воды. Я практически не сомневался, что перед нами открылся путь вниз по лестнице, невзирая на групповой квест. Но бежать означало бросить на произвол судьбы всех остальных. К тому же теперь, благодаря Пончику, ворота одичавших богов у Элли, и я должен возвратить их себе до того, как мы уйдем с этого этажа. «Луис, нам придется ремонтировать сеть. Она не выстаивает при этом ветродуе. Выбора нет». Катя опустила ладонь на мое плечо. Ее одежда была пропитана кровью. Внезапно я почувствовал себя так, как будто вообще не участвовал в противостоянии. Хотя ведь выполнял десяток задач разом. Это я послал мужиков на смерть. Я знал, что они, скорее всего, погибнут. И все-таки отправил их. Иисус, откуда у меня такое право? Я должна передать остальным, чтобы они подождали? Спросила Катя. Да, у нас впереди еще 3 дня. Что нам нужно? 4,5 часа на последний этап. Катя помедлила с ответом. «Да, так», — наконец сказала она. «Если ты уверен. Наверное, еще плюс час на портал 6-го этажа». Было похоже, что она права. «Передай Элли, пусть ждет, пока закончится этот собачий квест. А потом мы начнем помогать». Я сглотнул слюну. «Если каждый из одичавших богов, которых мы вызовем, приведет за собой по реальному богу, здесь образуется толчья. Над нами повис твистер. Сетка, на которой держался дом, изорвалась в клочья. Я увидел, как Пончик подпрыгивает у двери. Площадка вокруг половины дома была продырявлена во многих местах, и в дыры хлестала вода из разломанной водопроводной системы. «Господи Иисусе!» – пробормотал я. «Как же им повезло, что они не сверзились с неба!» Я взглянул вверх на воющую собаку. Она уже не была непосредственно над нашими головами, но я отлично видел ее контуры в темноте. Я перечитал условия прохождения квеста. Требовалось, чтобы пес пережил молнии и спасся от акул. Скверно было то, что, несмотря на вскрытие пузыря, пес не делал никаких движений, которые означали бы, что он намерен выйти из воды. Огненного бога, по-видимому, поблизости не было. Я не имел представления о том, что нас поджидает за оболочкой пузыря. Может быть, там бездонная пропасть? Едва ли. Было слишком темно, чтобы разглядеть что-нибудь. Как только дом опустился на землю, как мы вбежали в него, Луис и Фира сползали по нему, как рабочие муравьи. Пончик спрыгнула вниз, точно на мое плечо. Появился и Монго. Он оставался в доме и рычал на меня. «Карл, что будем делать?» — спросила Пончик. «У нас совсем нет времени. Эта вонючая собака скоро издохнет». «Наш груз вот-вот упадет, если мы не починим сетку!» — крикнул мне Луис с крыши дома. Я перевел взгляд на пристроенный к дому гараж. Он оставался закрытым. Я вздохнул. «Пончик, у тебя сохранилось заклинание, которое тебе досталось на 3-м этаже. Крючки для туш». Смотрите Диннеман, сценарий, глава 30. Сейчас я поклоняюсь богине Кураоками. В синтоизме дракон – божество дождя, снега, льда и зимы. Самый плохой выбор. Богиня содержит какой-то слюнопуск мужского пола и ведет себя так, как будто это ему я поклоняюсь. Вся система устроена сложнее, чем нужно. Если ты видишь Бога или обнаруживаешь храм, или находишь свиток с молитвой, ты получаешь возможность поклоняться Богу. Поклоняясь, ты приобретаешь массу привилегий, но также и систему правил, которой обязуешься следовать. В системе Кураоками, если ты кого-то убиваешь, ты должен прикладывать к трупу лед не реже, чем раз в день. Зачем? Хрен знает. У меня нет ледового заклинания.
Так что я вынужден ежедневно возвращаться в зону безопасности и добывать новые порции льда. Если я выполняю это предписание в течение 5 дней кряду, то получаю дар. Вот только всегда неизвестно, какой именно. Я еще не проделывал это 5 дней подряд. Если пропустить день, богиня оборачивается спиной, и больше ты не получаешь от нее привилегий. Если пропускаешь 2 дня, то получаешь дебаф. Пропускаешь 3 дня, выпадаешь из милости и теряешь право поклоняться. С вероятностью 50% ты навлекаешь на себя гнев Бога. Я не знаю, что это означает, но, безусловно, что-то нехорошее. Можно добровольно отказаться от веры, но в таком случае гнев приходит к тебе автоматически. Но хуже всего вот что. Пока ты поклоняешься божеству, оно может время от времени присылать тебе сообщения. В описании говорится, что это происходит редко. Но вот моя богиня буквально не затыкается. Я практически уверен, что являюсь ее единственным поклонником. И то ли этой крысе скучно, то ли по еще какой-то причине, но она шлет мне одно послание за другим. Я не узнаю, имеют ли эти послания какую-то реальную власть надо мной, пока мою богиню не призовет кто-нибудь, или я не буду проклят. Когда я доберусь до лестницы, то откажусь от веры и прыгну вниз. Может быть, это меня спасет. Примечание обходчика Синьцзиня, издание 15. То было последнее сообщение Синьцзиня. Один человек в моей партии прогневал своего бога, и тот наслал на него вечный дебаф слепоты. Нахрен этих богов, бегите от них, как от огня. Примечание обходчика Азина, издание 17. «Карл, аварийный люк в шаре куда-то пропал», — пожаловалась мне Пончик. «Если мы должны попасть на Землю, то придется именно приземляться». Пока я проверял уровень топлива в баке, Катя склонилась над мотором и принялась иступленно подкручивать винты. Понятно, почему у этих машин такая низкая мощность. Некоторые поршни намертво застопорены, а один даже не прикреплен. Эта конструкция летает только чудом. Она сделана из рук вон плохо. Такое всегда делают из рук вон, согласился я. Наверху опять взвыл Ортер. Нужно было подняться и вылечить его как можно быстрее. Я очень надеялся, что выздоровление пса принесет пользу и нам. О таких мелочах жизни, как посадка, можно позаботиться и позже. Поскольку подходящего взлетного пункта поблизости не было, я предложил Луису и Фиросу на время поднять дом выше. Мы решили улететь подальше от некрополя и собаки, ближе к краю пузыря. «И ничего не различаю внизу», — посетовал Фирос. Мы уже долетели до границы сектора воды. Блестящее дно пузыря выступало на 40 или 50 футов над поверхностью. Дальше не было видно ничего, кроме темноты. Я различал размытые пятна света, и светившиеся предметы находились не очень далеко. Я почти не сомневался, что это края другого пузыря, но разглядеть что-либо было тяжело. «Пожалуй, высота достаточно», — сказал я. «Теперь нужно выяснить, где же огненный бог». «В той стороне», — сообщила Пончик, указывая точно на восток. «Там температура намного выше. Когда я направляю туда свои очки, то различаю тепловые волны. Они накатывают с горизонта, где все во тьме». «Чудесно», — ответил я. Внизу в секторе земли Гвен и Трен по моей команде открыли вентиль слива, и теперь мы могли рассчитывать, что вода уйдет из некрополя. Выполнив свою задачу, они должны были возвратиться в зону безопасности. «Все нужно исправить здесь!» — крикнул Луис с крыши дома. Он отчаянно старался связать оборванные концы веревок. «Ветер усиливается, и эта сетка не выдержит». Он перебросил мне пустую катушку от магической клейкой ленты. Мне пришлось ловить ее в прыжке, и я поймал. С трудом. И надрал бы Луису задницу, если бы он свалился с края крыши. Катушку я убрал в инвентарь с тем, чтобы лента восстановилась. «Карл, эй, этот огненный бог продолжает растапливать ваш мир?» «Церендалгор». «Да, ради всего святого!» «Карл, понятно. Мы движемся на выручку, надеюсь. Луис, укрепи эту фигню на земле, как только мы взлетим». Я оглянулся на Пончика. Кошка на спине падающего медведя развлекалась с ружьем. Я распорядился, понизив голос. «Смотри, как бы нам опять не поплавать».
Возможно, нам понадобится, чтобы ты вытягивала нас из океана. Мы вытянули падающего медведя из гаража и установили его носом против ветра. Луис снизил высоту полета и поймал новый ток воздуха, исходящий из пузыря. Шар стал набирать скорость. Я устроился за кабиной управления. Мы запустили двигатели, и они взревели. Я едва понимал, какой фигней занимаюсь. У меня был штурвал, были педали, индикатор топлива, гироскоп, прибор, реагирующий на изменение углов ориентации тела, на котором он установлен, устройство которого я не понимал, пара дросселей и все. Сверху я видел индикатор здоровья Ортра. Он находился глубоко в красной зоне. Пончик оставалась на заднем сиденье за моей спиной. Она активировала свое заклинание «Факел» и каким-то образом направила световой поток на нижнюю поверхность левого крыла так, что обе наши кабины оказались освещены внутри. И так решилась одна проблема, о существовании которой я и не подозревал. «Готово!» — прокричал я, перекрывая рев двигателей. Пончик что-то пробормотала, но я не расслышал слов. Я показал Кате поднятый большой палец и толкнул дроссель, чтобы набрать максимальную скорость. Маленький биплан дернулся вперед и выкатился во двор, окатив нас грязевым душем. Мы камнем ухнули вниз, но взлетели в поток ветра, что уберегло нас от полного пике. Я ухватился за рукоятку и поднялся с места, когда океанская волна дохлестнула до брюха самолета. Желудок ухнул вниз, как бывает на американских горках. Популярный аттракцион в парках развлечений. Рельсовая система, в которой вагонетки с пассажирами резко меняют направление и скорость движения. Я держался изо всех сил, а самолет шел на снижение. Я вцепился в поручень изо всех сил, когда самолет нырнул. Затем его движение выровнялось. Начался подъем, и я скорректировал направление полета при помощи руля. Самолет поднимался все выше. Черт возьми, дерьмо ты святое. Ведь получается. Пончик, не лети так. Меня сейчас вырвет из-за тебя. Поднимаясь, мы приближались к голове Ортра. Я выдерживал медленный поступательный подъем по спирали, опасаясь совершить оплошность, которую не смогу исправить. При этом я видел, как твистер быстро опускается на город Пазузу. Любое, даже самое легкое движение моей руки или ступни значительно влияло на направление самолета. Я подавлял интуитивные порывы. Казалось, машина развалится на миллион частей. Стоит мне хоть на дюйм подтолкнуть руль в неверном направлении. Мой навык пилот-биплана подрос до 3-го уровня. Эти уровни навыков приходили не с какими-то новыми знаниями. Просто внезапно рычаг управления сделался менее тугим. Однако весь корпус летательного аппарата угрожающе вибрировал. Когда самолет поднялся на достаточную высоту, передо мной наконец предстали две макушки колоссальной собаки. Они напоминали головы волчат, только с очень большими ушами. Уши на правой голове торчали вверх, на левой голове одно ухо стояло, а второе свисало рядом с выкатившимся языком. Боже правый, да ведь это проклятое чудовище. Прекрасно. Уровень его здоровья составлял примерно 10%. Скоро оно свалится без сознания. Надо торопиться. Я аккуратно выравнивал самолет, готовясь облететь головы-близнецы, и вдруг заметил новый отдаленный огонек над краем пузыря. Ландшафт за пределами нашего мира походил на пузырчатую пленку. Половина пузырьков полопалась и столько же пребывала в сохранности. Эта пленка раскинулась в стороне, противоположное местопребыванию огненного бога. Ряды пузырьков скрывались в темноте. Я помнил, что мы находимся под поверхностью нашей планеты, и, следовательно, где-то над нами имелась крыша, пусть ее и не было видно. Поэтому следовало соблюдать осторожность и не подниматься чересчур высоко. Впереди возвышалась голова горного масштаба и раскачивалась из стороны в сторону. «Мне нужно подобраться ближе», — сказала Пончик. Скрипя зубами, я следовал по выбранной траектории. Рядом с этой башкой мы были маленькими и, хотелось бы надеяться, незаметными. Значит, держись. До меня наконец дошло, что если я направлю наш необычный вращающийся гироскоп на одну точку,
то самолет будет лететь ровно, не отклоняясь вверх и не снижаясь. На гироскопе имелся замочек. Я щелкнул по нему из чистого любопытства. Сначала как будто бы ничего не произошло, но потом я понял, что передо мной как бы рудиментарный автопилот, предназначенный для удержания самолета на нужной траектории. Ха! Замок расстегнулся сам собой, когда я потянул рычаг направления. Мы приблизились к спине собаки. Опасно приблизились. Я различал отдельные шерстинки на ее шкуре. Вместе они были похожи на лес. В воздухе стоял запах мокрой собачьей шерсти. Все огромное животное осветилось, и показатель его здоровья подпрыгнул до 50% отметки. Пончик вторично запустила заклинание в тот момент, когда мы вылетали из зоны его действия, и здоровье собаки взлетело до 100%. Правда, оно тут же начало снижаться. Я был вынужден дернуть рычаг управления, чтобы уйти от столкновения, и самолет тряхнуло так, как трясло бы велосипед, едущий по булыжнику. Нелегко было вести проклятый самолет. Судя по ощущениям, самолет был готов в любое мгновение войти в пике. А так как четко различимой линии горизонта перед нами не было, я не мог определить, не глядя на гироскоп, ровно ли летит машина. «Итак, ты готова?» — спросил я. «Карл, не делай глупостей!» — взмолилась Пончик. «Дай мне облететь его и приготовь свиток». Свиток с заклинанием «Крючки для туш» достался нам на 3-м этаже. Там его использовал городской эльф, чтобы заманить Монго в проулок. Смотрите Диннеман, сценарий «Судного дня Карла», глава 16. Чтобы активировать его, нам, слава богу, не нужно было сближаться с псом на опасное расстояние. Проблема состояла в том, что как только заклинание начнет действовать, внимание собаки будет полностью устремлено на нас. Оставалось надеяться, что мы управимся быстро. Прежде чем запустить заклинание, я перечитал его описание. Заклинание «Крючки для туш». Будем реалистами. У каждого владельца животного уже есть это заклинание. Хотя бы тогда, когда что-то угрожает его любимцу. Иногда оно сопровождается звуком консервного ножа или командой, такой как «Фидо, жрать пора». Иногда вроде свистка открываемой банки с арахисовым маслом. Да не имеет значения, каким бывает спускатель эффекта 1. Вы что-то делаете, и ваши питомцы бегут к вам. И крючки для туш действуют по тому же принципу. Вы активируете заклинание, и вуаля, ваш любимец снова с вами. Вот только в этом случае образуется черный дым. Он исходит из вашей ладони и смердит, как прогорклый труп прокаженного овцебыка, которого долго грызла охочая до падали гиена. Воняет, короче говоря. Но животным питомцам нравится. Так нравится, что они буквально рвутся на запах. Это заклинание влечет всех мобов плотоядных классов к источнику смрада на протяжении 30 секунд, плюс по 10 секунд на каждый балл интеллекта заклинателя. Распространяется оно на участок диаметром 100 метров, плюс до 20 метров на каждый балл харизмы. В тот момент интеллект Пончика держался на уровне 53, на 10 с лишним пунктов больше, чем приносили ей временные бафы, предназначенные для отдыха и душа. Система по-прежнему предусматривала слежение и не сообщала действительные значения, однако они высвечивались в момент активации заклинания. Если предположить, что реальный интеллект Пончика находился примерно на 64 уровне, то получалось, что заклинание должно было действовать дольше 9 минут. Следовательно, в нашем распоряжении было достаточно времени, чтобы выбраться из надоевшей воды и покинуть пузырь. А для выигрыша квеста нам ничего больше не требовалось. Харизма Пончика находилась на поразительном уровне в 120 пунктов. С учетом бонусов, радиус действия заклинания должен был составить почти 3 километра. Вроде бы много, да так оно и было бы при обычных обстоятельствах, но очень уж огромный был монстр. Один его прыжок, другой, и дистанция покрыта. Если не быть предельно осторожными, нам кирдык. Я облетел собаку и приблизился к ней сзади. Набирая высоту, я постоянно помнил о существовании невидимого потолка.
Ледяной ветер хлестал меня по лицу. Новый жакет очень хреново защищал от холода. Несколько раз самолет издавал шипение. Я заподозрил, что мы достигли предельной для него высоты. Плавно снижаясь, я молился о том, чтобы падающий медведь продержался еще несколько минут. «Читай заклинание», — скомандовал я. За самолетом тут же потянулась полоса зловония, как если бы у нас взорвался мотор. Вой щенка-великана сзади нас смолк. Мы вылетели из пузыря в черноту. Дым тянулся за нами шлейфом. Карл, но запах и вправду отвратный. Господи, боже мой, мне не удержаться от рвоты. Зачем ты меня заставил связываться с этим заклинанием? Не понимаю, как оно увлекло Монго». Входим в лакуну. «Оно за нами?» — крикнул я. «Карл, оно смотрит на нас!» — отозвалась сквозь шум ветра Пончик. «Быстрее же!» «Я на максимальной скорости», — ответил я. Мир за нашими спинами наполнился сокрушительным грохотом. Это щенок сполз с крыши некрополя и шлепнулся спиной в океан. Я оглянулся через плечо и увидел завывающего от возмущения монстра. С крыши некрополя ливнем катились камни. Собачьи лапы трепыхались в воздухе. Брызги летели во всех направлениях. Щенок извивался, силясь развернуться мордой к нам. Наконец он заорал, когда перевалился через стенку пузыря и вывалился наружу. «Он там!» — воскликнула Пончик. «Мы справились!» Я почти ожидал, что щенок просто свалится на землю за стенкой и исчезнет. А нет, он приземлился гораздо ближе, чем я предполагал. Когда он неуклюже встал на лапы, я увидел, что он выше, чем мне казалось раньше. Теперь выли обе его головы. Из пасти левой головы все так же радостно торчал язык. Зверь, продолжая вопить, заковылял следом за нами. Он неловко раскачивался, но двигался ужасающе проворно. Квест, где сияет красный бог, завершен. Вы отвели от щенка угрозу. Ура! Всем участникам этого квеста, кто ничего не сделал, да будет стыдно. В следующий раз вам будет угрожать смертельная опасность, и я надеюсь, вы еще вспомните минуту, когда никто не явился из ниоткуда, чтобы спасти ваши задницы. В любом случае, вы все получаете одну награду. Награда. Вы получаете новый квест. Задолбали же меня, так я высказался. Перед нами выросли два пузыря. Мы летели на высоте примерно в 3/4 их высоты. Оба они оставались нетронутыми, а это означало, что их обитатели пока не выполнили свои задачи. Несокрушимые стены были непрозрачными, но один купол светился, словно заиндевевшая электрическая лампочка. Я направил самолет в пространство между пузырями, на высоте самой широкой части пузырей. Расстояние между ними составляло около 1/4 мили. Достаточно для того, чтобы пролетел наш самолет. Но гигантской собаке протиснуться трудно. Новый квест. Один тупой из 2 лакеев. Это групповой квест. Этот квест предназначен для всех выживших из предыдущей группы. Все они становятся участниками этого квеста. Черт возьми, почему бы и нет? Все обходчики, находящиеся внутри пузыря номер 18, добавляются к участникам. Фиеста впереди. Члены вашей партии назначаются хозяевами этого группового квеста. Никакая партия не вправе уклониться от этого квеста. Ах, дружище, что за ситуевина у нас здесь? Эмберус, бог огня и пепла, кажется, верит, что щеночек его пропавшего сына находится внутри 18-го пузыря. А это, знаете ли, не так. Собаки в пузыре нет. Песик сейчас возле пузыря 543. Его только что спасли от мучительной смерти. Ваш следующий шаг прост. Вам предстоит соединить их. Когда это произойдет, они оба, Эмберус и Ортер, возвратятся в небесные палаты. И мир снова будет почти нормальным. Если что-нибудь случится со щеночком, ваш квест будет считаться проваленным. И если вы провалите этот квест, то Эмберус поразит каждого из вас, одного за другим, и не будет иметь значения, на каком этаже вы находитесь. Вероятно, вы не знаете, что это означает, и вы не захотите знать, что это означает.
Пожалуй, так будет слишком легко. Вам известно, что ни один обходчик в пузыре 18 еще не умер. Весь мир обращен в лаву, а они все до сих пор живы. Это просто смехотворно. Не фиеста. Дайте мне минутку, чтобы поразмыслить над этим обстоятельством. Награда. Вы получаете платиновый квестовый ящик. «Карл!» — закричала Пончик. «Почему этот квест так называется? А в конце, что это было? Мне это не нравится». «Не имею представления. Держись». Я облетел стену пузыря. К моему навыку добавился еще 1 балл. Тряска самолета ослабла. Совсем чуть-чуть. Наконец я увидел. Не так и далеко. Горизонт наполнялся сияющей сущностью по мере того, как мы приближались к источнику света. Этот мир между миров, лакуна, больше походил на картонную упаковку для яиц, чем на пузырчатую пленку. Каждый пузырь находился на своем месте, глубоко утопленный в землю. Земля лакуны теперь была всего на несколько сотен футов ниже уровня океана в нашем секторе. Ортер плелся к нам, радостно подвывая. Казалось, этот урод совсем забыл, что минуту назад чуть не умер. Теперь же он в отличном настроении продирался сквозь мир, окружавший пузыри. Вот он запрыгнул на поверхность одного из них. Поверхность явно была скользкой. Он покачнулся, завалился на бок и покатился. Рявк, 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 рявк. Можно было не сомневаться, что щенок находился вне зоны заклинания «Крючки для туш». Но это не играло особенной роли. Под заклинанием нет ли, но он нас заметил и хотел поймать. Пончик выкрикивала ругательства, но я не разбирал их. Следующие 2 пузыря были уже вскрыты. Тот, что слева, формой напоминал внушительный кактус. Правый представлял собой бетонную конструкцию, изогнутую наподобие полумесяца. Ландшафт и с одной и с другой стороны был залит красным сиянием горизонта. Щенок выскочил из ниоткуда и грузно приземлился в зоне огромного кактуса. Приостановился, помочился, после чего продолжил преследование. Я вжал голову в плечи, надеясь, что с людьми, остававшимися в кактусе, ничего плохого не случилось. «Карл, эй, ради всего святого, если ваш пузырь вскрыт, отправляйтесь в зону безопасности. Передайте другим». «Оно нас поймает!» — закричала Пончик. «Карл, если меня сожрет великанский двухголовый кокер-спаниель, я тебе никогда не прощу. Помоги мне!» Подберется близко, снимай заклинание. Пончик уже яростно рассекала хвостом воздух. «Я не могу его снять!» Она кричала октавой выше, чем всегда. «Тут нет кнопки. Всегда бывает кнопка. Дым не останавливается. Запах невозможный!» К этому времени уже заметно потеплело. Мы продвигались вперед. Быстро, со скоростью почти 400 км в час. И миновали уже половину пути. Если та божественная сущность не взорвет к чертям наш самолет, очень скоро мы приблизимся к собаке настолько, что она нас заметит. Теперь она осталась позади. Уползла, чтобы исследовать новый мир. Но тут ее левая голова завыла в нашу сторону, и охота продолжилась. Новый квест. Получить Ортра. Это мировой квест. Данное сообщение получают все живые обходчики, оставшиеся на 5-м этаже. А теперь вечеринка. Ортр, двуглавый щенок, благополучно прокладывает свой путь через лакуну, мир, ставший пристанищем для пузырей. Этот очаровательнейший щенуля торопится назад к отцу его бывшего хозяина. Не волнуйтесь, вы его не упустите. Он только что намочил публику в пузыре 331, а потом сшиб башню эхолот в пузыре 298. Угроза? О, давайте убьем его. Награда. Любого обходчика, который убьет этот шедевр щенячьей породы до того, как он воссоединится с дедушкой, ожидает вот что. 1 миллион золотых. 5 зелий, поднимающих уровень. Обезьянка, друг человека по имени Джимбо. Нынешние участники группового квеста, один тупой из 2 лакеев, вольны убить щенка, если они садисты и мерзавцы. Но награду они не получат. Хотя вот что, не берите в голову, им тоже достанутся призы.
«Вы надо мной издеваетесь?» – заорал я. «Мать вашу, вы измываетесь надо мной! Действуйте!» Я хотел немедленно заняться рассылкой группового послания, но и Катя, и Элли опередили меня. Они предупредили всех, что лично отыщут и убьют каждого, кто посмеет выпустить хотя бы стрелу в пса, когда он будет проходить по их миру. Я взял курс немного левее, чтобы пролететь между следующими нетронутыми пузырями. За ними открывалась линия нераскрытых миров, и я вознамерился пролететь вдоль их ряда. Когда мы оказались между первыми двумя пузырями, Ортер внезапно прыгнул, приземлился на вершине одного из пузырей прямо над нашими головами и с торжествующим ревом сделал 2 скачка. После этого он опустил лапу, чтобы зацапать наш самолет. «О блин, о блин, о блин!» – пробормотал я, опустил рычаг, и наша машина нырнула. Мы были такими крохами в сравнении с монстром, что он, возможно, даже не видел нас. Ориентировался он на шлейф густого дыма, который мы оставляли за собой. Колоссальная лапа сделала такое движение, как будто хотела ухватить этот дым, и не задела нас. «Карл, это очень плохая идея». Пончик уже долго трясла своей собственной лапой, как будто задумала сбросить пламя, а клубы дыма от этих движений росли. Заклинанию оставалось действовать 6 минут. Внезапно обе головы щенка издали вопль удивления и боли. Звук был таким громким и неожиданным, что я как будто выскочил из кожи вон. Обернулся, посмотрел назад. Индикатор здоровья над головами-двойняшками опустился, когда Ортер свалился с пузыря и пропал из поля моего зрения. Но в темноте тут же раздался его жалобный и очень громкий визг. «Черт подери!» – прорычал я. «Кто-то ударил его заклинанием или еще что-то случилось. Приготовься лечить его». «Карл, для этого мы должны находиться совсем близко». «Я знаю». Я набрал высоту, вылетел из защищенной зоны между пузырями и взял курс на пламенеющий горизонт. Самолет взвыл, когда я решился пустить его в крутой вираж. «Там есть кто-то еще!» – прокричала Пончик. Я увидел на своей карте голубую точку. Она прорезала тьму прямо над нами и помчалась к щенку почти по той же траектории, по которой пролетели мы. «Полный кирдык», — подумал я. Получалось, что неизвестный пролетел мимо собаки, ударил ее каким-то заклинанием и теперь возвратился, чтобы добить. Мне не требовалось смотреть описание обходчика, чтобы понять, кто это. У меня не было возможности отправить ему сообщение непосредственно. Я лишь однажды переговаривался с ним во время первого группового квеста на 3-м этаже. Мы ни разу не встречались лицом к лицу, и не существовало группового чата всемирного масштаба. Если этот ублюдок умудрится убить собаку, он уничтожит всех живых и в нашем пузыре, и в 18-м. Карл, если у кого-нибудь в чате есть контакт с Куан Че, передайте им. Глава 31. Трен. Он есть в моем чате. Я сказал ему, что он нас убьет, если причинит вред собаке. А он ответил, это будет самый шикарный приз. А если я к тому же еще и доберусь до этой сволочной кошки, меня ждет еще и подарок. А что я такого сделала? Возмутилась Пончик, не потрудившись забросить свои слова в чат. С тех пор, как перед окончанием 3-го этажа мошеннику Куан Че достался небесный ящик, она не меньше, чем раз 20 напоминала о том, насколько ненавидит его. Меня не удивило, что ему об этом стало известно. Возможно, он увидел клипы во время интервью. Я отправил испуганный и торопливый вопрос Мордекаю, и он ответил односложно. «Мордекай». «Да». «Да ударь ты его магической ракетой и передай мне зелье», — прокричал я Пончику и протянул руку в ее сторону. «Особое варево Мордекая». Пончик выпустила ракету, но здорово промахнулась. На такой скорости сложно как следует целиться. Зелье оказалось у меня в руке, и я отправил его в инвентарь. Пончик уже усвоила, что в такие моменты не нужно задавать мне вопросы. Инвентарная система была устроена так, что позволяла приготовить зелье, не вынимая его физически. Я мысленно кликнул зелье в списке и подтащил его к другому предмету, который Мордекай дал мне в тот же день,
когда создал для нас это зелье. Компоненты смешались, и на свет явился новый предмет. Ортер съежился, уши вяло свисали с обеих его голов. Он втиснулся между двумя пузырями, раскрытым и целым. Раскрытый мир порос густым лесом. Если в прошлом там и существовал какой-нибудь парящий воздушный сектор, то теперь его не было. Собака отшатнулась от приближающегося Куана и заскулила. Здоровье ее держалось на уровне 20%. Куан снизился и изготовился для повторного удара. Мы пристроились сзади. Я несколько раз видел его излюбленные атаки в итоговых выпусках дня. Они не отличались большой дальнобойностью. Он выпускал из левой ладони некую голубую молнию, которая наносила его противнику энергетический удар. На предыдущем этаже он таким способом устраивал крушение поездов. Через 20 секунд его удар сможет достать собаку. «Попробуй еще раз», — прорычал я. Пончик выстрелила в летящего человека, и магическая ракета просвистела у моего уха. Болт попал ему точно в спину. Куан покачнулся в воздухе, но больше с ним ничего не случилось. Он выправил курс почти мгновенно. Шкала здоровья над ним даже не появилась. На мгновение блеснуло прозрачное силовое поле. Он обернулся на нас через плечо и слегка ухмыльнулся. «Карл, он мошенничает!» — крикнула Пончик. «У него защита!» «Гребаная хламида!» Смотрите Диннеман, кулинарная книга анархиста подземелий, глава 13. Согласился я. Приз из небесного ящика давал ему способность летать и бить противников молниями. Вероятно, он же и снабжал Куана защитным полем. Мы уже видели такое поле. Или нечто подобное. У Люси и Мар. Мордекай сказал, что этот халат дает также еще кое-какие привилегии, о которых мы пока не знали. Такие как нарастание статов, а также некоторые специфические способности или заклинания. Возможно, защитой Куана было заклинание «Щит» 15 уровня, но наверняка мы этого не знали. Щит, наряду с некоторыми другими заклинаниями, мы с Мордекаем обсуждали особенно подробно. Мы планировали приобрести его на все оставшиеся деньги на следующем этаже, для Пончика. Если этот щит 15 уровня, то он зависит от количества пунктов интеллекта, плюс еще 3 секунды. Сколько это всего, мы не знали. Это заклинание предохраняло от многих типов атак, включая взрывы и магию. Между тем, оно не было равноценно заклинанию неуязвимости, не распространялось на псионические, звуковые и облачные удары. Проходили также атаки тупыми орудиями. Достаточный ущерб и... пуф, щита нет. Уровень здоровья зависел от уровня заклинания. На 15 уровне наблюдалось нечто безумное. Скажем, телосложение заклинателя удесятерялось. Мы не раз наблюдали бегство Куан-Че, что означало, что либо щит требовал много времени на перезагрузку, либо сам Куан был слабаком. У него был 48 уровень, на балл выше моего. Над его головой крутилось неисчислимое количество звезд за уничтожение боссов местности и района. И у него не было черепов, несмотря на весь ущерб, нанесенный им на предыдущем этаже. Но он действовал грязными методами, вел себя как стервятник, охотился на слабых и уже умиравших, воровал у других обходчиков награды за убийство. Я был готов поклясться, что он навострит лыжи, стоит ему почувствовать реальную опасность. Мы летели быстрее, чем он, и должны были обогнать его через пару секунд. Но он был способен взорвать нас слабым взмахом руки. Я видел, как он без больших усилий уничтожал головные вагоны поездов. Когда мы сблизились с ним, я прокричал: «Пончик, настрой солнечные очки и посмотри его тепловую карту. И разряди в него ружье, когда мы будем обгонять его. И про магические ракеты не забудь». Я выровнял самолет и включил гироскоп, чтобы удерживать траекторию. Если Куан не сменит позицию, мы пролетим в футах в 30 под ним, а впереди возвышалась гора по имени Ортер. «Карл, сейчас он взорвет нас. Если у тебя не получится ударить, прыгай». Я выбросил себя из кресла пилота, шагнул вправо и ухватился за металлический штырь, соединявший верхнее крыло биплана с фюзеляжем. Затем я ступил на нижнее крыло
держась за корпус самолета. Ветер хлестал меня и угрожал сбросить в темень. Маленький пропеллер правого борта визжал мне в лицо. От меня требовалась предельная осторожность. Карл, что ты делаешь?» Применяя очки, я вытянул из инвентаря свою хиестру и зарядил ее хобгоблинским дискошаром. Когда Куан повернул голову, чтобы прикинуть расстояние между нами, я увидел, как полезли на лоб его глаза, когда он увидел, что я стою на крыле. Он отшатнулся назад, и его левая ладонь вспыхнула молнией. Я метнул шар, и он пролетел в паре дюймов от пропеллера. Его защита не пострадала, но дискошар все-таки ударился о его грудь и взорвался. Куан опрокинулся навзничь. Липкий, похожий на песок, осадок прилепился к его оболочке. Из пробоины в защите начал сочиться радужный дымок. Куан принялся отчаянно отмахиваться от дыма. Затем он выпустил в нас болт, но тот улетел далеко в сторону. Мы пронеслись мимо Куана, который оставался на своей позиции наверху. Проснулось наше ружье. Пончик закричала от счастья, когда выстрелила в свою дичь. Полнозарядная двойная магическая ракета впилась в облачко. «Я его ударила! Я его ударила!» Я зарядил уже запаленный хоблобер, нацелил его при помощи нового навыка «Удаленный взрывник» и швырнул в расширяющееся, пульсирующее облако радужного дыма. Но даже моя новая способность бросать взрывчатку на вдвое большее расстояние не помогла мне, потому что я капельку промедлил с броском. Тем не менее шар погрузился в растущее облако. Грохот взрыва разорвал воздух в футах в 20 от границы дыма. Я знал по опыту, что удар получится почти точным, очень близким к тому, чтобы завершить дело. Шипящая, трещащая, пульсирующая радуга дыма опустилась с неба на землю. Самого Куана мне не было видно. Обломки дискошара прилипли к его груди, а он кометой полетел вниз и пропал. «Мы его убили, да?» — надрывалась Пончик. «Нет». Я нырнул обратно в кабину, взялся за рычаги и повернул самолет вправо. Мы пролетели примерно в 50 футах над макушками собаки. Если бы пес подался назад в ту секунду, самолет разлетелся бы вдребезги. Но ему должно быть сейчас очень плохо, и он оглушен. Надеюсь, мы отбили у него охоту гоняться за нами. Запусти целебное заклинание. Ортер под нами заскулил. Пончик вылечила его. Я увеличил высоту и провел самолет между пузырями. Мы вернули его здоровье на уровень 70% и немедленно получили нежелательный побочный эффект. У него возродился интерес к охоте на нас. Заклинание «Крючки для туш» продолжало сочиться из лапы Пончика. Зверь с рычанием вскочил на лапы. Я резко повернул самолет. Теперь я уже значительно увереннее им управлял. И снова задал нужное направление полета. «Карл, другие обходчики!» — криком предупредила меня Пончик. И я тут же разглядел новую угрозу. Обшитый металлом дирижабль, формой напоминавший рыбу, возник из ниоткуда впереди нас и немного ниже. Он двигался, но медленно. Я увидел, как от него отделились два гарпуна и полетели в сторону собаки. Этого еще не хватало. Оружие летело чересчур низко и медленно. Оно немного не достигло цели. Я следил за тем, как трое обходчиков отпрыгнули в стороны, когда на них едва не опустилась лапа чудовища, которое их даже не заметило. Рыбовидное транспортное средство взорвалось, и его обломки исчезли в собачьей шерсти. Я предположил, что участь выпрыгнувших наружу обходчиков немногим отличалась от судьбы их летательного аппарата. «Так тебе и надо!» — выкрикнула Пончик, когда мы проносились мимо места крушения. И тут я увидел впереди себя Бога. Не только увидел, еще и почувствовал его. Исходивший от него жар, словно мы приближались к костру. Эмберус, человекоподобный бог, выглядел сзади каким-то асимметричным. Из левой стороны его головы торчал тяжелый изогнутый рог. Его правая сторона казалась вогнутой, почти как у девочки с компрессионной болезнью. Рог дымился, как благовонная палочка. Кожа бога была соткана из оранжево-красных огненных колец. Они шныряли вверх и вниз,
соединяясь и образуя нечеткий силуэт, похожий на человеческий. Согласно описаниям, его тело было липким, голубоватым и как бы каменным. Он вспыхивал пламенем только тогда, когда долбился в дверь к Церен-Долгор. Этот бог был солидным, но не настолько огромным, как можно было ожидать. Если бы его габариты совпадали с размерами обыкновенного человека, то Ортер мог бы быть его титаническим конем. Бог прислонился к пузырю и стучал по его поверхности огромным кулаком, беспрерывно что-то выкрикивая. Стенка пузыря излучала красный свет. Бог солнца и пепла Эмберус. Уровень 250. Предупреждение. Это божество. На этом этаже он неуязвим. Это запретный бог. В этом сезоне у этого божества не будет спонсоров. Этот бог был призван в данное местоположение. Применены правила призывания. Эмберус – младший брат Тараниса. Половина солнечной двоицы. Явственно осознает, что является наиболее подходящим претендентом на небесный престол. Эмберус, известный своим стоицизмом и безразличием к боли, кого бы то ни было, кроме тех, кого он считает достойным сочувствия, может быть справедливым богом, если к нему приходит такая фантазия. Беда в том, что фантазия эта очень давно к нему не приходит. Обычно он бывает абсолютной сволочью. Он готов сжечь любого, кто вам знаком и дорог, только потому, что это покажется ему забавным. Он считается одним из самых неуравновешенных богов здешнего пантеона. Его брат-близнец Хелик, еще один солнечный бог, одержим стремлением убить Эмберуса и его старшего брата Тараниса. У них крайне неуравновешенные отношения. Я полагаю, в большинстве семей так. Вы, пожалуй, не захотите в них впутываться. Само присутствие Эмберуса может быть смертоносным для обходчиков. Причем тогда, когда он пребывает в своем нормальном обличии, когда в нем начинают бурлить эмоции, вокруг становится горячо. Поговаривают в округе, что поскольку любимый сын Эмберуса был убит неизвестным задирой, сам Эмберус ведет себя как полуумный. Так, охваченный горем, он вырвал свои глаза. Вот это деяние. Нас отделяло от места назначения еще много миль, но жара уже усиливалась. Нам было не суждено подобраться намного ближе. Нам требовалось, чтобы проклятый бог развернулся к нам. Он слеп, но это не важно. Он каким-то образом почувствовал присутствие Церен-Долгор. Но каким? «Вон еще! Они на земле!» — сообщила Пончик, указывая вниз. Да, целая группа, может быть 15 обходчиков. Они выстроились шеренгой голубых точек на земле между пузырями и двигались в сторону Ортра. Невооруженным глазом я не различал их в темноте, но сразу после того, как Пончик их заметила, из их череды взмыл по дуге огненный шар и полетел к Ортру. И разбился о собаку, не вызвав эффекта. «Дерьмо дерьмом святое святым», — сказал я. «Идиоты, они же идут на гибель». «Они идут для того, чтобы погубить нас после того, как завладеют щенком», — поправила меня Пончик. Из группы вылетело новое заклинание — магическая ракета. Однако Ортер уже забрался на 2 пузыря и оказался вне радиуса действия ракеты. При этом он абсолютно не догадывался об опасности. Пес взглянул в нашу сторону, яростно залаял, принялся подпрыгивать, поскользнулся, не удержался на лапах и свалился в раскрытый сектор. «Ты еще кого-нибудь видишь?» — прокричал я. Двигатель самолета недобро взвыл. Чем ближе мы подбирались к Эмберусу, тем тяжелее становилось дышать. Ощущение было такое, как будто мне в лицо направили включенный фен. Ортер опять завыл от боли, теперь в более высоком регистре. Обе его головы визжали, орали и внезапно умолкли. Собака тяжело осела на землю. «О нет, 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 нет!» Я развернул биплан. Пес не умер, показатель его здоровья отмечал 2%, и он значился как бессознательный. Хронометр при этой отметке был заряжен на 1 минуту. Передняя половина щенка перегнулась внутрь раскрытого пузыря, и вода каскадами струилась с шерсти. За стеной пузыря лежал каменистый заброшенный мир. Куан,
Сучья же ты сволочь, раз так твою мать и еще так. Он пришел в себя и вернулся. И ударил собаку в зад ногой. Вдали я различил маленький светящийся абрис Куана на темном фоне. Он вошел в пузырь, чтобы добить щенка. Треклятый солнечный бог был настолько поглощен своими криками, что не улавливал даже звуки событий, происходивших в немногих милях за его спиной. Я развернулся прямо на щенка, что означало малозаметное снижение, ударил кулаком по дросселю и крикнул: «Держись за рычаг!» «Держись за рычаг?» — возмутилась Пончик. «Как я могу держаться за рычаг? Большие пальцы, Карл, пальцы!» «Тяни на себя, когда я брошу!» Я зарядил Хиестру шаром с зельем с особым варевом Мордекая. Варево должно было незамедлительно исцелить щенка и сделать его почти неуязвимым на 30 секунд. Мордекай заверил, что для собаки его средство тоже эффективно, если только выбросить мое орудие до того, как Куан сблизится с собакой настолько, что сможет применить свой электрический выпад. Пончик продолжала орать, пока мы шли на снижение. Я утихомирил кошку и вложил всю свою силу в бросок. За щенком левая рука Куана пришла в движение. Я раскрутил шар, придавая ему импульс. Шар прошил воздух, что твоя пуля, и исчез из зоны видимости. Мы тем временем нырнули в воздухе к колоссальной левой голове. Шар натолкнулся на щенка в то самое мгновение, когда Куан применил свой удар. Щенок засветился, и я завопил: «Есть!» Индикатор здоровья собаки взметнулся к верхней точке. Но это ее не пробудило. «Все бесполезно! Ты, га!» Самолет резко взмыл вверх, и я вцепился в распорку крыла. Нас развернуло так, как будто биплан был прицеплен к ходовому механизму огромной карусели. Я тут же активировал липкие ступни, и меня не снесло с крыла. Пончик оставалась в кабине. Она изо всех сил вцепилась в рычаг и орала благим матом. Ее прижало спиной к спинке маленького сиденья. Самолет описал полную петлю, и я тоже закричал. Я горько раскаялся во всех решениях, которые подводили меня к этой минуте. Мы выполнили еще одну петлю, и на этот раз биплан отозвался стоном. От хвостового руля направления отлетела какая-то штука. «Отпусти поручень!» — прокричал я, когда самолет кувыркнулся в воздухе. Я засунул голову в кабину, втянулся внутрь и вцепился в сиденье, когда мои ноги оторвались от поверхности крыла и повисли в воздухе. Пончик не отпускала поручень. Я схватил ее, вполз в кабину. Потом опустил ступни на педали. Самолет переворачивался, вертелся на месте. Центробежные силы швыряли нас во все стороны сразу. Я не имел представления, как выправить крен машины. Что-то отвалилось от ее хвостовой части. Из лапы Пончика продолжал сочиться зловонный дым. Теперь его струя была направлена прямо мне в лицо, и он слепил меня. Я вдавил педали в пол. Они ощущались липкими и кривились вправо. Что-то сломалось, когда я попытался зафиксировать их правильно. Прикрыв глаза, я сосредоточился на управлении самолетом. Я очень осторожно двигал рычаг, на котором все еще висела Пончик и все еще кричала. Я пытался выпрямить курс самолета. Биплан вращался, но уже не столь яростно. Я открыл глаза и обозрел сцену. Мне удалось стабилизировать траекторию полета хотя бы частично. Вращение самолета вокруг своей оси остановилось, но теперь он снижался по спирали, как будто попал в смерч. Я попробовал взлететь выше, но механизм почти не реагировал на мои усилия. Нам предстояло врезаться или в бок собаки, или в сектор земли уже секунд через 20. Ортер так и не приходил в сознание, но его здоровье заметно поправилось. Куан летел на нас, его ладони сверкали. Я видел, что он не на шутку разозлился. Трудно было определить, по-прежнему ли действует его защитное заклинание. Я предполагал, что уже нет. А внизу я заметил еще кое-что. Какая-то группа, возможно, те же, которую мы уже видели, пыталась убить собаку, обстреливая ее с дна лагуны каскадом заклинаний. Обходчики, по всей вероятности, не знали, что у Ортера оставалось еще 15 секунд неуязвимости. Куан намеревался покончить с нами до крушения нашего биплана.
Если это произойдет, то либо он, либо те идиоты внизу убьют сволочную собаку раньше, чем придурок Эмберус заметит проходящую за его спиной масштабную битву. Мне оставалось только одно – ядерный вариант. Как только на мой дисплей выскочило описание Эмберуса, я тут же получил возможность выбрать поклонение ему. Заметки в кулинарной книге наперебой предостерегали против этой опции. Я быстро обратился к меню божеств. У меня был выбор поклонения одному, лишь из двух богов. Грул и Эмберус. Я кликнул на Эмберуса. Возникла надпись «Вы уверены?» Я выбрал «Да». Передо мной выросла стена текста. Я ее сбросил и кликнул вместо нее гироскоп. «Карл, что делается? Почему ты светишься?» — всполошилась Пончик. «Забирайся мне на спину и держись. Не ослабляй хватку. Если понадобится, примени когти. Прими зелье разбить пополам». Я встал на ноги в кабине. Пончик прицепилась к моим плечам сзади, между плащом и жакетом. Ее когти впились в меня, и несмотря на слои жакета и рубахи из шкуры тролля, это было больно. Я вытянул руку, ухватился за заднюю часть верхнего крыла и крикнул кошке: «Не выпускай!» Спиной я чувствовал, как она дрожит. Я нащупал на крыле маленький гномьего размера поручень. Подтянувшись с его помощью, забрался на поверхность крыла. Прочно утвердил ноги на фюзеляже. Куан облетел биплан. Его левая рука светилась голубым, правая красным. А это было для меня неожиданно. Я достал из инвентаря небесную гранату, активировал ее и со всей возможной силой швырнул прямо в Куана. Тот тут же выпустил в нее красный болт в попытке пресечь ее движение. Шар застыл в воздухе, не долетев до Куана футов 15. Я не знал, что у него было за заклинание или как оно должно было действовать, но оно остановило снаряд в полете. Но в конце концов это не имело никакого значения. Небесная граната — это приз, врученный Крису и Мэгги от имени Империи Черепов. Предполагалось, что граната будет использована для вызова бога боли, который убьет меня. Я же воспользовался призом от принца Маэстро, чтобы спасти себя и всех, кто находился в двух разных пузырях. Шар мигнул один раз и, как мне показалось, улетучился из сущего мира. Эта граната создана для вызова бога. Возможно, случайного бога. Так бывает, конечно, в тех случаях, когда метатель гранаты не поклоняется определенному божеству. Явился Эмберус, непроизвольно вызванный в данное местоположение из точки, отстоявшей от него на несколько миль. Пикируя с неба на землю, я развернул самолет в воздухе, чтобы увидеть явление бога. При этом я втянул голову в плечи, ожидая наплыва жара. Жара не было. Бог принял оригинальную форму, не ту, в которой он показался в первый раз. Я увидел, что Бог — это громоздкая плавающая голова и плечи. Больше ничего. Голова была огромная и сердитая, обтянутая мерцающей, тлеющей каменно-серой кожей. Она вся была покрыта разноцветными пятнами, напоминавшими угри. На правой щеке сверкал ярко-красный рот. Этот вторичный рот выглядел плоским, ввалившимся, как давний и плохо залеченный шрам. Пустые глазницы испускали дым и сочились кровью. Вас окутало божественное вмешательство. Вы неуязвимы в течение 60 секунд. Я стал неуязвимым. Пончик нет. Куан исчез. Я не знал, убит ли он, но если и был жив, то с неба точно сверзился. Голова бога была громадной, величиной с город, но все же меньше того бога, какого я видел, когда он молотил по стенке пузыря номер 18. Выглядело так, словно мы собираемся пролететь мимо. Однако мы приземлились на плоской прогалине, по всей видимости расположенной в земном секторе этого мира. Невдалеке от места нашего приземления, на открытом пространстве, имелся колодец, связывавший этажи. Мне был виден лившийся из него свет. Он устремлялся в небо, как луч прожектора. «Ортр!» — произнес Бог и залил окружающий мир ощущением облегчения. Хлеставшая из его глаз кровь превращалась в дождь. «Вот и ты, Ортр! Я тебя искал!
Я очень беспокоился. Бог должен был оставаться на месте 60 секунд. Но случилось не так. Еще до того, как мы коснулись земли, Ортер просто растворился в пространстве. Я обернулся. Бога тоже не было. Остался лишь мерцающий в небе силуэт. Мир вокруг нас погрузился во мглу, которую разрезал только свет из колодца. Я развернулся против ветра и крикнул Пончику: «Держись крепче!» И тут наша махина шлепнулась на землю. Пончик на моей спине вскрикнула от боли, после чего слетела с меня. Порыв ветра нокаутировал меня, но костей я не поломал. Ущерба здоровью не было. Я поднялся на ноги, переводя дух. Входим в земной сектор бездушного пророка. Кошка была без сознания. Ее здоровье упало до 5% отметки. Ее кожа была подпалена, шерсть тлела. Дым наконец-то перестал куриться из лапы. Не теряя времени, я запустил целебное заклинание, и здоровье вернулось к Пончику. Я погладил ее. Моя ладонь стала черной. Бог, даже пребывая в форме плавающей головы великана, источал жар. Баф божественного вмешательства, пришедший ко мне с небесной гранатой, защитил меня, чего я даже не понял сразу. Колодец, единственный источник света, находился в четверти мили от нас. Мне вспомнилось самое начало событий. Свет, лившийся из колодца в морозный ночной воздух. Смотрите, Диннеман, Карл, обходчик подземелий. Пролог. Меня что-то ударило, и я отлетел. Куан, он незаметно подполз и ударил в меня молнией, но неуязвимость действовала. Ей оставалось еще несколько секунд. Сучий ты потрох. Я прыжком поднялся и повернулся к нему. И рассвирепел. Глаза полуэльфа расширились, а я ударил его голым кулаком в лицо. Он опрокинулся навзничь. Над ним появилась шкала здоровья. «Гребаный ублюдок!» — заорал я. Куан с тредом поднялся. «Да я разорву тебя!» В руке Куана появился нож, и он замахнулся для удара. Нож разлетелся в его руке на куски в то самое мгновение, когда перестала действовать моя неуязвимость. Я понял, что мой баф был невидимым. Над моей головой не светилось указание на неуязвимость. Иначе нельзя было объяснить, почему этот кретин решился наброситься на меня, не дожидаясь исчезновения баффа. Теперь мне можно было причинить вред, но негодяй этого не знал. И хотя Бога поблизости уже не было, в воздухе висело ощущение близкого пожара. Земля нагрелась. В мире разлился запах горящей плоти. Я зарычал. Настолько разрослась моя злость. Я подумал о том, что совершил этот Куан. Что он намеренно совершил. «Ты не понимаешь?» — начал я, но не смог изобрести подходящего продолжения фразы. «Ты не понимаешь, что ты натворил?» — пытался выговорить я. «Ты думаешь только о себе? Ты сильнее нас всех, но ты ни о ком не думаешь. Представь, сколько хорошего тебе по силам сделать. Представь, насколько лучше было бы нам всем, если б ты не был самовлюбленным уродом». Но эти слова застряли во мне. «Ты не понимаешь», — не столько проговорил, сколько прорычал я. «Тупица! Ты туп, и никому ты не нужен. Потому-то...» Я прикусил язык. Куан повернулся и попробовал убежать. Я ухватил его за магическую хламиду и повалил на землю. Он врезался лицом в камень, и у него вылетели зубы. Я активировал удар пяткой и хотел добавить, но противник оказался проворным и успел откатиться. «Остановись!» — крикнул в моей голове отдаленный голос. «Остановись! Враг не он!» Куан был маленьким, но двигался он быстро. Из его рта текла кровь. Он вылечил себя и засветился. Я ринулся на него, но он откатился дальше и вдруг сделал кувырок назад и вскочил на ноги. Его рука засияла голубым светом. Я прыгнул вперед и выдернул светящуюся левую руку, стараясь преодолеть защиту заклинания и лишить Куана равновесия. Он попытался вырваться и взлететь, только на этот раз использовал какую-то способность взмывать в воздух ракетой на манер Супермена. Я плюхнулся на ягодицы. Куан взлетел и исчез во тьме. Сбитый с толку, я проследил траекторию его полета на карте. Он приземлился в четверти мили от нас, заковылял к колодцу и пропал.
«Трус!» — прокричал я, выплескивая гнев. «Это еще не конец!» «Карл, Трен, пошли от меня сообщение Куану. Скажи, что это был только задаток». Я посмотрел на руку Куана, оставшуюся у меня. Да уж, рука человека целиком до плеча. Она вяло болталась в моей ладони. Я просто разглядывал ее и тяжело дышал. Я выдрал у него его проклятую руку. 3 кольца на пальцах. Повернув голову, я понял, что Пончик пришла в себя. Ее светящиеся глаза смотрели на меня и моргали. Я не мог понять, написаны ли на ее морде какие-либо чувства. Я присел на горячую землю, которая, впрочем, быстро остывала. Святое дерьмо. Оно случилось. Дерьмо ты дерьмовое. А мы все еще живы. Не успел я опомниться настолько, чтобы сказать кошке что-нибудь, как пришло извещение. Квест «Получите Ортра» провален. Ни один из вас не сумел убить щенка 10 уровня. Щенка! Ну и неудивительно, что вы, малыши, продолжаете умирать. Некому теперь принять к себе обезьянку Джимбо. В наказание за непройденный квест во всех зонах безопасности вы до краха этажа будете получать только суп из обезьяньего мяса и соленые крекеры. Я со стоном улегся на спину и вытянулся. И чувствовал себя так, как будто меня переехал грузовик. Квест «Один тупой из 2 лакеев» завершен. Вы спасли милого невинного щенка. Сейчас он резвится на 12 этаже. И там же скоро вернется к своим занятиям. Осквернение монахинь снова в меню. Награда. Вы получаете платиновый квестовый ящик. В голове стремительно пролетел вопрос. Кто же живет в этом пузыре? Я пока не видел никого. Ни мобов, ни обходчиков. По всей вероятности, все разбежались, когда здесь начал буйствовать Эмберус. Можно было укладываться спать. Разумеется, это было бы несусветной глупостью. Пончик уселась рядом со мной. Она еще не произнесла ни слова с тех пор, как мы спрыгнули с самолета. Я отправил сообщение Имани. «Карл, уже можно начинать. Имани, а ты уверен? Не стоит подождать вашего возвращения?» «Карл, нет времени. Когда всякие боги начнут валить сюда кучами, тогда и разберемся». Мне еще предстояло прочитать целую страницу уведомлений. Я решил, что это подождет. Теперь у меня были 2 новые татуировки. По солнышку на тыльной стороне каждой ладони. Обе татушки слегка светились бледно-оранжевым светом. Наконец Пончик все-таки обратилась ко мне. «Послушай меня, Карл, я тут кое-что решила». Она выпустила Монгу. Он опробовал свой пронзительный голос и приступил к обследованию незнакомого, нового для него мира. «Что такое, Пончик?» «Я думаю, все правы насчет тебя. Я уверена, что ты сумасшедший. Не такой, который ест овсянку без молока, не чуточку повернутый. Ты безусловный псих в самом прямом смысле этого слова». Я посадил кошку себе на колени, затем прижал к груди. Глава 32. Сегодня я совершил ошибку. Я убил неигрового персонажа. Этого нельзя было делать. Мы довольно сильный народ. Небесные птицы белых скал. Мы не оставляем оскорблений без воздаяния. Тот НПС был владельцем магазина приспособлений для ловушек в крупном поселении на 6-м этаже. Мне потребовался повар, который у него был. Но он оскорбил меня, и я его убил. Этот шаг дал мне возможность взять нужную мне вещь с полки. Но у него имелось еще много нужного. Он всегда говорил, что товар на складе, но там ничего не оказалось. Я думаю, он держал все предметы в своем инвентаре, но похоже, что владельцы магазинов не расстаются со своими инвентарями, если их вдруг убивают. Сейчас городские стражи идут за мной по пятам, а магазин, тот, который раньше был хорошим источником для меня и многих других, больше не существует, и я боюсь, что вся операция рассыплется в прах из-за сделанного мною. Вот что мы хотели отметить, о чем продолжаем помнить. Не повторите мою ошибку. Убийство невинных должно сводить к минимуму, к случаям абсолютной необходимости. Примечание обходчика судьи Малого.
Издание 8. Время до крушения уровня 3 дня 7 часов. Церендалгор. Его больше нет. Мир еще очень горяч. Все вокруг растаяло. Одна из нас умеет летать. Она хочет вылететь наружу, чтобы поставить на место последний кристалл. После чего пузырь раскроется. И мы спустимся по лестнице сразу после того, как дело будет сделано. И спасибо за платиновый ящик. Я получил обновление для огнемета. У одного парня из моей группы теперь есть том заклинаний «Праздник здоровья». У всех хорошие призы. Карл, вот и отлично. Попробуйте закончить как можно раньше. Вам самим не понравится торчать возле раскрытого пузыря. Карл, скажи, ради всего святого, в чем ты измазал руки? Спросила Пончик. Чем ты занимался? Я взглянул на татушки-близняшки. Круглые изображения солнц в первобытном стиле. Почти одинаковые, но не абсолютно. Лучи, исходившие из солнца на моей правой руке, изгибались, а на левой лучи были слегка треугольными. Различие довольно тонкое. Оба рисунка черные, но с оранжевой подсветкой. Я их чувствовал. Они были теплые и вызывали смутное ощущение дискомфорта. «Предполагаю, это символы моей новой религии», – пошутил я. Мы уже плелись в сторону колодца. Мы намеревались убедиться, что Куан действительно ушел вниз. К тому же там должна была присутствовать зона безопасности. Эти зоны держатся и тогда, когда рушится все вокруг. Пончик ехала на моем плече, так как земля была чересчур горячей для нее. Монгу нам тоже пришлось убрать. Окружающая местность была пустынна. Религии? Карл, ты о чем? Не может у тебя быть религии. Ты по воскресеньям просыпаешься в 12. Я точно не знаю, какие у вас 10 заповедей, но уверена, что много раз видела, как ты их нарушаешь. Почти все. Я рассказал ей о том, что сделал и почему, но договорить мне не дали. Мордекай. Идиоты, кто из вас двоих это натворил? Карл. Что именно? Мордекай. В зоне безопасности только что появился алтарь. Солнечный диск и на нем чаша и череп. Я не знаю, какого бога это символы. Подозреваю, что Эмберуса. Пончик. Это все Карл, а на меня не рычи. Пончик вздохнула. В самом деле, Карл, мы могли бы не вляпываться в эту катавасию. Спустились бы раньше в колодец. Она еще раз посмотрела на мои одинаковые солнышки на руках и с отвращением фыркнула. Твой новый жакет, бандана, эти татушки. С ними ты напоминаешь иллюстрацию к сюжету в новостях о недостойном обнажении в Walmart'е. Walmart – крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли. Какой смысл для тебя самого в новой религии? Я скромно улыбнулся. Сам не знаю. Как-то боязно вызывать уведомления. Карл, да не будь ты младенцем. Мужику в отвратительных тату не идет быть младенцем. Глянь, вон там зона безопасности. Познакомься по пути с тем, что ты наделал. Хорошо бы попасть туда до того, как Имани и Катя начнут взрывать все вокруг. Я вздохнул, вызвал уведомление и повернул в сторону зоны безопасности. Само строение я не различал в темноте, только знал, что оно стоит примерно в четверти мили за колодцем. Примите поздравления, обходчик. Вы посвятили свою жизнь и судьбу служению. Отныне вы приверженец Эмберуса, бога солнца и пепла. Ваш церковный ранг – псаломщик. Предупреждение. У вас нет класса клирика или паладина, посему вам не продвинуться выше приверженца. Подробности смотрите во вкладке «Божество». Эмберус, воплощение звездной разрушительной силы, заключает вас в теплые объятия. Он рад каждому, кто принимает стержень его философии. Он верит, что сила, единожды обретенная, никогда не должна бездействовать. Вы обязаны использовать ее, но не расточать в суе. В силу вашей новообретенной веры вы обязуетесь соблюдать следующее правило. В противном случае вы вызовете гнев Бога. Вы не вправе причинять вред вашим единоверцам, почитателям Эмберуса. Вы обязаны останавливаться у храма Эмберуса и отдавать каплю крови по меньшей мере раз в сутки,
Если вы не находите храма на протяжении 30 часов подряд, вам предписывается приносить жертву у солнечного алтаря, который сейчас появился в вашем личном пространстве. 5% от всего золота в луте также следует принести на алтарь. Вам запрещается иметь в собственности или использовать любые магические предметы, благословленные богом Хелликом. Вы обязаны успешно проходить все церковные квесты. Капля крови и несколько монет в день. Вроде бы не такая уж беда. Что такое церковные квесты, я не знал. Я не помнил описания чего-либо подобного в кулинарной книге. Это правило нервировало меня больше, чем все остальные. Пончик наверняка пришла бы в ярость от необходимости отдавать 5% золота. Но мы могли урегулировать этот вопрос, договориться, что большая часть добычи от убийств будет уходить в ее лут. В моем инвентаре не было предметов, как-либо связанных с Хелликом. Я перешел к перечню священных льгот. Доступ во все храмы Эмберуса. Все храмы Эмберуса будут появляться на вашей карте. Все храмы Хеллика будут появляться на вашей карте. Все почитатели Эмберуса будут обозначаться символом. Все почитатели Хеллика будут обозначаться символом. Все почитающие Хеллика, неигровые персонажи, обходчики и мобы, которых вы убьете, будут приносить вам на 100% больше опыта. Иммунитет к эффекту ожог. Все предпринимаемые вами физические атаки будут вызывать ожог с вероятностью в 10%. Свободный доступ в клуб «Покоритель», независимо от ваших прежних или текущих связей с клубом. Каждые 5 последовательных дней поклонения будут приносить вам милость от Бога. Дополнительные привилегии и обязанности будут открываться перед вами по мере интенсификации вашего поклонения. Все перечисленное выглядело достаточно привлекательно. В особенности доступ в клуб «Покоритель». После слов «свободный доступ» стояла звездочка, не сопровождающаяся какой-либо информацией, что внушало беспокойство. Но я не сомневался, что вопрос прояснится, стоит мне попробовать проникнуть в клуб. Впрочем, согласно последней имевшейся у меня информации, этот клуб был закрыт вследствие фигни, которую учинил там непреодолимый. С эффектом ожог все было отлично, как с иммунитетом к ядам. Они периодически причиняли жертве новый ущерб. Чего можно было ожидать от храмов, я толком не знал. Кулинарная книга не раскрывала данную тему. Скорее всего из-за того, что она относилась к сфере клириков, которой книга уделяла отнюдь не первостепенное внимание. Я не припоминал, чтобы мне встречались какие-либо храмы, кроме тех, что служили входами в клуб «Покоритель», и не замечал, чтобы они были посвящены различным божествам. Я знал, что все клирики и паладины обязаны выбирать себе бога при выборе класса. Все они проходили через эту стадию, начиная с 3-го этажа, так что храмы должны были встречаться повсюду. Меня дожидалось еще одно дополнительное сообщение. Сообщение от Эмберуса. Я сглотнул слюну. Оформлено как обычное сообщение в чате, но оно светилось золотом. Я кликнул его. Эмберус. Моя деточка, ты воссоединил меня с потерявшимся другом моего сына. Я благодарен тебе. Я дарю тебе благо. Но наша работа еще не завершена. У меня есть для тебя 2 задания. Ты получаешь благо от твоего Бога. Твое телосложение укрепилось на 25% на 30 часов. Сообщение оказалось совершенно нормальным. Странно было то, что оно доставлено таким вот способом. Система характеризовала Эмберуса как неуравновешенного. Но ничто в перечисленных требованиях не выглядело безумным. Если все прочие блага будут так же хороши, тогда они стоят усилий. Как только я отключился от сообщения, пришли 2 новых уведомления. Против обыкновения эти 2 квеста озвучивал мрачный голос Бога. Новый квест. Узнать, кто убил моего сына. Гейрун убит. Узнайте, кто это сделал и по какой причине. Единственная подсказка.
Когда это случилось, наиболее очевидный подозреваемый, мой брат Хеллик, участвовал в совещании вместе со всеми нами. Посети высокого клирика у алтаря Эмберуса в клубе «Покоритель» и узнай подробности. Лимит времени. Для этого квеста лимит времени не установлен. Тем не менее, тебе зачтется поражение, если ты попробуешь покинуть 18-й этаж мирового подземелья до того, как эта задача будет выполнена. Награда зависит от того, кто ее выполнит. Вспомнив все прежние намеки, полученные в сходных ситуациях, я просчитал, что меня ждет. Хотя бы нет спешки. Я кликнул следующее уведомление. Здесь голос Эмберуса зазвучал откровенно сердито. Новый квест. Убить Хеллика. Мой брат-близнец Хеллик, бог солнца и жизни, стремится убить меня и моего старшего брата Тараниса, бога грома и регента Небесного престола. Он дурак, он опасность, он не имеет права существовать. Поскольку ты почитатель, на тебя возлагается задача убить его. Тебе причитается бонус, если его смерть будет мучительной. Лимит времени. Хеллик должен умереть до того, как ты достигнешь 12-го этажа. Если к этому времени он будет жив, тебе зачтется поражение. Награда. Итогом убийства Хеллика станет ящик небесного бога. Предупреждение. Убийство бога может повлечь некоторые непредвиденные последствия для всех обходчиков. Я глубоко вдохнул. Если Хеллик внешне похож на Эмберуса, то убить его удастся не скоро. Боги неуязвимы, и у них 250 уровень. Нет, опять-таки, этим лучше озаботиться позже. Приманка в виде небесного ящика влекла неудержимо, но думать о том, чтобы причинить вред одному из этих созданий – абсурд. Даже при том, что у Кати есть особенный болт, который лишает их неуязвимости на несколько секунд, задача выглядела попросту невыполнимой. Мы остановились у колодца, и я пересказал Пончику и Мордекаю всю информацию о преимуществах и заданиях бога. Как я и предвидел, Пончик взбесилась от обязанности выплачивать 5% дань. Карл, да ты должен сейчас же выйти из этой религии. Нет же ничего проще. Я не понимаю, о чем ты еще думаешь? Поражение. Так переживем. Оно не будет хуже, чем 5%. Это возмутительно. 5% это много, но это ничто по сравнению с другими религиями. Тебе известно, что родители Беа отдавали своей церкви 20% от всех доходов. И дико злились на Беа за то, что она не жертвовала туда. 20%? Карл, да я не могу поверить. А это правда. Между тем ее отец был юристом. Деньги они гребли вагонами. Вот те раз. Тогда понятно, почему они вечно были такими недовольными. Мордекай тоже обозвал меня идиотом, но его занимали другие вопросы. Он сказал, чтобы мы как можно скорее возвращались в зону безопасности. С помощью Саманты он разобрался с тем, как можно использовать ямс, и приготовил для меня зелье. Колодец располагался на большом правильном металлическом квадрате, похожем на огромный 10 футов на 10 противень для печенья. В центре его красовалась магическая дыра. Мне стало любопытно, что происходило в этих местах до нашего прихода. Металл был забрызган свежей кровью, следовательно, по нему проходил Куан. Я улыбнулся, взглянув на его голую руку, которую все еще держал в своей. Неужели я все время тащил этот огрызок? Уху! Увы, я не сумел стянуть с него хламиду или порвать ее, но не сомневался, что он уже никогда не будет применять удары молниями. Некоторые обходчики обладали способностью регенерации конечностей, но она встречалась редко. К тому же, безусловно, конечность не отрастала мгновенно. Можно было надеяться, что этот урок Куан усвоил. Пончик тоже рассматривал оторванную руку. «Сейчас он постарается покалечить нас», — произнесла она. «На нас уже точат зубы и Мэгги, и Маэстро, и Люсия, а этого тебе надо было убить». «Я бы и убил, да он умотал», — ответил я. «А ты действительно сохранишь эту руку? Вот уж всем призам приз, Карл». «Конечно, надо ее сохранить».
Теперь на моей карте возникла зона безопасности. Но что в ней происходило, я не видел. Пончик сказала, что там в полу люк, ведущий в землю. Куан носил на пальцах 3 кольца. Я стянул одно из них. Одно простое, плюс 2 кольца силы. Такие предметы достаточно часто встречались на первых 2 этажах. Я надел кольцо себе на палец. Теперь их стало 5. Я мог носить 10 штук, но хотелось по возможности оставить свободными большие пальцы. Второе кольцо оказалось поинтереснее. Кольцо меткой стрельбы Рокарда. Это кольцо с янтарем носит имя Рокарда, одного из самых злосчастных обходчиков подземелья. Этот арковидный вояка прославился своей неуклюжей способностью налетать в последний момент и утягивать заслуги других обходчиков у них из-под носа, забирать лучший лут и опыт. Его ненавидели все. Любопытный факт. Этот тип возглавлял 10 лучших в свой сезон, пока его не зарезала во сне родная мать. К счастью для вас, времена изменились, и теперь обходчики не могут быть убиты другими обходчиками в зонах безопасности. А жаль, если честно. Кольцо открывает вам доступ к способностям зрелый и снаряженный. Я ознакомился с тем и другим. Зрелый. На вашей карте обозначаются все существа, чье здоровье ниже 50%. Это преимущество не расширяет зону охвата вашей карты, но в сочетании с другими навыками, такими как следопыт, существенно упрощает подонкам воровство чужих заслуг. Значит, репутация Куана неудивительна. Описание не грешило против истины. Действия такого рода легко могли принести Куану опыт меткой стрельбы. Я вспомнил события, имевшие место незадолго до окончания предыдущего этажа, когда Куан попытался убить босса провинции, на которого охотились Мириам Дом и ее непреодолимый. Куан украл у них добычу и сбежал. Вторая способность была не столь полезна, но на следующем этаже это должно было измениться. Я усмехнулся. Снаряженный. На вашей карте отображаются все неспрятанные существа, имеющие на себе детали магической амуниции. Знание особенно полезно, если вы хотите тусоваться с настоящими модницами, а не с примитивными ряжеными. Оно также поможет подобраться к кому-нибудь сзади, тюкнуть по голове и умыкнуть его пожитки. Я и это кольцо надел себе на палец. Последнее кольцо не было колдовским. Я только таращился на него, пока не понял, что оно из прошлого. Золотая полоска на указательном пальце. Снять его было непросто. Мешал маленький диаметр. Я покрутил его и потянул. Палец хрустнул. Я присвистнул. Описание было простейшим. Глупое золотое кольцо. Ценности не имеет. Бросьте его. Я поднес его к подплывавшему к нам светящемуся шару и разобрал выгравированные на внутренней поверхности едва различимые буквы. Моему папе. Я насадил кольцо обратно на палец Куана, но оно не налезло до конца. Тогда я оставил его у начала первой фаланги и забросил всю руку в инвентарь. Далее я прикоснулся к металлическому листу, за которым скрывался колодец. Я был готов к тому, что обожгусь, но металл оказался прохладным. Я стал толкать его, как санки, в сторону зоны безопасности. Толкать было легко. Я подумал, что нам лучше всего находиться в непосредственной близости от пути к спасению. Не хотелось оставаться в недружелюбном мире. Предстояло сделать еще немало. Однако мы застряли в этом месте и следовало быть готовыми к любому повороту событий. Катя. Луис только что поел супа из обезьяны, и теперь ему нехорошо. Он удрал в туалет личного пространства, и я не успела его задержать. Я выругался, метнулся к меню, вызвал вторую закладку в блокноте и стер все личные записи, включая карту и наши координаты. Затем написал: «Луис, если видишь, молчи». Слова подчеркивались автоматически, а магическое перо тем временем начало писать их на листе бумаги, прикрепленном к внутренней стороне двери туалетной кабины. Подчеркивание остановилось после «Луис, если видишь». Предупреждение. У вас закончились чернила. Я подавил стон.
Когда я проверял запасы в последний раз, у нас оставалось полфлакона чернил. Флакон стоял на полочке, которую я соорудил и прикрепил к двери туалета с внутренней стороны. И Катя, и Пончик помнили, что дверь следует открывать осторожно, поскольку она шаталась. Этот кретин мог пролить чернила, тем более если рванул в туалет, очертя голову, и впечатался в дверь. Ванная комната в нашем личном пространстве была устроена так же, как во всех общих зонах безопасности. Раковина с зеркалом на одной стене, покрытой розовой плиткой, обновленный душ, напротив туалетная кабинка. На ее металлической двери имелась задвижка. Вообще комната выглядела так же, как стандартная ванная комната с туалетом в прошлом. Ванные комнаты не были уединенными строениями, как те, что были беспорядочно разбросаны по всему пространству подземелья. Внутри широкой туалетной кабины был установлен унитаз. Имелись писсуар и магическое ведро для мусора. Мордекай, как я полагаю, ванной комнатой не пользовался, тогда как Катя, напротив. Неигровым персонажам вход в ванную, равно как и в другие комнаты, в частности в тренажерный зал и в мастерскую, без сопровождения был заказан. Когда драмадерам-деткам требовалось туда, мы или отсылали их обратно в зону безопасности, или просто просили потерпеть. Если обойтись без похода в ванную было нельзя, как тогда, когда снаружи Бог крушил весь мир, Катя провожала малышей туда, куда надо, и тогда же пополняла запасы бумаги, чернил и перьев, чтобы юная поросль вовремя увидела все это богатство и не общалась вслух. С другими обходчиками, нашими спутниками, ситуация была другой. Доступ в ванную комнату был им открыт, когда они находились под нашей крышей. Тем не менее, мы просили всех пользоваться санитарными помещениями в смежных зонах безопасности. Катя ссылалась на то, что объемы выделяемых нам предметов гигиены ограничены, что было правдой. Но было и другое основание. Туалетная кабинка была единственным местом, где мы могли обмениваться сообщениями с другими обходчиками не на виду у посторонних. Поначалу мы попробовали обмениваться сообщениями, используя Мордекаев сухой стираемый маркер, но бот-уборщик неизменно удалял записи. Тогда я сообразил, что волшебная бумага, ручка и набор перьев, комплект автора из кофейни, будут даже лучше. Я прикрепил бумагу на стену внутри кабинки при помощи магнита, который забрал в лут из комнаты босса-соковыжимателя еще на первом этаже. Если Катя писала что-то магическим пером, написанное появлялось в моем блокноте, и я мог отвечать без задержки. Пончик также могла использовать этот метод, но для этого ей приходилось запрыгивать на полку, где стояла чернильница, и писать, держа перо в зубах. Она воспользовалась этим способом лишь однажды, чтобы написать: «Карл, это не для меня». Катя убрала все принадлежности, когда мы набили свое личное пространство беглецами из рушащегося города. Но потом возвратила перья и бумагу на место, чтобы сообщить координаты своего места пребывания. Она не успела удалить информацию, когда ворвался Луис. «Луис, эй, Карл, ты не предупредил, что у тебя в ванной духи? Кстати, никогда не ешьте обезьяний суп. Говно!» «Карл, мы подойдем к тебе через минуту. Может, пока испытаешь магический душ? Бафов тебе не будет, но попробовать, думаю, все-таки стоило бы». «Луис, угу». Прием, заткнувший его на минуту. Мы закончили установку колодца возле люка зоны безопасности, прорубленного в каменной поверхности земли. Я открыл люк, спустился по короткой лестнице и оказался в пабе с вполне обычным интерьером. Входим во всевидящую тоску. Владельцем зоны безопасности оказался циклоп человеческих габаритов. Его заметно удивило наше появление. Он был завернут в лохмотья и вообще выглядел как бездомный. Звали его Зандер. «Привет!» «Привет!» — выговорил он. «Я думал, вы все ушли. Что там за возня за дверью?» «Это один бог», — ответил я. «Его уже здесь нет». Циклоп Зандер кивнул. «Хотя бы пророк умер. Если хотите есть, вам не повезло. Все мои запасы тю-тю. Остались только консервы Джимбо и крекеры». Я заверил его. «Это ничего.
Мы только пройдем насквозь. Я остановился перед входом в личное пространство. «Послушай, ты знаешь, есть тут поблизости клуб «Деспирадо»?» Хозяин наклонился над барной стойкой и потер поросший седой щетиной подбородок. «Был один в соседнем кратере, но пешком туда, ого-го. Да я не знаю, есть ли еще тот клуб. Еще один был в туннелях. Но когда королева крыс умерла, там все заполонили черви. Я не решаюсь туда ходить». Я поблагодарил и перебросил ему золотую монету. Он попытался ее поймать, но промахнулся, и мы вошли в личное пространство. «Карл, мы сейчас в космосе. Сомневаюсь, что нам будет легко попасть в клуб «Деспирадо». Так что командование переходит к тебе. Катя присоединится, чтобы помогать с ориентированием. Напомни своим, что действовать необходимо быстро. Сколько пузырей у нас впереди?» «Имани. Условиям соответствует всего 8 пузырей. В 8-м только один обходчик. Всего обходчиков больше 500. Большинство сосредоточено в первых 4 группах. Еще некоторые умоляют нас о помощи, но им придется дожидаться второй фазы. Для того, чтобы мы могли прийти на помощь людям, замурованным в пузырях, эти пузыри должны были отвечать ряду требований. Во-первых, требовался человек, имеющий доступ в клуб «Деспирадо». Во-вторых, все, кто выжил в пузыре, должны находиться в одном секторе. Второе требование представлялось трудноисполнимым. 3 из 4 замков должны быть взяты. Все, кто находится вне этих 3 замков, должны быть убиты. Или же какое-то сочетание этих 2 условий. Но бывает так, что люди не знают точно, что тот или иной сектор свободен от обходчиков. И мы не хотели выпускать одичавшего бога в закрытый пузырь, в котором, возможно, присутствуют обходчики, не имеющие возможности вырваться наружу. Данное правило установила Имани в качестве оплаты ее содействия нашим задачам. Она категорически не желала способствовать бегству обходчиков из пузыря, когда нет уверенности, что внутри никого не осталось. Нельзя бежать, пусть даже остался всего 1 человек. Несомненно, Элли умела мастерски определять, когда в ее присутствии лгали. Она, Катя и Имани беседовали с разными людьми в «Деспирадо», и она уже отсеяла нескольких обходчиков, установив, что они врали о населении своих пузырей. Честно говоря, был рад, что не разделял это их увлечение. У нас оставалось еще 3 дня. Мы обратились с просьбой ко всем, кто не соответствовал требованиям, приложить все усилия. Мы обещали всяческую помощь, какая только была в пределах наших возможностей, но что-нибудь более существенное лежало за этими пределами. Пончик. И еще скажи им, что если они попробуют зажилить ворота, Карл вырвет у них руки, как у Куана. Имани. Карл, это правда, что ты вырвал его руку? Пончик. Прямо из плеча, как ножку из курицы. Он эту руку сохранил и хочет использовать как скребок для спины. Элли. Господи, хоть бы показали в итоговом выпуске. Карл. Напомните им, насколько велика опасность. Не задерживаться. Прорваться и стоять в стороне от ворот. План у нас был простейший. Каждая группа в полном составе должна была собраться у входа в клуб «Деспирадо» своего пузыря. Человек из первой группы входит и прибирает части ворот. Те, кто снаружи, вызывают координаты, полученные от Кати, и ворота открываются. Так как расстояние скромное, потребуется меньше минуты на то, чтобы портал открылся. Ворота уже открыты, все проходят через них и оказываются в горбатом городе возле местного «Деспирадо». Последним появляется привратник. Как только все проходят в ворота, они закрываются, и в закрытом пузыре возникает одичавший бог. Тем временем привратник возвращается ко входу в «Деспирадо» и передает ворота следующему, и так далее по цепочке. Вот ворота переданы, и команда Лэнгли ведет спасенных к колодцу. Все спускаются. Мы не хотели допустить, чтобы наверху миски, нет, половинки миски, стараниями Ортра, собралась большая масса народа. Поэтому была принята четкая установка приступать к спуску, не мешкая. Если фаза 1 пройдет гладко, то весь процесс займет около получаса. А когда дело будет закончено, в пузырях в плену будут находиться 8
одичавших богов. И не исключено, что 8 настоящих богов будут рыскать по лакуне, разыскивая одичавших. Меньше всего мы хотели получить еще 8 мировых квестов, таких как последний. Таков был риск, бедствия в самых разных формах. Мордекай советовал всем оставаться в своих зонах безопасности, на случай, если Бог нападет на их мир. Этот Бог рано или поздно уберется восвояси, особенно если поблизости объявится другой Бог. Боги любят или драться, или драпать, а чаще то и другое сразу, когда они встречаются не на 12-м этаже, а где-нибудь еще, сказал нам Мордекай, когда мы приступали к разработке наших планов. Отвлечь Бога проще всего, если подсунуть ему другого Бога. Когда такое случается, эти боги быстро являются без зова толпами. Я 10 раз такое видел, если не больше. В этом плане меня серьезно беспокоили 2 возможных действующих лица. Во-первых, Грул или другое божество, пользующееся поддержкой. В общем, то, что шныряет по нашему пузырю и хочет утвердиться в нашем мире, чтобы раздавить всех и вся. А второе — Мэгги, которая ожила в нашем пузыре и наверняка одержима той же целью. Мы направили Гвен и ее людей на борта Миски, на сторожевую вату, пока никто из них не видел следов Мэгги и ее деятельности. Имани. Итак, внимание, мы приступаем к извлечениям. Передайте всем, с кем вы на связи. Если вы не входите в группу, отправляйтесь в зону безопасности. Если ваш пузырь раскрыт, вам лучше всего начинать спуск. Если вы увидите Бога, объявляйте об этом в чате, чтобы мы отслеживали его перемещение. «Идемте», — сказал я вслух. Вокруг нас не было никого, кроме драмадеров и перевертышей. Я поручил Луису охранять Катю на пути к Деспирадо. После этого ему и Фиросу предстояло участвовать в заботах об эвакуируемых. Он прорычал что-то эдакое насчет нечисти в туалете и собирался еще добавить, но Катя положила руку ему на плечо и стиснула так, что даже до него дошло. Лучше заткнуться на... Тем не менее, любитель подсматривать мог бы вычислить, какие слова он выкрикивал. Я надеялся, что все его откровения утонули в общем шуме. Пончика я отправил в ее комнату, чтобы она отследила комментарии наших социальных медиа. Кошка должна была предупредить, если бы заметила какие-то признаки того, что кто-то где-то догадывается о смысле наших приготовлений. Мордекай возвратился в мастерскую, чтобы повозиться со второй порцией зелья, которое он создавал из ямса. На каждую порцию уходила 1/8 нашего запаса этого продукта. Я сказал ему, что нужны минимум 3 порции для меня, Кати и Пончика. Далее оставалось только ждать. В главной комнате зоны безопасности дети смотрели на главном экране «Последнего единорога». The Last Unicorn, 1982. Полнометражный мультфильм по одноименному роману Питера Бигла. Коробка сока в ее человеческой вариации сидела там же, с маленькой гномочкой Бонни на коленях. Несколько секунд я смотрел, как она гладит детскую головку, и думал обо всех неигровых персонажах, которых уже убил. И думал о десятках тысячах, которым предстояло быть убитыми при осуществлении 4-й фазы нашего плана. Им лучше там, где они мертвые. Мы освобождаем их. Я думал о Куле, авторе записей в кулинарной книге, о том, кто принес в жертву все, чем обладал, только ради того, чтобы убить 2 админов. Я думал о Пристли, авторе 14-го издания, лучшего источника сведений о 9-м этаже. Я думал о том, как повел бы себя каждый из них на моем месте. Кули повел бы себя в точности так, как ты. Пристли не так. Прежде всего, мы с Пончиком должны были вернуться в пузырь 543. Нам предстояло пуститься в путь на следующее утро по окончании 2-й фазы. Но нельзя будет рисковать, если вокруг рыщет толпа ополоумевших богов. Что случится с нами дальше, определит следующий час, решающий. Я был готов лезть на стенку, настолько мучительно было бездействие. К счастью, я открыл не все свои ящики, так что занятие у меня нашлось. Все мои спутники уже открыли свои платиновые квестовые ящики.
Почти во всех содержались замечательные призы. В основном свитки с заклинаниями. Пончик получила мерцающие ножки. Дешевое заклинание, предназначенное для того, чтобы Монго или любой другой миньон приобрел фантастическую быстроту на столько секунд, на сколько баллов оценивался его интеллект. Пончик безумно обрадовалась. Катя приобрела Ханзо, киборг-ниндзя из видеоигры Overwatch. Заклинание для подманивания мобов. И Луис, и Фирос также получили заклинания, но я не знал, какие именно. Гвен досталось новое копье, которое немало ее воодушевило. Трен получил ящик подписки, такой же, как Пончикова книга этажа, только со свитками. Я же начал со своих достижений. Открыв первое, я услышал звуки органного гимна. Новое достижение. Божий человек. С тех самых пор, когда первая обезьяна взглянула на небо и увидела, что там что-то мерцает, вы, мясные куклы, пытаетесь обратить 20 фунтов экзистенциального смысла в 10-фунтовый мешок хаоса. Вы обрели религию, вы привели себя к жизни в благоговении и благочестии. Наконец-то пришло время последствий всего, что вы совершили. Награда. Одним из величайших свойств религии является непоколебимая уверенность в том, что вы правы, а все, кто не верит в то же, что вы, ошибаются. Это прекрасная награда, но не забывайте также о вечной жизни. Это весомый коммерческий аргумент в пользу ваших оппонентов. Да уж, позабавили. Маленький перевертыш уселся на край кухонного стола и вытаращился на меня. Я взглянул на него и произнес: «Система ИИ катится в тартарары». «Хорошо», — отозвался ребенок и вернулся к своему фильму, не заметив моей неуклюжей попытки пошутить. Новое достижение. Безрукий. Вы вырвали руку у обходчика, вашего товарища. Голыми руками. Дерьмо же святое. Награда. Вы получаете серебряный ящик дикаря. Кроме этого, я заработал еще несколько призов, связанных с самолетом, плюс достижения за заметный ущерб, нанесенный мной при пребывании в неуязвимости. Впрочем, все это воплотилось всего лишь в ящиках низкого уровня, не содержавших ничего примечательного, за исключением нового зелья от динозавров. Мне оставалось открыть 2 ящика. Мой фанатский ящик был недоступен в течение еще 12 часов. Мой первый ящик дикаря. Такие предназначались тем, кто убивает в игре. И я не жаждал увидеть его содержимое. Я не хотел, если это возможно, обзаводиться черепом. И втянул голову в плечи, когда ящик открылся. Оттуда выпала пара наручников, обернутая в красный пушистый бархат. Заколдованные наручники. Мое кодовое словосочетание «сильнее, папа». Вы знаете, что это за вещь? Такая была в шкафу у вашей мамы. И ваш папа наверняка не так, чтобы не знаком с ней. Она предназначается для того, чтобы сковать вместе пару запястий. Эта усовершенствованная пара наручников магически перезаряжается. Чтобы разбить наручники, требуется сила не меньше 200. Ключа к ним нет. Вы сами запираете и отпираете их магическим способом. Кроме того, вы можете придумать кодовое слово или словосочетание, которое будет отключать наручники. «Вот это бляха-муха!» – пробормотал я. Платиновый квестовый ящик заключал в себе магическую книгу. Я взял ее и повертел в руках. Черный кожаный переплет на ощупь был теплым, и на нем красовался череп. Я взглянул на потолок и улыбнулся. «Приятно, наконец, оказаться на одной волне с вами». Я открыл книгу, отчего она засветилась, и заклинание самопроизвольно добавилось к моему собранию. Свисток. Стоимость 5 маны. Свисток, известный также как «сюда свинка-свинка» или «ночной ужас», применяется на охоте или в артиллерии. Он предназначен для тех, кого не волнует, узнает ли жертва о его приближении. Все эльфийские канониры из сновидения знакомятся с этим заклинанием, как только достигают совершеннолетия. Каждый, кто сидит в траншее, испытывает позорный страх перед звуками, которые производит это заклинание.
Цель. Зона радиусом в 1 километр от заклинателя, плюс по 500 метров на каждые 10 баллов его интеллекта. Внешние факторы и препятствия могут увеличить или сократить дальность действия. Длительность. Незамедлительно. Свист распространяется со скоростью звука. Восстановление. 5 минут. Свисток рассылает свист, уловимый ухом всех необходчиков и неотмеченных красных мобов, окружающих вас. Он отметит цели, находящиеся вне вашей карты. Цели, достигнутые свистком, услышат свист, но не будут знать, откуда он исходит. На высших уровнях вам будет предоставлено больше информации о цели. На 5-м уровне вы сможете насытить свист ужасом. Я пожалел, что заклинание не воздействовало на мобов и обходчиков. Но ничего страшного тут не было. Это заклинание следовало использовать на 6-м и 9-м этажах. Оно настигало неигровых персонажей и, что важнее, элиток и охотников. Катя, подействовала. Первая группа уже идет сюда. Пончик. Ворота у этой команды? Катя. Нет, она уже закончила и передала их следующей группе. Перемещение тут происходит очень быстро. Луис. Как же они кричат, как же они счастливы. Меня только что обняла знойная орк-цыпка. Фирос. Полуумная какая-то. Только не говори коробки сока. Карл. Хорошо, держите меня в курсе. Глава 33. Ларакас – город из сна. Он живет, он дышит. Песня. Он впечатывается в кости всякого, кто ощутит его в первый раз. Я никогда не видел подобного ему. Он как перевернутая воронка музеев, галерей, колледжей, цветовых оттенков. Здесь обитают неигровые персонажи. У них есть цель, есть жизнь. Впервые с той минуты, когда нас затянуло в этот ужас, я чувствую трепет, изумление, что-то еще помимо злости. Но это не чистые и неуловимые ощущения. Этот город не должен быть здесь. Он слишком изумителен, чтобы его использовали так нечеловечески, так бессмысленно. Я так и не вник до конца в притчу о вулкане и сороконожке под ним. Так и не понял, какая метафора в ней представлена. Если метафора здесь вообще есть. Но кто бы ни спроектировал это диво в центре 9-го этажа, архитектор этот умел ценить изящество и владел искусством превращения низменного в зримую музыку. Этот город прекрасен и реален настолько, что не может не быть копией чего-то существовавшего в мире. И мой ум не постигает его значения. В первый раз я не могу определить, где кончается реальность и начинается тяжкий сон. Мне уже трудно дышать. Принято считать, что его построили дварфы Семеру. Вулкан – самая высокая гора острова Ява, Индонезия. Индуисты этого острова видят в этом вулкане обитель Шивы. Но они не владеют городом. Уже не владеют. Они еще есть здесь, преимущественно в пабах. Они смотрители нестроевой службы при перевернутом замке, который вырос в центре города на дне колодца. Диаметр Ларакаса невелик. Размерами он уступает некоторым городам охотничьих хозяйств. Но в самом городе имеются разные слои. Они располагаются один под другим, как в конусе, поставленном на вершину. В моей культуре существует легенда о людях, которые построили башню, чтобы добраться до богов раньше, чем боги разрушат их постройку и рассеют их самих по миру. Я верю, что лежащий передо мной город вышел из этого мифа. Семеру хотели сравняться с небесными, а те жили не выше, а ниже их самих. Затея Семеру каким-то образом разбудила скалопендру, лежавшую у основания вулкана. Этот город процветает. На каждом уровне я встречаю что-то новое и захватывающее. Здесь есть кварталы. Квартал театров, музеи, колледжи, где у студентов горят глаза, храмы, магазины. Сегодня ближе к ночи, пока нас не изгнали, я буду смотреть спектакль. Спектакль в этом вот месте. Вы можете вообразить? Я нарисую для вас карту. Та, что нарисовал Милк, хороша и сейчас, но на ней недостает подробностей. Инопланетные звери собираются в кварталах увеселений. Я не решаюсь заглядывать туда, чтобы не изгадились впечатления от этого места.
Именно там можно найти клуб Деспирадо и всевозможные братства. Именно там приобретаются наемники. Хотя я слышал, что эти рынки уже обескровлены. Именно там тратятся доходы. Там убийцы продают оружие и продираются сквозь нас, как сквозь мякину из кошмаров 6-го этажа. Мы изгоняем пришельцев. Меньше 30 часов осталось до начала сражения. Они вернутся, когда останутся только 3 армии. Они смогут снова войти в город, и тогда город будет разрушен. Говорят, что к окончанию битвы никого из неигровых тут уже не будет. Не устоит ни одно здание. Все они будут уничтожены в погоне за воображаемыми наградами. От этой перспективы мое сердце ноет. Мир этого вулкана, несомненно, не прочнее, чем волшебная сказка. А разве реален этот город? У него реальный облик, реальные запахи. У него есть история. А если так, то какой смысл отдавать его в наше распоряжение? Чтобы показать нам чудо, существовавшее когда-то, чтобы напомнить нам, что никому нет дела до города, который рухнет, чтобы подчинить нас? Неигровые персонажи. Да что они? Что с того, что они будут страдать? Я страшусь того, во что превратится мой рассудок, когда я увижу крах. Примечание обходчика Присли. Издание 14. Спустя час стало ясно, что первая фраза привела к ошеломляющему успеху. Меня поразило то, что никто не пожелал узнать, какой именно бог явился на вызов, хотя мы сумели собрать информацию из нескольких пузырей. Предпоследний располагался прямо на границе мира Элли и Имани, и Элли осмелилась заглянуть туда. Чем бы ни была явившаяся туда сущность, ее размеры намного превышали вместимость пузыря. Материализовавшись там, она попросту лопнула, залив пузырь кровавой слизью. Еще через минуту пузырь автоматически раскрылся сам собой. По-видимому, взрыв пришельца убил остававшихся в живых защитников пузыря. И вся жижа устремилась в лагуну. Жутчайшая вонь наполнила этаж. Элли сказала, что смрад вокруг них непереносим. Еще один обходчик сообщил, что внутри ближнего к нему пузыря находится индюк-великан, примерно таких же размеров, что Ортер. Этот пузырь тоже развалился сам по себе, и теперь одичавший индюк шатался вокруг и что-то клевал то тут, то там. При этом он ни на кого не нападал. В последнем сообщении говорилось, что он присел возле другого лопнувшего одичавшего бога и пожирает его слизь. Не обрадовавшиеся соседству с индюком, оставшиеся члены команды Медоуларк поторопились приступить к спуску. Только Имани и Элли прикрывали их отход внутри пузыря. Ли Цзюнь, чья команда успела расправиться со своим замком, извещал, что ближайший к ним пузырь заполнен монстром, покрытым щупальцами. Вся партия уже спустилась, только сам Ли Цзюнь и его сестра Ли На остались, чтобы следить за пузырем, о чем мы их заранее попросили. Что касается обычных богов, то их явилось только 3. Но, как и предсказывал Мордекай, все они через несколько часов убрались восвояси по собственной воле. Они славно потрудились, открывая миры, но у нас не было известий о трагических случаях. Больше мировые квесты не объявлялись, и ни один бог даже не приблизился к 543-му пузырю. Мы были готовы начинать вторую фазу. Она была аналогична первой, только теперь нам предстояло иметь дело с мирами, в которых обходчики не знали в точности, пусты ли другие сектора, не те, в которых они находились. Еще 2 мира стали пригодными для первой фазы, и с этими мирами мы управились в первую очередь. Во второй фазе нас ожидало 15 миров, в которые попали примерно 800 обходчиков. Я глянул на табло над кухонным столом. На нем светилось число выживших обходчиков. Оно продолжало уменьшаться, несмотря на то, что половина обходчиков уже спустилась на 6-й этаж. 99 754. Рубеж в 100 тысяч пройден. Этот этаж уже уничтожил почти половину тех, кто выжил на предыдущем. Ум цепенел от этих показателей. Сколько мы тянем на себе и ради чего. Только оттягиваем неизбежное. Нелегко избежать этой ловушки, не позволить слепому ужасу
одолеть нашу волю. Я задумался о Пристли. В самом конце система сломала его. У него не нашлось сил на то, чтобы принять реальность. Пройти с армией уродов по разрушенному городу, топча трупы неигровых персонажей, в том числе участников поставленного для тебя спектакля. От этого сохранившееся у него умственное здоровье дало трещину. После этого он сделал еще одну запись, бессвязную мешанину слов. Как много, как мало. Нож, нож, нож. А если упасть? А если устоять? Плевать, чем кончится песня. Рука легла на мое плечо, и я вздрогнул от неожиданности. Рядом стояла коробка сока. Ты как большой мальчик. Ты уже, бог знает сколько, сидишь тут смурной такой и стрёмный. Дети тебя пугаются. Я в порядке. Не по себе просто молча ждать конца игры. Коробка кивнула. Но разве ты не впечатал падающего медведя в морду Бога? Да сколько уж часов прошло. Ты напоминаешь мне брата, вдруг сказала она. Будь осторожен. Брату все время требовалось двигаться, прорываться к цели, а когда перед ним выросло препятствие, сути которого он не понимал, он толкнул его слишком резко. Если бы он подождал, то был бы сейчас жив. Я не нашел, что ответить. Мордекай появился на пороге мастерской и окинул хаос в комнате неодобрительным взглядом. Дети смотрели теперь балбесов. The Goonies, 1985. Приключенческая комедия Ричарда Доннера на сюжет Стивена Спилберга. Теперь все перевертыши выглядели как маленькие упитанные человечки. Они задрали свои гавайские рубашки, под которыми открылись брюшки. Пончик оставалась в своей комнате. Кошка настолько прикипела к своему социальному медийному обновлению, что я уже начал беспокоиться за нее. Время от времени она выглядывала и жаловалась на какой-нибудь не обрадовавший ее комментарий. Но в целом было видно, что ей было очень нужно проводить как можно больше времени наедине с Монго. Начался и закончился итоговый выпуск дня. Там не было ничего о богах, о квесте Ортра, о том, как люди бежали из пузырей через ворота. Впрочем, было понятно, что авторы выпуска приберегают самые интересные новости для следующего выпуска. Я увидел, как Ли На и Ли Цзюнь бились с крабовидным монстром, чтобы захватить свой последний замок. В их мире сначала практически не было воды, но затем сюжет стал развиваться так, что ватерлиния, линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом плавающего судна, стала неуклонно подниматься. К моменту взятия последнего замка весь их пузырь был затоплен. Когда он раскрылся, вода выплеснулась в лагуну. По всей вероятности, эти события привели к гибели нескольких обходчиков, которые выбрались из пузыря и стали обследовать местность, погруженную в темный туман. Мордекай и Пончик вышли из своих укрытий, чтобы послушать объявление. Катя и прочие остались снаружи. Они готовились к фазе номер 2. Приветствую, обходчики. Какой захватывающий сегодня день. Мы не думали и не гадали, что здесь будет так много богов в такой ранний час. Вы все крутые парни, и верьте, мы ценим вас. Еще никогда рейтинги не были так высоки. После очень и очень осторожных дебатов, после неприятного судебного процесса, который мы выиграли, и при материальной поддержке синдиката, мы решили, пусть данный метод ухода из пузырей сохраняется и впредь. Тем не менее, мы были вынуждены блокировать некоторые, не все, появления по вторичным вызовам. Одичавшие боги, которые убегают, не сплочены, случайны. Некоторые из них новые, даже для нас самих. Каждый одичавший, который появляется здесь, имеет 66% возможности вызвать соответствующее божество. Одним из божеств, материализовавшихся по вызову, является Исалти, уксусная сука. Событие почти немыслимое для этого этажа и следующего. Каким бы потрясающим оно ни было, но чтобы позволить ему свершиться, мы должны провести спонсорские торги на следующем этаже. Сейчас мы обладаем 33% проектной мощности для 6-го этажа. И никто не желает, чтобы этот показатель опускался и дальше.
В общем, примите поздравления. Когда ворота откроются, одичавший бог все равно сможет вырваться на свободу. Но шансы заполучить при таком развитии событий активного бога теперь намного ниже. Поскольку среди вас так много тех, кто решил спускаться раньше срока, мы решили удалить с вашего пути кое-какую информацию о 6-м этаже. Многие из вас принадлежат к таким классам, которые позволят вам найти специализацию и обновление для себя после спуска. Этот процесс будет проходить примерно по такой же схеме, как на 3-м этаже, когда вы выбирали классы. Для большинства из вас специализация факультативна, однако вам надлежит ознакомиться со всеми предлагаемыми вам вариантами. Далее. С радостью доношу до вашего сведения, что на 6-м этаже начнется активная деятельность системы гильдий. Благодаря этому вы сможете более удачно организовывать партии и делиться обновлениями личных пространств, не заставляя при этом кого бы то ни было присоединяться к вашей партии. Больше сведений вы найдете у бобка с 6-го этажа. Вам может показаться, что выполнение изложенных требований обойдется дороговато, но если вы продадите ненужную вам амуницию на рынке, то для большинства из вас требования станут вполне посильными. Мы настоятельно рекомендуем воспользоваться открывающейся возможностью. И последнее. Многие из вас, наверное, уже слышали, что на следующем этаже к нам присоединяются в качестве 3-й силы туристы, и они будут охотиться на вас, чтобы овладеть вашей амуницией. Дух захватывает, ведь правда? В этом сезоне участвует рекордное число охотников. Это стало возможным благодаря одному щедрому спонсору, захотевшему остаться неизвестным. Он изъявил желание оплатить вступительный взнос для каждого, кто решит присоединиться к увлекательному действу. И своего шанса уже не хотят упустить гости из всех уголков галактики. Ну разве это не фантастика? А теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте. Я был почти уверен, что Борант изобретет какую-нибудь подлянку. Но корпорация поступила совсем не так. В сущности, она спасла наши задницы. Организаторам нужно, чтобы мы умирали не по своим, а по их сценариям. «Я не удивлен», — сказал Мордекай. «Им нравится, когда ваш брат-обходчик совершает глупости и замысливает самоубийственные авантюры. Но когда вы несете угрозу всему населению подземелья, они начинают чесаться. И не воображайте, что они подстелют вам соломку, когда вы будете падать. Их спонсорская часть уже исполнена. Я отметил, как число выживших обходчиков стало меньше на 1 и еще на 3. Не понимаю, почему Луис и Фирос не могли просто заехать и забрать нас отсюда», пробурчала Пончик, когда мы выбрались наружу. Нас окружал темный туман, воздух вонял тухнущим мясом. Землю покрывал слой воды дюймов 2, к вящему раздражению кошки. Даже при активном заклинании факел, царившая в лагуне тьма давила на плечи. Издалека донесся мерзкий визг индюка. Тишина вокруг зловещая и влажная. Я ощутил приступ клаустрофобии, хотя не было ни потолка, ни стен. Можно было подумать, что мы попали в канализацию. Я взглянул на верхнюю часть пузыря, из которой мы только что вывалились. Оказалось, что пузырь довольно далеко. Я не хотел, чтобы они отходили от 543-го и оставляли твистер без присмотра. Через несколько дней они должны уехать. Если до тех пор с воздушным шаром что-нибудь случится, все наши усилия пойдут на смарку. «И все-таки они должны были нас подобрать», — упрямилась Пончик. «Ладно, скоро мы будем на месте. Идем». Я извлек из инвентаря колесницу и подготовил ее к старту. Будем там меньше, чем через час. Итак, фаза номер 2 была завершена. В итоге мы сумели спасти около 1500 обходчиков. В последние минуты мы добавили к нашим успехам еще несколько пузырей. Ворота теперь находились в распоряжении Кати. К великому удивлению Пончика, их никто не попытался спереть. Мне хотелось бы, чтобы спасенных обходчиков было больше, но все больше пузырей открывались сами, без стороннего участия.
только под усилиями тех, кто выжил внутри. Пузырей, оставшихся черными, было так много, что настроение сделалось ни к черту. Среди пузырей были и те, где находились люди, не имевшие доступа ни в клуб Деспирадо, ни в клуб Покоритель. Последний еще не открылся после ремонта. Как выяснилось, если обходчик разрушал паб, служивший входом в Деспирадо, или храм, через который проходили в Покоритель, он терял доступ в клуб. Таким беднягам мы могли предложить разве что сочувствие или какой-нибудь совет. Единственными одичавшими богами, которых мы выпустили в лагуну, были гигантский индюк и нечто, что можно было назвать роем насекомых. Роем величиной с город. К счастью, рой кружил возле своего пузыря номер 801. Это в дальней части города. В конце концов он рассеялся. Кроме этого, мы вызвали еще 5 богов. Они принесли больше разрушений, но потом тоже исчезли. Ни одного из них я так и не увидел. Из всех вызванных нами чудищ индюк был самым опасным. Сейчас он торчал на верхушке обособленно стоявшего пузыря и вопил. Он втрое увеличился в размерах после того, как доел то, что осталось от лопнувшего одичавшего бога. 150 уровень, ни много ни мало. Из разговоров в чате я знал, что Мириам Дом и Непреодолимый уже пытались убить его, применив свои приемы с дебафами. Когда вторая фаза была окончена, мы выждали еще несколько часов, чтобы увидеть, что произойдет дальше. Не произошло ничего, только исчезли 5 богов. Мы с Пончиком больше не могли ждать, так как колесница вновь была на ходу. Мы отважились на отчаянный бросок через лагуну в обратном направлении, к пузырю 543. Самым трудным было выбраться из того пузыря, где мы находились. Пончик вцепилась в меня, а я поработал Человеком-пауком, приклеиваясь только подошвами к почти невидимой нижней части пузыря. Отыскав выступ, я вместе с Пончиком спрыгнул с него вниз в темный туман лагуны. Земля под нами была совершенно плоской. На периферии поля зрения появились какие-то красные точки, но они уклонились от пересечения с нашим маршрутом. Пончик сказала мне, что они обозначали маленькие существа, похожие на крыс. Я использовал свое новое заклинание «Свисток», чтобы установить, нет ли поблизости неприятных НПС или затаившихся богов умеренных размеров. Никто не проявился. Мы не стали терять времени. Я запустил мотор колесницы, и мы рванули. Я искал взглядом косые кресты обходчиков, и их не было. Значит, даже здесь санитары не отлынивали от работы. Товарищи подобрали нас, как и планировалось, и вскоре мы уже были наверху, на краю миски, уже расколотой пополам. Теперь вид на мир сверху изменился. Ближайший к стенке пузырь, закрытый и сверкающий, царил над далеким горизонтом. Он смотрелся, как планета из космоса. «А красиво!» — заметила Пончик, когда мы приземлились. Красота точно была, только какая-то странная. Я не сразу вспомнил, что нетронутый пузырь — это, наверное, будущее надгробие, памятник обходчикам, ставшим жертвами 5-го этажа. «Добро пожаловать домой!» — обратился к нам Фирос, когда мы приземлились у стены горбатого города. Небольшая группа обходчиков, собравшаяся у городской черты, чтобы поглазеть на наше приземление, приветствовала нас аплодисментами. «Я думал, все уже отправились вниз», — сказал я. «Да что ты, Карл!» — Пончик выпрямилась на моем плече и принялась махать лапой. «Все знают, что они бы не выжили, если бы не ты и я. Помаши им и убери с лица мрачность». Впереди группы рядом с Катей стоял крокодилин. Теперь он шагнул вперед и первым обнял меня. «Привет, Флорин», — сказал я. «Слава богу, ты выкарабкался». Бедняга всем весом опирался на ружье Моссберг. После модификации оно приобрело статус магического и теперь могло использовать неограниченное количество боеприпасов. Я своими силами взял 3 замка, но последний воздушный. Что-то невозможное. Спасибо тебе, Элли и Кате. Я свободен. Он взглянул на Пончика. И тебе спасибо, милая моя девочка. Пончик просияла. Да что там, пожалуйста.
Флорин был последним спасенным в первой фазе. Получил доступ в клуб Деспирадо, потому что убил Ифечи. Над его головой красовался золотой череп, знак убийцы игрока, такой же, как у Кати. Всего 2 таких знака на все подземелье. «Я рад, что помог», — выговорил я. Флорин кивнул. «Раз тренироваться больше не нужно, я отправляюсь к лестнице. Просто хотел сначала увидеть тебя. Как я понимаю, ты собираешься напустить одичавшего бога на 9-й этаж, чтобы навести там шорох. Удачи тебе, дружище. Надеюсь, до меня дойдут новости». «Да, такой план», — сказал я и посмотрел вверх. «Надрать им там хвосты. Мы забросим бога прямо в лагерь империи черепов». Флорин подался вперед и потрепал меня по плечу зеленой чешуйчатой рукой. Его жест вышел каким-то очень неловким. Он впился в меня пронзительным взглядом темных глаз. «Я был конченным человеком», — заговорил он с неожиданным пылом. «У меня ничего не было. Тебе следовало бы познакомиться с ней, с моей Ифи. Она удивительная была, луч света, самый храбрый, самый добрый человек из всех, кого я встречал. Я был конченым, но потом попал в клуб и встретил Элли. И она рассказала мне о человеке с кошкой, о том, как он бросил все свои дела и принялся помогать старичью на инвалидных колясках, о том, как этот человек намерен использовать артефакт, который только что нашел, чтобы спасать людей, застрявших в пузырях. И тогда я вспомнил, что Ифи не одна была на свете, что есть хорошее в этом мире, что осталось еще что-то, что надо отстаивать. Может быть, я завтра умру, но не из-за того, что сдамся. Вот я и хочу тебя за это благодарить. Я просто делаю, что могу». Что тут надо было добавить? Я не знал. Клешня этого парня все еще лежала на моем плече. Я неуклюже погладил ее. Флорин быстро ее отдернул, как будто мое прикосновение застало его врасплох. «Если тебе понадобится лишний ствол, вспомни, я в долгу у тебя». На этом он повернулся и пошел прочь. Мы смотрели ему вслед, не говоря ни слова. Он дошел до лестницы и пропал в колодце, не обернувшись. «Жесткий он пацан», — проговорил я. «Мне он нравится», — прошептала Пончик. «хотя эмоций мог бы иметь побольше, если бы не был крокодилином. И он жутко грязный, от него разит, как от дохлой лягушки. И как он натягивает свою рубаху через такую здоровую голову». «Мать твою, Пончик!» — проскрипел я сквозь сжатые зубы. «Не произноси вслух эту хрень!» Время до крушения уровня 7 часов. «Карл, вот что я тебе скажу», — начала Пончик, когда мы устроились в кабинке в клубе Деспирадо. Кошка потягивала безалкогольную Ширли Темпл, а Кувалда праздно стоял рядом с ней. Мы были единственными обходчиками в этом клубе. «Мне не нравится, что мы можем разочароваться в итоге. А если не сработает, что тогда?» «Тогда, Пончик, вниз по лестнице и в колодец. Не каждый этап должен заканчиваться большой схваткой или взрывом. Мы живы и уже довольно потрудились на этом этаже. Последние 2 суток слились для меня в одно размытое пятно. У меня появился фантомный зуд в кончике пальца, из которого я брал кровь для ежедневного жертвоприношения. И я также уделял некоторое время, слишком много времени, честно говоря, обучению своих спутников игре «Лягушатник» Фрогер. Видеоигра в жанре аркады-головоломки. Большой здешний автомат для видеоигр был не совсем таким, как в подвале дома моего отца. Но он был похож. Чтобы он заработал, мне пришлось подключить его к дварфовой батарее. Этот аппаратик пришел ко мне в фанатском ящике. Я не раз упоминал эту игру в разговорах с Катей и Пончиком, и приманка сработала. Я получил именно то, в чем нуждался. Он стал отдушиной, расслабухой. Он возвращал мне память о далеком счастье. Неважно, что длилось оно минуты. Я поднаторел в этой игре за счет того, что в детстве меня регулярно запирали в подвале, когда отец наверху торчал с приятелями. Итог: и в жесткой ситуации могут найтись минуты для покоя, даже для удовольствия. И когда я нуждался в напоминаниях о том, что это возможно, игровая консоль мне об этом напоминала.
После первой вылазки мы провели еще 3 спасательные операции с использованием ворот. В 2 операциях из 3 вызывались боги. Затем эти 2 бога набычились друг на друга и оба исчезли. Никаких признаков Криса и Мэгги. Сложилось общее мнение, что они уже спустились, но я в этом не был уверен. Гвен, Трен и их команда в полном составе рискнули спуститься в осушенный уже подземный сектор гробницы, чтобы забрать лутом тела рейдеров гробниц и вскрыть захоронение Ансера, которое, как оказалось, представляло собой саркофаг, где лежал скелет гусыни с золотой, но не заколдованной короной. Электризация воды привела в состояние готовности все ловушки. На трупе Кецалькоатль нашелся фрагмент карты 6-го этажа, где были отмечены многочисленные координаты различных пунктов. Этому обязательно положит конец мегавзрыв. Я обещала Кате, что все закончится взрывом. Катя сидела за столом напротив нас, рассматривала свой напиток и с отсутствующим видом перемешивала его. На реплику Пончика о взрыве она не отреагировала, пребывала в собственном внутреннем мире. «Говори же», — попросил я. Катя подняла голову, вздохнула. Такой тихоней она оставалась уже несколько дней. «Я не хочу создавать проблемы с личным пространством», — выговорила она наконец. Я дернулся. «Что такое?» «И все-таки на следующем этаже нам придется разделиться». «Что?» — взъерепенилась Пончик. «Ты рвешь с нами? Что Карл тебе сделал?» Она повернулась ко мне. «Карл, чем ты ее обидел?» Катя тихо засмеялась и положила руку на кошачью лапу. «Он ничего не делал. Всему виной Ива. Я разговариваю с ней, разговариваю и со всеми бывшими дочерями. Ива старается снова собрать их вокруг себя». Я знал, что Катя поддерживает какие-то контакты, но эта Ива пыталась убить ее, а Катя пыталась убить Иву. «Ты хочешь воссоединиться с Ивой?» — переспросил я, не веря услышанному. Нет, конечно. Она пополнила свой счет убийцы. Ты помнишь Сильфу? Да. Сильфа — женщина не первой молодости, которая сделалась целительницей. С ней были 2 дочери. Хекла и Ива подсовывали ее мне как приманку, чтобы я ее убил. Как же давно, по ощущениям, это было. Она мертва, и обе ее дочери погибли. Несмотря ни на что, они объединились вокруг Ивы и образовали новую партию. Я пробовала их отговорить, но они не стали меня слушать. Ива добилась их гибели. Некоторые другие дочери тоже хотели собраться вокруг Ивы, потому что никто не хотел их принимать к себе. На этом этаже я ничего не могла сделать, но на следующем мы будем в открытом мире. Мне необходимо собрать бывших дочерей, чтобы защитить их, чтобы Ива не сделала этого раньше. Собрать, пока никто не увидел, насколько они беззащитны. Мы не должны были дать им разбрестись. Мы вынесли им смертный приговор, и я не могу об этом не думать. И если Ива продолжит гнуть свою линию, я обязана встать на ее пути. «Катя, мы в одной команде», — голос Пончика прозвучал жестко. «Мы можем осуществить твой план вместе. Тебе стоит только попросить». «Нет», — отозвалась Катя, — «я люблю вас обоих, но вы сейчас встали на такой путь. У вас в активе уже много того, что поможет вам на следующем этаже. Я еще молчу о линии повелительницы печатей. Чтобы быть в партии Карла и Пончика, нужно ехать в их поезде, но когда он сдвинется, соскочить с него уже не получится, а мне это необходимо». Она была права. Если она захотела поступить так, а не иначе, то мое присутствие станет ее обузой, а не помощью. И я решил, что положусь на нее. До сих пор я принимал как должное, что она с нами. Теперь она уйдет, но уйти в одиночку. Самоубийство. Необходимо, даже если это приведет к гибели. Я все еще не понимал. «Да», — сказала она, — «вам нужно понять одно. Всю свою жизнь я провела на заднем сиденье. Это вы помогли мне осознать, на что я способна. Но мне многое дали и те дни, когда вас не было рядом. Они открыли мне, чего я могу добиться без вашей помощи. Я не хочу покидать партию. Я уже сказала,
что не хочу нарушать все, что у нас сложилось с личным пространством. Но кто знает, возможно, новая система гильдий будет хорошим компромиссом. «А про одиночество ты подумала?» — спросила Пончик, уже почти плача. «А если Монго нравится, когда тетя Катя копается в его перьях?» Пока не станет понятно, каким будет новый расклад, я не оставлю партию. Мы будем видеться по вечерам в личном пространстве. И я не останусь в одиночестве. Луис и Фирос, Гвен и ее команда, Даниэль плюс несколько его ребят, Флорин, все согласны помогать мне. У нас составится довольно большая партия. «Да вы с Гвен всегда были на ножах!» — воскликнула Пончик. «Баутиста?» — удивился я. «И ты давно в контакте с ним?» «Я контактирую с ним с того дня, когда мы выручили его на железном клубке. Он очень растерян. Ему наше единство тоже нужно. И Флорину то же самое». Мне хотелось возразить. Хотелось сказать: «Не оставляй нас, пожалуйста». Но я понимал, что она уже решилась, и сказал: «Как бы то ни было, твистер ваш. И вот это». Я извлек из инвентаря холодное оружие. Левый клык зеленого султана. Магическим свойством этого смертоносного меча полагалось проявляться только тогда, когда он действовал в связке со своим братом. Смотрите Динниман, кулинарная книга анархиста подземелий, глава 27. Он составлял половину основного оружия Ивы. Она потеряла его. Постарайся, чтобы оно вернулось к законному владельцу. Катя взяла саблю и какое-то время рассматривала ее. Клинок отливал зеленоватым ядовитым светом. Потом Катя кивнула, и оружие исчезло в ее инвентаре. Я постараюсь. Сколько-то секунд ушло на наблюдение за обратным отсчетом времени на хронометре. Через 2 секунды после того, как до крушения уровня останется 6 часов, фаза номер 3 будет завершена. Имани, Элли, Луис и Фирос вместе с массой разнообразных перевертышей отправились открывать портал, ведущий на 6-й этаж. Находился он в пузыре Имани и Элли. До этого Луис и Фирос побывали в Лакуне и сумели отыскать подходящий мир. С собой они взяли только одного обходчика. Бритни, единственную, кто выжил в водном секторе помимо Криса. Эта украинка по какой-то необъяснимой причине прикипела к Фиросу. Они переправили дом, наполненный перевертышами, в отдаленный пузырь. Перевертышей, среди которых были и взрослые, уцелевшие во время нападения Ортра, было так много, что они не все поместились в доме. Некоторые преобразились в гусей и пустились в путь рядом с летательным аппаратом, образовав нечто вроде каравана. Когда портал откроется, перевертыши возвратятся на 6-й этаж. Слава богу, путешествие Твистера из нашего пузыря в мир Имани и Элли прошло без приключений. Индюк к этому времени был уже мертв. Его ловко убил непреодолимый, который при этом подвиге поднялся на 8 уровней, до 55-го, что вознесло его над всеми, кто находился в подземелье. В последнем итоговом выпуске новостей мы увидели, как он вгрызался в самое огромное пернатое вселенной и вопил, в то время как Мириам Дом, пастушка-вампирша, гладила его по шерсти. Мордекай уверенно утверждал, что портал не позволит обходчикам переходить с этажа на этаж, даже только на следующий. Поэтому мы отправили через него Твистер с перевертышами без Луиса и Фироса. Они же должны были немедленно спуститься по обычному колодцу и внизу отремонтировать летающий дом. Хотелось бы надеяться, что у них получится. Предполагалось, что Имани с Элли вернутся в клуб, передадут нам ворота и также спустятся по лестнице, прежде чем истечет срок действия портала в их пузыре и будет призван кто-нибудь из одичавших богов. Когда ворота снова окажутся в нашем распоряжении, мы проведем финальную фразу. Ли Цзюнь. Карл, мы уходим вниз через минуту. Тот пузырь, где монстр со щупальцами, до сих пор цел. Он уже не перемещается так, как раньше. И я думаю, он так и останется на месте. Карл. Хорошо, ребята, берегите себя. Ли Цзюнь. Вы тоже.
Кстати, та женщина здесь, та, что с тележкой из магазина. Она только что явилась из ниоткуда и вошла в колодец. С нами она не разговаривала и ушла вниз до 6-часовой отметки. Не знаю, откуда она взялась. У нее только 12 уровень. Карл. Да-да, это Агата. Мы не обращаем на нее внимания. Всяческой вам удачи. Если эта система гильдий такая, как я предполагаю, то найдите нас. Ли Цзюнь. Сделаем. Прошли секунды, и хронометр показал. Осталось 6 часов. Имани. Сработало. Перевертыши прошли. Мы движемся к клубу. Луис. Господи, только бы они не поломали твистер. Этот пацан Скарн. Хороший пилот. Но вообще-то он... Я застукал его на том, как он собирал с других ребят по золотой монете за право улететь с ним. Гномка Бонни сказала, что хочет установить кое-какие обновления. А значит, нам надо их найти как можно скорее, пока они действуют. Карл, будьте осторожны оба и трезвы. Охотники сейчас кинутся по вашим следам. Держитесь начеку. Фирос, спасибо, Карл и Пончик. Катя, до скорого. В клуб влетели Имани и Элли. Обе выглядели изможденными. Нам требовалось торопиться. Катя обняла Элли, и они постояли так какое-то время. Потом Катя ее отпустила. «Друзья, будьте осторожны, хорошо?» «Мы всегда такие», — Элли подмигнула мне и погладила Пончика по голове. «Жду не дождусь, когда мы соединимся с вами. Что за мучение было на этом этаже? Все делать самой». «Нам пора», — объявила Имани, приняв самый деловой вид. «Нужно идти». Она помолчала, затем посмотрела мне в глаза. «Пришли мне сообщения в какой угодно форме». Я кивнул. Элли вытащила из своего инвентаря 3 части ворот и протянула их мне. «Вот, прошу». Я взял эти части и отправил их в свой инвентарь, после чего повернулся к Кате. Она вошла в Деспираду на самом нижнем уровне, и там нам предстояло разделиться. Я крепко обнял ее. Пончик внезапно оказалась на моем плече и потерлась о Катю. Та обвела меня руками, расширила их так, чтобы они сделались похожими на плавники ската, и обняла нас с кошкой так плотно, что я почувствовал себя так, словно меня превратили в буррито. Мексиканское блюдо, мягкая лепешка, содержащая начинку. В последний раз мы были вместе на этом этаже. Мы простояли так несколько секунд. Глава 34. Я не знаю, каким образом эта книга попала ко мне, но чувствую, что мне всегда будет чего-то недоставать. Я делаю все возможное здесь и там, прибавляю дополнения к скудным, по большей части, бесполезным рецептам. Сколько поколений должно смениться, прежде чем эта книга соберет достаточно информации для того, чтобы стать значимой? Боюсь, что очень много. Как первый читатель этих слов и как автор второго издания, я чувствую себя неуютно. Я сделал мало, и я решил принять сделку. Не знаю, что станет со мной, но клянусь именами всех моих павших братьев и сестер, что когда-нибудь заставлю платить долги. Мне кажется, что живущие вне пределов нашего мира могут существовать многие тысячи лет. Не знаю, как такое возможно, но если я сумею выжить на протяжении 100 сезонов моего рабства, то сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец этому кошмару. Не знаю, достанет ли мне сил, но сделаю все, чтобы не сломаться. Это мое последнее дополнение к этой книге. Но с врагом я еще не покончил и буду сражаться, пока дышу. Примечание обходчика Портуса. Издание 2. Время до крушения уровня 5 часов 30 минут. Я достал 2 часов, закрыл их в ящике для завода, положил ящик в песчаную дюну на краю миски, то есть над городом, метрах в 10 от колодца. Потом присыпал его песком так, чтобы он не сдвинулся с места и не повредился. Если ящик сдвинется больше, чем на 5 футов в одном направлении, после того, как часы начнут обратный отсчет времени, ворота перестанут действовать. За городом царила полная темнота. Единственной точкой был серебристый блеск умершего пузыря, который светился изнутри, как будто его обитатели случайно получили дозу облучения, и в мире повисла
радиоактивное свечение. А еще по миру путешествовал легкий бриз, несущий запах жареной индейки. Последними обходчиками, которые остались со мной и Пончиком, были Лэнгли и его лучники. Лэнгли стоял рядом со мной и смотрел, как я закапываю ящик в песок. Я выпрямился и оттер ладони от трусы. «Какие у вас планы?» — спросил я его. Он наклонил голову. Он уже достиг 32 уровня. Поднялся на 8 уровней со времени нашей первой встречи. Мы собираемся спуститься и продолжать то, что делали до сих пор. Катя спрашивала, не хотим ли мы действовать с ее новой командой. Но я думаю, нам стоило бы присоединиться к кому-то еще. Посмотрим. Сейчас формируются большие группы. Братья Поповы ищут лучников. Они хотят раздавить команду Тихотемных. Тихотемни. Элитный отряд парашютистов войска польского, сформированный в Великобритании во время Второй мировой войны для проведения тайных операций на территории оккупированной Польши, которые нападают на слабых обходчиков. Нам нужно покончить с группами ПКШеров, прежде чем эти убийцы чрезмерно усилятся. Так что нам имеет смысл соединиться с ними. Я пожал товарищу руку и пожелал удачи. Вся его группа развернулась и удалилась. «Они все выжили», — заметила Пончик. «Не пижоны из других секторов, а все те, кто был в нашем». Я почесал кошку за ухом. Итак, остались я, Пончик, Монго и коробка сока. Остались несколько драмадеров. Эти отстраивали город невдалеке от нас. Я увидел, как парочка верблюдов воздвигает новую стену. «Им же это не важно, ведь так?» — спросила коробка сока. Сейчас она приняла обличье стервятника, и мне было не очень комфортно разговаривать с ней, когда она пребывала в таком виде. Этот мир не настоящий. Все это строительство не имеет смысла. Через несколько часов их постройки перестанут существовать. Я не стал отвечать. «Я не могу их потерять», — добавила коробка сока, немного помолчав. «Они — все, что у меня теперь есть. Вспомни про наш договор». «Сделаю все, что смогу», — пообещал я. Единственный сектор в этом пузыре, где еще оставались мобы, был сектор воды, и туда отправились Катя и Трен. Катя считала, что им необходимо тренироваться как можно больше, поэтому они занялись охотой на акул. «Катя, по моим расчетам, ворота, которые ты установил, откроются через 5 часов и 4 минуты». Я взглянул на часы. Уровень должен был рухнуть через 5 часов 27 минут, что оставляло нам 23 минуты с момента, когда ворота откроются. Они могли оставаться открытыми в течение 20 минут, если только все 3 их части не будут пронесены через портал. «Карл, время поджимает, однако». «Катя, эге, это же твой план, большой мальчик». «Карл, в общем-то верно, ты же не пропустишь события». «Катя, спроси меня через 5,5 часов». Когда мы забирали письмо волшебника Гази и его бумаги, то увидели в них не просто серию координат. На обратной стороне записи имелся перечень событий, которые должны произойти, если разные части ворот будут пронесены через открытый портал. Самый последний сценарий содержал описание способа не позволить воротам выпустить на свободу монстра. Нам требовалось оставить одни часы со своей стороны, другие переправить на открывшуюся сторону, а ящик для завода поместить в створ ворот. По большому счету эти действия разрушали артефакт, но сохраняли портал. А заинтриговал меня предпоследний сценарий. Если первые часы останутся в ящике и будут пронесены через портал, а вторые часы попадут на открывшуюся сторону, мы отправим туда коробку сока. Это приведет к появлению одичавшего бога на 9 этаже, и можно будет рассчитывать, что он разгромит область, в которую его призовут. Я вспомнил ту идиотскую видеозапись, которую сделал принц Дюжий после того, как убил певицу Манасу. Он находился тогда в замке, нависавшем над бойцами, и было это сразу после того, как открылся 9 этаж. А так как на театре фракционных войн существовал только один заранее выстроенный замок, то мы знали, в какой из 9 зон располагалась армия. Благодаря тетрадке с координатами
я безошибочно понимал, в каком месте нужно установить ворота. 7 из 9 фракций ходатайствовали о том, чтобы не допустить такого исхода. Они знали, что армии все еще недостаточно сильны для того, чтобы сдержать натиск одичавшего бога. Тем более, если в места их пребывания будет призван и второй бог. В последующем хаосе будет нетрудно сравнять с землей их укрепления и перебить их армии. «Ты просто задумал уничтожить таких людей, как я», так прокомментировала мой план коробка сока, когда я ее познакомил с ним. К тому времени Луис уже открыл ей глаза на реальность ее существования. Она уже полностью сознавала, кто она и каково ее место в этом мире. Сознавала даже лучше, чем зачинщица на предыдущем этаже. Если эти люди, эти хозяева игры действительно бессмертны на своих местах, то в чем же проблема? Разве твой план станет для них ударом? Я тогда только пожал плечами. Если ты собираешься умирать в любом случае, то какой вариант предпочтешь? Умереть как марионетка или умереть в сражении с теми, кто так с тобой поступает? Да, пожалуй, произнесла она. Но уверенной она не выглядела. В конце концов, после того, как Пончик провела с ней определенную разъяснительную работу, она согласилась принять мой план в обмен на обещание. На обещание, что я попробую вести с собой ее народ вниз, с этажа на этаж. Я пообещал попытаться, хотя это и будет трудно. «Я видела, как ты творишь невозможное», — сказала она. «И у меня есть вера, только пообещай постараться, и я пронесу твой ящик через портал». Вдалеке лагуну наполнил громкий визг, похожий на обезьяний, и отозвавшийся странным эхом. Он исходил издалека, с большого расстояния. Он казался призывом одичавшего бога в опустевший теперь мир Имани и Элли. «Карл, я убедилась, что мне не нравятся гигантские монстры», — заявила Пончик. «Я буду намного счастливее, когда мы закончим свои дела здесь». Раздался новый, совсем другой звук. Рев. Ревело другое создание. Низкий рев. Небо прогрохотало и вспыхнуло несколько раз, как если бы вдалеке разразилась гроза. Теперь небо уже не было чисто черным. Его осветили как бы вспышки фейерверков. Гремели раскаты. Через несколько секунд нас накрыл треск. Мир ходил ходуном под нашими ногами. «Что бы мы ни вызвали в мир Имани, оно в свою очередь вызвало Бога», — сказал я. Мы смотрели на отдаленные огни. Так как одичавшего бога не защищал пузырь, происходившее, в чем бы оно ни заключалось, должно было скоро закончиться. «Зев! Здравствуйте, обходчики!» «Пончик! Привет, Зев!» «Зев, вы должны знать, что поступил очередной юридический протест против того, что вы намерены предпринять. Он снова не был принят. Ваши, Карл, противники почти добились судебного запрета, но корпорация Валтай прислала адвоката для поддержки позиции Боранта. У Валтая имеются некоторые интересные аргументы. По-видимому, так как вы сейчас владеете акциями компании из империи черепов, процесс должен был проходить не на ее территории. Налогоплательщикам, не имеющим долгов, предоставляется особая защита. И этого оказалось достаточно, чтобы попытка помешать вам не имела успеха. Карл, Борант и Валтай действуют заодно? Вот так-так. Зев, ничего удивительного, раз единственным истцом выступила империя черепов. И даже при том, что у нас сейчас имеются определенные противоречия с Валтаем, ни у нас, ни у них нет поклонников орков. Я закусил губу, чтобы не дать внезапному раздражению вылиться в чат. Судебное преследование. Преследование из-за того, что я грозил их дрянным игрушечным солдатам и воображаемым укреплениям. Будь оно проклято, их судебное преследование. Земля снова грохотнула. Что, третий монстр? Злобное рычание, выкрикнутые сердитые слова. К счастью, их источник все еще находился далеко. Зев. Мне поручено передать вам послание от моего босса. Карл, хорошо, мы послушаем. Зев, оно пришло непосредственно из политбюро, которое недавно пришло на смену совету директоров в качестве высшего регулирующего органа корпорации Борант. Вот буквальная цитата.
Обходчики Карл и Пончик, одобряя ваши намерения, мы желаем внести некоторую ясность. Нарушающие правила игры выходки, которые прямо влияют на спонсоров, в будущем терпимы не будут. Это все послание, оно спущено с самого верха. Я постарался подавить усмешку. Скопировал послание и поместил его в свой блокнот, на случай, если хозяевам игры позднее вздумается удалить его. Мой гнев сменился глубоким чувством удовлетворения. Эти гнусные грязевики одобряют наши планы, потому что осознают, что другие спонсоры потеряют тонну гребаных денег, что затем заставит их потратить еще тонну на компенсацию своих убытков. А так как на 9-м этаже никто по-настоящему умереть не может, то все участники происходящего развлекаются от души. Когда события закончатся раз и навсегда, кто угодно будет смеяться над ними. В конце концов, речь идет всего лишь о деньгах, верно же? Карл, передайте им, что я посылаю их далеко-далеко в задницу. А если они не хотят, чтобы правила игры нарушались, то не стоит давать нам в руки инструменты, которые помогут их нарушать. Зев, обходчик, вам должно быть известно, что подобная лексика недопустима. Удачи вам. Пончик, пока, Зев. Едва послание от Зев было прочитано, как пришло новое сообщение. Гидеон. Эй, Карл и Пончик, вы на связи? Пончик. Ух, Гидеон, привет. Обходчик по имени Гидеон был весьма активным участником чатов. Я только один раз встречал его. У него был какой-то класс вроде Человека-танка. Я не помнил его персональных данных. Нам не пришлось спасать его, так как его команда довольно рано выбралась из своего пузыря. Он находился рядом во время последнего боя на предыдущем этаже. И я знал, что этот человек умеет держать себя в руках. Пончик симпатизировала ему, потому что он как-то упомянул о том, что у него аллергия на собак. Карл, Гидеон, ты не должен оставаться здесь. Спускайся по лестнице. Гидеон, я и собираюсь спускаться, но хотел вас предупредить. 2 бога-урода только что просвистали по моему миру. И они вышибали дерьмо один из другого. Один безволосый великан, похож на гориллу. А второй, по-моему, настоящий бог. Змея с головой лысого мужика. Смахивает на Вуди Харрельсона. Харрельсон, Вуди, родился в 1961-м. Американский актер, продюсер, драматург. Знаете ведь, парень из веселой компании. Cheers, 1982-1993. Американский комедийный сериал. Пончик. Он играл в комедии о зомби. Зомбиленд, 2009. В России добро пожаловать в Зомбиленд. Которая мне нравилась. Про пирожные твинки. Гидеон. Точно. Так бог Харрельсон убил бога-обезьян. И они оба исчезли. Но до того, как убить, он швырнул гориллу на пузырь с монстром. Я отсюда видел, как пузырь раскололся, и монстр выбрался наружу. И я подумал, возможно, он направился в вашу сторону. При нем преогромный кнут. Тот последний 3-й рык опять сотряс мир. Несомненно, он приближался к нам. Эдакий низкий, мясистый голос. Я не мог определить, мужской он или женский, но он напомнил мне босса Скрягу. Смотрите Диннеман, Карл, обходчик подземелий, глава 10. И в нем звучала неукротимая ярость. «Женщина», — сказала Пончик, подумав секунду. «И ей нужны постилки для горла. Впечатление, что она непрерывно курит, с рождения». Одичавшая богиня опять издала крик, и на этот раз я разобрал слова. «Псамата!» — кричала она. «Саманта! Я тебя чую! Я знаю, ты сбежала! Можешь прятаться, но я найду тебя, ничтожная маленькая шлюха!» «Ох-охо!» — простонала Пончик. «Как-то нехорошо звучит». Я собирался отправить сообщение Кате с рассказом обо всем, что произошло, а потом спуститься. Но вдруг мне самому пришло неожиданное уведомление. Вы получаете чрезвычайный платиновый филантропический ящик от вашего спонсора, открытого интеллекта сети пацифистских действий, интергалактический NFC. «Саманта!» –
пророкотал огромный одичавший бок. Вдалеке я различил пару хлопающих крыльев, таких как у летучей мыши. Тварь стояла на отдаленном сияющем пузыре. Только силуэт, но по нему можно было понять, что это жирное, едва не лопающееся чудовище, лишенное шеи, груда плоти. Чудище было далеко не таким огромным, как прочие боги, но все равно очень большим. И при нем был сверкающий кнут, который с треском выпускал молнии. «Саманта!» — рычало оно, приближаясь. Не бог, демон, одичавший демон. И он настигнет нас через считанные минуты. «Пончик, если подберется совсем близко, ныряй в колодец!» — прокричал я и помчался к горбатому городу. Мне требовалось открыть ящик. «Мордекай, платиновый чрезвычайный ящик? Что-то ты мне лапшу вешаешь? Ты знаешь, сколько такая штука должна стоить? Да больше, чем ВВП некоторых звездных систем. Да это был бы самый дорогостоящий ящик за всю историю игры». «Карл, да, мой первый порыв был свалить в колодец вниз, а потом я подумал, что мы могли бы и взглянуть на тварь. Кто бы ни были эти добрые молодцы, они должны хотеть, чтобы план осуществился гладко». Честное слово, мне было не по себе, и в первую очередь из-за того, что эти пацифистские образины действительно старались помочь. Если они рассчитывали на то, что мой план будет реализовываться точно так, как я говорил, то скоро они сильно разочаруются. «Мордекай, тебе нужно забыть про эту хрень и скорее спускаться, несмотря ни на что». «Карл, что говорит Саманта?» «Мордекай, спроси сам, мы же ее наняли. Просто выбери чат в меню». Я прошелся по меню, и там, конечно же, предлагалась возможность добавлять в команду новых членов. Я щелкнул ее и ворвался в двери ближайшего уцелевшего паба. Это была зона безопасности на том месте, что раньше называлось «Аллеей странного дерьма». Весь город преобразился до неузнаваемости. Я видел, что Пончик уже вписала нашу спутницу в чат, изменив ее имя с Псаматы на Саманту. Зная Пончика, я догадывался, что она уже вытянула из Саманты жизненную историю низшей, обожествившейся секс-куклы. Я ринулся в меню и начал судорожно набирать. «Карл, Саманта, кто тот жирный демон с крыльями и хлыстом?» «Саманта, с хлыстом? А она похожа на необрезанный пенис гнома?» «Карл, да, возможно, не знаю. У нее нет шеи». «Саманта, я понятия не имею, которая она из них. Вынеси меня наружу, и я обо всем позабочусь. Уж я убью ее и ее мать. Сука не будет управлять мной». «Карл, Господи Иисусе, это Пончик показала тебе, как пользоваться капсом». «Саманта, дайте мне схватиться с ней. Я втопчу жирную скотину в землю». Платиновый спонсорский ящик открылся под неуместный гром фанфар. Шестеренки и колесики пришли в движение, разбрасывая конфетти во все стороны. Все драмадеры обернулись и зачарованно смотрели на меня. Только бы не очередной овощ, мать его. Из ящика выскочил единственный предмет — искривленный кусок плетеной корзины. Впрочем, он светился колдовством. Я таращился на него. Потом достал хиестру, и приборчик, кто бы сомневался, удобно лег в совок. Я не смог бы так хорошо его устроить, но его назначение не вызывало сомнений. «Карл, ты в самом деле хочешь с ней тягаться?» «Саманта, я убью ее!» «Карл, скоро тебе представится шанс». Я подскочил к двери личного пространства. В главной комнате царил кавардак. Спасибо всем деткам. Но теперь в ней хотя бы не было никого, кроме Мордекая. Он сидел на диване и пялился на глупое телевизионное шоу. Бот-уборщик жалобно пикнул на меня, когда я устремился мимо него к мастерской. Схватил Саманту и выскочил вон. «Не выноси ее!» — испуганно прокричал Мордекай. «Ты вызовешь нового бога, если она окажется снаружи». Я проигнорировал предупреждение и выбежал, держа неумолкающую голову секс-куклы за волосы. «Карл, зачем ты ее вынес?» — завопила Пончик. «И что такое у тебя на руке?» «Вот она!» — визжала Саманта. «Пришло время мне нести болы. Где прячешься, записная шлюха?» «Я тебя чую! Ты тут!»
— рычал жирный демон, пугающе близко. В воздухе нарастал пронзительный вой, напоминающий сигнал тревоги перед артобстрелом. «Берегись!» Я замахнулся, но остановился, увидев, что удар пройдет мимо. Кнут чудища на самом деле был цепью, вроде той, которой дралась Лина. Только каждое звено размером с полгрузовика. Цепь сверкала электрическими искрами. Она поднялась снизу и загнулась в воздухе, словно змея, и свалилась в миску в полумиле от меня. Она вытянулась вдоль пустоши и вошла глубоко в скалу, как нож входит в масло. Край уже разрушенной миски стал отползать. Земля загрохотала. Коробка сока преобразилась в черепаху и накрыла ящик для завода часов, уберегая его от опасности. Если даже весь храм под скалой рухнет, это уже не повлияет ни на что. Я посмотрел на колодец, который отделяли от меня какие-то несколько футов. «Промазала, сумасшедшая шлюха!» — заходилась в визге Саманта. «Не моя вина, что твоему мужику я нравилась больше, чем ты. Он мне сказал, от тебя разит, как из жопы сосущего демона. Говорит, что скорее тебя кастрирует, чем когда-нибудь еще хоть раз в тебя вставит». «Катя, что за ад у вас там творится?» «Пончик». «Девочка, дерись! Девочка, дерись!» «Карл, стой смирно, не двигайся». Над горизонтом поднялась массивная голова, глядящая в упор на нас. Эта монструозность сияла пурпурным светом. По обе стороны башки показались кончики черных кожистых крыльев. Я не представлял, как должен выглядеть необрезанный пенис гнома, но в те секунды не сомневался, что сравнение с Самантой точно. Голова выглядела как розовое мясистое полушарие, и в то же время ее покрывала чешуя, как будто она принадлежала некоему гибриду ящерицы и млекопитающего. Ящеричные глаза таращились на нас. Я когда-то знал парня, у которого дома жила бородатая ящерица. Иначе прибрежная атама или бородатый дракон, вид пресмыкающихся, обитающих в Австралии. Вот ее-то мне и напомнили эти глаза. Изо рта, полного неровных острых зубов, высовывался красный язык. В воздухе разлился такой смрад дешевых сигарет, что стало тяжело дышать. Морду монстра покрывала такая толстая масса крема, подглазных теней, помады, что в сравнении с ним макияж Саманты казался легким и малозаметным. Тени для век цвета синяков поднимались от обоих глаз к краю клочковатых волос. На огромных губах лежал толстенный слой помады, и все это отваливалось здоровыми кусками при гримасах. Обе щеки были ярко нарумянины и походили на вихри бурь, бушующих на Юпитере. Дьявольский кумпол размерами был равен стадиону, то есть непомерно огромен, но при этом и мал, в сравнении даже с Эмберусом. Впрочем, в тот момент это не казалось важным. Слит. Щель. Английский. Одичавший низший демон. Уровень 200. Один из множества демонов, схваченных и брошенных в ничто во времена первоначального владычества. Ты никогда не стремился быть втянутым в драму правителей. Но что же тут можно сделать? Когда ты влюблена, то готова едва ли не на все ради своего мужчины. Эоны, проведенные в безумии, наложили ужасающий отпечаток на рассудок Слит и ее чувство собственного достоинства. «Саманта!» — прокаркала Слит. «Какая же ты дохлая!» «А, сучка, я знаю, кто ты есть. Скорее дайте мне оружие!» — проорала Саманта. Я ответил. «Оружие? Да ты не можешь двигаться!» Я вставил ее лицом вперед в хиестру. Она вошла идеально. Описание моего орудия не оставляло места для сомнений в том, каких действий от меня ожидали. Я мог только надеяться, что план будет действенным. Зачарованный слот для хиестры. Оборудование для метания голов. Это уникальный предмет. Он создан специально для обходчика Карла открытым интеллектом сети пацифистских действий интергалактической NFC. Присоединяется к концу хиестры. Предназначен для головометания. Это специфическая версия головометательного устройства приспособлена для метания отрубленных голов любовных кукол.
При метании головы увядающего духа дальность броска значительно увеличивается. 500 метров, умноженные на силу. Брошенная голова магическим образом возвращается к метателю сразу после того, как насадка «Щель» снимается с хиестры. У тебя в инвентаре кинжалы есть. Воткни мне один в зубы, и я должна зарезать суку. Демоница Слит отпрянула и приготовилась снова хлобыснуть своим цепным кнутом сверху вниз. Некогда, прости. И я швырнул Саманту изо всех сил. Она полетела прочь с криком, что, мол, убьет мою мать. Слит в ярости завизжала и повернулась, преследуя голову. Моя сила без ничего составляла 75 пунктов. При амуниции и всех бафах она значительно превышала 100. И я бросил Саманту намного дальше, чем за 50 километров. Жирная демоница несколько секунд собиралась силами, затем ее крылья захлопали и понесли ее в сторону Лакуны. «Чертовски удобно, что этому твоему ящику для завода можно работать», прокомментировала Пончик. Тем временем гигантская демоница пустилась в погоню за головой. Это странное создание было одето в какой-то кожаный на вид костюм в стиле садо-мазо. Такое с радостью надели бы потрепанные командирши. Но было в этом одеянии что-то особенно дрянное. Оно было увешано кистями, каждая величиной с секвойю. Громадное тело чудовища хлюпало, как желатин, когда крылья силились удержать его в воздухе. Следом за головой оно, завывая, скрылось в темноте. Сигаретная вонь осталась, перекрывая запах подгорающей индейки. «Нет», — сказал я, — «нам позволяют поддерживать ящик в рабочем состоянии с какой-то целью. Возможно, мы ее распознаем на следующем этаже». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Пончик. Пока Слит преследовала голову, небо с треском раскололось. Явился еще один бог. Я раньше его не видел. Он возник слишком далеко, и его нельзя было рассмотреть как следует. Я не различал его черты, но видно было, что он сверхъестественно велик и многорук. Я ожидал, что он тоже двинется вслед за Самантой, но ошибся. Он развернулся и рывком поднял Слит, грузную, извивающуюся демоницу, примерно так, как человек поднял бы скромного грызуна, и разорвал одичавшего демона надвое. Даже на большом расстоянии я слышал треск разрываемой плоти. Слит вскрикнула, и кровь брызнула в разные стороны. Цепной кнут упал на землю с тяжелым стуком. Через секунду и бок, и мертвое тело исчезли. «Что это было?» — воскликнула Пончик. «Карл, зачем ты вызываешь всех этих великанов?» Как только мы вынесли Саманту на улицу, она не переставая стремилась призвать какое-нибудь божество. Насадка на хиестру была задумана как приз вроде нашей небесной гранаты. Скорее всего, хозяева игры хотели послать ее нам на следующем этаже. Я думаю, они догадались, что сейчас важнее защитить нас. Я поднял взгляд к небу. Спасибо за то, что мы спасены. Не знаю, сколько она стоит, надеюсь только, что она окупится. Я стянул насадку с хиестры и забросил ее в инвентарь. «Карл, все хорошо?» «Катя, в первую минуту хлынула какая-то мокреть. Потом все успокоилось. Сейчас у нас хорошо. Только консьерж акулы пришли в возбуждение. Карл, я, признаюсь, ожидаю еще одного нападения. Оно не должно вызвать такого землетрясения». У моих ног вернулась к жизни Саманта и закричала: «Нечестно, нечестно! Позови мою мать обратно! Будет справедливо, если ее убью я!» Мы вытаращились на нее сверху вниз, а она продолжала хрипеть и стенать. «Брось меня снова! Может, тогда она вернется!» «Это божественность твоя мать?» — спросила Пончик после ошарашенного молчания. «Я убью ее!» — заявила Саманта. «Погоди-ка», — сказал я. «Не твой ли папаша отправил тебя в ничто?» «Ну да. Он взбеленился за то, что я родила ребенка от своего царя. А моя мама тоже вешалась на того царя. Вот и вышла из себя, ревнивая сучка. Она обещала меня убить, если я когда-нибудь освобожусь. А вместо этого убила Слит. Она никогда не держит обещаний. Родители вообще не выполняют то, что обещают.
И это первая причина всех детских травм. Сами же знаете. Я посмотрел на Пончика. Как думаешь, эту богиню тоже спонсируют? Зря мы ее не разглядели. Могли ли пацифисты быть одновременно и спонсорами богов? Я поднял Саманту с земли. Ее нужно было срочно возвратить в личное пространство. Доступ туда закроется, когда до крушения этажа останется час. «Почему эта демониха на тебя разозлилась?» — поинтересовалась Пончик. «Она думала, что я имела секс с ее царем. А так было?» Саманта замялась. Да бред. Почему же она так подумала? А она входит в один демонский гарем. Я говорила о своих сексуальных развлечениях с моим царем. Она решила, что речь идет о ее царе. И объявила войну. Я не люблю конфликтов. Вам это отлично известно. Но тут она достала меня. И я сказала, что у меня с ее царем был секс любых извращенных видов. Вы не поверите, как она тогда озверела. И все ее сестры. «Сколько у нее сестер?» — спросил я, потому что внезапно до меня дошло. «Ничто переполнено их гаремом, и они все меня ненавидят». Она расхохоталась. «Время от времени одна из них вылезает наружу, так что привыкайте. Слит была только малышкой, а вот ее сестры Гаш, разрез, английский. Вам точно стоит опасаться». Коробка сока стояла рядом, снова в человеческом виде. В первый раз с тех пор, как я встретил этого перевертыша, она показалась мне изнуренной. «Я начинаю жалеть о том, что согласилась вам помогать», — проговорила она. Вдалеке от миски откололся еще один кусок, и при падении раскололся пополам. Время до крушения уровня – 1 час. Предупреждение. Доступ в зоны безопасности закрылся для всех. Мы провели в ожидании уже несколько часов. Просто сидели, а коробка сока развлекала нас, меняя обличья. После визита демона наступившие тихие часы раздражали. В сущности, коробка сока оказала нам немалую помощь. Она демонстрировала внешний вид разных монстров, в том числе и таких, о которых я никогда не слышал, и показывала мне наиболее действенные приемы их уничтожения. О некоторых из монстров говорилось в кулинарной книге, но не упоминалось об их слабых местах. Информацию о каждом из них я записывал. Каждый раз, когда коробка сока принимала новый облик, она сначала становилась стервятником, а потом преображалась во что-то другое. У нее обнаружился особый талант, позволявший находить живые существа, прячущиеся в песке. Наконец мне надоело ждать. Наше время подходило к концу. «Мэгги, я знаю, ты здесь, только не знаю, на что ты рассчитываешь. Если хочешь поговорить, давай же, выходи». Целая минута прошла в молчании, но затем мы все-таки услышали голос. Мне рассказали про зелье. Звук слышался так, словно выходил прямо из-под меня. Меня пробрал холодок. Голос Криса Мэгги звучал приглушенно, но он был очень близко, как если бы нашептывал мне в ухо. Вот, значит, почему никому не удавалось их найти. Все каменные ребята обладали способностью успешно маскироваться. Оказалось, что у Криса была способность зарываться в песчаные дюны и в них исчезать. Да, я медленно отодвинулся. Монго рядом со мной пронзительно вскрикнул. Коробка сока взлетела. Они оба находились в нескольких футах от того места, откуда исходил голос. Еще одна способность. Пончик вспрыгнула на спину динозавра. Я заговорил громче. Я получил этот подозрительный ямс в ящике от спонсора. Сначала наш наставник не знал, что с ним делать. Тогда головы куклы Саманта с нами не было. А потом она помогла наставнику разобраться. У ямса может быть несколько применений. Он вырастает из лавы или магмы. В общем, из чего-то такого. Честно говоря, не помню, в чем различие. Как бы то ни было, ямс может служить для создания особых чернил для свитков или для приготовления некоторых зелий, чье действие связано с лавой. Из него можно делать специальные свитки для излечения лавовых монстров вроде Криса, или же фазовое зелье для тех, кто может спокойно проходить через лавовый камень. Вот такое зелье Мордекай составил для нас.
Зелье лавового камня. Когда я его приму, вы не сможете ко мне прикоснуться. Руки Криса просто пройдут сквозь меня. Коробка сока показала мне, что мои слушатели двигаются. Они медленно-медленно ползли сквозь песок, соблюдая все правила маскировки. Коробка сока почувствовала их присутствие час назад и тихо указала нам на этот факт. Но я не мог ничего предпринять, пока они не проявят себя. У меня участилось сердцебиение. С нами не было Кати с ее особенным болтом. Вот в чем была заковыка. «Карл, у них моя другая дочь. Они намерены вернуть ее. Они превратят ее в монстра и заставят кого-нибудь убить ее, если я не сделаю того, что им нужно. И я не могу этого допустить. Они так поступают со всеми нами», — сказал я, медленно скользя по песку. «Мэгги, мы все потеряли кого-то, и мы могли бы действовать вместе. Тебя ввели в заблуждение. Я сожалею о том, что случилось с Иветтой, а ты обратила свой гнев не на тех людей». Мэгги ответила не сразу. «Ты не понимаешь. Я больше не сержусь». Им приходилось двигаться крайне осторожно, чтобы их не обнаружили. Мэгги могла сместить свой голос так, чтобы он звучал не из того места, где она находилась. Могла заставить других счесть, что она выслеживает меня. Но ее целью был не я, а ящик для завода часов. Они попробуют переместить его или сбросить на храм, что под нами. Им нужно всего лишь передвинуть его на 5 футов. «Крис славный парень», — сказал я, медленно отодвигаясь от песчаной дюны. Зелье лавового камня действовало всего минуту, поэтому я не торопился его принимать. Он ничего тебе не сделал, а ты мучаешь его. «Ты должен спускаться по лестнице», — сказала Мэгги. Мне жаль, что дошло до этого. Я была настолько зла, настолько ослеплена из-за того, что ты сделал. До этого я не была плохим человеком. Клянусь, не была. Но я должна защищать свою семью. Я думала, что именно так и поступаю, когда убила Фрэнка. Но я была не права. Когда Каприт приблизился к нам в зоне отдыха, он сказал, что поможет, если мы убьем тебя. Каприт? Непреодолимый? Бессмыслица. Должно быть, она толкует о каком-то другом животном. Неожиданно Мэгги завопила. «Нахрен все предубеждения. Если правильно то, что произошло, то и говорить об этом вслух тоже правильно. Нахрен всех. Что вы надумали? Поторопить меня? Сейчас?» Я понял, что она обращалась к ИИ или еще к кому-то. «Он клирик, козлоподобный, связной. Он сказал, что я обязана остановить вас, а иначе...» Она прервалась на полуслове. «Карл, по-моему, она лишилась дара речи. Пончик, она все еще здесь, собирается забрать ящик». Карл, Катя, сколько времени осталось? Катя, 10 минут, плюс-минус. Карл, достаточно близко. Мэгги, окликнул я и пристроился за ее спиной ближе к ящику. Я надеюсь, ты меня слышишь. Мне жаль, что дошло до этого. Это не означает, что случившееся можно забыть. Но я действительно сожалею о том, как все обернулось. Ты вляпалась в дерьмо. Это очень фигово. Я дам тебе. Крис вылез из песка рядом с ящиком. Я рывком выпил зелье и кинулся к лавово-каменному существу в то мгновение, когда он выкопал ящик и метнул, насколько у него нашлось силы. Ящик просвистел в воздухе в том же направлении, в котором я зашвырнул голову Саманты. Дверца на крышке раскрылась, и часы полетели в противоположные стороны. Зелье наделило меня возможностью проходить как сквозь лаву, так и сквозь лавовый камень. Я потянулся растопыренными пальцами к голове Криса и сжимал его череп до тех пор, пока не почувствовал, что моя рука проникла внутрь, в мозг. Червяк оказался размером с мою ладонь. Для меня он был единственной частью тела Криса, которая осталась твердой. На ощупь паразит напоминал шершавую, извивающуюся сосиску. Мне пришла мысль о той богине, что разорвала демона Слит. Я потянул, ожидая, что червь разорвется в моей руке. Меня укрепило зелье. Его нет. Но он не умер.
Напротив, он укусил меня в ладонь и стал вгрызаться, хотя я отдернул руку. Я закричал и прижал ладонь к груди. Крис рухнул передо мной. Я хотел ухватить хвостовую часть длинного черного червяка, но промахнулся, и червь втянулся в мою плоть. Я чувствовал червя Мэгги внутри меня. Она двигалась по моему телу, как субмарина, погружающаяся ниже и ниже ватерлинии. И, наконец, пропала. Бля! Я порылся в своем инвентаре. Вот. Я выждал 2 секунды по хронометру, который отсчитывал в обратную сторону время действия моего зелья. Затем я припал к целебному зелью двойного действия, которое помогло мне избавиться от заражения паразитами на 3-м этаже. Мордекай сказал, что зелье подействует только в том случае, если я успею принять его до того, как враг доберется до моего мозга. А Мэгги добралась бы туда быстро. В прошлый раз, когда я принимал это зелье, оно позволило мне вытошнить из себя паразитов. Сейчас же противница вылезла из моего затылка, пробив плоть со скоростью снайперской пули. Кровь хлынула из меня, когда Мэгги вылетела наружу ракетой. Я чувствовал себя так, как будто меня грели молотом. Индикатор здоровья над Мэгги застрял в красной зоне, и рядом мигала красная надпись «Отравлен». Кровь толчками выливалась из дыры в моей шее. Я сделал шаг, чтобы растоптать Мэгги, но не успел. Монго прыгнул и опередил меня. «Жуй!» — выкрикнул я и прижал открытую ладонь к обширной ране на затылке. После этого я попробовал кликнуть опцию «Исцеление». Ты под дурманом. Ни хрена ты сейчас не кликнешь. Споки-ноки. Прежде чем отключиться, я успел увидеть, как радостный Монго нагнул голову и принялся измельчать маленькую обходчицу в мульчу, ставя тем самым точку в конце саги о Фрэнке Кью и Мэгги Май. Я оставался без сознания минуты 2, не больше. Пончик вылечила меня при помощи свитка с заклинанием. Очнувшись, я увидел, что кошка сидит рядом и встревоженно меня рассматривает. Крис сидел неподалеку, приложив руку к каменной голове. Пончик вылечила и его. «Болит», — пожаловался он. «Аналогично», — отозвался я со стоном. «Карл, Имани, привет. Ему ничто не угрожает. Сработало. Мы доставим его вам на 6-й этаж». Монго изрыгнул тельце Мэгги и сожрал его вторично. «Подожди», — выдохнул я. «Нужно забрать в лут ее инвентарь». «Я все собрала в первый раз, когда он ее выблевал. Там масса всякой всячины», — ответила Пончик. «Передай Крису», — попросил я и откинулся на спину. «Как это понимать? Тут у нее куча шляп. Зачем червяку шляпы? А что Крис будет делать с такой горой? А я собираю коллекцию шляп. И я совершенно уверена, что имею право оставить их у себя». «Карл, время!» «Катя, 2 минуты. Ты в порядке?» Черт же! Вечная гонка со временем!» «Карл, Мэгги мертва. Крис в безопасности. А ты не забывай про якорь. А как Трен?» «Катя, его уже рядом нет. Он и вся команда Гвен ушли вниз». Коробка сока была опять в человеческом теле и держала в руках одни из часов, которые выбросил Крис. «Что это такое?» — спросила она, вертя их в руках. «Это не часы моего брата». «Нет, факсимильная копия. Одна из тех, которые я когда-то изготовил, чтобы обмануть управляемых гномов. Катя тогда сделала факсимиле ящика для завода, притворяясь, что осваивает возможности инженерного стола. Она достигла куда лучших результатов, чем я в копировании предметов. Тот ящик она сделала по частям и собрала прямо у себя в инвентаре. Потом мы обменялись копиями и оригиналами, когда обнимались в клубе Деспирадо. План поменялся, обратился я к коробке сока. Говорил я торопливо, голова еще плыла, шея болела. «Тебе нужно уходить, прямо сейчас. Ворота вот-вот откроются, но только на 20 минут. Не думай брать кого-то с собой. Мы не приведем Бога на 9-й этаж. Хватит уже. Ворота остаются у нас. Мы не один раз ими воспользуемся. Отказаться от них исключено. Но я очень хочу, чтобы ты добралась до Ларакаса.
Тебе по-прежнему нельзя раскрываться, но сообщить людям то, что ты знаешь, необходимо. Мы не расстаемся с тобой. К тому времени, когда мы там окажемся, нужно, чтобы все живые знали правду о том, кто они на самом деле. Ты понимаешь?» Некоторое время проститутка-перевертыш не находила слов. «Что? Так где ворота?» Я продолжал. «Ты же можешь изобразить акулу? Превратиться в птичку, в муху, пролететь над океаном на полной скорости, а потом вниз, в воду. О месте встречи сейчас договоримся. На этой стороне. Давай торопиться». Она поцеловала меня в щеку. «Береги моих людей. У нас уговор. И его тоже береги. Я люблю его». «Кого?» — выговорил я. «Луиса. Мы собираемся пожениться. Несколько суток назад я спасался от колоссального двухголового щенка. На самолете я врезался в лицо Бога. Я видел, как прижимаются друг к другу говорящий козел и женщина-вампир после того, как они уничтожили самого громадного индюка во Вселенной. Совсем недавно я зашвырнул за 50 километров голову секс-куклы, чтобы предотвратить бабские разборки между этой самой головой и демоном размером с небольшой город и с неснимаемой маской макияжа. Я только что влез в голову каменного монстра, чтобы выдрать оттуда червя-паразита. Но больше всего перечисленного меня поразило то, что я услышал от коробки сока. Я смотрел на нее с таким выражением, как будто из ее ноздрей поползли слизняки. «Луиса?» — сумел я переспросить. «Нашего Луиса? Ты влюбилась в Луиса? И вы хотите стать мужем и женой? Ты серьезно?» Складка посреди ее лба сказала мне, что она убийственно серьезна. «Помни о своем обещании», — только и сказала она, и не стала дожидаться моего ответа. Она подпрыгнула, взмыла в воздух, обратилась небесной птицей и умчалась. Через 2 секунды ее не было. Я протер глаза и перевел дыхание. «Луис?» — переспросила Япончик. «Как обезумел мир!» Донесшийся стон заставил нас поглядеть на Криса, который продолжал сидеть в полубессознательном состоянии. «Брэндон!» — наконец проговорил он и опустил голову. «Брэндон!» И это имя отрезвило меня. Я опустился на колени около Криса и положил руку на его бедро. Оно оказалось раскаленным. «Твой брат умер, когда спасал многих людей. Давай продолжим его дело ради его памяти. Хорошо?» Время до крушения уровня 21 минута. «Катя, ворота открыты. Я только что сбросила одну из твоих дружественных бомб тут поблизости, и она сработала отлично. Акулы уже шныряют здесь, и аппетит у них разгорелся. Твое усиливающее боль желе тоже действует эффективно. Карл, понятно. Замечательные успехи. Направляйся к лестнице. Сообщи мне, когда будешь выходить. Не задерживайся». Я знал, что ей будет тяжело плыть, борясь с потоком воды, заливающим сейчас нижние этажи Ларракуса. Но она прикрепила себя якорем к каменной стене замка. Предполагалось, что она выйдет через подземный колодец, так как вход в него находился рядом с шельфом, где мы оставили отдыхать акулу. Самая трудная часть Катиной миссии. Я волновался, но она настаивала, что справится без всяких проблем. В течение следующих 20 минут перевернутый конус города Ларракуса будет наполнен прибывающей и бурлящей водой. Ворота открывались прямо в центре рынка. Даже если там есть дренажная система, можно было не сомневаться, что какое-то время она будет серьезно перегружена. Начнут рваться бомбы, равняя с землей рыночные лотки и распугивая покупателей и владельцев магазинов. А потом поплывут акулы. Если расчеты Кати верны, а составленная ею карта точна, то большая часть города будет затоплена к минуте закрытия ворот. Не пострадают только верхние этажи и жилища неигровых персонажей. Наводнения, взрывы, акулы, мобы из всяких других мест появятся внезапно, озлобленные, разрушающие и совершенно не там, где предполагалось. Зев, боже правый, Карл, люди в ярости. Они видят совсем не то, что вы обещали. Зева оставила старание сохранять сходство с добрыми рядовыми гражданами, а сделалась
откровенной партийной деятельницей. Карл, я ничего не обещал. Зев, если вы наполните Ларакус водой и мобами, это приведет к гибели всех неигровых персонажей. Рынки будут затоплены, наемники погибнут. Если вы убьете НПС в баре, доступ в клуб Деспирадо будет перекрыт. Спонсоры не смогут войти туда, чтобы сделать ставки. Не попадут на рынки, чтобы приобрести магическую амуницию. Борон зависит от этих денег. Спонсорам нужно, чтобы рынок снаряжал их бойцов. Карл, ну, я и не сомневаюсь, что с этим они сладят. Вода быстро сольется. Может быть, нормализация положения займет несколько дней, раз в процессе будут участвовать акулы. Но в этом нет ничего убийственного. Зев, нет, Карл, и вы сами понимаете, что так не годится. Мы не можем увеличивать число неигровых работников сразу после создания этажа. Ладно, мобы, но НПС. В правилах записан такой пункт. Мы не станем менять владельцев торговых точек. Рынок продовольствия для бойцов расположен там же. Естественно, все это мне было известно. То-то и оно. Карл, вот даже как. Ну, простите, виноват. Зев, если люди захотят исправить положение, им нужно будет добиться того, чтобы синдикат поставил данный вопрос на голосование. А там голосования не хотят. А если бы и согласились, то им пришлось бы обратиться за содействием к ИИ, чего уже не будет. Вся система уже раскручивается по спирали. И в этом году впервые эта стадия наступает так рано. Я сегодня убил людей, множество невиновных людей. Но они все не игровые персонажи. Среди них нет бывших обходчиков. Вот что было для меня особенно важно. Бывшие обходчики с контрактами, такие как Мордекай, это ценные граждане. Хозяева не позволяют им гибнуть зря в городе, который разрушается ежегодно. Впрочем, у меня не было красивого оправдания для того, что я сегодня совершил. Времени для моральных дискуссий не было тоже. Я оказывал организаторам услугу. А когда нравственные страдания, как это было в случае с маленькой Бонни, почти ломали мою решимость, я все-таки не забывал, что спасаю этих НПС от ужасов кровавого конфликта, который при ином сценарии неизбежно принес бы им мучительную смерть. И это осознание облегчало муки раскаяния. Присли угодил в эту ловушку, и он настолько страдал морально, что не смог действовать. Я не хотел повторять эту ошибку. В каком-то уголке моего сознания эти сомнения продолжали жить. Но война есть война, и нельзя уверять себя, что это не так. Зев продолжала воспитывать меня, и постепенно до меня стало доходить, что ее изумление и возмущение – это в сущности актерство. На самом деле она доводила до нашего сведения неутешительную информацию, повторяла напыщенные речи, почти теряя голос от пафоса и почти не скрывая этого. С Пончиком они все-таки общались, по-видимому, через социальные медиа, но я не решался уточнять и даже не использовал магическую бумагу, которая висела у нас в туалете. Негодование Боранта по поводу всего происходящего доказывало, что за правила игры не цеплялись к формам наших контрактов. Я был наполовину уверен, что им было невдомек, что мы с Пончиком и Катей детально планировали в течение долгих дней. Даже Мордекай не был в курсе всех подробностей. Зев. У половины из них есть армии, которые скрываются в городе, чтобы им не повредил какой-нибудь бог. Я не сомневаюсь, что часть случившегося выйдет наружу. Но вы сами не отдаете себе отчета в том, что натворили. Вы убили тысячи людей, десятки тысяч. Никто не знает, как будет выглядеть игровое поле после того, как беды улягутся. Карл. Вот увидите, как мощно все это подстегнет рейтинги. Зев. Будут последствия. Карл. Вероятно, но ведь они это одобрят. Мы никого не обманывали. Мы использовали те инструменты, которые были нам даны. Кроме того, вы сами согласитесь, что они обязательно захотят увидеть, как события будут развиваться дальше, прежде чем решат, как бы это сказать, торопить меня, выбрасывать в мусорную яму или что там еще.
Я знаю, им грозит реальная опасность утратить контроль над ходом сезона. Кто бы ни управлял нашими действиями на следующем этаже, он наварит большие деньги. Зев, о чем это вы? Карл, продолжайте наблюдать. И я отключился от обмена сообщениями. Катя, я вышла, готова к спуску. Пончик, Катя, пока. Карл, отлично. Я добавляю Криса в нашу партию, чтобы он шел дальше с нами. Увидимся на той стороне. Хорошо потрудились сегодня. Катя, удачи с выбором класса. Жалко, что в этот раз мы не попали на шоу «Одеты», посетовала Пончик. Мы уже направлялись к колодцу. Крис шел впереди, опустив голову. Мордекай в чате то глушил меня патетикой, то буйствовал так, что я отключил его. «Не расстраивайся», — сказал я Пончику. «Если я сколько-нибудь знаю Одетту, то нас позовут через день или два». «Ты думаешь, у коробки сока все получилось?» — спросила Пончик. «Поэтому я не могу добавить ее себе в чат, как Кувалду и Мордекая». Получилось. У нее была тяжелая жизнь, и сама она дамочка жесткая. К тому же влюблена, а это прибавляет сил. Мордекай. А мне безразлично, во сколько это кольцо оценивается. Время вышло. Я предлагаю тебе выбросить его до того, как начнете спускаться. Карл. Мордекай. Тебе очень нужно охладиться. Ты это знаешь? Мордекай. Карл, сынок, ты не знаешь, с какими силами связываешься. Нельзя так испытывать судьбу. До сих пор это работало только потому, что ты приносил им хорошие деньги. А сейчас ты пинаешь их по финансовым яйцам и считаешь, что тебе это сойдет с рук. Карл, послушай, это кольцо покупает мой спонсор. Я догадываюсь, что тут замешано и какое-то божественное спонсорство. А это должно чего-нибудь достоить. Мордекай. С такими противниками не воюют, потому что невозможно победить. Пончик. Мордекай. Ты бы поласковей с Карлом. Он не один это сделал. Мы участвовали все вместе. Пончик не знала, насколько она права. Я был вовсе не так одинок, как думал поначалу. Я достал из инвентаря насадку для хиестры и осмотрел ее заново. Провел пальцем по плетенке. Похоже на лозу. Потер маленькую сопроводительную записку сбоку. Это уникальный предмет. Он создан специально для обходчика Карла открытым интеллектом сети пацифистских действий интергалактической NFC. Дизайн одобрен исполнительным директором и президентом Бюро информации и пропаганды доктором П. Ху. Я отложил головометатель и достал из инвентаря кольцо божественного страдания. Поднес его к тусклому свету. Один из предметов наиболее вожделенных для охотников за сокровищами. «Они и дальше будут за нами охотиться?» — спросила Пончик. «Несмотря на то, что больше не смогут торговать на рынке?» «Не сомневаюсь», — ответил я. «Они и дальше будут стремиться завладеть всем, что мы имеем. Я имею в виду не только кольцо, но и ворота. Можешь представить, насколько эта штука ценна на поле боя. Рыночных площадей в городе две. Во-первых, рынок клуба Деспирадо. Там охотники продают свою добычу. И есть онлайн-рынок. Там обходчики торгуют через киоск. Товары там дрянь. Обходчики используют интерфейс. Но участникам фракционных войн приходится самим приходить к коммерсантам и покупать нужное. Мы только что уничтожили всех коммерсантов, так что обходчикам торговля закрыта. А Зев сказала, что они больше не могут ходить в клуб Деспирадо, а значит и покупать у охотников не будут. Я усомнился. Может быть, а может и не так. Рынок, наверное, некоторое время будет закрыт. Но предполагаю, что произойдет вот что. Каждая фракция будет оперативно решать, будет ли она посылать кого-то вниз на 6-й этаж для сбора вещей и их скупки у других охотников. Мы же не смыли все армии полностью, а утопили их возможность приобретать товары и подорвали структуры власти. Теперь они будут кувыркаться в своих дрязгах и думать, как экипировать своих солдат. И существует только один путь. Или фракции не будут экипировать солдат, или рискнуть посылать своих людей вниз на 6-й. Я могу ошибаться,
но подозреваю, что здесь жизнь будет бить ключом. Мы остановились у входа в колодец. Крис вошел, не оглядываясь. Бедняга он. Оставалось 5 минут. Я огляделся напоследок. В нескольких сотнях метрах от нас драмадеры продолжали отстраивать свой город. Я вздохнул. «Значит, здесь будет больше охотников», — подытожил Пончик. «Тебе когда-нибудь приходилось слышать, как говорят, курочка по зернышку клюет, а весь двор в помете?» На Пончика поговорка не произвела впечатления. «Леди, убивайте, убивайте, убивайте!» Говорила, что охотники тоже имеют право получать награды. А ты теперь стоишь. Ого-го сколько. Да все сюда хлынут после нас. Именно на это я надеюсь. Но, Карл, мне не нравится, когда на меня идет охота. После предыдущего выпуска итогов дня Люсия Мар наконец-то перестала быть номером первым. Список первой десятки обходчиков изменился мало, но кое-какие примечательные перестановки в нем произошли. 1. Карл, проходец, анархист-провокатор. Уровень 47. 1 миллион умножить на 2. 2. Люсия Мар, Ладжаблес, генерал Черной Инквизиции. Уровень 48. 500 тысяч умножить на 2. 3. Непреодолимый. Каприт, покинутый воздушный акробат. Уровень 55. 400 умножить на 2. 4. Пончик, кошка, бывший детский актер. Уровень 39. 300 тысяч умножить на 2. 5. Дмитрий и Максим Поповы, кивающие. Иллюзионист и богатырь. Уровень 33. 100 тысяч умножить на 2. 6. Мириам Дом, человек, пастух. Уровень 52. 100 тысяч умножить на 2. 7. Элли МакГиб, морозная дева, снегомант. Уровень 47. 100 тысяч. 8. Богдан Ро, человек, легат. Уровень 44. 100 тысяч. 9. Ива Сигрид, полунагайка, полуорк, проворный правоохранитель. Уровень 40. 100 тысяч умножить на 2. 10. Куан Че, полуэльф, кавалерист имперской безопасности. Уровень 48. 100 тысяч умножить на 2. Теперь я был обходчиком номер 1 в подземелье. Я погладил Пончика по голове. Когда откроется 6-й этаж, мы окажемся заперты все вместе. А те тоже попадут в ловушку, как и мы. Я подбросил кольцо в воздух и поймал его. Взглянул на небо и наконец-то перестал делать вид, что обращаюсь только к Пончику. Видите, господа, эту вещь? А я вам вот что скажу. Если вы хотите ее поиметь, то она ваша. Вот же она. Получите и распишитесь, ублюдки. А вот вам еще кое-что. У меня есть идея получше. Не стоит наезжать на меня, а то я наеду на вас. Это мой залог вам и всем, кто нас видит. Ко времени крушения 6-го этажа ни один скот-охотник из тех, кто осмелится ступить на тот этаж, где будем мы, не выживет. На этом Пончик, Монго и я шагнули в колодец. Эпилог. «Сколько денег? Сколько точно мы истратили до сегодняшнего дня?» — спросила женщина. «Этот человек психически нездоров. Вы слышите? Он абсолютный псих». «Лучше не знать», — отмахнулся доктор Ху. «Лучше, когда никто не задается вопросом, каким образом маленький сотрудник NFC в состоянии выплачивать такие суммы. Лучше, когда нет вопросов «почему?». «Все, о чем вы говорите, для нас давно в прошлом», — сказал доктор Ху. «Мы все отвечаем за него. Его состояние нестабильно. Он может умереть в любую минуту. И даже если он не умрет, ИИ будет нести ответственность за уничтожение целой планеты. А это может произойти еще до того, как они вступят на 9-й этаж. Валтай сует свой нос во все щели. Подземные Куатин готовы развязать кровавую гражданскую войну в любой день и час. Все дети короля Раста стараются поубивать друг друга. Принцесса Денадия тоже, возможно, способна совершить какую-нибудь глупость.
К тому же этот человек далеко не так умен, как вы думаете. Вам следовало приложить к Ямсу инструкции. Они истратили половину, когда спасали того, другого обходчика. Он знает, для чего используется Ямс. Разве? Я в этом совсем не уверена. Дорогая моя, он уже сотряс весь сюжет. Даже если он проиграет, то и это успех. Каждый раз, когда он появляется в шоу этой самой Одетты, число подписчиков взлетает. Зрители подписываются на его фантазии, а не на наши. Это одни и те же фантазии. Портус, он умрет. Ему ни за что не пройти 6-й этаж. Вы говорили то же самое и про 5-й, напомнил женщине доктор Ху. Мы все любим счастливые развязки, сообщил Садир существу в клетке. Животное ответило ему мрачным взглядом. Садир знал, что обитатель клетки не понимает его. Но, мой маленький друг, бывает, что мы не получаем то, что нам нравится. Случается, что наши желания взаимно несовместимы. Например, я хочу, чтобы мне было тепло и сухо, а тебя тянет к свободе. Боюсь, что ни один из нас сегодня вечером не останется полностью удовлетворен. На них сыпался морозящий дождь. Время абсолар, что местные обозначали как полночь. Небо покрывали тяжелые тучи, отчего темнота за окном воспринималась особенно густой. Садир не различал даже огней 1000 судов и низкоатмосферных зондов. На миг ему показалось, что они трое были единственными живыми созданиями в этом мире. Он сам, его партнер и их намеченная жертва. Он просунул длинный серый палец в клетку. Мохнатое чудовище зашипело и царапнуло его с быстротой молнии. Маленькие острые когти впились в его плоть и порвали кожу так стремительно, что он не успел отдернуть палец. Блин, клянусь его левой титькой. Больно. Зверь, кошка, издал низкое глубокое рычание. Его уши были плотно прижаты к задней части головы. Садир засунул палец в рот и пососал. Генрик в это время посмеивался. Липкая, с синеватым оттенком кровь потекла из ранки. Он потянулся было к своей самодиагностике, чтобы определить, не требуется ли антибиотик. И выругался еще раз, вспомнив, его имплантанты недоступны онлайн. Планета находилась вне пределов досягаемости для некоренных жителей. И им приходилось закрывать свои системы связи, дабы их не обнаружили. «Это не он», — проинформировал товарища Генрик. Сакафин. Смотрите Диннеман, сценарий «Судного дня Карла», глава 19. С щупальцами на лице. Он выключил карманный компьютер и укрепил его на поясе. Садир рыкнул от отчаяния. Эта кошка была 6-й, которую они нашли в окрестностях. Садир выругался на синдикат с его правилами, ограничивающими возможности сотрудников, не являющихся обходчиками. Насколько все было бы проще, если бы таких правил не было. Хотя и тут палка о двух концах, подумал он. Они бы не нуждались в нас, если бы решение было столь простым. Он вытащил из поясной сумки свой хот-лист, посмотрел на него, затем снова на кошку. «Ты уверен?» — спросил он. «А похоже на него». «Уверен. Маркировки похожи, но не идентичны. На этой микрочип человека и база данных говорит, что ее владелец значился в первоначальном собрании. К тому же это женский пол. Ее зовут Контесса, графиня, итальянский. Пурингтон. Не трогай ее. Я ее пристрелю», — пообещал Садир. «Она напала на меня и пустила кровь». Контесса Пурингтон зашипела еще громче и с силой ударилась об электрические теплые стены обогревателя. «Не застрелишь. Она поцарапала тебя, потому что ты засунул руку туда, где рукам не место». Генрик потянулся и нажал пальцем на крышку куба. Прибор исчез, и вместо него явился металлический квадрат. Кошка вскочила и умчалась во тьму. Садир подтянул к себе биосканер, стер с экрана дождевые капли и заворчал, снова кляня тупые правила синдиката. Потом он натянул на голову камуфляжную сетку и включил сканер. При этом он не забывал, что его прибор должен оставаться внизу, вне поля зрения наблюдающих окуляров. Он уже получил 2 штрафных очка, и теперь, если его снова поймают на нарушении правил,
его страховка будет снижена на 3 пункта, и на этот раз его, несомненно, вышвырнут, особенно сейчас, когда назревает война. Множество войн назревает. При его статусе нуля он уже прошел огонь и воду, стремясь обеспечить свое существование. Многие системы отказывались принимать таких, как он, хотя эта практика и не была законной. Синдикату законность безразлична. За правила синдиката в глаза не видят прав представителей рас, не входящих в совет. Тем более прав нулей. За правилом важны корпорации, богатые монаршие семейства, золоченные миры свободных граждан. И вот, когда была выпущена пошаговая инструкция сезона, он отправился к ближайшему порту, нашел там команду охотников за головами, согласную принять нуля, и нанялся. Это команда из числа тех, где штрафные очки воспринимаются как достоинство, а не минусы. Синдикату известно о пошаговой инструкции. Известно, как же иначе. Несколько сезонов назад была даже выпущена голографическая постановка. Правозащитные организации много галдели по этому поводу. Они писали петиции в подкомитеты, требовали официально запретить данную практику. И ничего не было сделано. Служба безопасности синдиката по-прежнему патрулирует планеты. По-прежнему преследуют нарушителей, хватают их, иногда убивают. А что же корпорации, истинные преступники? Никакой ответственности. Никакой. Все скоты, с горечью думал Садир. Некоторые миры гарантируют доход тем, кому просто повезло родиться на данной планете. Что ж, теперь он, Садир, здесь, и он рискует жизнью и свободой за право заработать на жизнь. Рискует жизнью ради того, чтобы выследить гребаную в рот кошку по кличке Соусник. Сканер показывает еще только одну кошку, но она в лагере, сказал он. «Ти-ти», — отозвался Генрик. Подумал немного. «Переключись на людей. Сколько их?» «Чересчур много», — ответил через несколько секунд Садир. 74 человека в лагере. Только 6 подростков. Одному меньше года. Генрик издал звук, подобный трубному сигналу тревоги. «Мать их! Идем туда! Если найдем эту дрянь, то она будет первой пойманной целью уровня А. И нам премия». Садир поколебался, но совсем недолго. В этом году пошаговая инструкция была короче, чем обычно. Следовательно, конкуренция яростная. Привлечь к себе внимание людей – огромный риск. Но если там именно та цель, что им нужна, то вознаграждение будет астрономическим. Команда Садира не стала даже заморачиваться с женщиной в тропической зоне, несмотря на необычно высокую награду, назначенную за ее поимку. Там был дохлый номер. Ту зону вычистила цунами, после того, как Борант устроил недалеко от нее свою штаб-квартиру. Там все вычищено до пустоты, в живых не осталось. Тем не менее, десятки охотников, наводнивших планету, рыскали в тропической зоне в расчете на приз. Такое же их количество обреталось в южном полушарии. Они искали отца той маленькой девочки. Там премия была пониже, но шансы на успех поиска выше. Но пока что никто не нашел ни хрена. Скорее всего, все они мертвы, как соображал Садир. Только так, а иначе их бы уже нашли. Вот что произошло. Да, иногда пошаговая инструкция сезона содержала 5000 имен, а находили одного или двоих. В этот раз ставилась задача более трудная, чем обычно. Традиционно доступ к снимкам планеты давался в ходе сбора. Но сейчас Борант начал свою закулисную орковщину, когда очень рано открыл сезон обхода. Садира воротила от дополнительного покровительства, оказываемого задействованным правительством. Никто не мог предотвратить начало сбора, так как заваривался некий проект. И что это? Справедливо. А раз Борант начал рано, запустив хаотические процессы, то зонды создали последние архивы 2 дня назад, что означало, все записи, в том числе данные о местоположении и интернет-архивы аборигенов, протухли к тому времени, как уже в реале начали разворачиваться события. Но надежда пока не исчезала. Когда произошел сбор информации в планетном масштабе, все граждане и жизнеспособная фауна были распределены по 3 категориям: собранные, обходчики и аборигены. Разумеется, собранными оказались те, кому выпала плачевная участь
быть застигнутыми крахом глобальных общественных инфраструктур. В большинстве случаев, а в особенности в текущем сезоне, эта группа составляла самую большую долю участников. Обходчики – это те, кто согласился участвовать в игре. Аборигены – все прочие. По мере того, как игра развивалась и некоторые проходчики выдвигались на передовые позиции, продюсеры сезона раз за разом обращались к обоймам собранных граждан, чтобы добавить драматизма в действие. Разве можно забыть тот сезон в Алтае, когда обходчик Хун направил своего меха, мех, вымышленной вселенной Battletech и других фантастических мирах, большой шагающий боевой механический робот, к лифту, ведущему на 12-й этаж, где обнаружил собственных детей, перепрограммированных в дозорных охотников-убийц. Всех 5, даже годовалого. Хун предпочел убить тех, кого породил. То был один из редких случаев, когда жестокость игры показалась чрезмерной даже свободным гражданам. Садир ощутил, как его пробрала дрожь, когда он вспомнил ту историю. После нее хозяева игры запретили использовать собранных детей, а также беременных женщин. «Тудыть твою перетудыть», — подумал Садир. «Изуверы из изуверов». Но что же бывает, когда продюсеры решают использовать конкретного участника, но не могут его найти? Если он не из собранных и не обходчик, значит, он пережил изначальный крах и предпочел не идти в подземелье. Большинство таких погибают. Динамика смертности аборигенов часто отражает тот же процесс у обходчиков, хотя и отстает в темпах. Итак, продюсеры решили отыскать и использовать исчезнувших аборигенов. Захотели ввести в подземелье определенных индивидов. И тут встала проблема. Правила понятны и неприкосновенны. И тогда явилась пошаговая инструкция. Практика найма следопытов, когда их засылают на планету и поручают обнаружить и похитить заранее избранных выживших, крайне далека от какой бы то ни было законности. Никакая корпорация не сумела бы оправдать ее в суде. Но никого к ответственности никогда не привлекали. Беззаконность такой практики не волновала никого, кроме немногих маргиналов. Если зрителя не возмущает покорение целой планеты, то кто станет останавливаться перед парочкой сопутствующих преступлений? Эта практика так же стара, как и сам поиск. Найти индивида, как правило, нетрудно. Даже на периферийных планетах, где зоны поиска – это мусорные свалки или нечто подобное, найти заранее известного местного уроженца не сложнее, чем поздороваться с оператором ИИ планеты. На Земле имелась отменная система контроля. Она работала более четко, чем на большинстве других планет. Однако в силу акта об охране коренных видов, после старта обхода у аборигенов изымаются их импланты. Не касается только тех, кто с ними родился. Они свободны. Когда по окончании обхода цирк в полном составе перемещается в другую систему, планета изолируется на время жизни многих поколений. Садир не помнил, какова в точности длительность этого периода, однако не маленькая, несомненно. «Без толку тратим время», – ворчал он, когда они с Генриком плелись к поселению. Оно располагалось на плоском участке примерно в километре от того места, где в последний раз было зафиксировано пребывание кошки. Он смотрел на своего партнера, а его камуфляжная сетка мокла под дождем и почти леденела. Мы должны были искать того мужика в южном полушарии или другого зверя, козла. Если не найдем отметку, откликнулся Генрик, то будем двигаться дальше. Капитан намерен отправить нас на другую сторону планеты, в джунгли, на поиски близнеца погибшего обходчика. Он вдруг предостерегающе поднял руку. Темное небо прочертил космический челнок, и оба тут же расслабились. Корабль был не из службы безопасности синдиката. Садир хмыкнул. Это когда погода будет более подходящая. «Мне нравится здешняя погода», — заметил Генрик. Партнеры пригнулись и побежали по мощенной черным камнем улице города людей. На ней время от времени попадались прямоугольные дыры, места, где в минуты краха стояли автомобили. Садир смерил Генрика унылым взглядом. Вероятно, в этом полушарии шли последние недели зимы,
и погода не могла быть приятной ни для кого, из какого бы мира он ни прибыл. Этот мегаполис, некогда именовавшийся Сиэтлом, по-видимому, был не последним по численности населения. Сейчас в это было трудно поверить. Даже земляне не могли быть настолько глупыми, чтобы подвергать себя превратностям этого климата, тогда как экваториальная зона – истинный рай. Вдалеке появились огни многочисленных костров. Люди разбили лагерь возле сооружения, которое когда-то было мостом над шоссе. Поставили палатки в том месте, где морозному ветру, пропитанному океанской солью, было не так-то легко их достать. Костры были разложены аккуратными кругами. Садир прикинул, здесь больше 30 палаток. Неподалеку высились скелеты деревянных строений. Было похоже, что люди принялись отстраивать свой город. В поселении можно было увидеть остатки утраченной общественной жизни. Садир обратил внимание на многочисленные 2- и 4-колесные машины с открытым верхом. Над самой большой палаткой горел электрический фонарь. Из другой палатки слышалась музыка. Повсюду какое-то движение. Несмотря на поздний час, лагерь не спал. «Оружие на месте?» — спросил Генрик. Садир ощупал на своем бедре духовой пистолет, стрелявший флешеттами. Стрелы-дротики размером с карандаш применялись для стрельбы с воздуха по скоплениям пехоты и кавалерии противника. Он предназначался для того, чтобы оглушить кошку. Он зарядил пистолет 3 штуками. Достаточно для того, чтобы вывести из строя почти любого человека. Он предпочел бы стандартный электрошокер, надежный и простой в обращении, но маркировка на нем привела бы в действие любой охранный зонд Солнечной системы. 2 охотников опустились на землю и натянули на себя камуфляжную сетку. Настало время наблюдений. Садир достал сканер и настроил его на место пребывания кошки. Теперь, когда они подошли достаточно близко, можно было установить, в какой именно палатке она находится. 3-я палатка, поставленная вплотную к склону холма. Садир поискал другие существа вокруг кошки. В палатке были 2 человека. Он проверил местонахождение всех живых организмов в лагере. Затем достал заранее приготовленный лист бумаги и принялся чертить схему. Тут ему пришла в голову новая мысль, и он перепрограммировал сканер. Как правило, синдикат не представлял агентов безопасности к лагерям аборигенов. Но Садир проверил наличие всех их типов. Безусловно, это следовало сделать раньше, и он заметил нечто непонятное на вершине холма. Но оно тут же испарилось. Что бы это ни было, но не агент безопасности синдиката. Эти никогда не церемонились. Пока Садир занимался сканированием местности, Генрик обратился к нему. «Скажи-ка мне одну вещь. Зачем тебе все это нужно? Я однажды слышал, как ты разговаривал с каким-то своим друганом и соврал, что якобы работаешь на барже, а потом уже не врал. Как ты ненавидишь Борант, ненавидишь поиск. И однако же ты здесь, рискуешь жизнью, чтобы зрелище стало интереснее». Садир присвистнул. Ему не понравилось и то, что Сак подслушал частный разговор и упрек в лицемерии. Ответил он не сразу. «У меня много детей». В первой палатке находились 4 собаки, но вроде бы маленькие. Не опасные, не голосистые. Он сделал запись. Они живут в коммуне нулей в системе Филд. Орки в очередной раз подняли плату за проживание для выходцев извне. Если так будет продолжаться, я должен буду получать деньги за работу. Пожалуй, я такой же, как обходчики, которых ты видишь в шоу. Они убивают других, чтобы выжить. Но ведь должны существовать менее опасные способы заработка, возразил Генрик. Мои близкие занимаются этим, потому что нам нравится. И еще нам нужны деньги для биржевой игры в призме. И тебе не нужен этот риск, если он тебе не по нутру. Галактика велика. Можно найти любые занятия. Садир кашлянул. Саку легко так говорить. А нулям никогда ничто не дается просто. Даже эти вот люди знали, как мы выглядим. Они продавали новые товары с изображениями, похожими на нас. Вот почему моя ненависть так глубока. Генрик издал звук, похожий на автомобильный гудок. Им известна ваша внешность, потому что ваша публика незаконно шныряла по системе до того, как начал проводиться обход.
Кроме того, во внутренней системе свободны все. Не имеет значения, кто ты. Садир даже не дал себе труда ответить. Впереди у них была работа. Мы можем просочиться за 2 первыми палатками и прорвать полотняную стенку 3-й вот здесь. Он указал длинным пальцем на лист, отражавший их маршрут. В первых 2 палатках спят люди. В той, что нам нужна, 1 бодрствует. Мы должны пробираться как можно тише. Собаки из 1-й палатки могут нас учуять. Хорошо, что дождь нас заглушает. Генненрик кивком обозначил свое согласие с предложенным планом. Дальше охотники уже не теряли времени. Оба извлекли оружие и побежали вверх по склону холма к лагерю, держась островков полной темноты. В начале пути Садир подумал о своих детях. Он помолился о том, чтобы они выросли и встретили мирную жизнь такую, в которой им никогда бы не пришлось ради выживания делать то, что делает сейчас он. Брэду не спалось. Он посмотрел на женщину, которая спала на надувном матрасе в обнимку с крупной рыжей кошкой. Выплакалась и смогла снова заснуть. Она прилично раздражала остальных. Каждый обязан работать. Таков закон жизни. Если хочешь жить в новой королеве Анне, изволь трудиться. Все испуганы, все ошеломлены. И все-таки все при деле. Ловят рыбу, добывают еду, чинят крыши, строят. Беа не делает ничего. По уговору она как бы медсестра, то есть будет работать, когда понадобится кого-то лечить. Это была шутка. В их группе 4 медиков. Правда, все дантисты. Они прилетели тем же рейсом, что и Брэд с Беа. Все возвращались с Багамских островов. Они сошлись с этими дантистами, когда надолго застряли в аэропорту Атланты из-за снежной бури и прилетели в Сиэтл с 10-часовым опозданием. Все вместе они забились в гараж при автостоянке, дожидаясь Уберов. Uber – американская компания, специализирующаяся на автомобильных услугах такси, служба доставки, вызов курьеров, перевозки грузов, которые должны были развезти их по домам. Тот сумасшедший принялся поджигать машины, и они были вынуждены выбежать наружу. Это было перед тем, как случилось то, что случилось. События развивались с невероятной быстротой. Полицейские надели на психа наручники, а он выкрикивал какие-то слова на неизвестном и дико звучавшем языке. Брэд снимал все происходящее на телефон. Это происшествие стало его самым прикольным развлечением. Ведь он уговорил таки пьяную Беа разместить запись в соцсети. А после этого миру пришел конец. Беа, сам Брэд и 4 дантистов остались стоять среди руин. Полицейские, свихнувшиеся бездомные, были захвачены крахом мира у порога гаража, возле открывшегося входа в подземелье, или как оно там называется. А Беа раскричалась, и Брэд остался с ней. Потом он в этом раскаялся. Как же он потешался над ее убогим любовником. Она вела из него веревки, а он и в ус не дул. Правда, Брэд слегка зауважал Хлюпика, когда у того вроде выросло что-то мужское, и он таки расплевался с Беа из-за фото в сети. Но потом она принялась выдрючиваться и потребовала, чтобы они с Брэдом удрали с курорта раньше срока. У них оставалось еще 4 оплаченных дня, но Беа вопила и вопила. Ее сучьи друзья, мол, чересчур уж часто выставляют их с Брэдом из номера. И они отправились домой. «Лучше бы я остался», — думал он. Если ему суждено было застрять в апокалипсисе инопланетного вторжения, то стоило бы застрять в более приятном климате. Но не это сожаление было у него основным. Да что там, я должен был спуститься туда, под землю. Когда он не мог заснуть, а иначе у него в последнее время и не бывало, ему представлялась та огромная манящая дыра в земле. Он страстно рвался туда. Он не знал, что встретил бы там, но что угодно было бы лучше, чем сейчас. Он дьявольски досадовал, что упустил шанс. «Я король», — думал он. «Я король». Их на шоссе подобрал парень по имени Тарик. Он ехал на электрокаре, где имелась кровать, в которой все они и угнездились, зарывшись в кучу теплых вещей. В первую ночь они наблюдали за опускающимися с неба огнями, которые можно было принять за падающие звезды. А дальше ничего. Оккупанты игнорировали их,
Космические корабли прилетали и улетали круглые сутки. Пришельцы даже видели людей, когда группами бродили по поверхности Земли. Пришельцы эти были разных пород и размеров. Но присутствие людей их не интересовало. Люди не привлекали их внимание, как нечто, не имеющее значения. Какое-то нечто, которое они обходили, как громоздящуюся на дороге кучу собачьего дерьма. После недели торчания среди развалин аэропорта, пряток и страха, маленькая группа решила искать других людей и припасы. Они добрались до города, где нашли разрастающееся сообщество, назвавшее себя новой королевой Анной. И сейчас, спустя месяц с лишним, это сообщество не распадалось. Пришельцы по-прежнему не трогали землян. Поначалу Брэд воспринимал коммуну как недолговечный лагерь, но мало-помалу она стала приобретать контуры их с Беа постоянного поселения. Жители его принялись за строительство деревянных домов. Уже предполагалось, что после того, как установится более благоприятная погода, они начнут сажать полезные растения. Беа всхлипывала во сне. Большая кошка обвела своим телом ее голову. Эта скотина уже и задрала их первый надувной матрас. Брэду было безразлично, что скажет Беа, если дурацкая тварь испортит что-нибудь еще. Он попросту уйдет. А если она станет жаловаться, ее здесь тоже не будет. Ему до чертиков надоело выполнять ее желания. Унизительно это. Он устремил взгляд на кошку. Она даже не кошка Беа, а всего лишь приблудная. Беа требовала, чтобы они вернулись в ее прежнюю квартиру, где ее кошка, будь она проклята, вечно она выла и царапалась, несмотря на то, что никогда не слезала со своего кошачьего дерева. Она мертва, как и все, кто когда-то жил в этом мире. Брэд знал точно, что они найдут в том доме, но повел туда Беа для того, чтобы она заткнулась. От дома осталась дыра в земле, как и от всех остальных построек в округе. Кое-что, впрочем, сохранилось. Деревья, почти все фонари и дорожные знаки, несколько автомобилей. Нашелся даже скутер, которым они, наверное, могли бы пользоваться, но у него было заблокировано колесо. На месте дома они прежде всего увидели изувеченную, потухшую человеческую голову. Она торчала прямо на земле. Беа тут же стошнила, и она опять пустилась в бесконечные рыдания. Они уже собирались уходить, как Беа вдруг заметила сидящую на дереве кошку. «Шиш тебе», — подумал Брэд, но только на мгновение. Совсем не та кошка, которую Беа искала. Эта тварь кожа до кости, и у Брэда даже мелькнула мысль, что она заледенела на дереве. Но тут она испустила низкое протяжное мяу, спрыгнула на землю и принялась тереться о ноги визитеров. Беа уже снова рыдала, когда сгребла кошку на руки. Всхлипы сделались громче. «Фердинанд, какая же ты сволочь! Дурак! Маленькая ты сволочь!» Она прижала кошку к себе, хлюпая носом, и отказалась отпустить животину. «Тебе знакома эта кошка?» — спросил Брэд. «Откуда?» Беа сначала не ответила. Она что-то мычала про себя и раскачивалась взад и вперед. Это вошло у нее в привычку в последнее время. Идиотская, мягко говоря, привычка. Похоже, у нее нервный срыв. Наконец она сказала: «Это кот моей соседки. Его зовут Соусник, и он имел манеру приходить к окну и пытаться запрыгнуть в квартиру, где моя принцесса нежилась в тепле». Она поднесла кошачью морду к своему лицу. «Хотел оттрахать мою девочку, да. Хотел забраться к нам и испортить ее». Кошка, которая только что мурлыкала, вдруг зашипела и царапнула Беа по лицу. Беа, казалось, этого даже не заметила. Я назвала его Фердинандом и только потом узнала его настоящую кличку. Я говорила ему: «Проваливай, Фердинанд», а он визжал и царапал оконное стекло. Принцесса шипела и плевалась в него. Она знала, что он дрянь. Беа посмотрела Брэду в глаза. По ее щеке стекала кровь. Она была немного умнее меня. Она снова повернулась к коту. Я хотела обратиться в службу контроля животных, но его так и не нашли. Похоже, он тут не так плохо перебивался в одиночку. Давай-ка возвращаться. Сердитый взгляд Беа означал решительный отказ. Вот так это создание присоединилось к ним. Кот оказался полудиким. Он не любил, когда его слишком часто чесали и гладили.
Однако по вечерам, когда пайки были розданы, он неизменно возвращался в палатку и устраивался возле Беа. А та бросала для него на пол кусочки рыбы. А ночью она обычно сидела в темноте и обнимала кота до тех пор, пока он не начинал визжать и царапаться. Это чудовище исцарапало Беа все руки и лицо. В конце концов, кот укладывался на диван рядом с ней. И она гладила его желто-оранжевую шерсть и тихо напевала своим вгоняющим в дрожь голосом. ты мой хороший мальчик, мой хороший Фердинанд. Ты не соусник. Нет, что ты, я вернусь в прошлое и возьму тебя к себе. Мы начнем все сначала. Прости меня, Фердинанд. Я должна была тогда взять тебя». Она все напевала разные вариации этой причудливой песенки, пока не засыпала. Брэд завидовал ее способности засыпать. Он сидел рядом, в их единственном пластмассовом кресле, жевал что-нибудь сладкое и предавался фантазиям о неведомом подземелье. «Я король». «Рип?» Он смотрел на нож, ничего не понимая. А нож прошел через брезент палатки и начал резать сверху вниз. «Эй!» — крикнул Брэд. «Кто там? Блин, это моя палатка!» Он вскочил, схватил лом, который хранил возле клапана палатки. Его сердце заколотилось, как бешеное, когда в проделанной снаружи дыре показались две фигуры, оба вооруженные игрушечными с виду пистолетами. Высокий парень с осьминогом вместо лица и второй, серый, в меховом пальто. Этот второй напоминал инопланетянина из сериала «Розуэлл». Его голова походила на медиатор для гитары с черными, как у жука, глазами. Маленький, наверное, фута 4 ростом. Осьминог наставил пистолет на Брэда и приготовился выстрелить. Но тут его грудь лопнула. Он немедленно рухнул на землю, заливая всю палатку зеленой жижей. Соусник соскочил со своего спального места, а Беа рывком села. Она ничего не понимала. Брэд уронил лом. И все замерли, включая серого пришельца. Все глаза были устремлены на иномирного осьминога с дырой в груди. Беа завопила. Соусник стрелой бросился вперед, промчался между ногами пришельца и исчез в ночи. В одной из ближних палаток 4 соплюшки залились таким лаем, как будто им отрывали головы. Люди закричали. Пришелец остановился и поднял над головой руки движением, которое в любом мире трактуется как «сдаюсь», и принялся лопотать на неземном языке, который Брэд и все прочие уже начинали понимать, но в этот миг не понимали совершенно. Чужеродный повернулся к выходу из палатки, но, бросив взгляд на Беа, снова замер. Его серая шкура вспыхнула и внезапно приняла какой-то густо-красный оттенок. Он уронил свое чудное оружие, медленно опустил руки и пролепетал с тяжелым акцентом: «Беатриса!» Как будто спросил. Беа перестала кричать. Оба смотрели друг на друга с раскрытыми ртами. «Мать твою, да что происходит?» Тут появилась новая фигура. В палатку просунулась голова. Женская, человеческая, вроде бы. Огляделась, прежде чем войти. Азиатка, но необычного вида. Анорексичка с чересчур близко посаженными глазами. Она была одета в облегающий комбинезон. В руках она сжимала предмет, похожий на духовое ружье. Его дуло она плотно приложила к спине пришельца. Он немедленно вскинул вверх руки. «Собаки больше не лают», — пронеслось в голове у Брэда. Установилась полнейшая тишина. И это было не к лучшему. Женщина произнесла что-то на инопланетном языке, и тип из Розуэлла ответил. Беа метнулась к Брэду. Он обвил рукой ее талию. В глаза ему бросился пистолет, который выронил мертвый осьминог. «Я отправляюсь за ним. Я король». «Мисс Беатриса», — обратилась женщина. Она по-прежнему использовала инопланетный язык, но теперь из чего-то, спрятанного в ее одежде, шел перевод. Слова мешались с чуждыми, которые произносила инопланетянка, что немного затрудняло понимание. «Мое имя Лексис. Я приношу извинения за неудобство. Служба безопасности синдиката уже направляется сюда. На вас шла охота. Я явилась, чтобы вам более ничто не грозило». Брэд едва слышал ее голос. Он точечно сфокусировал взгляд
навалявшемся на земле пистолете. Я могу. Я отправляюсь за ним. Я король. Я проклятый король. «Я нашла ее», — доложил Алексис в устройство связи. Над экраном прибора всплыло изображение ее начальницы. «Пират Сак убит, второй захвачен. Я предлагаю обставить убийство так, будто оно дело рук его напарника. Выстрел в спину. Он 0, так что такое объяснение скушают. Ах да, мне также пришлось выстрелить в человека. В партнера Беа. Он жив. Он попытался завладеть флешеткой пирата. Я бы назвала его храбрым, но он плачет, как 3-летняя девочка. Он истечет кровью через несколько минут, если я не вмешаюсь». «А что кот?» — спросила Адетта. «Он оглушен, как и все жители поселения. Животное очень прыткое. Он почти ушел. Служба безопасности будет на месте через 3 минуты. Отряд быстрого реагирования на службе у нас, но в этом случае захочет прибыть и координатор. По моим прикидкам, у нас максимум 20 минут. Мне нужно принести сюда кота? Я могу стереть с земли и весь город, если скажете». Адетта задумалась на мгновение. «Свидетели есть?» «Только те, кого я назвала 0. Беатриса, человек, которого я подстрелила, и кот». «Хорошо. Значит, действуем вот как. Город мы не превращаем в пар. Оставь 0 живым и расположи оружие так, как ты предлагаешь. Но пусть человек исчезнет. Помести кота в обогреватель и оставь его там. Пристрели 0 с флешеткой. Может быть, в ногу его. И свали на человека. Наши ребята из службы безопасности расчистят сцену и обставят так, будто произошел конфликт из-за кота. И больше ничего не было». «0 заговорит», — возразил Алексис. «Ему предъявят кучу обвинений». «Об этом не беспокойся», — отрезала Адетта. «Я отправлю ему сообщение после того, как его арестуют. Мы выкупим его гарантию. Это обеспечит нам его сотрудничество. Я сделаю так, чтобы кто-нибудь из безопасности тайно переправил кота Боранту. Пусть он получит пошаговую премию. Как все воспринимает Беатриса? Знаете ли, я вырубила ее и засунула в обогреватель. Она несколько психует. Я думаю, она немного не в себе. У нее исцарапано все лицо». Адетта кивнула. «Когда она очнется, непременно скажи, что я с нетерпением жду встречи с ней. И убеди, что мы не продадим ее Боранту. Скажи, что у нас для нее есть гораздо лучшая миссия». Лексис рассмеялась. Ее сканер прогудел, извещая, что челнок с командой из безопасности вот-вот приземлится. «Значит, как я вижу, план выработан для всех участников». Она глянула вниз на мертвого Сака и подумала: «Бедный кот, что же теперь с ним сделают?» Ее передернуло. «Ну, то есть, почти для всех». Адетта хмыкнула. «Мы не можем подарить всем...» «Ваху! Вы сладили. Вы еще одну прочитали. Мы с вами почти как на свидание ходим. Скоро мы представим друг друга своим родителям и начнем ругаться из-за того, что я им тертый сыр прямо из упаковки в 3 часа ночи. Написаны 4 книги. Вот так. 5-я книга взяла хороший разгон. В ней много хаоса и кровищи. Но она еще не дописана. А коли так, у меня пока нет точной даты, которую я мог бы вам назвать. Нет и тайного названия, которым я поделился бы с вами прямо сейчас. Не беспокойтесь, осталось недолго. Если вы подпишетесь на мою рассылку или последите за моими новостями на Амазоне или в соцсети, то все узнаете, как только я размещу объявление о предварительных заказах. Теперь поговорим об обзорах. Это как бы важно. Знаю. Я каждый раз молю вас о них, господа. Но обзоры – дело сверхважное. Без них мопс по имени Тоби умрет от голода. А ему нужно кушать 5 или даже 6 раз в сутки. Так что, пожалуйста, оставляйте отзывы. И спасибо вам большущее. Об авторе. Мэтт Динниман, писатель и художник из Гиг-Харбора, штат Вашингтон. Когда он не присутствует на выставках котов, не дрессирует собак, не кормит черепах, не играет на бас-гитаре в панк-метал-банде и не пишет книжки о шиншиллах, плюющихся кислотой, он рисует поздравительные открытки и орнаменты на кошачьи темы. Посещая Трагет, Икеа или товары для дома, вы когда-нибудь думали, смотря на выставленные на продажу
жутковатые объекты искусства, кто покупает такой хлам? Ответ – не так много людей, как хотелось бы Мэтту Динниману. Так что покупайте, пожалуйста, все его книги или его картинки. Читал Александр Мироненко.